مشهور نفس історія. Це кміча було. Це зеро мashhur. Так, хочу что-то, а це був і на TikTok чорне мashhur. Telegram чорне шабашкви. Mashhur хаш. Ne mashhur. Выстрел, вот, свободный микрофон. Вы вистрел, садаем у вас, надо уж вас, садаем. Я ишталлати нер сөжим зайны теву, чур телеграм чур на костен сасия бол по чуть-чуть. Ja. Dit uur. Soms zo goed is toe. Bechtel dat de leer zei ik tieschen bij aan de eerste les zei ik верил. И что самое удивительное, все стали богословами, самопальными. Сейчас обратный процесс пошел, все демократизируются. Да ничего у них не выйдет, скотинился народишко. Ничего не выйдет. Чтобы демократизироваться, надо иметь маломальские какие-то понятия, мозги, образование. А народишко оскотинился, если не осатанил даже. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma ba. Маршал Машага. Да и Машал. Хорошо. И бахца чё, бычпак, и футбол. أسخلوا شرخصوا. إيه هو إمكلش قواش بو بعبات لبوك إمكلش بو بعبات لبوك. ده لروي وش فعل عين صوب ما يلا نبغى صوب طول شو. Чи بدشك شبوي قشوا الله خمست بوي قشوا. أوش من أوشم. والله هتسونا مش مشكلة. يكجب بيلو واي شبوي هو توابا. سعود صدال ده قصوا خلص ده يعني سنس عم يقشتين سعونا ده الله ما حشتوش دي سودي سنتو. زميله وتصهوسون مرتن تيروشا با. درتني يعني. درتني يعني ده ده قصدي سندي. يقولش ماله والله يساعد يقل ماله بس مرتن يتهلا مو شوات. أزمدو تامشي لو يديش أول سترانزم. Work мелу шек сигару цаса еш воршек именно сигархан шуха сдохмаду. Постоянно духает, постоянно. Не, просто халяс. Знаешь, как говорят жулики, указать бы им его место под солнцем. А то чересчур отвязалась мразота. И причем халял на хажирсу чем саус. Цадайцу. Он подкован, ну, относительно, не очень сильно, но все равно подкован, чувствуется. Но когда ты ему начинаешь давить правду, там, знаешь... Хочу хаялу рюа и боёхом. Они его маятся. Да, ведь он удовраться, действительно.
тогда солар. Воз масовали, умел его Д'Артаньян, сунам сахолчун, цит сахолчун. Аллах мосту. О, да, цабиху мюх, да, лаю. Вот нечего, цабиху мяля, да, хейс, вот субиху хумаяс. Слушай, губар, хорошо. Лишь. Мастан, лишь. Алейкум. Все, короче, керезди тюнца еса. Хаверзан бас, да, ну, где смысл в твоих словах? Ты отвергаешь одну религию, предлагаешь другую. Ну, что это такое? Мне такое ощущение, что человек не сам один он с чьей-то подачи работает. Джин дучун чуады. Эзам цахлы цахса, когда тебя троит хигу. Ну, целый фукам хайрдут у нас. Джамаат джинов там. 91 года, по примский ват, 12 жин, модель, чуда это. Специально. Чухуясы. Ну что, духа размойный садик. так виноваты. Моран ол тиг отхена договориться ден халех кен думаешь, что? Да, совсем. Даже не. Цани غير где-то قصة ديالات 50 جنس كان تنشو ديال الخيطان. Ну да, нам шалюху Крейн Велла уже потихоньку разлагается. 200, короче. 200, хирам бу. Ну, цасбериш, цасмоючин, гандалир, сцена да дирдал хигуш. Ну, ванич. Само цаусавел иш тамо шериксан хауишсан хундут я бош. Жинш помон дук тагол делдец уже И чугулдел, да, вообще замет килочный. И ждержин, от чувак полностью, а держин, именно ногти территории, а долштат жин. Это окейчина, сам не чудолштат. И жин, жихад, шайола, дынян, амялил, Иерусалим, Иисус веч арбол бир, жихад дахта, шайк ногти чуюк, хранитель. Это? Да, хигуш. Да. Да, Эйдил диаш дин. Делёш кечхен. Саню нисл, да, висен худора. Судени салавахт. Долг мадуй один все равно. Совет айдил дух тан матер. Дух мадуй, сандин дюйрус. Солти она шачирниш саят. Подвалщу. Диком гри, подвалщу, диком гри. Ой, дедерцин, хагер, ой, дедерцин. Да, хайцуаз. Ночить имя, вообще юзаешь, харил, мы его зацем ган хамерилш. Багуна харцу на багуин. Но Европе, в Америке уходишь, Турция, Европе, ашон, шо, и имелен. Хию, и бач, знаешь, я хамцею открытую хамялда. Потому что какие нахал хина уже. Bonjour monsieur. О, трезамач, сон хабаш, хохса глаз 50 лет. Бач, Хузбер тоже код д'Азюри. Юги Франции усу. Хузбер, короче, тоже Санах Беркан. Где-то 13-12 год дус. Короче, представительство, кадыровское представительство есть Баршаша. А дядерцы, такой он, эльчи, сам ширах. Море есть, обяны, что. Далеко, он, дахил на Сирию, он, хаштуч. Анзор Борс, она усверцу. Джужет, холодок, он, боже. Воешь, бегерош, дела, курилаш, кузар. Это аилаш. Акадыровский представитель, тешных гячев. Сейчас боится, дел резах, курилышку зарел. Ну, курейтерах царь, короче. Хузберг на бац, я не знаю, ну, хейт был все равно. Потому что война отца. А тамщин был, особенно Ахчинстол, Лундуй. Дележки, где модели надол войдик. Масери цедол, чей, цедол бач, ну. Духов беш, он мелгина шиштбух.
Ахшин, Махачи, Дин, Басхан Уктигайн, представитель. он старший шаман, Басхан. Представитель Кадырова, Басхан. Кадырев представитель, вас. Потому что слово еще лучше вас. А? Старший шаман, ну и Старший шаман, ой, нюхает, кличитель, шаман, я. Ну, короче, Баса худо Кадырев представитель, вас здесь. Но шар судел шхана гажнищитин сагус. Может, он рушил, кстати, за. Ну, целого еще швац. Целого да. Положение тишел мякчу шамани. Целого еще я цен. чем орден Ахмата Хаджи Гурер эс Цулхан Настен Хаджи. Нет, Шамилило. Делает всё. Уже он уже, так сказать, поднялся. Уже на уровне мэрии там. Я-то понимаю, что он на местных чекистов. Гулия лошвы, вот я говорю. Но телефон гулия лошвы. Не, камел, да, снова чекултанцу. Это вот велик, да, лучшие цавайчи. Зудялач там, беши, тези. Шедек вак балартон, шедек вак балартон, шедек вак вы. Да, камел, да. Раски, ках, це не люблю влада, хайтов, мадись, да. Солнце, ну просто кузу камел, знаешь, камел, да? Сун, басхан, свободен. Сун, басхан, мацан вела, да, короче, басхан, ду. Это ж вас абсолютно, знаешь, солнце один сауа, да, диктор цана оставя лирса хуз аварийн. Сунам дина, свободен. Суит да подается, сакам самох холодбин. Дина, дин хердац, сакам самох холодбин. Саночи почал холодкин. Чер судебо стас, нахрестерот бешрали юбка. Да хитте, спилали, хайен ед, шнев юбка, да, трое хуш ватваты. Не, я сам хаусу, шерсу, бог винуза, хаус ты сон, ну, бачишь. Куда детство, просто, да ладно, чинца черлиста сам. Он лично, он лично чувствует, ну, если честно, Мадеревич, он шоусский, халклоры, он из Вайнзлундин, Солично це хочет і дабо, так? Хоча ума дать бог смерч бог, это? Не, да, бач, не, ногче кому доглиш сагусу, всю жизнь лезаут, и саеволь хейсется хейсас, бач, ичкери, сторонник вер всю жизнь, выснову, я свое мнение не меняю. А знаешь, персонально вот так вот обвинить, ну, не имею я права. Хотя конкретно, вот Бог Божий, Аллах сам Божий. Я имею. Ну, ты, видимо, смелый человек. Я не имею, тем более. Ну, нет у меня, знаешь, я про шамана знаю кое-что, ну, не стоит говорить во всеуслышание. Так адвокат может обвиняться, да? Я не адвокат, с чего ты взял. Але дела, матемчин мне амел, свигарца, да, я же ну, такое ощущение, что как, знаешь, провоцируешь меня на что-то. Я не адвокат, ты знаешь, я его недолюблю. Кто ты такой, да, помилуй. Сынок, чего? Тиму союза, ты пандишни уса. Наhi камел цедей бадиш сейдину хачах дехан 50 кит хачах велла мусо на Америке опергеш знаешь камел цедин сьется за мусо за лейшуса хиба знаешь а яхи подук шатсию за си я качер ватсон те качер закачон те да я закачон диду индиду додой
Алло, Путин так важно, что я хочу вот делать, свободне, свободне, свободне. Им собой, бят, Путин так важно, малин, халу, что я хочу вот делать, Ну, есть он что делать, что шухается вьются, уж сердце Ах, лопнет. смотри, опять бечла, смотри, как придумать, канал, совет он, хайна, бечла. Реально, поедешь. Вон ты розин, хочу. Мало коч, знаешь, не хочу я вот действительно. Поедешь, хамел, остается дома, а я знал, понял. Ну, не надо меня провоцировать, я с Болбан. Я как-то старался правильно прожить. И все это одинал, действительно, все это одинал. Мертв, белбеш, хамел, с одинальностью. И даже, и я последний раз... Путин так важно, Путин так важно, он тебе хочу аякс. Он свободен, он тебе хочу аякс. Духовен, да, тебе, ага. Антиреакайтан с аквигарца ёж. Реально, сосанюры гогваса, хэша, саларогион. Так, мы знаем, собиттин бос. Садится, Суна биттин, массан. Бля, Болбан, дялали, аж дек модел, бля, как молодцы, что я хамел, да соуза, он да, что я хамел. Я же знаю это. Стоп. Месте, на ровном месте. Вообще непонятное движение. Ну, прям, кош молодец. Прям гушляча. Кош молодец. Просто да, милой, а витен и шнырет, и Ну, хай гоз, ну, чем цахать, ну, сахать, а сюда информация, это докуется лилош по Корее, короче, от Франции, от лилош, так лило, сундево, он, короче, Хамел, сиди на мобар, слебля. Это, диду, Путин так важно, я хочу, суная. Сожим заняты, просто шущенность, хочу дискуссии сразу с этим диктор. В принципе, да, без мобахла, астюнская са дискуссия, иш сагоз, видимо, он, видимо, очень кёрто, гунши и бебашса, алел чёртердоз, а цедает динадация, действительно, собственно, у них это делать. Что на личности, да, зачем это надо, зачем это? Админ за видеороликом хаузе ишала, что хаузе за тем видео лучше. А ролса, аж бег собака, давай, адик ридж. وقال خلقيت صوبوش لكود وكيل غش وقال قيت خلهم ده يهودو ارتاح على خشاش كحد ولا شو ده коротко гайта, и потом дакайло, чтобы блок цеет. Просто видео так, милуешь, что мельком гайтич. Да, все, гушу дальше дает. شديت الإيديولوجي شو تصير خلص ده كان صار دقيق طبعا أي مو خيرته طبعا تصير ستيل إيش تقول يزمات سادون أنا سامع بدي لينسا خليفة جوعة خليفة ستليت دمشق سجوع دونا 150 почти 180 так задолжено я что бит يسين بلغة دلتدوك تديت إنه شبع شلاتنا يأتي الزمن جوعها بس تليتي جوع دونا بخبرة الصويا اللي مصودنا غسيلة دونا تحت جوع بلخو كيرسنا شبوي شغل تخلفات تأي مصود بعيدلو يتصير حق على اشتغلت دونا يتارك دونا شيء دين ليل دوش تشتغلت دونا كيرس شارك يا شيء خلقش ليل دوش تشتغلت دونا يا شيء كولتور ليل دوش تشتغلت زبش أتى شغله Artalino me gostat po, sa she djetchlla cerdon. E cerdon što don cer ajde hajli še sa cerdon uplaćeš cerdon cerd. Što nis musul, što uopće musul badat, ili musul da nis musul šta cerd. 95% населения столицы Дон. В общем, по халифату Хаяча тоже преувеличивающее население. Через лет 100, 200, 300 ситуациях. И целый год, и целый отбусул на Богойчил, Нисо Гойчил. Шеш добровольно теляется един дом, шеш тин чубяк на что. Це хона движти лилошили, це через 100 или через 200 или через 300 лет
إجتي يرسي دون من قوش إجت مبار قيش متكش كدون тоже меньшинстве حبيا كده وشتا ولكن через 150 уже все монгольская империя рухнула. Их и жили как меньшинство. А особенно как меньшинство их не жили, наоборот, они честностью, справедливостью, набожностью покорили и судя один чубяк канинах. Римские империи хаяк мою и Дамаск. Палестина хаяк невож ويز بيرسي دونا توج إشت سيادين إشتاج مدة دونا طبعا دقوهم دو دين على دونا دي استيش دونا عدوش تعدو دليل ودونا دين دوشنار شيء سيبيلوش زومش نيدات ودونا تسقيت مش إيش نلغوش مو يولاد إنجليش بول تسقيت مش بول سار شيء سليوش بول شيء قيت مش كدونا إيش يوحنس دي سيلوينس داس دي عزيز دي دات بالله داخل يغوت ده يحكي ويا صح غزنيا سنيوق بريشو دونا غزنيا سنيوق تيزي قنوي وقوي باتش بوليتيكا ومارشال بوليتيكا يقولون يقولتنا بي يترشين عيقني بي دونا ويباش أرداق وقش كونش تلدات ماش باتش قايلو رياض دونا يكراين الشلوبوي بي رياض دونا секулярной крайности, религиозной крайности, а тем более воинствующие обои, которые отрицают полностью шашбоцу, еще с любой стороны хлебе будет, что я еще почалка дерик ночи оман, массу ночи чурвахер, очень даже не духой, ночи оман, что ночи чурбеешь, что из балахинах мабу цены початка лишь издал, справедливо початка лишь. عشان أدمغ ده دون شو خشين قيشتا وشم ده العادي أرزوه دون. تقدر درس إنك سندقة داخل دول خيطة حين جوب تدل شو هما دهتون جملة تحتين أق وإن جوان ده دول حوله وآرع خلر اختار دقق آرع دول حوله على تدوز هنت أق يورو كهدو حونا أش دو حون دقيد وشتول هم تون пониманию он дальше وين حاجة صورتها конфронтации отраслица дину чагилар бай гелушат так хенц дуканёча это уже сугалцевала Румыния ридон та чик дрон قيش до хона иштхала до أخي ويد عقيد واشتول هم دو هم تون понимание تو أقول الحل مو دو إدوزي تدريا جملات Кавказ وي Россия конфронтация Европе чамушью да дуня чак иду кухрис маш боинз وي Россия хане реакция Иран элект бекан болду ами Израиль Соединенные Штаты Америки хацую озушила Пакистан Турция Китай косвенно ила озуш мою сейчас там дона дуня мела кирдил дошло и مالا إنس واقع أدم الدنيا كيك ده الدنيا عشان دقوا سيعنا دقوا نعبلا اللي يربو تمنا اللي يربو مثلا اللي يربو خيال شيل ولا خل ولا يربو ماما وي تبيوش ده تصدق ده شيء حكمة شيء تعلق شيء وين سبوش تجرس ده ولا الدنيا اشتغل عندهم أدم الشر هوشة يمكن مسوس يوليك أم بعد نيتهم بما جاس ناشة برودة يقدر أم وهو بيعشي ولا دعم عليه دونا مليكش دونا ديلي خاطر لنق وتجعل فيها ونفسد فيها ويسفك الدماء دونا يبيلغ داخل أدم شاشي عاسل دونا بو بيوخل يرجع لي توست ده متحسر لري تيعان دري يشيهم بيلغ داخل دونا يتيعانو ويبرودة تعمدو دونا نو ترى وين نخشنا وين قومنا ودنا دخوتن ده النظام وين دعوة النظام داريس ده وين وقتع النظام داريس وين إيش النظام داريس النظام خوش أنا صار كشيرتهم بدو وين دو غد المرق ده وين دل أردي عند دروت سوين عندهم صدق لا ما تصدق زنا وإنه إخوتن ده النظام خيط ده شو وين كل أو وقت اليوش يعصر ترى كل نظام خوش زام تي أنا المرتبة أنا تعشي يقويوش ويدو تسوق ترانا
وين ما خدت دي أسعدوش لا صح حقل ويخزر دو حقل ويغلدو غردو حقل ويهم انتدن بير بوعلا سدي سمتك باترقس أكري عطوان بالي تحدي حلقة دون يسدي سمتك باترقس عطوان أزغاز وين تقل لنا ليرلك وين تقل لنا تسي وين تعليل الشر إنسا يوش وين تديك وعي يقصدون لا أما هين استمر على كنا حوصل أشتغل أكوين شن ماجنا ولا أودي نقدر خيط عندهم إز درشون بيتخ تضيق عند البير يحقق تضعدي عند الدتهم شو بير يحقق تغيرون الشكولش دت ساج حقق بلنيش حقق دونا تونت علات تعزر بتاعنا رسين شو يحكي تيروريزم ياتس أو سان شو يحكي نحن تيروريزم دون صار تون شيء نسمع لك تقول أو تيدوش تيدور ده عددا Почему это не ответная диверсия? Мало чисто силами. Почему это может быть терроризм? И он же прослушивает до линца, по крайней мере, да, по крайней мере, швейга далец эту головой. إذا حتى ده شيء عندهم ده يعني يرسل تعايدهم صوت يرات وين شو أولادني وشتون يبرجويته يواش تشو عليه وش تجهون يوشو اسمه خوبا يبو تسقية تقناع بوه دونا وين خدي قردو شتو هدينا شو هو غيري دي عشتاتي دون غيري تسويشان أستراليز دون وميلو بيعشي ودنيا نشو حول ويزعون بتشعل قدعو الطريقة وين دنيا نحيلش دوسته وش ليرة ونسخو شو بتعسير بخ تانا أو شو تشوده أنا ديل دين دوحكة كرسنا ريز بغاشي وشلوش باسو تاو أتكريت الدون يتعو شو إلا داس تحش درس نو يعدو حوش تنو إز ليش يوشو شو إلا إز دون شيء تقية تموت بس دلع ريعز ويقوق دون أصبح والله أو دين ما تدوحكة هديرو هو يتعليكم دو هوشتلي رات نبو بس يجعل دخنا عن خاء تسخاء تشوف على أمز المتيج مايو أمز داش متيج مايو تشوف إيش تسخين شيء بس يجعل على شيء هذا داخل أمز تقولنا خزنة صندوق ماجيك شمدو ستراسبورغ عندهم ماشي لا بريميرات يخورخ من وقت إيت من وقت وتقاش دون تركوا نقدو عربوا نقدو ماجيك شتو ولا تشوف شيء دين دوخ ديزبورغ داتسيز دون از نيرسن تيلر دو وينيغ تشوف شيء دين دوخ ماشتو ودين دوخ شتات تشوف تشوف سي ماج داتسياش استون تشوف دون وي كرت اليوق واحد داخل دون تارج حست تصدق لوي نو تان طول تقيد نو تان يبرش سي نو وكرع مقبات وشتون Ничего تارج غلق جايتن وزن جايتن قيد جايتن وجايتن ويدون تبقوا هريو ويقريو ثانية ويقريو أيوة ديش شيء فوق الخيط ديز والحل وندي أشياء ترى أنا الدنيا شو بنتقش دقوا دو نتقش تحليت بعد سيزون أنا تعاشي كوي وش دير نتق مسوا نتق بوق نتق بدون أخسر خيط تدق دير نتق بوق نتق بوي خوشش شو هون رياكتيش نتق سيدون ديرش لي بوق جا قدام إيش نو صلى الله عليه وسلم سو هون بنا جبتش سيدون مدينة شو برت سو هون بنا دو نقول إيش تو عقيدة الأراب سليم من أشتي برت سو هون إعيت نوكل شلو هون خصلوا وشيء وجه جوست نمسك ونيجي بتاع سنت بيكرش سون إعيت نكير شيء أصلاً هون غيرنا يبرد شبه شيء وجاعي شيء وغيل وجاعي هون غيرنا إصلاً يمسلش أش متشوش وقد سجوش شيء يوش شيء تسوي شيء هودي شوي سيوزنك تقولي دقوا سيوزنك تقولي وتسع سيوزنك وتوش وات ويكون كتو دات ويقام بالله دات ودعني يدو دنيا تيرون دعني يدو نوتشي أعوذ بالله أعوذ بالله Это буквально إذا كان مش عندهم دنيا تيرون تعملوا حي وتسير شيء حي وتسير ما تسيسنا دون تصدق وياش ديسا يشتغل وين إحنا خل غير يشتغل وين بيرتشير ديز نعم нужны союзники وسоюзник что видишь потом и пасе مثلا نيز تعملوا شعوخ أكتر لا شان عدول إيش عندك تصدق ده وين إيه Исламу нужны жизни اللي يوش لا تسير ده один из методов один из инструментов достижения цели важный инструмент он дальше и пью
dünya çoğha nit yolç şoz work bıçak tam yoşul püyor don dünya çoğha nit boş şoz work bıçak don real bıçak şu komayı uydu asıl çoğu açıkçası kudu سيتي حالتين دي Ateist var. نوعش ميش عيوق واحد قدرة سان نوعش ميش إندرس نقدر حسيوق أعتقد شون حقي بولس أشوش يحتمل حقي سيتواسيون نوزر يحتمل просто даже там присутствовать полезно, чтобы быть в курсе последних трендов, да. А плюс это еще полезно, да, он всегда доходу, а это он да, что хочешь, что هون ناخذ بوز ناخذ حوز ونشوف عند عمر وقتها حوتي شمسة ولا أسوشان شورت خاني عند سرج سان حقولنا شيوزن سرج حويستلا دوزن سرج حقرت سان دوزن سرج ولا خطيتهم سان دوزن سرج كمش ديروا تعبوا ولا شو سان خطيت مش سان تومي حبوس مات وتعبوا جاري شو عندهم تيجوا значит Sen tövbe даются, вот садится, что вот садится, да, принцип дипломатии в том и заключается, да, она хайцадок садится, да, а мосом дится дешеваться, что да, ну а дучтега шел дится дешеваться, да, шел дешеваться, цен дохсих эшчен, дохсих долговошен, да, с дучтег се дега дег душен, да, норчичу эгалитарное общество, хла норчичу принцип прямой демократии, хла да, в Европе я очень, да, ну это sem مثلا تنجيج دوشتيجا أي سؤال دوشتيجا استعد تدخل ديزة تبيش تاو يتدي تسبب أويو ديلا يعدي تسبب أويو ده سان ديزة تبيش سان شو سان تشو حيرم بوانا وات دعوة دوانا وات يتشو دين قوات دوانا وات تشو نوحشي بالي أتوانو سو سنا واستي يبال سان دقيقة بقى قوتش بقى تيري ويت حندل إنتريشيو تشجع دوانا وينت إتوش غورت ولا غد دوانا وين يوششتون كانت عزام لوك نوحشي باتشا قدع ويتن شاغيل جمشوال تميل ويش نسقو شتون تصدقوا الشق دا دون خيت تصانت عزام لوك دقيق وردو تاخشر شوين بيرش سوي شتون ودنيا تحتان وقريب موچو باتشا قتعلق تعيات شين بيرش سوي شتون Соединенные Штаты Америки, США берч лёшу, Китай берч лёшу, Россия шейн берч лёшу. Дни доход схидо что из. Вы дай кица модой дона. عودوا شو دون ماستر لاخا حقيقة شو دون دوت لاخا وشتون. صدق شو يا غير شو أنا ح Тащит вообще, да, сетивелла. Первые, и давно на горе на вас, там без ханца, Франция, а что тут, пойди, что хан получился Франция, без ханца тавел так то чувачон, из почти долларов нем. Ока турецкий тафирмио, цунах ждал, и турку хабу, и больница, царь на месте так лечал, и от турку ждал, что без ханца так царь чувачон, и почему. Во-вторых, هر تواردوی واقعندو توار نوچی هونه آدم چولیالش دوچینو بقری بقش چری تری بوش تا امیلش دیش تا نوچی مصوم بیاخ دیش یلالی الله هر توارد نوچی چولیالش سویتسکی سودش دایو شرعت توش شرع دوچو تاما دات شو лично سوگا Хейт на вашка чуабош канал чуа фотин камялду şu жизнь ночи чу doğru штат şu tepla bak kitap pal biz dana çuş duyur duşu boş камялдин ум юхары это харума din духкен din dünya dinler ma вообще те şumayat hara hazneyasan yok büyük xumayu hazneyasan çu лицемерию ночи qomana теж бяк бен ночи qom почалqı yuhen çar sa yuhar jambulat bu har şneriyu yar qiyas olsa olsun hara лицемерию hara ночи конституции qeqvasiyaz bu stat tos konstitutsiya ratatsol zudri bağonş tegri bağonş tani bu stat yaş dayağı şu bu Ляллахин шею алгая конкивиш талау лилваша даял шнырью хардац это
هو بورش يوشو ما هو نوختي شو خيريات هون يخيل هون دات هون تيقوش هون دات شيء تجيات هرايات تج شو هر ساعة نوختي قوم بريتولات بيشيات هر كده بودش كل ما يكشي من عاد نرشي بريتولات بيشي بوش لير شنيريو نوختي قام عدادتي شيء عربي دو شيء علين فترة ويتوي الكوتش عندي وغي يا الرب يا مسلمان بوش هيدا علي الله ده تاي ما تو لقوم بوش تقوى ده نوشي قومتي عملية شيش ده سويلش أبو كيرل لبنانكور كل إزايتن متدشكايتن يهوكا ميلش ده يا نوشي قومتي على دين وقت دوام وقت دين وقت يهوكا ميل ده вообще هذا بيوخ كافر ما يوارد هذا وش تيش لبنان كاتشو هم ما يأتوس وش تحييهم مش ما يوارد Маршал. Ассаламу алейкум. Дела, Богу слушайте, знаешь, баб, колесо, хаверза, Абу Кирилл Убош, а КГБшник, ой, дела, да, алхеш, мы да, хеш, мы досханы. ديل دايل دايلا ديل دا هو اسمه يوسف ده سيدي КГБ Гелер маршал, ты маршал. мысли вслух ол, це мислиш, а смасить-то связа дина Элла, аси, эраду аси. 12 марта 92 года Конституция ир дa'wa al-qiniq li ushwegwat isa мостаган вацвали и ногти вац и хумаяц. 92 год, 1992 год, 12 марта. Так, вот тут в комментариях все, кто пишет, Машова, приветствуем, добро пожаловать, будучи свободными. Вот, Нина, вы написали, что... Так, где это было? Сейчас, один момент. Перевожу местные разборки. Конечно, да, это так... Мы здесь, скажем так, юморим, иногда прикалываемся, ну, совместно, скажем так. Но в данный момент я подкорректирую это, потому что тут идут не местные разборки, а тут идут разборки с международным исламским терроризмом. И вот этот международный... Понятно, что это сейчас на чеченском языке, вот эти персонажи, которые представляют вот эту сеть международного исламского терроризма, которые полностью разрушили наше государство. И там вот это, скажем так, во всех вот этих участвовали в процессах, там, джихада в Сирии там, и так далее. То есть, скажем так, в подстрекательстве, в вербовке, короче, людей. Потом то, что до того, как нашу республику разрушили, в Дагестане происходило. То есть вот эти вот люди сейчас где-то в ПАСЕ туда залазят и здесь рассказывают всему миру, что они там, короче, как пророк в Медине с евреями договаривался, вот так нам, мусульманам, можно договариваться, поэтому мы заходим там с евреями, с кафирами договариваем, но мы их религию не принимаем. И потом, и все это происходит, прячась за чеченский народ, чеченское государство, которое вот эти люди поспособствовали разрушить, убить, короче, там много людей, огромные массовые вот эти убийства, которые провели вот их хозяева, вот этих людей. То есть люди, которые делали прецеденты для того, чтобы удобно было мочить чеченский народ. То есть те, кто постоянно в нашем обществе, в чеченском обществе радикализирует его, пытается как бы легализовать вот эти там существующие в Европе какие-то исламистские вот эти сети, короче, их от имени организации там, скажем так, они их регистрируют, и вот это вот такая работа, огромная работа здесь ведется, вот этой всей сети, и мы как раз вот эту вот тему здесь обсуждаем. Просто, к сожалению,
так как клиент говорил на чеченском языке, да, потому что первая жертва ИГИЛа, да, вот этого международного исламского терроризма, русский международный исламский терроризм, как угодно его можно назвать. Его сегодня можно ИГИЛом, завтра Эмират Кавказом, послезавтра Аль-Каида, потом он Боко Харам, Джабхат Нусра, без разницы. У него много голов, вот этой змеи, короче, названий. Ну, вот одни из первых, кто используется на вот этой исламистской, скажем так, теме, да, платформе, это чеченцы. То есть вот через чеченцев эту тему возродили. Понятно, что какие-то будулаки, которые сюда заходят и говорят, твоя, моя, сказать, твою мать, перемать, это не есть мозговой центр всей вот этой исламистской сети. Исламистская сеть управляема, то есть там нужны ресурсы, финансы, там нужны вот эти идеологи, да, кто за этим всем стоит. А вот чеченцы – это одни из первых, те, кто бесхозны сегодня. Если у других народов, да, там, будь это турки, мусульманские народы, будь это, скажем так, боснийцы какие-то, да, там, будь это там, арабы, у них есть свои государства, свои спецслужбы, которые интересы государства там могут это дело регулировать. А в нашей ситуации у нас наше государство разрушили, его отняли, и сзади нас стоит Российская Федерация, которая как раз-таки использует международный исламский терроризм в своих корыстных там, геополитических целях, интересах, на чем, кстати, они поднялись после развала Совка, да, когда сдыхали им там ножки Буша, что только не посылали, и потом они реабилитировались как борцы вот, в лице Путина с международным исламским терроризмом. И вот это вот тема, да, исламистская, это такой инструмент, да, который используют для достижения там, геополитики и так далее. Понятно, что это не все готовы это вслух выговаривать, потому что это опасная тема. Даже Америка в лице Трампа не хочет напрямую входить в конфликт там, с Путиным, убийцей, там, террористом, самым первым главным. Но, тем не менее, как-то там полувысказывать или как-то высказывать, но все-таки должны люди понимать, что происходит, и, скажем так, хотя бы бороться, хотя бы с последствиями, если там человечество борется, да, уже это, скажем так, результат. Хотя вот все, что, кстати, происходит в борьбе с вот этой сетью международного исламского терроризма, это в основном борьба с последствиями. Но хотя бы так, хотя бы вот какие-то их вот этих вот, скажем так, управляемых, манипулируемых вот этих осаждать хотя бы. Хотя сам источник, его сложно сегодня не получится. Как-то так. Любыми путями, а даже короче говоря. Кресло, ну, садок чиган, балбостан, заулюирно. И такая чулка, юг шарат дивдует, а пока кефир стенешь. Что аламаз да метки бах посеча, баг мяу чего дешто, алам упага, я муча деш. Демократия бах тогда 7 века, 8 века, шариат был, шаин был, амялдин был, вообще постоянно демократия бах, это же. Ишти ночи коман ти алеч, собор дия шитчуэлла гори хо, ас дия чуэлла, ас понедельник я духшу список шви, что вообще я шпюк штеваш, милора защищать тоже, мол, басхан, из-за цинкюк что ж, 200 что так, что вообще душно тела, кюк штеваш, смертный каждый, ас приговорить был, нахуй, и что халха, что то будет, что будет что, да, КГБ мечаю, ФСБ мечаю, да, это что, как начать, модердо, Короче, каждый раз, что ночи еще я, что дамаг я цирия, конкретно, да, полностью, закурдя швек тагват, головой щел даю ломщу, халвол швек тагват,
Характер гуат нохчит человек как монархика любовь. Да чего хет майрека раз алдрал дальше. Инса но чулялх. Знаешь, хаю шряшит ваш. На соса на вастибо. На что да хет тирка. На цавик гидавал мёч. На инса еще шляхкин мин нищат всю дорогу. И жухбол я свой обол меткят. Да биллин флаг мини тебл подрываться дешбу. Да. Иду хан хелен. Хилочи туда бах ночи оман я да. Шехала штею да бах дальше шведат. Шешерает тот. Ночи берг я малять шеашберг але терштяду. Аж кекен дол жихад против Европы, Англии, Америки. Ну и тут я да бах. Шея о Сирия да бах швед иги лётче. Да да ja атне бах. Турция есть Бог, царь. Немцы есть уже демократия, локовая, резко, да? Демократия, голубой жбубок, да? Секта сдельча им было, и с голубой шлаковая. Это? Да, инцел с демократией, голубой шбубош, дуич варюш. Да, мал, демократия, голубой шбубош, демократия, вообще, хагум да, демократия, голубой шбубош. И дицен, ты арен, шаш бах, шаш демократ. Воздухи переобуваются, окна. Есть подтверждать, но хош голубой желает. Хош, мухай голубой. Демократ, что хош? Хайр бычвал, демократ, голубым оттенком. Маршал Душук Масяга, приветствую всех. Да, Маша, Голь. В общем, понятно, да? Опять очередной раз показываем, что как якобы чеченских представителей, на самом деле религиозных агентов джамааты, которые устанавливали шариат Чеченской Республики, дискредитировали чеченское демократическое государство, занимались кражами людей. Это есть факты, есть документальные факты. Можно подтверждать действия каждого, таких как Джамбулат Сулейманов, и так далее, и так далее. И в том числе окружение Ахмеда Закаева. Вот эти люди продвигают как бы чеченскую политику, чеченского якобы государства. На самом деле российские спецслужбы используют вот этих вот людей, в прошлом заморавшие себя установление шариата по всему Северному Кавказу, так называемые Эмираты Кавказа и так далее. Сегодня их продвигают в ПАСЕ, в парламент, в Европейский парламент, представляете себе, якобы от лица чеченского народа, и якобы они ратуют за чеченскую независимость и за преступления, которые совершала Россия. Вот на этой маске продвигаются опять шариатчики. Помните, по российским новостям говорили о Чеченской Республике только в рамках какого-то радикализма, исламизма и так далее. Вот эта вот политика России в отношении чеченского государства продвигается и сегодня. Вот эти представители радикальной части, которые как только российские войска начали агрессию в Чеченской Республике, массовые преступления, в первую очередь выехал Ахмед Закаев, потом за ним выехал Джамбулат Сулейманов и начали продолжать свою работу в европейских странах, зная, что чеченцы будут покидать Чеченскую Республику, выезжать в демократические страны, и чтобы дискредитировать чеченцев там, на местах в европейских странах, начали еще тогда свою работу. Вот этот Джамбулат Сулейманов сам своими руками занимался похищением людей, установлением шариатов в официальных учреждениях, в юридических учреждениях в Чеченской Республике, в таких учреждениях, как МВД, суды. Там устанавливал черные флаги, арабские флаги. Потом, как только началась агрессия, как только российское масс-медиа оружие против чеченцев по всему мировому убедило мировое сообщество, что чеченцы устанавливают шариатское государство, ИГИЛ, сразу выехал Джамбулат Сулейманов со своими черными флагами, спрятал их куда-то, где-то в кустах при переходе границы. И здесь в Европе появился как какой-то демократ. Это страшное лицемерие, которое обычным невооруженным глазом не сразу можно понять, чем занимаются эти люди. Мы, как все это видевшие на глазах, наблюдавшие по причине этих людей, у которых погибли близкие люди, которых эти люди подставили. Мы вот говорим, как есть на самом деле, чем занимаются эти люди. Это Закаев, который ведет якобы политику чеченской независимости, а на самом деле пытается прийти к власти и опять продолжать то, что они делали. То есть
дискредитировать чеченскую государственность, чеченский народ, устанавливать шариат, говорить, призывать к джихаду против Израиля, Соединенных Штатов и всей Европы. Вот это будет следующим шагом после того, как если придут к власти Джамбулат Сулейманов и Ахмед Закаев. Вот тут я вам 100% Нострадамус. Благодарю за внимание. Дело в том, что у них есть ресурсы, финансовая поддержка есть. А эта финансовая поддержка, я не знаю от кого, но она есть. Без нее никак. Ездить, летать, пасе, масе, туда, сюда. Дай салилары, сон мадис для этого. Так, простой вопрос. Возникает вопрос. Откуда деньги? Мне просто интересно. Аллах дает. А ты докажи, что не Аллах. Финансируют. Аллах финансирует. Короче говорят. Сакитанцы. Там, наверное, речь даже идет не столько о какой-то власти, приходах к власти, потому что никогда в этом мире не допустят, что вот этот исламизм. То есть своими руками установить исламское государство, да, там, цивилизованное. Поэтому наш вопрос, ногти вопрос, Ибрагим, поэтому отвернулись, наверное, не рассматривают этот вопрос. Да, серьезно. единственное, что будет, это то, что как бы вот этих людей... Выстрела губа. Мудрец, выстрелов. Хази, мудрец. Вистрелер хештетер, ты что, да, цари? Сам вистрелер. Да, ويقوم أن داشله ترك إنزل سوشدو وين هنسل يعدنا تبوه مخلق درشق دوقش ده سدنا يسترني دبرولنا ديبرتاتسي لا قام بيانشون دين يو ديال اليوم دنيا أول حيش دو بوع برشياتو بيش بول ديونا كيتش بو استساح ديونا إزكوربو أوز درجي غير ترك حدا وين دي عميال اللي نرقدر عجيم ديونا ويليش خيل شو مسوهم من أويلش خيل ديز ويديون أنقل خيل تديزة تحدا قد تيحن داير مقلع ديون خيل ديرز ما ديرز زر دير داير مقلع تحدا ديون الدرجة يأتي شيل شياتشو إيش دسوت ها سقي قصوهم تتتوس بركو Държи гертер дүйцер дайцер държи геч беш кер عاشون شويو كيرت احد قار يحشي كويو دخلت ديشتو ناغن هوش دات اما دواتي هوش تان اغور تان غاز بش هو تنخ متجي قنوش وعيد لي باخ كتا داتو غردو هنش دول صورت دو قار خواتن دول قي ويش صورت خواتور دوش بو هوش وقعيد لي غاش بش هوش شاشي مخود عيوزك يشو قار انساس ليلي نكودو قار نوكشي غلقش قار نوكشي كدك شادق دوسا بنس دوش دات بيوغل دو بيغبول ناخا تغل نوكشي ترخ برلامي تغياتشبو إدو أغم تسيبول تسبيزا مسو نوكشل دول تسمتا تسيبول تسبيزا مي تسي نوكشي عيد لي غير تري يتول إيرتسو تخلي شوش دات قي Ugar nochtje duur doos nochtje woshats uniter doos nach mohosh tagan eidle reachbish. Ik ga die zo wat sem gil die zo sem tsagal awayam uja we gaan dokje yakkan dole wat ik was wat ehin wesh ginag wesh ta gaitet matsala wen. wat ik stot ehin wali khatabat san wali dosh ela haguchi yishwar mrazish. رزقه أبو حقي تقارن حظ يدعي إنه بحاجة يندر بيوي قد عايش دنيا جرجع ويسح حيل الهمش جيتن ويسح أقرأ جيتن شاست أقيات أريل دعاية دعلج أقيوها شيء قد أبو دعكوش هر وين ماستر إيش إذا واتسويت ماستر إيش يا مرت واتسويت هر ماستر سن
Karel Yarmort, Karel Qiz, Kar San Karsbol, San Weitsbol, Tabiyazım, Tanna Admi, Yatana Adam Dwatchu Nakhir Mats Weits, Okyamort Nechtsan, We Matmuch, We Gulak Dosh, Weits Hakdel Gergal Watch Dosh, Mol Nach Boy, Hosh Web, Da Emna Esi San Wadokka Doks, Weits Eti Bach Mashmesh, Shay Dunian Zaman Alaman, Shay Ketch Mashat Ihay Ketchwash, Lel, Humshu Horsh, Ugar Buch Kirme, Chwar Du Harjwar. الغاز دائما وين تساسكي اخرى تيردون دا ودوها لا توشك ودنيا نرجع وكان بتوش داغوتش واقوى داغوتش خرش خرم شو وكان مش خلينا مش واحد مش ياشا يوش كرديسة تدو شو ما تدوس وين نقش متى مسابقة ديس دا بو بتشال كل يزا بوش شاش برلمان واحد ويشون شاش ديمقراط داتس شاش توليرانتني داس بوش يشغل يلوشو ملك شوي لحرش تدوي هر لحرش نو تعدو زيتيش ناخذ باك ما بيلوشو Nisba. Ведущий по теме он как раз за Халиму больше. От радио маршу последней публикации он за видео Хошмиршму, Аркорни и Сулейманов, Хенкорнешу, Наган Гейта и за ролики он Халиму. Ишти вечер Хабалош больше нах мудр объяснять наш и ролик вот это была ведущий вот те радио маршу последней публикации он. Яхтаритер дюон, яхтаритер. Вот дюона, от юштуэн. Ham eler duurt nukker sa suli duon bes obar bakkacher duutere zo. Wat geen zei. Her wat kamel duon des deeltje zijn duon I eenmaal statsisch wat geen ja hou. Duurt gelukkig. Shona shay qoma duon derji wagit her business ولش ده وقت الشوش ده شو قد يقع شيء قد بيزبش لي ورش يتر سجوات إيجاد ديون جيم تلش يبرشت شد أبو تغيير تغييرات بعض ديتش دوي المرشياج وقم دات دوش حقا شادك القوط نختي شوط نختي واشبك سائقا دقيق تدوح أخبيش سخنا أغور خوش بو أغوش بو inrichten bier spoort dat duur bahan zuus de zet boeien les was duur omdat zijn ja hanne schiezen aan de eens duur omdat het zijn dit shows dat hoe تقدم بملك سيدا لهم شدو دوريات مبارك ويتانا بيحكم بيقولوا شو بتوع درس ويتانا سمو سيات اخر يزويا دائما صون حجر يحصو حقو شدون ده زوش دوي ده دعنيس دي دوي بوش ده تبوال بيوش حد يحكم هلك ديش وتحي دين دا دواقش حدوش دو دال بوش دال وين حيقل ديلا وين واحد بيلا بقى ديلا داغ ديلا ويش هورا شو بالا قيتش أرى ديشنا قدنا واش تاع دول حال عديتنا كهما دا تعود تاع داك هدو ليل واش داك هدو قيتا بنا عجيم دعيسة حاجة حلقات إيه حخلك هدو داك هدو حاجة سمو تغلا وين تاع وغروات وين جوغر وغروات دا وغروات تاع ولا وسروات ويك الهرداخ وواش سما دول هورا شو تاع دا تغير دا غير تغلا ويوات أق دوخش حيز ودو أساسا وقامو دوخش دو ودو غواري قد عبوشاري دوخش لي واشتو ات عيدليالش قيج عيدليالش شي باغ مش نيش باش تي نوخش تغلر بالغويوز شي تا زانش تغلر نوخش قوم ثاني بالغويوز واش نوخش دلا واش قيج قوم ويش داتا وانسي داتا هورا شو داقلاسي شو تعدد يشتو تا قوز اطوان ببيش بات قوز جيرش يتحنشو قوليل بيش وات قوز إخان دعيالا تغنى حيق ثاني حل دوزر ثاني زكون شخار ثاني دوش دو شادي
دقي كهما داتا ويش يعدق مدار دق هدو خايد إذا هو تنخ لقري عشيش خينا خطأ باري لقري عشيش خينا كناش جماعة شيلش خينا تروي ديلي دا بوق ديش بوش حرب ويجي بيحكم وين غدا بوش إيش تجازنا شولكش إيه عشلي لنا أو حول حدا لنوي كده أبسولوت نتساخيس ودات إمنا الدين دوت حالو يسي والدين تيحقيه واش دوي الدين دو بوشل بيوخل عربو بيوخل أست واش دوي وتر إغلا وي باش وي دي أن تخدو أردو وي دو أشتو تخ وي داش دي أن تخدو وسمو تسخلر هورا نكتع دا تغيتر حيق لأخل تغيتر دا بوغي دا بوغ دا هما دي دات وحيواس دا شيطان تك دي نوين حيق الدلا شكوا كوك دلا قام دلا غرش أدونا الحيق الدلا ويسبولزو تدرخ ديل بيقبات وتسامحاوي أن يأخذ شو مش واحد شو نيسنات شو دايلر تحت سغلة شو غلق شو غلق تحت سغلة بوشو شو غرش يعني قام برحالات عود تحت سغلة دو ويقل ديلر. Поддерживаю. Карьере ролик ведущий. أتصل قاعد أحكي وجه إنستركتور بخاري أفغانستان يعني ولش ما ويش نواني потом и через этих же пшашкешпин был чего инструктор школу его опять эти группы готовили и призыв шхала явош дошло до того что цха бахкайти труна Россия хадюш разные галочка хадюш пол арби студент шбари вузов со всех вузов и собрать на бахкайти труда учебки немножко учебки бахкайти что террористические Россия был арбой мухи سوي خود قوالجينز خود ديق الخلدات زي عقص قبال إنستركتور آدم وما آدم إيش زبالي يعدي إيش إنستركتور طلعت شو عدو تخور واشتر شو عدو يس أولسكرت ولا أولسكرت سيدح يوهو هينسا سيلان تومر حابي حكينا عربي студент шбухин но молодые ребята то есть студенты которые учатся в российских вузах ахкасских мотхатся но Его очень дина лекции шештахоса, но первые 2 дня ознакомительные. 92 год вышел. Теоретические юцы первые 2 дня, да, 2 дня. Инца Войн Гуанда Агуа Бехкин, действительно обстановка республика чего сложно моей, сихстих дош вертолетер и тум каллания труни юки сана поляне дя. Ах что бор цари через Грузию хакли что цагари дуин. Но Эйдан хуш ну и дати бор сахум штер но трамбар бор шум дати за но тем не менее что вот холар дешли на бусу трон ял дага я халиори. Гилис хановский гвардии утран постоянно холар. Эйдан модой. Ну да, Ханра трон родок до вахабисты есть вахабисты. Анты государственный нахмаду шо? عارف объяснить. Вещь вот тебя. Вещь вот десант русских. Вещь вот сожаедала вещь батскую. Арбой студент ашму балбу Россия ха террористической школе да ама больше юг России Москва там МГУ даст будет как когда продолжать есть будет да حقيقة تعيشنا لا حقيقة تعيشنا Кот шабра кина тотечо даючо тотечо абочо нацана ознахан жамбула милуцага мачо аштереш маю Hoş ma ya tezras kışkılar boli dişiyoruz. Kadar koski ankeler mobili klahorсбу. Нас и ой нешил. Вот что происходит, представь, в ПАСЕ заходят вот эти люди, которые террористические операции готовили, террористов готовили у нас в государстве. То есть вот показывали несостоятельность нашего правительства. И представляют Ичкерию, да? Да, теперь представляют Ичкерию в ПАСЕ, в международных вот этих институтах, вместе с хорошими русскими. Вот так.
ولا شحال دارت عوض الغلوش مو سون ثاني خيال ليش جنبولاتين خيال تنتي قوش تنتي داتا ورش تنخيل شوات سو بشيش تن دايرلم شوك شوات نوتي قوم ماستر دوشو بالا سو داقا شيني خاغو شادق انسب هين شادق شاش بش درما ليش ولا يخاغو شدير شدوشو هنسا يهم هنسا يلواشو داخيات شو ذا شاي بريدات جواب دوشو نشو O Europeanul dușul ăștia, eu pe bucaleale, da? Este și și doritul dușul. Și doriți de ața most să merg pe doritul dușul, da? Pe ața și e cu ea ce. Меня слышно или нет? Слышно. Манкурты, тогда слышите, блин, долбоёбы, блядски. Вы все манкурты, которые еврейские... Eğer makvasın işte soğuburdan şu an daget kuyu kiyege dik mayu var уже açılıyor. Hayır, damı var. Uzbek sani koy şuraya tuttu. Şu kadar iyi. Араб, возвращайся где-то. وين شريعة قيقش ومصر شاي باتشا قبان ساعة شريعة قيقش ساعة وين قيقش Ne şu zaten şimdi yıl şu tuyan erkoy sila. Esselamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ahi, приветствую вас. Слышно или нет? Слышно, говорите. Какой слышно? Куда так говоришь, блядь? Слышно. Ебанашка, я твой язык говорю. Долбоёб, блядь, сука, блядь. Он английский, если ты говори со мной, блядь, по-узбекски говори, блядь. Он английский. Siktim kunal. Sen он английский. Вы, блядь, пидоразы. Узбеки ваши будет... Siktim Uzbek. Собор где? Блок Кейташин. Ты подожди. Слышишь, брат? Вот, он раз моца, удит вало, и ночью моца. Я вашу маму ебал не удалил. Я вашу Siktim. Слушай. Дела, отца, о. Всех отца. Турки мат бютер Плохом ждите, подойдите, аккуратно. Долбоёбы. А ты, Абу Кирилл, а ты? Азан делают хотя бы, тогда молчи, слишком агрессивно ты какой-то. Али Баба, ты мусульманин? Ахи Али Баба. Микрофон у тебя выключен, Али Баба, тебя не слышно. Как обезьян не умеет включать микрофон. Кто-то должен включить. Включите ему микрофон, кто рядом с ним. Гандоны, слушай меня. Вы гандоны. Вы не чеченцы, вы гандоны. Вы не... Успокойся, нормально говори. Валерьянки нету? Валерьянки. Хули закрываешь, не закрывай, со мной общайся, сука, пидор. Свободняться, Абу Кирилл. Смотри, Али Баба,
исламе, если ты материшься... Кто мужик со мной общается, сука, пидораси? Я вашу маму ебал. Подожди, петушок, не подушись. Смотри, в исляме запрещено материться. Это одно из качеств лицемера материться. А второе, одно матершинное слово на 70 У вас лет мужик... отдаляет от рая и приближает к аду на 70 лет, понимаешь? Поэтому не матерись. Я тебя спасаю, когда микрофон выключаю от ада. Говори тебе. Говори нормально, без матюкажни вот этих. Нормально говори. Давай общайся со мной. Хоть без мата. Не закрывай это. Ёб твою мать. Не закрывай микрофон нахуй. Ты смотри. Он, наверное, с имени вышел Аль-Зуда. Там у него ты не в курсе. Хорошо оторвали Аль-Зудчи. Время. Я хочу вам сказать, вы мангурты, я вашу... Слухай, шуйца, не хозяйку, чего, я не пойму. Унисон, подмил, что за полову. Я вашу маму ебал, и вы мангурты. Хорошо. Я вашу мамушку ебал? Али Баба, смотри. Безболили, закрой уже губами. В начале, в середине эфира, в конце эфира перебивать, малыш, да, Алдышмай. Я сейчас листил, давай, эр улшун, что канал, знаешь, просто там канал дашка, на юга кайснуш перебивать, мало гараж. Всем матершинникам еще раз повторяем, в начале эфира говорим, то есть все, что вами сказанное, матершинство, то, что вы уже сказали, то, что вы сейчас говорите и будете говорить, все это амин обратно. Все, как вы, материться здесь никто не будет. Теперь давай по существу говорим. Меня говорит? Да, ты мусульманин, брат. Давайте. Ассаламу алейкум, рахматуллаху баракату. Теперь слушайте. Вы откуда вы вообще, блин? Черти, блин, мангурты. Валейкум. Вы из Чечни, да? Тут по-разному. Да, я вот, например, чеченец. А ты кто, брат? Я чеченец, который есть чеченец, который живет, который, блин, кадыровских мангуртов. Я их, блин, их маму ебал. Хорошо? Их всех скажи. Не матерись, окей, только не матерись, нормально говори. А Кадырова этого Аймана, есть же его мама, Айман, блядь. Подожди, не петушись. Маму, оставь маму всех. Смотри, ты кто по национальности, ахи? Куда ты делся? Ахи, брат Алан, задизонсом как. Почему закрываете микрофон, блядь? Я охуеваю. Вам, блядь, вы охуеваете. Зачем закрываете? Не матерись, животное. Потому что вы черты. Почему? Вы черты. Почему? Вы черты, вы ебучие черты вы. Я ваши, блядь, как? Алло, 29-й, что случилось? Перепел, идиот. Что с тобой случилось? Не закрывай, бля, общайся нормально. Не закрывай, пидорас. Общайся нормально. Не закрывай, сука. Смотри, нормально, говори без мата. Хотя бы без мата говори, и все, без мата. Не закрывай. Зачем закрываешь? Все, без мата. Смотри, что с тобой произошло? Ты почему ругаешься? Потому что я ругаюсь очень... Я каждый день ночами 24/7 плачу насчет народа чеченцев. Смотри, 2010 года, Смотри, слушай, заткнись, ты меня перебивай, ты слушай. А сюда зашел, тут тоже чеченцы, ты почему-то материшься. Почему тогда?
Долбоеб, не перебивай, слушай, блядь. Не закрывай, я что говорю, блядь, сука. Не матерись, животное, не матерись. Дупло разорву тебе сейчас. Я одно слово скажу и ухожу. Я одно слово скажу и ухожу. Пошел нахер отсюда. Ночи шарقية بالولد مقررات أوزبك جمشوش شايو هاشنيشتات это что? Хорош, ночи мек балаш. Это сейчас даю, давайте у себя устанавливайте все. Интересно, что вы хотели этого Абу от него услышать, мне интересно, он же неадекват. И Мне просто интересно, кто его сюда затащил, кто его матерится на маму чью-то. Человек, который, ты знаешь, неважно, с кем ты разговариваешь, как ты, если враг, не враг, если человек вот так разговаривает, то он неадекват, смысл. С ним вообще пытаться вести диалог. Ну, может, его кто-то насилует там в прямом эфире, он поэтому... Ну, сам себя насилует. Тоже надо понимать же, да, вот человека могут насиловать, и поэтому... Ну, я так понял, для него, типа, чеченец, я так понял, он чеченцев ненавидит, что-то везде, каждый день чеченцы, я так понял, что у него какая-то неприязнь к чеченцам. Такое ощущение, что он Делимханову попал на бутылку. Не, он видели, затянулся, короче, хороший план курил, он как он кашлял. Видели? Он прям ненавидит чеченцев, короче. Разные узбеки там залетают и хотят там у нас в Чечне шариат установить у нас. Разные. Кроме чеченцев, все чеченскую политику хотят. Чеченцы сейчас слишком популярны во всем мире. Аж страшно иногда становится. Да, и на этом хайп хотят... Да, скоро Иисус Христос появится. Вот, как должны чеченцы рядом с ним уже быть чеченцы. Поэтому это все. Все завидуют чеченцам. حقيت كنت ذات شيء على فتحي قايت قدك قايت إيديا وشغيل كوميرش حقيت Я не пойму. Смотри, сейчас вот этот вот хранитель Корана и Сунны Джамбулатов Сулейман, или Джамбулат Сулейманов, он говорит, что вайдаиш киц, вайдаиш мааллар. То есть, как он кого имеет в виду? Вот чуть раньше он говорил, что наши предки пили там... Раскакивали, да? Нападали на женщину, если на ком-то кровная месть, то он, этот кровный местник, короче, вернее, тот, на ком кровная месть, он заскакивал в дом вот этим, которые ему должны отомстить, и у их матери, короче, из груди пил молоко, чтобы стать молочным братом, чтобы ему это самое не мстил никто. То есть, чтобы месть прекратилась. Вот про этих... Про этих предков, на них он ссылается, когда говорит, что «Вайдаиш мааллар». Я не пойму, эти люди, они сами путаются вот в своих вот этих, да, там, каких-то заявлениях. То есть он сначала сидит, арабскую вот эту вот культуру, арабский, вот который сейчас зашел, Али-Баба, их вот эту культуру он сначала чеченцам приклеил, типа до ислама чеченцы вот так вот, чтобы убрать месть, там, посасывали грудь, заскакивали к своему этому кровнику. А теперь с приходом ислама
который, наоборот, предписывает посасывать грудь, почему-то чеченцы даже про такое никак... Если даже кто-нибудь сказал бы в лицо там, про близких, что вот это сделать надо, уже там морду каждый готов, да, там, без уродов. Так, микрофон. Шлеля шунцаха, вистахул шукстайна кайна герон. Вистахул шайна микрофон. Дави вистахул шайна халы то шум хулкучо. Ибрахим, у меня к тебе вопрос. У тебя на аватарке вот я вижу украинское сердечко, флаг Ичкерии. Вот что это значит, вот это сердечко? Ты из Украины? Полностью всем сердцем поддерживаю народ Украины. Почему? Как почему? Потому что на них напали, их убивают, их хотят поработить, их хотят затащить в русское болото. Как сами русские Америка с Европой, которая растаскивает. Я доскажу сначала, как сами русские живут в своем Мухосранске, в своем болоте. Они туда еще Украину хотят затащить. И Украина не хочет туда залезать, в это болото, поэтому она готова жертвовать своими лучшими сынами, чтобы не стать такими же русскими, как сами русские. А до этой войны, там, первый Майдан, там, второй Майдан, тогда кто этот Майдан и делал? Ну, это, в говне же они находились, кто-то тоже из России, получается? Да, когда они делили власть, убивали друг друга, митингующих убивали, и снайпера, там, я же все это помню. Там были только американцы, Европа поддерживала, там России вообще не было. Кого поддерживала Европа? Ну, вот эти их Майданы, революции постоянно. Где понятно, поддерживала. Против кого поддерживала? Ну, против кого они поддерживали? А против кого были Майданы? Ну, одна власть пришла, свергала другую власть. Окей, какую власть свергли? Кто был во власти? Я не помню, там Лукашенко, Ященко какой-то. Потом... Ну, между собой они делили между украинцев, а лысые. Нет, подожди. Украинцы между собой ничего не делят. Они украинцы все... Ну, президент, который был до Зеленского, кто был? Мы с тобой ведем дискуссию. Ты говоришь, я говорю, вот так, понимаешь? Украинцы все как один встали и борются сейчас за свое государство. Как бы они между собой не боролись внутри, какая бы там позиция ни была, им не нужен вонючий русский сапог над собой, понимаешь? И вот этот как раз, который ты говоришь, Янукович, который там представлял русских в Украине, то есть... А как он вот представлял русских? Ну вот так, а где он сейчас находится? Ну так-то Башар Асад тоже в России находится. Правильно. Они у себя дома находятся, то есть они у своих хозяев. Каждый глава какой-то страны с кем-то дружит, когда он у власти. Ни с кем не дружит, Ну подожди, я имею в виду, образно говоря, любой глава, он же дружит с государствами какими-то. Да, такое бывает. И когда его свергают, он же по-любому должен куда-то сбежать. Подожди, у нас другая чуть-чуть ситуация. У нас я просто хочу понять, чем отличаются для тебя украинские славяне от русских славяне. Я просто не могу понять. Вот я тебе объясняю. Вот смотри, когда свергают вот эту власть внутри государства, то есть когда идет какая-то борьба, вообще-то нормальными методами власть не свергают. Там бывает выборы, каждые 5 лет проходят выборы, и на выборах избирают власть. Но бывают исключения, да, когда там импичмент туда-сюда президенту делают вот это, и досрочно его изгоняют. И нормальный президент, он уходит с этого поста. А когда диктаторская система, то тогда подключаются военные и начинают убивать уже народ, да, граждан там. И вот в Украине произошло то же самое. Только вот этот Янукович, он был русским, который был поставлен в Украину, да, как бы рулить там. И его аккуратно, когда украинцы свергали, он убежал к своим
то есть русские проиграли, они потеряли Украину, она вырвалась из-под их контроля, и теперь они хотят ее вернуть. И уже через Януковича не получается, да, потому что украинцы уже полностью как государство, как нация успели сформироваться. Теперь им приходится уже вторгнуться официально военным методом и вот так их поработить. То есть ты хочешь сказать, что в Украине диктатуры нету сейчас? Сейчас, в данный момент, в Украине президент, за которого украинцы проголосовали... Которого срок закончился. Да, у него срок закончился. И что? Ну, он не президент, получается. Какой-то тип сидит. Как он не президент? Ну, по Конституции Украины он не президент. Срок закончился. Нет. На момент военного времени Конституция перестает работать. На момент, то есть не в полной мере. Подожди, это прописано в Конституции? Один момент. Не в полной мере Конституция работает. Почему? Потому что, например, если идет война, либо полная территория бывает оккупирована, либо частично. И в таком месте, например, вот в захваченном Донбассе, там, Луганске, вот сейчас Мариуполь, вот эти места, которые позахватили, да, русские, там украинская конституция не работает, она не может там работать. Почему? Потому что физически эти территории захватил вот этот русский мир, да, захватчик. Ну, как ты считаешь, если бы вот сейчас сделали... Не, я тебе просто объясняю. Да, почему, я понял. Но как ты считаешь? Ты, я не знаю, с полслова понял, а людям тоже... Да, не, я мысль твой понял, Поэтому... о чем ты говоришь. Там суть же в том, что военное положение, и не до этого. Да, вот люди, все украинцы не могут сейчас голосовать, поэтому не получится. Поэтому президент будет дальше, пока не будет возможность проголосовать и выбрать другого. А вот как ты считаешь, если бы сейчас, прямо вот сейчас запустили бы выборы, да, в Украине, Зеленский выиграл бы еще раз? Этого я не знаю. Образ, примерно, как ты, мнение же у тебя есть свое? Исходя из всей ситуации. Коррупция, то, что там его напарника спалили, то его спалили. Там. Я не знаю. Какая разница, кто бы там не выиграл? Украинский народ сам будет решать, кого выбирать. Война кончится, подождите. Они решат. Они решат. Бяхмобила, ветеран. Тут главное то, что их спалили, да, это плохо. Хорошо, когда вообще не палят, и как в России доят всю страну самыми богатыми ресурсами, а народ нищенствует. И никого никогда не палят, там, если кто-то там что-то сделал, Путина это не касается, там какие-то мелкие чиновники, у них там забирают какие-то доллары. И никого ближайшего, никого не палят, все доят, все миллионы долларов переводят в Англию. Так лучше, да? Много чиновников посадили, сейчас очень много. И президент не меняется тысячи лет. Когда началось, очень многих спалились, очень многих посадили. Вот даже вот недавно миллиарды, многие спалились в России. Народу надо свои проблемы решать, а украинский народ сегодня... Тогда Путина, как ты думаешь, раз спалили Путина, думаешь, выберет еще раз на выборах тогда? На данный момент из официальных статистических данных, которые про рейтинг Путина говорят, что он низкая у него, навряд ли кто-то будет голосовать. Путина больше не выберут, да? Да. Я же говорю, российские статистические данные показывают, что у него рейтинг упал сильно. Кого, по-твоему? Знаешь, у него рейтинг упал не потому, что там коррупция, а у него рейтинг упал из-за блокировок, из-за интернета, вот это всего там. Международные наблюдатели бывают при выборах России? Международные наблюдатели, которые санкции навели на Россию, как они могут быть там? До санкций вообще хотя бы раз были? До санкций были, да. Вот я ходил, были. Даже в каждой республике были, я тебе скажу. Это не только в Москве.
Ты россиянин, да? Кто? Ты. Я россиянин, да. И как ты относишься вот к войне в Украине? Масих годом сразу же улетел. Представь вот это вот чмо, которое не может даже свою мысль высказать. Оно сидит там, Украину, политику какую-то обсуждает. Блин, до того рабы, бля, натуральные. Раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает быть русским. Русским рабом. Бля, может и темы Генуалиас, ведущие Сайеноны видео, и Жамбулат, какой дайштер чвори, грудте бятлуш, ногти бакарбол, шта цица, сашибухтал, ногти, он меня вышел, гушонат. Ведущие радио Маршевичу последние классы важные, ду ему штат, йо-йо, гайт на. И мы вот дайш демокрач бубахоку, тяпыш ватсо, хар дайш мы, а мы в Жамбулат. Демократ Шалабов, говорит, еще я, ведущий за радио Маршичу, последний Жамбулат Пулшоны, буквально со щекоботал, и ночи дэш, мол, дайрелом шла, дюч ушанар, да, это что, арбо это, дюхом защищать, ладуали, что камели. Они хотят сказать, что это как бы какие-то низкие арабские какие-то традиции, что чеченцы выше этого. Вот нам это в Чечню, и поэтому нужно как бы поставить как бы препон исламу и так далее, тра-ля-ля. Вот человеку, который это говорил, хочу напомнить другую чеченскую традицию, когда кровник мог ворваться в дом своего врага, примкнуть к груди его матери, и после этого он прощался. Сказание об этой традиции сохранилось до конца 20 века. Мы все об этом слышали, и взрослые, и младшие. И когда говорили об этой традиции, никто это не считал аморальным, никто из этого не смеялся. Все это воспринимали как святость, к которой примкнул этот кровник. И два врага стали молочными братьями. После этого он не мог его убить, и он прощался. Вот нужно вспоминать про такие традиции. Я себе не представляю, каким образом это происходило, но если есть сказание об этом, знаешь, каким-то образом это происходило. Может быть, это было какое-то условное действие, а вероятнее всего в основе этого было реальное действие. Иначе из-за условности врага не прощали бы, тем более кровного врага. То есть, когда кто-то решил опорочить мать правоверного, он должен, как бы, прежде чем искать соринку в чужом глазу, как говорится, нужно увидеть бревно в собственном глазу. Я не знаю, что они еще проводят, что бы они не провели, я уверен, что это будет вот что-то подобное, что можно высмеять из даже до исламского прошлого чеченцев. Я о том, что покушались на честь женщин, выкрадывая их. Труп убитого врага, это враг не иноязычный или там, не внешний враг, а это была внутренняя вражда. Вот, есть даже имена людей, которые продавали трупы своих убитых кровных врагов. Убивали грудных детей. Даже это не это все то, к чему может привести безнравственность. А то человек, у которого нет веры, он может делать такие безнравственные поступки. Когда Абрек Зелимхан, вот есть книга. Двоє мостхи бац, і цун гор, і цун ще мосту романцини, ще відмол, ще мосту даул, ще ялбол, ночі бой. Декеш дух шалабахоку, вой ночі, шпите що? Вой ночі, вой бейберкен болгарський бац, хитца, 94 год, 95 год. Вой чох табако, це вдайнано, тядеч. Це ж далуш, одинен тя.
мировой метя, конфликт случается, цанный метя, лила, лилшум датчуны. Да, на, цаниш, выдавать бяш, дел был ногчия, охому бяш бил, интани ханти ялочу, просто выдучный канал доти, хабар доти, это КГБ, цаум чуть хата, белых был, либо свободила, витрasi, чаквалитла. Тан такая дучно, он ждал, сошвил. Инсан Сулейману, Борис Меликовичу, Дагестан ахилу, скорее всего, Ибраим. Это и дочь-то доходит. И Вицхеру, и Лорис Меликов, Милхаушу, и Дагестана. Мурат, 12-е. Там можете Ханефи, который, короче, пил вот это молоко у матери там. Да, короче, будучи бородатым там, да, чтобы замять кровную месть, это чисто в соответствии с исламом. То есть. И вот этот, когда эта тема началась, вот этот вот чувак хочет троллить чеченцев, приводя примеры из дагестанских, вот этих, ну, имеется в виду мусульманская, дагестанская традиция, приводя из этого, приписывает это к чеченцам, а потом сидит и говорит, как говорится в чеченских преданиях, я не помню, в каких преданиях чеченских, ты же сейчас сидел, обсирал их. Ибрям, пока не забыл, хотел я сказать, там привести пример. Ну, этот чеченцам, кому я сейчас относится, не помню. Там один описывает, когда он зашел одному генералу, и там, говорит, запах такой был. И он спрашивает, что за запах. И он, говорит, с-под кровати достал там, головы. Отрубленные головы. И эти головы, он, говорит, должен отправить в Петербург. Там музей куда-то, он говорит. Вот представьте, отрубленные человеческие головы он отправляет, там в Питере их принимают, это нормально. Второй пример. Эти генералы платили за отрезанные уши, за пару ушей платили деньги. Там, в деньгах могу ошибиться, какая сумма там была. Рубль, 10 рублей, не помню. Вот эти генералы собирали мешками вот эти уши-то. Представьте, вот. И так, и мертвых, живых, кто там за деньги будет резать уши. Раскаш дехнул, бюзорус, гончнул, вот уши чеченов был, знаете? Вот еще нож, да? Да, ногти. И он говорит, у одного там мешками были эти уши. Мешки, полные мешки были ушей, говорит. Представьте, полные мешки ушей. Он собирали. И вот что я хотел. Для мусульман я назову 3 авторитета. Для кого? Для всех мусульман авторитет Магомед. Женился на двоюродной сестре, на малолетнего ребенка. Убил мужа, там отца, брата, сделал женой там нас 20 лет старше, дети там, не выбирал человек. Главное, интерес там. Хоть старая, зубов нету, зато есть деньги. Болезнь человека педофилом называют 9 лет. Он хотел 6 лет жениться. Женился на двоюродной. Ну, с ним не сравним, потому что Усам бин Ладен женился только на двоюродной сестре. Но на 6-летней, 9-летней не женился. Усам бин Ладен, современный герой, лидер Аль-Каиды, тоже женился на двоюродной сестре, которые все стараются пойти на него, хотят быть похожи. Сейчас я 3 человека назвал. Вот 3-го как раз современный. Усам бин Ладен хотел сейчас распространить ислам. И вот 3-й человек, личность, который сейчас принес ислам в Чечню, вот, не на Кавказ, пока в Чечню. И это тоже человек женился на двоюродной сестре. Если чеченцы будут брать пример с таких людей, нас никто уважать не будет. Представьте, кто будет чеченцев уважать? Над нами смеяться будут. Раньше нас уважали, потому что мы были чеченцами. Потому что свои традиции, обычаи мы все соблюдали. Нас брали пример. Ну, когда мы станем арабами, кто с нас будет брать пример? На нас как не арабы будут, под арабников будут смотреть. Потому что и арабы нас не будут принимать как свой. Как 3-й сорт мы перед ними. Но 3-й сорт никто не покупает. Его даром берут только. В магазине 3-й сорт никто не покупает. Там цена своя. Или даром. Там срок кончается.
Вот я 3 примера привел. Усам бен Ладен, Магомед, вот и Фатхи, который нес нам ислам. Но он не говорил, что он женат на двоюродной сестре. Я вот в 96 году в Фатхи это увидел, в горах этот, село забыл. Вот туда он приезжал, он там много болтал, но он не говорил, никто не знал, что он на двоюродной сестре женат. Что? Heißt nicht, was видел, heißt nicht. يبغلق حلقة ودولي إبراهيم إبراهيم يبغلق حلقة ودولي شقانا أتيستو غير أستبنكو الله ندعو الله خشواتو هما إبارة زي تليفون تهديس كل إيش بقول أنا إشتا شاشديتنا قديت لوشتر دوا كان شبوت سالان ديتنا قديت لوشة إيش تبروش بقول нас إبراهيم. Кирилл, нам надо гордиться тем, что мы имеем право говорить правду. Мы можем говорить правду. Есть люди, которые по жизни, они выбирают такой путь, что по жизни вынуждены врать, хотя они знают, что врут, тем более своему народу врут все время. Представьте, вот эти люди имеют вес в обществе, у них власть, там, сила, деньги, все. Вот эти люди находятся у власти, которые врут, все время обманывают, давят свой народ. Вот все время вынуждены не врать, представьте. Никогда они правду не будут. Хорошо, что мы можем говорить правду. Кто-то же должен ее говорить. До детей, там, до потомков, кто-то же должен донести правду. Что вот так было, так. Кто-то же должен брать это на себя. Когда там 90% врут, хоть среди народа 10% тоже нормальных людей тоже должно найти. Если 10 не найдет, хоть 5. Но если и 5 нету, что это за народ? Одни рабы есть среди чеченцев. Раболепие будут процветать. Что за народ это? Когда свои традиции, обычаи уже не знает. Все поклоняется арабскому, там русским поклоняется, потому что деньги дают. Там арабы, они там рай обещали, там 72 гурии, там. Hoşta aramış. Поклоняться дяшбу, а слушай, лубянки поклоняться дяшбу, Растыч, Иваны. Они поклоняются Ивану. Звук есть, просто все замолчали резко. Et aujourd'hui, doyat, fathay, otunalecek izlateš.
Ничего, Абу Кирилл. Привет. Приветствуй, Мась. А вы кто, мусульмане или кто? Тут, короче, новую религию сейчас пытаются изобрести, которая всем бы подходила. Пророка выбираем. Лучшего. Не самозванцев, а сами выбираем. Демократия. Там самозванец был. Может, Адама какого-нибудь. Выбираем пророка. Как Адама Кадырова, не? Пойдет? Лучше дочку Путина, она повыше рангом. Не, ну она же не может, она же баба. Вот мы как раз по-демократически хотим бабу в пророки. Ну вы какие-то продвинутые, ведь кто вы, чеченцы или кто, я не пойму. Вы супер продвинутые какие-то. Короче, сразу 2 дочерей хотим в пророки путинских. Ошалеть, ишалла, что творите, а? Сразу 2 дочек. А вот Джигурду будете какие-нибудь делать, какие-нибудь? Джигурду? Да. Джигурда уже слишком старый, короче. Там... Ну, он харизматичный очень. Ты что, он слышал, как кричит? Ну, ему люди поверят, что он пророк. Он кричит громко. Хрипло. И хрипко, и громко. Кстати, с кем это он разборки устраивал? Я уже забыл последний раз там. Что-то с кем-то он. А где, в ринге или где, или так? По-моему, в ринге. А с кем? Он в ринге с кем только не дрался, по-моему. Подожди, с кем он дрался? Я что-то тоже уже не помню. А он с этим, с монголом Олегом не дрался, с этим, нет? Там с пьяницей. Я не помню, он уже с кем только не дрался. С Бузовой, наверное, дрался, может, еще с кем. Не с Бузовой, а с этой. А с Кушанашвили не дрался он случайно? Вроде. Вот да, по-моему, Кушанашвили, да. А кто ему навалял, я не помню. Да, он надавал ему, этому грузину, да. Надавал он там это. Ну, а ему тоже кто-то надавал, я не помню кто, но кто-то его там тоже замочил, Джигурду. Беркова, наверное, его замочил, не? Джигурде тоже сейчас стараюсь вспомнить, у него несколько боев было, сейчас в голову фамилия не приходит. Ну да, я, с Милоновым он дрался, не помню, с этим депутатом питерским. Милонов, рыжий такой. Тоже вроде дрался. Ну, с этим, с такой Кунашвили, этим точно, да, с этим как грузином, в общем, да. Не помню его фамилию, дрался. Так ну что вы тут, ну, хоть это скажите. Операция на лицо, который сделал этот пухлый такой. А, с Сашкой с этим. Непонятно, это такой операцию, непонятно, под что он там себе, такой здоровый качок. Лицо все себе. Ну он сейчас в Америке который. Не знаю, вот, тоже с ним, не помню. Александр Шпак. Не помню фамилию. Тоже Шпак Александр. Александр Шпак, по-моему, да. Он сейчас в Америке. Есть такой тип, что узнал в фильме, Ермак там смотрел. Он там Кольцова играет роль. Кто, Шпак этот? Ты про кого говоришь? Как ты вот этот с голосом этим забыл, как его? Джигурда. Джигурда, да, там этот соратника Ермака играет там. Ну, я всегда говорю путинистам, что Джигурда – это муж Путина.
что Джигурда изнасиловал Путина. Ну, там не исключено, кто кого. Был у них там какой-то контакт. Вот этот «Ночные волки», вот этот хирург, Джигурда, вот они вдвоем напали на маленького Путю. На каблучках убегал, но все-таки они догнали его. Я у мусульман хотел вот спросить. Смотри, вот шахада у мусульман начинается сразу с вранья, правильно? Вот они ловят какого-то человека, который не сведущий в религии, и заставляют его свидетельствовать. А свидетельствовать это же что? Это когда ты, ну, что-то знаешь, что-то ты как бы говоришь, да, я видел, я знаю, как бы, что нету ни Бога, а божества, кроме Аллаха, и пророка его Мухаммеда. То есть, говорит, свидетельствую. То есть, я считаю, это начинается с лжесвидетельства сразу. То есть, человек знать не знает, а ему говорят, ты будешь свидетель теперь. Он говорит, да, я свидетель. Есть что мусульмане какие-то продвинутые, кто может объяснить это? Ну, примерно так оно и получается, потому что... То есть, ну, свидетельство, да, ты понимаешь, что такое свидетельство? Свидетельство, это, знаешь, когда тебя спрашивают, что ты что-то, ну, знаешь, допустим, там, ты видел что-нибудь, там, да, я свидетель, там, видел то-то, то-то, знаю это. А они ловят нового человека и говорят, я свидетельствую, что Мухаммед, он пророк. Изначально это неправильно. Там, да, ну, изначально с вранья начинается. Да, более правильно было бы это. Я верю хотя бы, да? Да, я верю. Да, что, допустим, Мухаммед, да, его, да, Аллах Бог, и это. Я верю. Вот как у христиан, допустим, вот христианин, как, допустим, крещение, он говорит, я верую в Сына Иисуса Христа, то, что Он принес себя в жертву, да, и как бы я в это верю, как бы, и это как бы провозглашаю. А у мусульман я свидетельствую. Вот я тоже кто-то я нашел тоже такую, кто думал, вот они реально начинают сразу с вранья. Самое интересное, в других религиях есть такие авторитеты. Вот представьте, мусульмане выбрали себе авторитета такого первого, что возьмем, что там молодой, здоровый, но выбирает старушку. Там дети без зубов. Это как Прохор Шаляпин, что ли? Зато есть деньги. Зато есть... Это о чем говорит? Что человек любит деньги. Ну, как Прохор Шаляпин. Вот первое, что мы даем оценку из этого, первое, что мы знаем про него, что не выбирает, не разбирается деньги. Вот, видно, что беззубая старушка. Это еще есть подкаблучник, есть другое как бы еще название. Соответственно, конечно. И она его застала, там контракт был, говорят, там. Что жениться он... Нет, человек говорит, который это читает все эти вещи, говорит, что был контракт, что он не мог жениться. Если жениться, то все, он всего лишался. Поэтому, только с ней типа должен быть. Да. Там был контракт не просто, как эти рассказывают. Там есть один арабист, он пишет, член Российской академии, не знаю, вот арабист. У него там эти все, он все приводит, примеры, там все, где что написано. Как там в одну деревню он там 300 человек посылает, другую 150 на грабежи все. Это называют походами, распространение ислама. Кстати, старуха, те времена и недолго жили-то. В детстве там, не доживая до года, столько там детей погибало. Потому что много умирало раньше, да. Там до 10 лет не доживало. Там средняя там продолжительность жизни 30-40 лет. В те времена мы знаем. Вот представьте, если она дожила эту жизнь до 40 лет, значит, конечно, старуха будет. Она же в фитнес-клуб не ходит, там питание, воды нету, там нету ничего. Представьте, все женился, зато деньги есть. Вот этот человек... Ну, так мочу же они верблюжью пили же, вот как этот человек нету, моча занимается. Это видно, сразу можно этому человеку дать оценку. Любит деньги слишком, не разбирается в средствах. Человек, который не разбирается в средствах, на караван нападает. И там пишут, когда на караван нападает. А в исламе ты не должен ничего. Подожди, в исламе ты не должен ничего разбираться. Ты не должен думать. Ты просто должен свидетельствовать. Напал на караван, там пишется сумма, если измерить в деньгах,
деньгах, по-моему, там было на 200, это вот, если монеты, золотых монетах, вот, золото одно, а если в монетах еще на 200 килограмм золота в монетах, говорит. Вот ограбил он этот караван. И после этого, говорит, у него возле него собралось уже столько желающих разбогатеть, потому что удачливым назвали его, назвали удачливым. Вот он нападал на население, вот сами чеченские муллы вот рассказывают, были умные, они такие вещи не рассказывали, может, там 20 человек сидит, ну, 1-2 человека умных-то должно быть, если все 20 глупые, еще за народ-то. Вот и он, один мулла рассказывает, как он говорит, он нападал по ночам, потому что, говорит, если днем нападал бы, пролилось бы много крови, говорит. И он, чтобы много крови, ну, понятно, что крови, это сопротивлялись бы. Говорит, ночью нападал. Чтобы, как жалко было ему тех, чтобы ихнюю, видимо, ихнюю кровь не хотел, или свою кровь, своих. Не, ну он, видимо, понимаешь, из-за чего? Он был, короче, милостивый и во сне просто прикончил, чтобы люди не просыпались. Второй мулла рассказывает, как он тоже. Он говорит, когда они ночью собрались и принимали решение, мы, говорит, нападем утром на тех. И когда часть людей уйдет, трудоспособного населения уйдет на поля, чеченский мулла рассказывает. Прихожанам, представьте, надо же. Сам палит контору. Дебилом, да надо же быть-то. Вот. А поэтому у нас в Чечне сказали, что все в мечетях рассказывали одну проповедь, что они будут представлять. Потому что эти дураки-то же рассказывают, палятся же. Они видят, что эти начинают правду рассказывать. Да, они начинают правду, эти все же записывают. Это тоже записано было. Они это видят, что муллы палят эту религию. Они говорят, нет, теперь будет с Грозного приходить одна инструкция, и только по ней. Если кто будет вопросы задавать, его записывайте. Потому что он опасный человек, интересуется. И вот второй случай, другой мулла рассказывает. Они принимали решение, когда трудоспособная часть уйдет на поля, одна часть нападает на них, вторая часть нападает, ну там какое-то поселение сильно укрепленное, какое-то слабо. Вторая часть нападает на тех, которые остались. Вот. Представьте, вот эти люди несли ислам. И вот эти добрые люди, милосердные, самые, которые будут троих, представьте, они убивают на тех, кто в полях, женщин, детей, которые там остались, они что, их оставляли? Их продают. И мы должны с таких людей брать пример, стараться быть похожими на них. Ну, я тоже думаю, знаешь, чеченцы или там, ну, вообще ребята из Кавказа, мне кажется, это точно не пример для них. Вот для вас, я думаю, что, ну, Мухаммед, если посмотреть его жизнь, все-таки, я думаю, ну, как бы надеюсь, что люди из Кавказа, как бы люди имеющие... Что меня удивляет, эти муллы-то, вот эти муллы, которые скажут, дебилы-то уж, надо же, вот такие дебилы быть, эти вещи такие... Так а кем им быть умных? У них же Мухаммед неграмотный, он же должен, они же этот дебилизм передает через вот этот Коран все. Вот это же дебилизм, он же передается, он же заразный. Вот смотри, я вот с тобой разговариваю, да, ну, видно, что другой вообще человек, чем разговариваешь с мусульманином, понимаешь? Это, ну, я не знаю, лишь прошивают их, там, зомбировка какая-то, я не понимаю, что с ними делают. Вот они не видят вот этих элементарных вещей. А сейчас зомбируют, действительно зомбируют. Эти проповеди с утра до вечера, представьте, как зомбируют. У ребенка мозг-то мы знаем. Слабый мозг. Да, он же впитывает. Как в организме мозг у него слабый. Он столько информации, конечно, если мы ребенок, ему столько информации, он же не проглотит это. А вот сейчас... Да, не, ну главное, что напихать, что все враги, все остальные, кто не верит в Аллаха и Мухаммеда. Ну, потихоньку информация дают по дозам, потихоньку. Потому что сейчас у нас открыты эти медресе. Государство содержит медресе. Представьте, государство содержит медресе, платит всем это, что там столько денег надо. Вот представьте, вот дети... Ну, как и путинская вот это... 7-8 лет вот этих маленьких детей, которые должны учиться в школе, их начинают зомбировать. Потихоньку информацию, потихоньку ведут. Но когда 18-19 лет им, уже тогда начинается, уже говорят про джихад. Потому что 7-летнему про джихад это рано еще говорят. Но его ведут к этому. Вот когда 18-19 уже разговор начинается, тебя передают другим. А потому что в медресе про джихад говорить нельзя, дальше тебя передают другим. А там те уже тебя начинают, тебя готовят к этому. А там у нас в Турции сидят, в Европе сидят, тебя отдают. Межееву там тоже скажут, в Украине джихад. Потихоньку твой мозг
право мыслить у тебя забирают. Вот Ну да, 7-8 лет. согласен, согласен. Люди, которые не могут думать критически, они начинают выполнять просто желания других людей, кто ими манипулирует. Вот и все. А манипулируют такими, да, это вот эти политики. Что они нужно будет, мусульман будут использовать, нужно будет вот этих православных использовать тоже. Что же придурки, тоже дураки. Вот эти, я имею в виду, которые Кирюшку этого слушают, это тоже дураки. Ничем, такие же зомбированные дебилы. Да не только Кирюшку. Сейчас в России даже протестанты стали ФСБшными присмыкающимися тварями. Протестанты. Вот в чем еще проблема. Значит, там сейчас к каждому собранию протестантскому прикручен какой-нибудь офицер ФСБ, который говорит им, что можно проповедовать, что нельзя. А я еще думал, вот есть 10 заповедей, да, в Библии. Мне кажется, Мухаммед нарушил их все. Воровать, убивать, прелюбодействовать. Да. Сегодня столько статей для него было бы. Представьте, педофилия одна чего стоит. Люди-то сидят, но люди сидят. Много людей сидит, но люди по разным статьям, кто-то невинно сидит, кто-то с уважением сидит, там, кто-то политически заключенный, там, ему, соответственно, там, ну, педофилам мы знаем на зоне какое отношение. Не, ну опять же, давай так понимать, что в путинской России педофила могут прилепить и к любому политическому придумать. Могут, но Магомеду это прилеплять не надо. Это Магомеду это не прилеплять. Нет, ну это у них даже, они гордятся этим. Грабежи, разбои, насилие, там, убийство, я понимаю, там, одного человека, можно ты там защищался, там, но когда на твоем счету 1000 убийств, какие оправдания? Ну, представьте, это уже, что за человек? Это уже больной или как не назовешь. Ну, когда он же родителей своих не почитал. Он сказал, что они в аду, мама и папа в аду. Ну, за это не сажают. Неуважение к людям не сажают. Но вот убийство, которое совершал, грабежи, разбои, там, сколько статей, там уже пожизненно, и там много пожизненных бывает. Такой человек, когда называют, что он авторитет для него, я не знаю. Да нет, он не может быть. Это такой же, как вот, для нормального человека. Ни Путин не может быть авторитетом, ни Мухаммед. Для кого-то могут быть, но мы будем судить об этих людях, для которых он является авторитетом. Соответственно, мы будем давать и оценку соответствующую. Так же? Ну, конечно, для 1,5-2 миллиарда людей он является авторитетом. Многие-то не знают, что он творил. Многие знают. Как Сулейманов знает, но он все равно для него является авторитетом. Хотя он знает, что он делал. Многие, муллы все знают, но все равно является. Но это уже значит осознанные негодяи, подлецы, негодяи. Да. Ну, все эти муллы, они обслуживают власть. У нас в Чечне так и так, они обслуживают власть. Между народом и властью, находясь, должны были защищать интерес народа, но власть сильнее, это сил много. И тем более платят, обслуживают власть, обманывая народ. Церковь прогнулась под властью, но и у вас, но и в России вообще прогнулась. Вся церковь, которая должна быть, наоборот, голосом справедливости и правды, они вот это все начали манипулировать, убивать, ракеты светить, танки светить, иди, говорит, убей за Путина. Вот, как это? А я вот не пойму, вот в России же кто-то же сидел там, вот я не пойму, люди выходили с зоны воевать, им что, жулики добро давали, я не пойму, или как? Как это было? Прогон какой-то, или что это было? Молодой, выпустили его, также Шакро молодой, который сейчас... Ну вот да, мы вот это его интересует. Выпустили, и почему говорят? То, что он должен был на зоне уже дать добро, чтобы, которые эти могли на СВО. Ну вот я тоже вот об этом спрашиваю. За это его, говорят, и выпустили. Типа он больной, там люди подыхают. И грубо будет, умирают многие люди.
Ну да, так и Без есть. всего. А его выпускают, представьте. Потому что он дает добро, люди, которые их штурмят, что он дает добро, и люди что туда ездили. Потому что есть добро. Ну, конечно, конечно. Если есть добро сверху, то они идут и еще будут потом говорить, у нас был прогон, нам разрешили, все было как бы одобрено. Вот это странно. Я думаю, тоже без прогона они, люди бы не пошли. Либо там не люди вообще какие-то пошли. Некоторые не приняли это, многие сидят, не приняли между собой как-то. Они Так это не должно никто, если хотя бы чуть-чуть себя люди уважают вообще, они не должны вообще это принимать, зоны, идти куда-то вообще за властью воевать. Это же последнее вообще. Это же ничем не оправдать. Кто бы мне не рассказывал, это бесполезно. Как можно, за ФСБшную, КГБшную, НКВДшную красную власть идти воевать? Если это кто-то одобряет и такие прогоны шлют, то у меня вопросы, кто там вообще есть, остался. Так не может быть. Да, много таких вещей, которые наталкивают на разные мысли. Ну, я вот так понял, вы здесь про ислам, да? Или как? Высвечиваете все эти исламские... Здесь по работе сидим, круглые суммы денег нам платят, не бесплатно живут. Так, это понятно. Большие деньги платят, налоги платим как положено. Не бесплатно же. Кушать-то надо. В наше время. Кто же сейчас бесплатно? Тем более сейчас все продукты, все дорожают. Запросы у нас большие-то. В чем дело? Не бесплатно. Вы сами поняли. Конечно. Как говорится, у нас у богатых свои причуды, правильно? Нужно же как-то зарабатывать, сидеть, обсуждать. Говорится, на зону отсылать надо, что же там? Если есть порядочный, конечно, надо отсылать. Но вы вообще не верующие или как? В Бога-то хоть верите или нет? Мы в Бога верим, но он там вести от себя там книжки не писал он. Тем более мы на чеченском языке, если он от тебя чеченцам должен был на нашем понятном языке, чтобы там без переводчиков, там по времени через 1500 лет с опозданием тоже там. За 1500 лет сколько людей тогда в ад попадет? Тем более переводы читать не умеют на арабском. Сколько времени зря ты про Коран все это? Да, мы верим в Бога, но он там книжки нам не писал. Может, арабам писал, пускай он и верит ему, но нам, чеченцам, не писал. Никто нам книжки не присылал. Ну да, мусульмане же говорят, что каждой нации был послан пророк. Арабам прислал, пускай верит, но нам не присылал. Ну да, арабы сказали, что мы верим арабам, арабы сказали, что им прислал. Но получается, мы верим арабам. Арабам верим, так подумайте. Арабы сказали, что вот видите, у нас эта книжка-то есть. И получается, ты веришь арабам эту книжку, вот нам прислали, вот видите, книжка. Ты им веришь. Но нам никого не присылали. Ну да. Я, знаешь, показывают иногда видосы, я смотрю, действительно сравниваю, да, допустим, как народы Кавказа там одевались, по-мужски. Показывают этих арабов, они же там все время в этих платьях ходили.
Думаю, и как можно вообще как бы, ну вот кавказцам воспринимать вот эту даже культуру, просто ихнюю одежду, вообще вот эту культуру, ну как за мужскую, я вообще не понимаю. Вот в первую, ну у меня всегда с ними конфликты были. Вот в первую войну, когда я был тоже, я в джамаате был в горах, и там люди некоторые начали потихоньку. Ну обычно это люди недалекие, которые никогда головой не думали. Всегда вот принимали на веру, когда сказочно, тем более так преподносит, верят. Они же психологи, это же психолог. Каждый милой там не будет. Надо это, чтобы человека донести как-то, чтобы принял. Она же умеет это. Сегодня много человек, чеченцы, захотели мулами быть. Сколько у нас учится, но не каждому. То в первую очередь работать должен на спецслужбы. И вот там один дурачок был-то. И он рассказывал, вот он одел эти арабские платья, все эти арабские сказки. Я говорю, прекращай, он с нашего села был. Терпел я его все время, но в конце терпения не хватило, получил. Несколько раз получил он. И он рассказывает, вот эта одежда, Арабия, это мусульманская одежда. Я говорю, подожди, это одежда, арабская одежда. Они до этой веры тоже не ходили. В песках. Если бы он родился где-нибудь в тундре, говорю, он одевался бы эти шкуры, теплее одевался бы. Если он жил бы где-нибудь в тайге или в лесу, он одевался бы, потому что узкие одежды, потому что с этим платьем он там цеплялся бы, куда не смог бы. Вот эти обещаешь, вот эти дураки. Вот представь, вот как-то ты стараешься, но не понимают люди-то. Я говорю, вот этой одежде он на севере не жил бы. Или в лесу не жил бы там. Каждый выбирает одежду, смотрит, где он, в каком поясе живет, климатическом. Да, чтобы было удобно, да, чтобы да, было удобно, как бы... там тепло, холодно, все смотрят. Эти дураки-то, вот у нас начали арабские платья надевать чеченцы. И вот они учат жить, какой должен быть чеченец. Типа он должен вот в арабском платье быть. Сейчас арабские платки мужчин начали, что чеченец должен быть в этой одежде. Вот потихоньку все идет. Ну, глаза еще красить не начали, хоть чеченцы, я надеюсь. Глаза и бороду, он же красил Мухаммед там или что-то. Мухаммед же заповедовал в Сунне там красить глаза, это их чем хной там или чем. Мазал. Ну хорошо, ладно, я тогда это рад, что хоть это остались адекватные люди на Кавказе. Это же вообще... Все такие мусульмане ярые, через два слова. Я твою маму, я твою папу, говорю, пошли. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Иншаллах, на Кавказе будет шарипот. Мы, муджахиды, готовимся. Алхамдулиллах. Шарипот. Шарипот, иншаллах. Никто нам не помешает. Сам Аллах и 3000 ангелов будут с нами. Иншаллах. Шарипот это от Гарри Поттера какой-то человек. Шарипот. Помощник Гарри Поттера. Это закон Аллаха, который нам дозволяет изнасиловать кафирских женщин, делать из них секс-наложниц, делать из их детей рабов. И те, кто в плен нам попадает, мы не можем из их мужчин делать евнухов по 24 суре 31 аята, чтобы наши женщины могли ходить перед ними голыми. Алхамдулиллах. Нам Аллах все сделал удобно, качественно. Так, а какой рай только приготовил вам? Сколько там девственниц каждый день? А прислуживать же там тоже вот будут молодые юноши. Большегрудые путанессы. Да, красивые парни будут. Самое интересное, когда они проповеди читают, вот человек вышел, когда он уходит на войну, он уходит, чтобы родину защищать, народ, свою землю. И вот они начинают обрабатывать тебя, и вот что они говорят. Когда ты будешь, ты должен, за Аллаха выйти, потому что только Аллах тебе может дать, а эти ничего. Аллах дает все, говорит. И Аллах что тебе, когда ты
Значит, умираешь, тебя уже, говорит, уже душа покидает тело, короче, тебе навстречу уходят 72 гори уже встречают. Ты уже умираешь, и гори тебя ждут, вот что ты идешь. Представь, навстречу тебе идут гори, ты вот сейчас умираешь, представь, они ждут. Вот, представь, вот сразу он со стоячим уже идет. Они все уже навстречу, а про гори тоже у них там... Про гори тоже они там рассказывают, какие они гори, что каждый захочет шахидом быть. И, короче, а еще как говорят, если человек, который стал шахидом, он будет просить Аллаха, чтобы его еще раз на свет наш мирской свет отправить. Почему, говорит, спросит Аллах, чтобы еще раз за тебя умереть? Вот такие сказки рассказывают. А главное, знаешь, как в исламе, смотри, вино же грех, но в раю не грех. Почему-то. Реки, вина, мед, да. Да, но при жизни, короче, пить здесь и грех, а туда отправляешься, тебе можно там бухать, короче. Не, ну если это, запрет, то должен в рае же быть как бы запрет, что это плохо, да, там. А там уже все, можно тебе опять. Вино, гури, мальчики молодые. Все уплочено, понимаешь? Да, и мальчики молодые прислуживают. Именно вот почему-то там молодые мальчики, почему-то Мухаммеду хочется, чтобы были. Да, тысяча на каждого, понимаешь? Вообще, где они там будут находиться, я не знаю, там пластом лежать. Жалко ребят. Вот так они вот этих ребят вытаскивали на эту дорогу. Вот жалко ребят, которые вот думали действительно. Потому что вот многие родились в то время. Сейчас молодежь, которые, вот их родители, они когда родились? Когда школа не работали, бомбежками. У родителей психика не та уже. Представь, вытаскивают детей, там психику. Многим там психологи, врачи нужны. У нас этого не было. И этот момент рождается ребенок. И этот ребенок тоже, он там где-нибудь беженцем они, вот представь, вот ребенок тоже эти взрывы, все вот образования ничего нету. И сразу конечно, за это, тебя, конечно, вот, для ребенка за этого травма. ребенка берется мулла. Его там лечить родители надо что-то делать. У них там нормально кушать не могут, денег нету, работы никому не нужно. Мусульманские страны не принимают, никого не приняли, слова даже не сказали. Представь, вот эта семья ютится, и потом приезжает домой или в Европу. Представьте, домой приезжает с семьей ребенок, тебя уже ждут медресе ребенка твоего. То есть его лечить. Подтягивают сразу, да, специально обученные эта семья ребята. Приезжает, или часть приезжает, 30 тысяч приезжает в Европу. В Европе уже строят мечети. И вот этого ребенка он подрастает, допустим, в 2003-2004 году ему там лет 10, там 7-8. 15 лет ему. Родители, спасая сына, дочь, там, приезжают сюда, здесь понастроенные мечети, здесь уже проповедники. Вот ребенка, которого спасли родители от войны в Чечне, он приезжает, думает, спас своего сына, здесь проповедники в мечетях сидят, посылают его сына, посылают в Сирию, и он погибает в Сирии. Представьте, вот. Ну, что сказать, это, конечно, понятно, что я понимаю, что там такая травма тоже, как бы вот эти бомбы, это пережить тоже все было страшно. Ну, блин, знаешь, если честно, я думаю, что все равно вот в этом, если Бог не начнет открывать человеку разум, то он таким тупым и останется. Я вот сам был когда-то тупым, но до такого пока действительно не принял Иисуса, не стал верующим, как бы в эту всю тему и начал сам критично мыслить, понимаешь, то есть мной уже не может манипулировать ни мулла, никакой, ни пастор, никакой, ничего. То есть все, что, знаешь, не сообразуется со здравым смыслом у меня в голове, то уже мне никто не расскажет. То есть я знаю, что никому не скажут там идти умирать. Ну, я понимаю, что, как бы убивать, я понимаю, там, да, напали на твой дом, там, квартиру, какие-то насильники, убийцы, и защищая детей, это понятно, ты можешь там убить кого-то, если нет другого варианта. Вот, но вот такую, чтобы мне дичь кто-то там за какого-то идти, там, президента или какого-то, хоть муллу, хоть кого-то идти там,
его проблемы решать. Не надо позволять управлять собой. Ну, же там мозг тебе дан-то. Ну, так дать легко обманывать тебя. Просто дать так легко обманывать. Немного Ну, вот в первую очередь, да, надо анализировать, какой человек тебе к чему-то призывает. То есть, да, его жизнь смотришь. Вот мы, допустим, смотрим жизнь Мухаммеда, да, и вот эти все остальные сказки там о благочестивости, о мире, ну, они отпадают сами собой. Это точно так же, вот как Путин сидит и врет людям, да, я пока президент, не будет повышено там этот пенсионный возраст. Раз соврал, там, не будет менять Конституцию, 2. То есть я уже изначально, я уже потом уже просто все остальное не слышу. Знаешь почему? Потому что изначально, ну, это вся политика от лжеца. Лжец номер 1 сидит во власти, и все, значит, остальное это уже, ну, ложь. То есть там может быть 10% правды и 90% лжи. И люди, которые глупые, они не поймут это. Вот даже, допустим, находясь в Чечне, знаете, мулла я знал, что видно, что это работники спецслужб. Ну, да. Чеченский народ оккупирован, 300 тысяч убили. Вот этот мулла сидит, ты же знаешь, что он работник. Он никогда про войну, там, что народ чеченский, там, в Сибирь высылали, там, убивали, не будет рассказывать. В мечети такие вещи нельзя. Надо рассказывать вещи, которые вообще не касаются чеченского народа. Его историю нельзя, традиции, обычаи. В мечети тебе мулла никогда не будет, потому что у него инструкции нельзя. Вот. И представьте, вот эти люди, они своего ничего не знают. Нельзя говорить это. Вот и ты смотришь, человек, которого я считаю авторитетом, потому что я муллу, если я слушаю, значит, он меня авторитет, если я ему верю. Я сразу начинаю судить, что это за человек. Это же предатель. Это же предатель. Ну, Работник спецслужб. А для него кто является авторитетом? Магомед. Человек, про которого рассказывают. Сразу берешь, кто это же Магомед-то? Вот этого сразу видно, что это предатель, потому что обслуживает власть. Мулла, видно. Вот про кого он рассказывает? Про Магомед. А Магомед кто? Вот начинаешь, педофил, грабитель, все. Вот эти два авторитета, они могут быть ненормального человека. Что без этих людей жить нельзя, что ли, нормально, достойную жизнь прожить? Не следуй, не слушай этих людей. Что нельзя. Люди живут же в мире, и нормально живут. Не воюют, семьи кормят, нормально же. Ну да, согласен. Для кого они нужны? Два авторитета, не мулла этот Магомед. Кому? Без них что нельзя, без их сказок-то. Ну, еще же в исламе, видишь, в чем фишка? Там же каждый, никакой не мулла, так он сразу этот мусульманский ученый. Вот мусульманские ученые сказали, это что сказали, они шумные люди. И люди безграмотные вот это слушают. Как один сказал, в мире 20% там премии, лауреаты премии, как этот, Нобелевской премии, евреи. Но я сказал, самое большее число ученых это в Чечне. Ну, исламских ученых. Самое большее число ученых это в Чечне. У евреев нету столько ученых, как в Чечне. У нас ученых готовят там, начиная с медресе, потом исламских. Нигде в мире нету исламских ученых, ну просто даже убрать исламских ученых. Подожди, так у вас сам Кадыров какой-то, он член-корреспондент. Поэтому Чечня развита. По 5-6 языков знают, у нас заводы, фабрики, все. Наших ученых приглашают, дают там, читают лекции по всему миру. По всему миру, да. Да. Силиконовую долину, все. Да. Ну, у нас сейчас свою премию мы будем давать. Нобелевская, она уже все устарела, там как-то не ценится. А вот исламские ученые, там другое. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Лягушки квакают у тебя, друга. Да, я тут на работе просто отошел поговорить. Понятно. Да, ученых много. Харма тоже тут смотрю. Харма, ты не устал людям ложь говорить? Включай микрофон. Харма. Если этот Харма, то он крутой чел, молодец. Уважуха. Да, как он крутой чел. Вот усатый, если этот чеченец, то он крутой чел, Пармат.
что грамотный человек. Харман, ты в курсе, то, что он все это время людям лгал? В чем он лгал? Во всем. Не, он разоблачал ислам просто, в чем он виноват. Что он один? Где он разоблачал ислам? А где? На ТикТоке. Он хотя бы в одном эфире, в одном видео доказал, что ислам не истина. Привел аргумент. Конечно, покажи мне это видео. Да море, что ты там покажи. Ну зайди, посмотри, у него много видео, все он разбивает. Давай, Харман, включай микрофон. Докажи, что Харман, микрофон включай. Докажи, что она истина. Харман, микрофон включай. Если ты хочешь говорить, говори здесь, модератор есть, не надо здесь сразу зашел указание, что если есть что сказать, говори, люди будут слушать. Мне Харман нужен, зачем он людям ложь говорит? Личку выйди, если как-нибудь. Да это не мужчина, не отвечает на поводу у тебя здесь люди что тебе, на подожди, поводу что у тебе тебя не не нравится? пойдут люди. Не, на поводу надо уважение людям иметь. У тебя уже Что знаешь, поделать, если это не мужчина, не отвечает мне? Подожди, но Мухаммед увел девушку своего сына приемного. Включайте его, здесь никакого он там позитива, Иди с политики не скажет. Выключайте с его, отцом выключайте. своим поиграй. Выключайте его, выключайте. Сынок. Мне делать Даже нечего. люди в камере сидящие, свой круг таких людей не пускают. Люди, общество таких людей не пускают. Не надо его пускать. Его место как раз среди таких, как ты. Вот как он, вот, не надо сюда его пускать. Слушать эту мразь не надо. Ничего хорошего он не скажет. Так он ничего по факту не сказал, он же просто лепечет и все, он же по факту ничего не говорит. Если бы у него что-то было подтверждение каких-то слов, а что? Формат разносит, как бы, пух и прах, это все. Лжерелигию, молодец. Я лично вот смотрю и, уважение для него, смотрю, молодец. Здравый человек. Разносит этих Мухамеджанов. Да, разносит, все говорит, правду говорит, все раскрывает, но... Ну да, он аргументированно, понимаешь, он же ихним же оружием, как бы ихним... В чем проблема, знаешь ты, защита кто делает, знаешь ты, защита. Христианство защищает этого ислам, иудаизм защищает ислам. Нет, христианство не защищает ислам. Я представитель христианства, и я скажу, ислам – это религия сатаны. Ты представитель, а я видел, я слышал. Прямо в церкви. Это, знаешь, которые и нашим, и вашим, понимаешь? Такого не может быть. Христианин, настоящий христианин, у него истина одна. Смотри, у настоящего христианина истина одна. Всякий, у нас написано у христианина, не принимающий Иисуса как Сына Божьего, не принимающий Его жертву, что Он умер и воскрес ради грехов, ради искупления грехов, тот от сатаны у нас, это попрямую, понимаешь? И всякий, кто виляет, начинает придумывать, он уже не христианин. Это батюшка. Батюшка просто захотел себе мягкое место от ФСБ, и он тебе, батюшка, расскажет все, что хочешь. Батюшка. Кто такой батюшка? Батюшка никто для меня. Для меня есть истина. А у мусульман же что у них? Мусульман, Аллах всех обманывает, лучший из обманщиков. У нас это сатана, Вот змейка.
Если вот эти мулам говорили бы, почему обманывать их, которые явно из сказки рассказывают, что Луну напополам, Солнце остановили, на Аль-Бураке летали, там сегодня у них еще летают. Вот им сказали, зачем вы сказки рассказывать? Им ничего не говорят. Человек разоблачает эти сказки. Вот представьте, разоблачающим говорят, что ты сказки. Он говорит, вот я эти сказки разоблачаю. Вот ты его он спросишь, молодец, веришь, что он в любом Солнце случае остановили? молодец. Солнце остановили. Он скажет, верю. Но ты один веришь, но, допустим, столько-то миллиардов народу не верит. Но он скажет, 2 миллиарда верит. А мы тогда, подожди, кто эти 2 миллиарда? Бангладеш 250 миллионов человек, которые не читать не умеют, на улицах живут, срут под себя. Возьмем Пакистан, то же самое. Возьмем Афганистан. Возьмем Индию, 200 миллионов. Пол Индии еще там, пол Индии. Да, в Индии 200 миллионов. Мы наберем Египет, где образования ничего нету. Вот эти люди верят, безграмотные, которые там 95% неграмотные, которые в нищете живут. Эти 2 миллиарда мы наберем потихоньку. Бангладеш 250 миллионов. Ну, вот да, 2 миллиарда. Они берут пример, у нас 2 миллиарда. Там. Вот да, Бангладеш, там, Пакистан, Афганистан, да, Йемен, который, Нигерия 200 с чем-то миллионов, Судан, там 40-50 миллионов. У вас набирается, да, 2 миллиарда. Но это что за Мали, там, Сомали, вот, да, действительно, у вас 2 миллиарда. Ну да, да. Вот с них Согласен. гордитесь своими 2 миллиардами. Ну, какие там 2 миллиарда? Что там, какие 2 миллиарда? Все бегут в Европу жить христианам. Рассказывают про какое-то там мусульманское, какое-то крутое исламское государство. Это полная чушь вообще. Полная чушь. Не, формат этот молодец в этом плане, разоблачает. Верю, что придет время, когда он и Иисуса Христа признает не как Бога, как Сына Божьего. Иисус не Бог, скажу вам так. Иисус – Сын Божий. А Бог, Он только один. Не един, как мусульмане любят, а один. Бог, Он один. Слово один. Расул пишет, я влюблен. Да почему здесь влюблен? Он у вас просто этих, как мух на телевизоре. Хармат вас это показывает вам вашу эту тупость, а вы все равно там сидите, гавкаете на него. Он хорошее дело, конечно, но, видишь, неблагодарное. То есть много столько тупых, что даже неблагодарные. Представьте, 10 человек, один человек находит присутствие ума у него, ну и присутствие ума и набирается смелости, встает с колен, я, говорит, с вами не хочу. Кто хочет, следуйте за мной. Я, говорит, вольный человек, я свободный человек, я думаю своим мозгом. Вот эту, да, жизнь в коленях, на эту жизнь в коленях я считаю бессмысленной, позорной для себя. Но те люди тоже хотели бы стать с колен, но в силу обстоятельств не могут стать с колен, потому что вот против тебя сзади 2 надзирателя с ружьем. И тебе еще надо семью кормить. Работы нету, надзиратели. Вот да, ипотеку взял, пенсию заберут. Работы нету. И ты смотришь на других станут. Если там 4-5 человек станут, я типа тоже стану. Он смотрит, все станут и как-то в числе последних. Но никто не встает. Он тоже, я тоже останусь. Этот человек встает, уходит. И думаете, они его уважать? Нет. Может, уважать-то будут, они будут его ненавидеть, потому что этот встал с колен. Они не встали. А знаешь, что рабы свободы недостойны. Рабы всегда ненавидят тех,
Смотри, рабы ненавидят не тех, кто сделал их рабами, а тот, кто стал свободным. Рабы ненавидят тех, которые стали свободными, которые тоже, допустим, были в этом числе, но вышли из этих круга рабов. И вот эти рабы они ненавидят. Вот вспоминаю слова Сенеки, он при Нероне жил. Вот, там раньше афоризмы, изречения читал, у меня книг много было, ну забыл я, голова не та. Вот он пишет: да будем жить так, чтобы наша жизнь, как драгоценная вещь, занимала немного места, но стоила дорого. Будем мерить ее поступками, а не временем. Поступками, а не временем. Правильно. Многие живут, но это их жизнь ничего не стоит. Согласен. Согласен. Ты правильно говоришь. Так и есть, так и есть. Просто, знаешь, как все, прожить бы серенько, вот так, как все, не поднимать, не отделяться от этого общества, не вылезать, ничего, вот это не противоречит. Ну, короче, в рабстве быть, не иметь своей позиции. Вот это такие люди, ну, это такая жизнь, вот, знаешь. Я возьму тебе, как вот сам, как христианин, когда я начал понимать, что моя жизнь начала превращаться вот в такую, ну, обыденность, такую, знаешь, обычную. Работа, дела, вроде ничего не замечаю, мне нету дела, да ни до чего. Я начал себя не уважать, понимаешь, и я принял решение кинуть всю эту старую жизнь, свою комфортную жизнь, я взял и кинул. И уехал просто. Отказался от Москвы, машины, квартиры, работы, все, уехал. Все бросил и сказал: шакалы, я не с вами. Люди должны, выбирать сторону и жить, как бы, чтобы их жизнь была достойными поступками и делами. И не быть вот этой быдлой, которая реально ненавидит свободных людей. Ну, кто такой Параматма? Это уже свободный, человек, который не боится какого-то мнения вот этого всего стада быдла, которое ему там натягивает это. Он выходит и говорит свою позицию. Я считаю, это правильно. Не, хорошее дело, в любом случае, хорошее дело делает. Даже я слышал, он за Иисуса тоже нормально говорит. Добрые слова. И за христианство. Потому что если так... Иисуса признавать, не признавать можно. Если он последовал, Иисуса признавать. Но не признавать тоже можно. Но про него плохого не скажешь. Но про это есть у нас... по его то, что написано, конечно, поступки про Иисуса... него этими вещами не занимался. Про него вот признаешь, не найдешь, что там плохое написать. Но нету ни одного косяка за ним. Да, у него столько статей у этого набирается-то. У адвоката, 20 адвокатов набери, не спасут этого человека. Ну, судья, как бы даже подкупленный судья не найдет оправдания. Хоть его подкупили судью, он не найдет оправдания. Как-то что-то искать, я скажу, хоть какой-то срок должен буду дать. Условно он не подпадает. Ну, какой-то надо. А дальше решать, я ему там дам срок, а как-нибудь утаскивает, побег устраивает. Но я должен как-то, я же судья, ты же должен. Он, по этим статьям он его не выпустит никак. Не найдешь. Вот 20 адвокатов. Даже Путин-то спасает преступников, которые вот бесчинство в Чечне, он-то спасает. Наоборот, героев Украины, что преступление, только героями становятся. Некоторые сейчас в Думу пролезут на выборах. Так он по всему миру, вот эти наемные убийцы, которые там по всему миру ездили, убивали, он же их вытаскивает и в депутаты. Вот этот, как его сейчас последний приехал, который убил Литвиненко в Лондоне. Как у него там забыл фамилию, он же депутатом стал, убийца. Который доказывал, что Путин сам взрывал дома. Не чеченцы взрывали дома, а Путин взрывал ФСБ. И второго тоже, этого сразу депутатом, чтобы дела-то не возбуждать, его же затребовали, сразу депутатом.
Да, кто там на них возбудит дела-то, что там? И этого ж, который там оружие в Америке продавал, как его этот был? Вот продавал, да. Тоже будто обменяли его. Да, обменяли. Нашли равноценного нашли. Тем более... Нашли равноценных оппозиционеров, которые ничего не сделали криминального, знаешь, этих политических. Обменяли на Бута, еще там какого-то киллера они вытянули из Германии. Там какой-то американский, они заманили его там через женщину, и типа ему наркоту подкинули где-то в Владивостоке, на Дальнем Востоке. Это американцы, да. Подкинули наркотики ему, и вот на таких людей, на своих этих, там поменяли. Вот, скорее всего, на эту американца, они там через женщину, типа этот влюбился, а это же на спецслужбе ж так работает. Они заманили его. Он приехал там что-то. Да, приехал, представьте, конечно, найдут женщину красивую, приятная, тем более язык подвязанный, сильно влюбилась в него, человек приезжает, подкидывает наркоту, и его там над ним издевается, он жалуется там. Представь, вот спасают своего. Это все так легко устроить, тем более в России. Страна права-то. Слушай, америкосы тоже, я имею в виду, плане, смотри, захотели, иранцев обезглавили в 5 секунд. Что они, думаешь, путинцев не могут? Так могут, я считаю. Элементарно. Всех их лупануть за неделю. 10 Путина и 10 министров каких-нибудь они точно могут. Соловьева, все вот это, шерсть вот это все. Мне кажется, что-то им выгодно, понимаешь, что... Иранцы ворованные деньги американский бюджет не вносил. А Путин, его окружение, все капитал к ним нужен. Конечно, плюс распродает за копейки все ресурсы Путина. Западу и Америке тоже в том числе. Сейчас же что они там запорожскую атомную энергию эту отжали, что криптовалюту майнинг делают, и тоже там, я думаю, с Трампом они там вдаляне. Я выйду, уступлю место и время. Я выйду, извините. Да, хорошо. Да, приятно было пообщаться с тобой. Нормально, чел. Я думаю, да, америкосы, по крайней мере, сейчас эта власть, да и Байден там тоже он непонятно. Смотри, я бы был бы американский президент, я бы вышел и сказал, Путин – это военный преступник. Всякий, кто с ним вообще какие-то дела имеет, все, он тоже военный преступник. Путин равно Гитлер, я бы сказал. Понимаешь? Все. То есть он как этот Бен Ладен. Как Бен Ладен. Если один Путин все решалось бы, давно решили бы. Причем там понятно, не один. Понятно, не один, но окружение. Но поверьте мне, если там 20-ку их лупанешь, и все, они там в страхе будут, не знаю о каком, они там будут бежать к американцам и предлагать им, что хочешь, скажут, Это же все просто я тебе говорю, первые бомбардировки Рублевки по ихним домам, сразу бы все успокоилось, понимаешь? Они же воюют, почему? Потому что ни они, ни их дети в это не попадают. Если бы украинцы начали бы лупить сейчас по Рублевочке, это было прекрасно. Я думаю, пол России радовалась, да может быть и больше, если бы украинцы начали по Рублевке лупить. Это было, А так... Путин – это агент. Это не работает. Путин уже американский агент, да? Да, я считаю, он агент американский. А Ельцин... что, он делает все как им нравится. Что, он делает, как им нравится. Ельцин тоже был агент. Ельцин – это просто пьяница. Он уже в конце, понимаешь, своей жизни, он не управлял даже государством. Там уже управляла его дочка. И там, кто его зять, эти все. Потом просто, я думаю, что ФСБ подъехала к ним и сказала, ребята,
от власти вы уходите, мы вам гарантируем спокойную жизнь, даем вам бабла, и вас никто не тронет на протяжении всей вашей жизни. Ну, чисто семье, знаешь, как бы обещал приближенным ельцинским. И все. Они согласились, они понимали, что как бы, ну, они не вывезут. Ну, такие как... А кто там? Там же, по-моему, Березовский сам говорил, что он сам-то и Путина и поставил. Ну, помогал поставить. Березовский. Вот. Ельцин уже тоже в конце там в своем периоде уже неадекватный был. Не слушайте сказки. Короче, русские, вот Россия, она как бы вообще не при делах. Вот. Нет, мы же не говорим, что не при делах. Подожди, мы не говорим, что не при делах. Конечно, при делах. Вы как бы зачем американцам нужно вообще вот это дерьмо? У американцев просто свои экономические интересы, понимаешь? Им интересно. Конечно, американцы хотят нормально, цивилизованно жить в своей стране, развиваться. Им не нужны ядерные войны. Зачем им нужны ядерные войны? Зачем им нужны эти бактериологические... Когда появился такой вот Гитлер, подожди, вот появился такой Гитлер, как Путин появился Гитлер, это что, вот я считаю, американцы должны его бы убрать, понимаешь? Если американцы как бы являются таким гарантией демократии, то я считаю, что американцы должны убирать такие, если бы они были заинтересованы именно... Американцы должны. А почему не свои должны? Американцы... Нет, хорошо, я согласен, свои должны. Но американцы должны хотя бы сказать, ребята, всякие, которые будут против этого бороться, мы будем поддерживать, понимаешь? Они же так не говорят. Они говорят, Путин легитимный президент, понимаешь? Понимаешь, в чем фишка? Они не должны так говорить. Они должны только поддержать какое-то движение. А сами они что, поддерживают? Они же говорят, что Путин легитимный президент. Да, сами они не могут инициировать вот в России какие-то процессы, потому что... Могут, когда они хотят, все они могут, пойми. Когда они хотят, они могут, иранских убили за 5 секунд и даже никого не спрашивают. Зачем американцы это должны мочь вместо русских? Русские будут... сидеть, вот вчера мы буквально в чате там с украинцами... Нет, русские не будут сидеть, подожди. Я доскажу сначала, потом передам вам микрофон. Смотрите. Вот русские там говорят украинцам, ну зачем типа вам сопротивляться, перестаньте, короче, сидите там. То есть и украинцы должны сидеть. Умар, ты слушай, давай говорить. Поднимайте руки, сдавайтесь, она сказала. Не, ну это же ты ж не сравнивай, что я говорю и то, что говорят, я же такое не сказал. Что хочу сказать, вот русские всем какие-то эти лайфхаки дают, потом говорят, вот видите, мы тут как бы выживаем как-то, зачем мы сопротивляемся? Вот если украинцы не будут сопротивляться, что от этого русские перестанут войну вести? Вот захватили Украину, и на этом что, это остановятся русские? А балтийские страны, а Польша, а Балканы, а среднеазиатские страны. Там же аппетиты огромные, там хотят вернуть все на место, более того, еще дальше. Я не знаю. Мало ли, мало ли кто что хочет. Да, американцы живут в своей Америке нормально. Американские граждане. Чуть что, сразу они на место сажают своих вот этих ими поставленными руководителями, менеджерами там, или как их. То есть там они цари пожизненные. Там парень, спасибо, нормально, хорошо. Пользу сделал для страны. До свидос, на пенсию, всего хорошего, молодец. Следующий. Приводят себе следующего, ставят. Теперь ты занимаешься. Давай, подожди, можно я тебя перебью чуть-чуть? Я просто тут долго один. Вот смотри, одни из союзников Америки – это саудиты, правильно? Союзники же. Ближайшие союзники – это саудиты. Это же диктатура. Не знаю, насколько они для них союзники. Да? Там у Америки
в этом регионе есть интересы нефтяные и так далее. Конечно. Союзники, не союзники, там свои какие-то интересы, они с ними... Но можно сказать, допустим, что саудиты – это диктаторы и преступники? Я считаю, да. Да, но они у себя там там в Мухасранске сидят, там диктаторы, преступники. Хорошо, я согласен с тобой, что у себя в Мухасранске они убивают своих, да? Это как в Северной Корее, вот этот маленький, как вот этот пончик, вот этот убивает весь свой народ миллионный, да? И все люди говорят, а что мы полезем в эту Корею? Это знаешь, как вот для меня это звучит так. Вот у меня живет соседка через стенку со своим мужем, маньяком, дебилом, который ее убивает, бьет вместе с детьми. А я сижу и говорю, да слушай, это же не в моей квартире. Да она же сама за него замуж выходила когда-то. Понимаешь, для меня это звучит вот так, что как будто равнодушно. Я все равно пойду и скажу, слышишь ты, урод, либо ему башку набью. Не пойдете, вы никуда не пойдете. Почему не пойдете? Тем более русские не пойдут никогда, никуда, никому не сказать, набить. Русские будут на бутылке сидеть, их будут в рязанских сахарах, учения взрывать, закидывать на какие-то СВО придумывать, по пачками, да, там уничтожать. Они будут Хорошо, сидеть, украинцы для тебя же не русские, правильно? Украинцы не русские. Украинцы же не русские. Хорошо. Вот ты говоришь, что русские будут сидеть и молчать на бутылке. Хорошо. А Украину захватили Херсонскую область, Запорожскую. Это украинцы? Украинскую область захватили. Там с украинскими людьми, правильно? С украинскими людьми захватили? Да, захватили. И что, подожди, и что они там, украинские люди, не рабы такие, как русские, которые сидят на бутылке? Чего они сидят на бутылке при русских? Рабы, они сопротивляются как могут. Так в России тоже сопротивляются как могут. Года показали. В России тоже сопротивляются как могут. Сидят люди, выходят за листочек чистый. Сопротивляются в России, абсолютно. Как не сопротивляются? Они знают, что им будет срок, он выходит с листочком и говорит, я против войны. Вот смотрите, сопротивление началось с Майдана. Вот на Майдане сопротивлялись. Понимаете? Сопротивляться это не так, в Москве болотная была? Вышел до вечера, постоял и зашел домой, я постоял с листочком. Хорошо, в 2011 были протесты, в 2014 против войны были? Да, шариками. Шариками, зелеными, голубыми шариками. Нет, я согласен с тобой, не было с оружием. Почему? Потому что люди верили в какую-то законность вообще. Они верили, что в России... Сколько уже русских погибло в Украине? Вот посмотрите на эти жертвы. Давайте округлим около миллиона. Ладно, окей, самые заниженные, 100 тысяч. Русских мы как смотрим, этнических или просто граждан России? Пофигу мне, все русские. 100 тысяч погибло, да, самый минимум. Я думаю больше. Давайте на этом не будем циклиться. Вот смотрите, эти 100 тысяч погибших, эти 100 тысяч, если бы в другом направлении погибли бы, да, он помнит, когда этот, как его, ЧВК, который ЧВКшник был. Ага, я понял про кого-то. Такое что-то было, да, эти 100 тысяч погибли бы там и у себя навели бы давным-давно порядок. Вместо этого будут погибать вообще непонятно за что. Это я просто не пойму. Хорошо, я тебе могу сказать, давай мое мнение, смотри. Первые, кто туда пошли, это были официально эти все военные, которые, я имею в виду первые дни в 22 году, да, эти, которые все перешли, это были контрактные военные, которые Путин уже скармливал не один год, их и перекрутили, переварили. Очень большинство сразу первые месяцы или что. Потом начали набирать этих зэков, всяких бичей, хромых, косых. Кого-то забрали просто с перепугу, им повестка пришла, и он, дурачок, пошел до военкомата. Есть разные дебилы. Бумажку показал, у него руки затряслись. Я согласен, что такие.
Ну, вот сколько я знаю, большинство там своих каких-то знакомых, кто-то уезжал, потом вернулся, кто-то, ну, даже и говорит, не, там и у нас ничего не забирают, и никто не собирается идти. Вот. А забрал очень много он вот именно с дальних территорий, там с Бурятии, с Якутии, вот этих людей, которые, ну, в принципе, которых он там всю жизнь спаивал. Москва, Санкт-Петербург, ну, как бы, ну, не особенно русские, именно если ты говоришь русские, этнические, не особенно туда идут. Даже за большие миллионы. Так что, ну, фиг его знает, как бы тут сказать, что все там русские пошли, и как бы если бы они повернулись, ну... Там пошло один сброд для меня. Вот один сброд, который пошел. И тот же вот этот Пригожин, люди... Я там как раз и говорю, вот так, пока жарили... Вот ты верил в это, что Пригожин действительно пошел? Да, пока жареный петух задницу не клюнет, вот так будут сидеть других, когда мочат, будут сидеть там, там... Это не согласен с тобой, нет, согласен с тобой. Ну, смотри, а было такое, вот смотри, когда объявили мобилизацию, вот я помню просто, знаешь, выходит Зеленский до мобилизации и говорит... Поддержка была. У кого? Поддержка народа не было его. Народ вот вышел. Внизу Астра пишет. Пригожин поддержал, народ вышел. Ибрагим говорит, нет, конечно. Сопротивляться нет, конечно. нельзя, говорит. Там колючка кишки вытягивает. Где в России колючка кишки вытягивает? Ты о чем, Астра? Где-то, я не пойму, скольким колючкой кишки вытянули за сопротивление? Покажите одного хоть в статистике какой-то. Где там? Ну он тебе говорит про Волынскую резню, господи. Это исторически эта тема, когда была Волынь между поляками и украинцами. Причем здесь то, что 100 лет назад где-то было? Ну, это он просто пытается вот сейчас, да. Колючка, пытки какие, а вот этот Вагнер, сколько запытали за сопротивление? Смотри, вот Вагнер, я сразу сказал, да он чушь говорит. Смотри, Вагнер, это, ну, вот я сразу знал, что Пригожин, это, ну, это чушь. Вот смотри, давай так, смотри, характеристику человека рассмотрим. Кто такой вот этот Пригожин? Это полностью вскормленный путинский, ну, прикормыш, который кушал с рук Путина, которому Путин все сделал, дал ему эту корпорацию, там, фабрика ботов, там, рестораны, он кормил там всех солдат в школах, там, московских у него все это. Короче, вся империя Пригожина, она благодаря Путину. Понимаешь? И никто, и тем более сам, ну, если мы берем Пригожин, что он такой какой-то был хороший человек? Да нет, конечно. Редкостная тварь и мразь был Пригожин. Все речи идут хорошего, нехорошего. Давайте вот эти... Не, просто что людям, знаешь, пойти за ним. Как можно пойти за Пригожином? Я бы никогда не пошел. Что Америка, вот русские должны сидеть, да, и когда ФАС говорят на всех... Не, я так не сказал. Нет, смотри, я не сказал, что русские должны сидеть. Этими камикадзами, шахидами, шахетами, мопедами. Не. Понимаешь, ты как бы сейчас утрируешь, я так не говорил. Я сказал, смотри, как не вы говорите, я говорю, что там происходит. Вот есть Алаудинов там, который войско Иисуса возглавляет, джихад вообще делает. Короче, вот все вот эти будут вот так джихад делать в России. Кто это такой? А американцы должны прийти вместо русских и навлечь на себя этих всех огонь всех этих русских, да, потом поставить такую ситуацию мировую, да, там ядерной какой-то этой угрозы, там апокалипсиса, скажем так, мирового. Не будут это американцы делать, они же не... Зачем им это надо? Они сами, как государство, нормально живут. И где они могут договариваться, где они могут нормально решать какие-то дела, там они тоже нормально как бы приносят туда демократию. Там, где им удается. Опять-таки, зачем им этот арабский какой-то мухосранец лезть тоже туда? Ко всяким этим шахидам, всяким мопедам. Зачем им это надо? И не там... арабская весна была, свергли, короче, режим в Египте, да? Да, этого, в Египте. Как его там? Братья мумию вот эту.
Да, мумию эту, как его, блин? Мубарака. Мубарак, блин. Его свергли, короче, и что? Там такие жертвы, это все опять привели, там какого-то Сиси поставили сначала, исламиста, короче, теперь там другой, короче, исламист там был, да, я забыл уже его имя. Потом, короче, Сиси пришел, опять там сверг это, и опять там все сидят, поменяли шило на мыло. Опять Аллах Акбар. Да, шило поменяли на мыло, короче. И зачем к ним туда лезть, американцам? Да, как-то какими-то, скажем так, возможными методами, через информационное какое-то поле, через, я не знаю, там, технологии, как-то их очеловечивать, это, да, такими методами, это нормально, чтобы они прошли вот это цивилизационное, там, период, скажем так, эволюцию прошли, да, и чуть-чуть очеловечились. И они и то же самое с русскими. Вот, они должны эволюцию вот эту пройти, превратиться в людей из рабов, имперцев. Вот это пройдено весь этап. Стать нормальными людьми, уметь сосуществовать там, с соседями, с другими органами государства. Каким-то образом, в любом случае, эту проблему ее надо будет решать. Ну, вот смотри, такими методами, как можно о народе, смотри, как можно о народе говорить как о одной какой-то личности. Вот для меня, допустим, смотри, у меня есть юридическое образование. А для меня вот таких выражений «весь народ» или «вся страна», «все люди» – это вообще, это вообще разговоры ни о чем. А я скажу тебе так, у каждого преступления и вообще у всякого деяния есть имя, фамилия и отчество. И если будем мы говорить сейчас честно, то этнических украинцев воюет на стороне Путина ничуть, наверное, не меньше, чем граждан России. Я имею в виду этих ДНР, ЛНР, вот эти всех. Воюют очень много там, понимаешь? Я не могу так сказать, что за весь народ, за всю. Смотрите, как бы вы не отмазывали это, да, грубо говоря, как бы вы не пытались это оправдать, нету этому оправдания, тем более кто-то со стороны должен прийти. Подожди, я же не оправдываю Путина, который напал вместе со своими путинистами на Украину. Путин, до Путина Ельцин был то же самое. После Путина еще другой какой-то хренутин придет, который еще хуже Путина будет. Потому что гнилая вот эта система, да, вот это общество. Система гнилая. Не прошли вот этот эволюционный, скажем так, процесс, да, чтобы прийти, очеловечиться. Знаешь, как это называется? Не создалось гражданское общество. Чтобы свои соотечественники, чтобы о них беспокоиться. С какими-то соседскими народами сосуществовать с ними, дружить, не считать другие народы ниже себя, что они каким-то образом должны под твоим сапогом сидеть, да, там, и дышать ровно, молчать. Не надо, нужно нормально определить свои границы. Русской народной. Ты какой нации? Нет, смотрите, нужно определить сначала, в самую первую очередь, свои границы Русской Народной Республики. Да? Вот определить границы. Зачем вот это? Вот смотрите, был такой Шамиль Басаев, да? у которой был и позитивной персоной в одно время, и в конце своей там жизни очень негативной персоной. И вот этот Шамиль Басаев, у него есть очень неплохая цитата, да? Русские, сидя по горло в дерьме, пытаются затащить туда всех остальных. Зачем вот этого делается? Вот это свои границы обозначить, зачем всех тащить куда-то? Самим себе своих президентов, царей там разобраться, да, и жить со своими ресурсами, там, я не знаю, конечно, там якутские, там, алмазы, это все отойдет, да, если свои границы определить. У этих якутов можно по дешевке потом будет брать эти алмазы, если ты нормальным государством будешь, и даже эти сами якуты к тебе будут стремиться, якуты, честно говоря. Я так понял, вот те якуты, ты якутов не обвиняешь, правильно, которые идут в Украину, правильно? Они рабы просто Кремля, правильно?
Якуты, там они государствообразующая титульная нация. Якуты это... Как они государство? Их меньшинство какое-нибудь. Поэтому я говорю, поджатый, под сапог. Ну, я вообще-то, смотрите, я какие-то народы, чтобы их там за какие-то независимости каких-то народов, мне вообще плевать, да? Если эти народы не созрели, не доросли до этого сами, короче, ну смотри, грузин убивал чеченский народ. Не думают таким мышлением, да, государственным. Мне вообще по барабану. Но самим русским, чеченец, самим русским невыгодно. Зачем им вот этих всех за собой тащить кого-то и самим страдать и всех еще туда в свою. Хорошо, а когда вот чеченский народ. Вот смотрите, если бы этих якутов. Даже если этих якутов взять бы, там, пошли вы нахрен, вот русские сказали бы якутам, идите нахрен со своей Якутией там. Так, вы нам не нужны, там он, еще какие-то. И те, которые бесхозные остаются, их бы нормально цивилизовать могли бы другие кто-нибудь, да? Кто на высшем, более цивилизационном уровне, там, с кем-то войти, они могли бы, я не знаю, в какие-то отношения там, какой-то союз делать с кем-то. Так ты понимаешь, что эти якуты больше любят Путина, чем русские? Смотрите, и они жили бы лучше, понимаете? И эти народы жили бы... То есть они бы нашли бы с кем-то другой свой какой-то путь, да, там, чтобы... Примерно, если бы... Или Европа там... Но это мы говорим о утопии, это потенциально вообще невозможно. Или Япония, там какие-то цивилизованные страны, они бы с ними нашли, и эти бы процветали, или Китай, я не знаю, и эти бы процветали, и вам, русским, зачем они нужны? Вот я просто не пойму вот эту логику, вот действительно, сидя в дерьме по горло, да, вот ни себе, ни другим как-то непонятно. Еще туда все, вот Украину, зачем туда тянуть в это болото? Зачем Украине нужно в этот Мухосранск? Они хотят, наоборот, туда, ближе к Европе, там, к цивилизованным каким-то людям. Просто непонятна мне логика вот человеческая, что происходит в головах у людей. Зачем всех тащить туда, откуда ты сам убегаешь? Вот русские сами вырываются, пытаются вылететь оттуда куда-то. Но при всем при этом потом вылетят куда-то, вон в Америку куда-то соскочил русский, и сидит со стороны и говорит: о, мы там такие крутые, там, смотрите, Россия, там, туда-сюда. Вот я не пойму эту психологию, я не знаю, что там в голове у людей. Как-то и ни сам, ни себе, ни другим. Хотя по-другому можно было бы вот к людям, которые... Скажем так, можно у тебя вопрос? Я понял, ты тоже только просто вышел. Можно тебе вопрос? Скажи, вот когда чеченский народ было совершено преступление, их вывозили, это русские были виноваты или грузины? Когда вы имеете в виду? Ну, когда у вас была депортация чеченского народа? В 46-м или каком году? Ну, вообще-то это в международном, скажем так, обиходе называется не депортация, а выдворение или выселение, вот что-то такое. Ну, это и есть, типа выселили, депортировали из своих домов, да. Потому что депортация – это когда с одной точки в какую-то другую точку людей перемещают. А тут ну, так и произошло же с дома. Переместили. Людей, когда из своих домов вышвыривают, это в международном обиходе это не называется. Но по-английски депорт это все равно перемещение людей. Не, именно в таком формате депорт это не называют, когда из своих... Просто хорошо, назови как правильно. Смотрите, я вам сразу, просто пока мы далеко не ушли, я за это слово специально зацепился. Его специально таким названием назвали, чтобы это ласково звучало, вот, депортировали. А депортация – это просто перемещение там, с места на место. А тут у нас получилось, что людей со своих домов просто взяли, собрали, тупо вышвырнули куда-то, там, например, в Хайбахе там собрали где-то. Нет, для меня это мягко не звучит. Для меня я знаю, что людей угоняли и увозили. Да. Нет, для вас, да. А вот в международной практике там депорт, это ничего плохого такого нет. И вон в Хайбахе, короче, сожгли, с нескольких сел собрали людей.
в конюшне, там, в Зумсое сожгли, в больницах вообще расстреливали раненых, короче, на месте. Еще в горных там несколько... Да у меня нету сомнений, я же говорю, для меня Сталин это преступник, и режим его никакой преступник. там не Сталин, это не Сталин, что, как бы пришел там... Ты думаешь, это без разрешения Сталина пришло? Как? Ну, ты думаешь, это было сделано без решения последней точки Сталина? Я думаю, что решение принимал там Сталин. без разницы, там вот Сталин, там, например, какой-то Хреналин на его месте, вот сегодня же Путин там, вчера был Сталин, просто там... Нет, ну я тебя хотел узнать, но виноваты все равно же русские, правильно? Виноваты все равно русские. Ну, конечно, кто еще виноват? Вот. Сталин, что? А кто такой Сталин? Он не русский, что ли? А что, он русский? А кто? И он русский-то. Нет, подождите, Сталин это полностью выбор русского народа. Иосиф Джугашвили, какой-то выбор. Он в точности отвечал интересам русских. По сей день есть уйма людей, которые как бы его хотят вернуть мысленно. Да? Вот Сталин, вернись, там плачут, где-то собираются. Они все русские, правильно? Конечно, они в большинстве своем русские. И вот этого человека, его как раз-таки выбирали, и это был, как бы, он отвечал интересам русских, вот этот Сталин. И сам он отвечал интересам русским, но все его окружение были либо евреи, либо кавказцы, Ну, вы знаете, армяне, что грузины, в случае с Чеченской республикой, да, вот с Чечено-Ингушетия, скажем так, да, нас не просто там замочили, потом по дороге тифом травили, да, там у нас много есть этих очевидцев, которые рассказывали. Не, я знаю, страшные дела были там. Происходило, да. Я это говорю, что страшно, это была беда. Да, потом на месте горе. умышленно голодом морили. Даже вот эти с полей, когда какие-то В посевы Казахстане, собирали. да, высадили в снегу. Да, Я знаю, что это там оставались какие-то, после того, как соберут урожай, вот что-то там остается, и когда дети бегали туда, чтобы собрать это, голодный там, их умышленно оттуда, то есть команда была вот этим сторожам, чтобы они их оттуда прогоняли. Хотя это что там, оставшиеся что-то, да, там на поле, семена какие-то. Мари пишут, русские сами привели к власти коммунистов. Да, это умышленный голод. Но там важно, что было, то, что нашу республику упразднили. То есть, если другие народы их как-то частично или даже кого-то полностью выселяли, то в нашем случае нашу республику упразднили. Ее назвали Грозненской областью, русской Грозненской областью. И ни у кого в планах не было нас туда возвращать, да, потому что в наши дома привели, со всей России собрали русских, их заселили, потом наши соседи, дагестанские мародеры там лазили. И то есть вот такая ситуация у нас произошла. И вернуть вынудили уже Хрущева, который он под шконку нас затолкали и на каких-то международных саммитах, там, да, встречах этим американцам постоянно там под нос тыкали, вы империя, туда-сюда. А тут он, когда этот индийский Ганди там эту тему поднял где-то там, Хрущеву плохо стало, чуть не окочурился. Да, когда там им в морду ударили, у вас целые два народа по сей день, короче, в высылке находятся. Вы тут ходите, империя кого-то еще называете. То есть там уже потихоньку пришлось возвращать. Просто мы, когда еще вернули, мы же знаем прекрасно, вот мы, чеченцы, в нашей шкуре надо побывать, чтобы это знать, да? У нас через буквально год, да, начались погромы там, вот в нашей республике, когда все русские жители, которые новыми хозяевами стали в наших домах, вышли и делали демонстрации, да, там поджигали автобусы, переворачивали, всякие эти, закидывали там, ну, как бы вандализмом начали заниматься, с требованиями, чтобы вот этих вот чурок вернули туда, назад, откуда вы их привезли. И тут, когда вы говорите, там, Сталин, там, вот эти вот вещи, вы знаете, тут
как бы пытаясь там вот какого-то человека взять. Не, я пока не говорю, говоришь пока ты, я только спросил. Национальности Сталин, и этот Сталин, если что-то сделал, вот грузины ваши враги. А вот русские, которые нас мочат, ну, это не такие уж и русские, я тоже против них, вы должны индивидуально. Так нас грузины не захватывали, нас грузины не говорят, что мы внутреннее дело Грузии, мы чечен. Зачем нам? Вы нас, если оставите, никакой Сталин, ни грузин, никто не будет. Как бы, понимаете, какая здесь ситуация? Я просто, когда ты говоришь, вы, вот это, ты какого-то представляешь или человека, или там так 10 мне человек. без разницы, я тут, если есть русские, пускай слышат тоже. Угу. Я понял, у тебя претензия к русским, я понял. Так кому у меня еще претензии? Тут не просто... Ну, у меня, допустим, смотри, у меня претензия такая. Смотри, у меня претензия к большевикам. Нас убили в количестве 300 тысяч. Смотри, у меня претензия к большевикам. Ты меня не перебивай, бля. Я когда разговариваю, не перебивай. У меня близких, личных родственников 4 человека погибло. Это только из моего вот близкого дома, да? Отец, там, мать, дядя, дед. А еще других там родственников, знакомых, близких, да, дальних родственников. Без разницы. То есть 300 тысяч человек из нашего народа погибли. И вы вот сидите, это какой-то Ельцин, алкаш, да пошел да туда-сюда. Алло, за это кто-то должен отвечать. За весь нанесенный ущерб тоже кто-то должен отвечать. Вы что там? Мне пофигу, сдох там ваш Ельцин или Сталин. Это должно отмечено быть в истории, и виновные должны быть отмечены. То есть мы сейчас об этом говорим, а не о том, что... Можно уже отвечать, можно отвечать. Можно, только по очереди надо говорить. Так, включите микрофон, я случайно выключу. Вот ты говоришь, чеченцы, это русские должны отвечать. Ну, сейчас смотри, Кадыров, ваш президент же, он признал это все нормально же, помирился с Путиным. В десна жахается, принимает деньги. Понимаешь, это твой мудак, который вот вы нас по башке нам надавали, 300 тысяч человек убили, вы нашли среди нас самого ублюдка, дали ему в руку дубинки, несколько сотысячную армию вокруг поставили и говорите ему, давай делай с ними что хочешь. И ты сейчас мне здесь говоришь, Кадыров с Путиным помирился. Какая Кадыров вообще? Ну как, он же чеченец. Да мне без разницы, он чеченец. Вот как раз вот наши соотечественники в Шунхайшдуй, вы слышите? Те, кто уже манкуртами стал, там говорят, Кадыров спас чеченцев. Вот что сделала Кадырова ваша. То есть вот эти Кадыровы ваши, они как раз поставлены туда, чтобы уйти от ответственности вот этим русским убийцам, террористам, насильникам, имперцам, оккупантам, фашистам, чтобы они все свои преступления от них уходили от ответственности, они туда вот этих кадырок и поставили. Понимаете, что здесь произошло? А что-то от каких-то кадырок там вообще роль от них ничего не зависит там абсолютно. Потому что папу, когда он им не понравился, хотя он им вообще ничего не сделал, просто потому что ставку сделали на сына, папу на стадионе на бочку с порохом посадили. Да, я понял. То есть, смотри, я же не сказал, что виноватые вот в этих все преступлениях не должны нести наказание. Вы это все смотрите я говорю о том, что невиновные люди не должны отвечать. От каких-то Соловьевых слышите. Алло, уважаемые, мы собственной шкурой под вот этим вашим агрессией, под этим проходили, вы понимаете? Я сейчас живу в Австрии. Из-за вас, русских, я не могу жить у себя дома. Вы своего говнюка Кадырова, вы нам оккупационный режим принесли. Я не могу полноценно здесь воспитать детей в духе там, да, там, своей культуры. Я не могу быть хозяином у себя дома, понимаете? Из-за вас, русских. И это в нескольких поколениях. То есть я так понимаю, то ты не можешь достать до тех, которые тебе
Мой отец родился в Казахстане. То есть моего деда туда вышвырнули, там на фронте куда-то пошел, тоже лазил, да, там медали, не медали, какой-то артиллерия, пошел, учился, там где-то лазил, мой дед. Он назад командировали в 44-м и нахрен в Казахстан. Потом там, короче, со стороны отца дети погибли, да, там, мои дяди, с голоду, с холоду в Казахстане. Со стороны матери также погибли. Потом отец, там, родители, кто выжил, возвращаются. Вот я следующее поколение их. Теперь я живу тоже вот так, вынужденно, за пределами родины. У меня дети здесь как бы рождаются на свет. И у нас, мы постоянно, понимаешь, вот, где находимся. Вы там где-то по телевизору каких-то, Кадыровых, кого вы там смотрите, я не знаю. Смотри, я просто хотел сказать, никто же не оправдывает, никто не оправдывает преступления тех людей. Здесь говорите, что нам лучше, кто там Сталин, кто там этот. Я не сказал, что тебе лучше, я тебе задал вопрос. Был Сталин, руководил вот этой империей, его никто не выбирал. Но все проблемы ты вешаешь на русских почему-то. Хотя это был СССР, там НКВДшники были. Фашисты, нацисты, немцы несли ответственность за Гитлера, за то, что они устраивали. А можно мне спросить, какую ответственность эти понесли немцы? Нюрнбергский трибунал был. Хорошо, сколько осудили там военных немецких преступников? А до хрена засудили. Ну сколько? 100, 200? Сегодня Германия тоже по сей день не может там еще находится, скажем так, под санкциями, да? То есть они что-то не могут делать. Нет, санкции я понял, но ты спрашиваешь, сколько осуждено? В адрес, например, еврейского народа, у них там привилегии у евреев, да, и еще это выплачивается. То есть это отлично, так и должно быть. У нас... Хорошо, я же тебя услышал, Зачем это делать? Вот попробуйте где-нибудь памятник Гитлеру поставить. Этот памятник евреи вам в задницу засунут. Я сейчас не конкретно о вас, кто попробует вот это поставить. Да, точно так же должно было быть и со Сталиным. Просто у нас, у чеченцев, не получилось, как у евреев, там, как народу, там, закрепиться, докричаться до мировой общественности, когда вот после Второй мировой войны вот эти мировые порядки выносились. Вот там у нас не получилось это сделать, да, поэтому мы остались как бы виновными в своей же собственной там вот этой народоубийстве. Точно так же, как и сейчас за вот эти две войны. Превратили нас в этих ваххабитов, исламистов. Сегодня настроили там нам 1600 мечетей, да, полностью всех, бороды всем, хиджабы, хринджабы, вот это все. Здесь, в Европе, прислали здесь говнюков, да, прям открытую сидят из вот этого ЧГТРК, оккупационного телевидения, оттуда вещают здесь, в Европе, находящимся вот этим ваххабитам, которые в Европе же даже есть здесь наплодили. Кадырова. И этим никакой хуйдырова здесь нету. Здесь есть ваши говнюки, которые вон в Германии убили Хангашвили, ваш Красиков, ФСБшник, который пришел, расстрелял и ушел, хотел уйти, его поймали, потом поменяли на других ФСБшных хороших русских, Яшина, там, всякого, Карамурзу. Никакой хуйдыров здесь нету, ничего, понимаете? Это ваша какая-то пешка там, да, которую сейчас надули, она два слова связать не может, там сидит, бубнит что-то. Уже полудохлая какая-то, говно какое-то. Еще ты сидишь, короче, ваш Кадыров. Кадыров это твой, понимаешь, никакой, не наш. Он не мой вообще. Именно твой Кадыров. Ты русский, твой Кадыров, понимаешь? Ты его, какого хрена ты его на чеченцев? Ты сам не несешь ответственность за свою власть, за свою вот эту титульную нацию, за вас всех. А тут ты говоришь, ваш Кадыров.
Ты что, вот так, да, у тебя это работает все? То есть, а у тебя работает так, что все самое плохое это русские, а все, что хорошее, это У мое. всех людей работает. Как ты хочешь от ответственности уйти и оправдать еще вот это все, и еще переложить эту ответственность на других. А ты не находишь, что немного похоже так на евреев? Там к евреям тоже во всем виноваты евреи, самые плохие евреи всегда были. Нет, там другая тема. Я с маршу шалом, всем шалом. Никого не прибиваю, надеюсь. Всем, кого не видел, с моим шалом, с кем не здоровался, всем шалом. Никого не прибиваю. Не нормально. Говори, я уже слышу. Кадырова другая тема. Причем с Кадыров? Как они суют вам Кадырова? Причем к вам Кадыров? Если у тебя... Смотри, подожди, у Сталина были какие, вот смотри, Троцкий, Лев был Троцкий. У Сталина не мог быть Троцкий, потому что Троцкий был до Сталина. Нет, они были вместе. Нет, он был до него. Вот, он ему показывал, как можно вести эту коммунистическую власть. Это две большие Нет, разницы. ты неправильно говоришь, Нет, потому что Сталин был после они Троцкого. были в одной команде. Ну, в одной команде тот молодой бегал где-то возле Троцкого. Как бы. Ну, не так же было. Ну, как? Нет, смотри, во времена, когда... Я никогда не видел, когда руководил... был Сталин, когда говорили о Сталине, и Троцкий рядом сидел, или там Троцкий сидел, когда был Сталин. Как бы, да. Я не помню такого. Расскажите мне про такую историю, я не помню. Давай я тебе расскажу. Да, смотри, хорошо. Когда руководил Ленин, создал Красную армию, это Троцкий был, отвечал за создание. А где был тогда Сталин? Сталин отвечал за партийные Сталин в дела. то время сидел в тюрьме. Не, при Ленине он уже давно не сидел. Он при Троцком сидел в тюрьме. При Он там где-то за воровство, за это сидел. Так это при царе было, при Ленине они уже... Нет, это не при царе было, это было при коммунистической уже власти было. Нет, ты проверьте. Ну, может быть, я ошибаюсь, как бы, еще раз. Ты очень ошибаешься. Я просто не припоминаю себе как бы ту ситуацию, где Троцкий находится, как бы, и Сталин. Они там все, тогда уже были какие-то видео и такое, как бы, или там фотоотчеты. Я не припоминаю, когда Троцкий сидел рядом со Сталиным. Я не говорю, что они хорошие, как бы, и так далее. Знаешь, у них было сформировано там первое политбюро, у них там управляли. Политбюро, первое было сформировано, как бы, Дзержинский возглавлял ЧК. Причем смотри, Дзержинский, еще раз. Дзержинский возглавлял ЧК. Троцкий возглавлял Красную армию. Хорошо, а почему Сталин к ним в то время, в те года? Партийный. Что? Он был партийный, согласен, он был партийный. Он вышел с тюрьмы там, где-то посидел за что-то, за какие-то там ситуации. Посидел туда-сюда, побегал. Стал партийным. Но в конце концов он пришел. Но он уже сидел там, не Троцкий не сидел, не Дзержинский не сидел. Там сидел уже Берия. Там сидел. Нет, ну я имею в виду при власти. Я просто припоминаю, когда они при власти вместе там сидели, улыбались, как бы, да и вообще общались между собой. Я не припоминаю эти моменты, честно. Я смотрел там какие-то документальные фильмы, как бы, но я не припоминаю, что они находились вместе. Странный ты человек. Может, кто-то подтвердит или опровергнет мои слова. Я не припоминаю, что когда ты... Опять же, еще, что идея, другой разговор, как бы, да, там Троцкий и так далее. Идея, я тебе говорю, они управляли, большевистская страна. Большевистскими странами управляли конкретно, это был Троцкий, это был Ленин, там, с его идеей. Сталин тоже ходил там. Ну, Сталин ходил в коммунистическую партию, да, но это не было... Он тоже времена разные, года были разные, не было там Троцкого. Какие разные? Ну, года разные, там, честно, это было... Ты о чем сейчас говоришь? Лазик, подожди. Вот этот вот, я не знаю, там, участник. Троцкий был. И что, например, Троцкий был? Дальше что ты хочешь сказать? Ну, ты говоришь, что, смотри, это не относится, вы начали говорить, смотри, Троцкий... Я не сказал, что не относится, вы сказали, что они вместе сидели и договаривались о чем-то. Я не помню, что Троцкий договаривался со Сталином. Смотри, большинство первых революционеров, которые были с Лениным, это были евреи. Троцкий тоже был. Дзержинский был поляком. Теперь у вас евреи, да, во всем виноваты? Теперь у вас евреи, да, во всем? Не, это я у вас Россия, она еврейская? Почему-то все русские виноваты. Россия, она русская или еврейская? А Ленин с чьими бабками приехал на революцию? И откуда он приехал? Россия, вот твоя Россия, она русская или чеченская или еврейская, чья она?
Это российское государство, там Какой многонациональный государственный народ. язык там? Государственный язык какой? Да при чем здесь язык, а народ многонациональный? Язык может быть Государственный разный. язык какой в Российской В Федерации? Америке государственный язык английский. но Еще там не раз правят англичане. повторяю. Еще раз повторяю. Давай. В России какой государственный язык? Ну, русский, конечно. Русский, да? Ну. Почему там русский язык государственный? Ну, Почему? Ну, потому что так приняли, а что не нравится? Кто Почему, так принял? почему в Кто Америке принял? английский? Кто принял, что в России русский язык? Кто это принял? Ну, подожди, а Троцкий? русский язык это Евреи означает, что приняли. все русские? Ну, ты поэтапно, если пойдешь, я тебя приведу к тому, понимаешь, что Ну, ты давай поэтапно, себе давай будешь, поэтапно. что ты себе Давай, будешь веди меня противоречить. поэтапно. Давай, веди Ну, вот поэтапно. я тебе давай. объясняю, кто выбрал русский язык в России? Кто сказал, что там русский язык должен? Ну, какой период времени тебя интересует? Мне без почему не разницы, украинский? кто... Почему не почему украинский не язык? украинский, почему не грузинский, там же евреи стали, грузин Ну, стали. потому что столица находилась в Москве. А, вот, столица в Москве. А почему Да. в Москве столица находится? Ну, так решили. Кто так решил? Грузин Сталин решил? Грузин Сталин А решил, почему да. грузин Сталин не сказал, что столица будет в Тбилиси? А вот я Или не знаю, почему он так. Троцкий почему не сказал, что столица будет в Тель-Авиве где-то? Так, ну, это ж я не знаю, почему они так не сказали. Кстати, вот я прогуливал, извините, Ибраим, я сейчас прогуливал по поводу того, чтобы себя самого перепроверить. Да, это получается 1917 год, революция когда произошла? В 17 году. В 18 году. Он вышел по революции. Стоп, секундочку. Не, я понял, да, Ибраим, секундочку, да, я извиняюсь, прошу прощения, честно, Ибраим. Что я сейчас читаю, как бы, да, опять же, я оттуда брал эту информацию, что Сталин привел к ликвидации Троцкого. Сталин привел к его ликвидации. По какой причине? Подожди, Лазик, ты сейчас... В каком году? Ты сейчас это самое уперся тоже. У нас не об этом тема. Хорошо. Я хочу, чтобы вот этот вот участник... Да, хорошо, давай, хорошо. То есть Гимн Советского Союза, помните? Я учил его наизусть в школе. Так, ну, я помню, к чему это относится. Давайте я вам сейчас напою так. Да не надо, зачем нам его напевать? Не, надо. Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь. Знаете такие слова? Да. Это что за слова? Это что? Кто это туда присобачил? Это слова гимна, кто там, Михалков или кто там написал их. Ну, это так просто, для красоты присобачили, да, куда? Нет, так я не пойму вопроса твоего. Дело в том, что вы вот такие вот хотите и рыбку словить, и еще где-то там посидеть. У вас есть какое-то, скажем так, когда вот это переобувание происходит, да, вот, например, у спецслужб, царская охранка, она потом в НКВД переобувается, не хочет нести ответственность за царскую охранку. Потом НКВД там в ЧК не хочет нести за этих, потом КГБ, ФСК, ФСБ, то есть вся эта ответственность, она уходит у вас непонятно куда. И какие-то евреи еще там, витающие в воздухе, во всем виноваты, которые весь мир, всем миром правят. Точно так же у вас вот эта правопреемственность. Не, я же этого не сказал тебе. Да, это точно вот, так же правопреемственность от вот этой царской там России к советской, то есть вот это переобувание, да, потом в Россию куда-то. И какие-то все достижения захватнические, вот эти колониальные успехи, да, там, геополитические, это все у вас остается, а ответственность, которую надо нести точно так же, да, за все преступления,
Это куда-то улетучивается у вас на каждом этапе. Нет, Вы сейчас четко... кто совершал преступление, он должен отвечать. Вы сейчас четко... Меня. Ну, смотри, кто завоевывал, колониальные войны устраивал, и кто взял, затащил в Россию республику. Кто это? Кто это сделал? То есть его же сейчас нету, значит и республик нету. Так, значит, у нас, да? Или все-таки вам это передается по наследству дальше? Вот не, можно какого-то, мне вот извини, можно на каком-то конкретном времени? Я пока не пойму. Я не пойму пока, про какое-то время говоришь. Мне вообще без разницы. Вот, например, я возьму за основу Чеченскую республику. Как она к вам, русским, попала? Как она вошла в состав Российской империи или что ты меня спрашиваешь? Вообще, как она к вам попала? Откуда мы вам попались вообще? Откуда мы вам достались? Ну, к русскому царю, наверное, пришли, попросили убежище. Окей, русский царь сдох. Каким хреном мы к вам теперь относимся? Сейчас каким хреном? Ну, договорился, видимо, смотри, Кто изначально договорился. Кто договорился? Вы Ельцин. в 94 году с войной к нам какого хера пришли? Царь же сдох давно. Вы куда лезете? В смысле Ельцин договорился? Ельцин договорился о развале Советского Союза. И Ельцин договорился. Да. Как Ельцин может был договариваться? Ему сказали, нет, мы тоже хотим выйти. В смысле Ельцин договорился? Вот как все, вот он сказал всем свободу. Как договор заключили, так и Нет, стоп. Я прошу прощения, секундочку, да. Я ошибся в годах по поводу, когда Сталин сидел и так далее. Вот здесь была вот такая ошибка, я ее признаю, да. Там года были не те. Он сидел там при царе и так далее. Вот я признаю свою ошибку. Ну, несите чушь. Где Ельцин договорился? Кто пришел к нему? Чеченцы пришли и сказали, послушай, Ельцин, мы хотим с тобой жить. Нет, почему? Был развал Советского Союза. И Ельцин, это, в принципе, он это и сделал, как бы, да. В смысле договорился. Я не понимаю, ты вообще как бы, понимаешь, о чем вообще я говорю, или просто... Нет, я не знаю, опять же, еще раз, вы говорите, что вам задают вопрос, вам говорят, Вайсман, послушайте, дело такое, как бы, да, вот теперь все... повтори, какой он вопрос сказал. Вопрос, да, по какой причине сегодня чеченцы... Не, пусть он повторит, он же как бы влез своим разговором. Какой вопрос задал этот человек? Не ты, пусть он... Нет, вопрос был вам задан, но вы Ельцин сказали, что договорился о чем-то. Вопрос какой, как попросили остаться, как бы. У нас, Владик, подожди, у нас была тема, что вы, русские, пытаетесь уйти, что вы пытаетесь уйти от ответственности. Когда я спросил, каким образом чеченцы достались русским, вы сказали, царь завоевал. Да, я еще на «вы» с вами общаюсь. Не, я так не сказал, что царь завоевал. Потому что из-за уважения к вашему возрасту, но я это очень сильно терплю вас. Да, а почему ты мои слова из-за вот этого лицемерия, да, из-за вот этого... как бы постоянно... Не, подожди, ты говоришь те слова, которые я не говорю. Я сейчас... Подожди. К царю пришли на поклон, просили принять. Он обманывал. К царю на поклон не приходили. Когда приходили? Скажи число, год, месяц. Какого лешего тогда, так называемая кавказская, русско-чеченская война шла? Он меня спросил, как они там... Не перебивай, подожди. Какого лешего шла война, так называемая кавказская, по сути, русско-чеченская война, 18-19 век. Это что за война тогда? Я не помню, кто на поклон пришел. Давай сейчас не будешь ты вот так вилять, да, туда-сюда. Вон там ты сказал, что царю мы достались. Окей, на поклон пришли, раком стали, Леху. Нет, ты меня спросил, я тебе сказал, извините я не меня, знаю. тут некоторые участники за грубость, потому что тут не дают выговорить нормально. Вон там мы достались царю, окей. Теперь стала советская, там Россия, потом переформатировалась в демократическую, так называемую. Каким боком мы принадлежим теперь вам? Почему вы лезете в 94 году к нам? Царь сдох.
только он несет за нас ответственность, несет. Причем здесь ты вообще, причем вы здесь русские, вы причем здесь? Каким боком вы к нам относитесь или мы к вам относимся? Ну ты же притягиваешь меня, я же знаю, что я ни при чем, но ты же хочешь притянуть меня. Так, включи микрофон. Так, Вайсман, скажите, что это не ваше дело, как бы, и все. В смысле, не наше дело? Мне говорят, не что ваше дело, скажи, скажи, что не ваше дело это. Лазик, ты знаешь, что везде и повсюду, вот от русских, кроме вот такого вот. Он не русский, не важно, я знаю, что... Мне без разницы. Только из-за вот этой их, скажем так, вот ты видишь, да, вот как здесь, туда-сюда, вот это лицемерие, прыжки туда-сюда. То есть ни один русский не хочет от этого абстрагироваться, извиниться, да, за то, что принесли вот народу, что они сделали, и сказать: я к этому не причастен, я не сторонник того, чтобы кого-то захватывали, порабощали. И да, за это ответственность нужно. Слушай, зачем ты обманываешь? Я тебе говорю здесь все это время, что я считаю, что это преступление они, было. вот эти вот люди, они все сидишь и пытаются врешь, оправдать. да. Ваш Кадыров, Сталин был грузин, а Путин, я не знаю, я к нему отношения не имею. Понимаешь? И вот так вот постоянно вот этим лицемерием. Ну ты подожди, ты к Кадырову почему-то отношения не имеешь, а я к Путину почему-то имею. Я не понял. Ну ты что, не понимаешь, откуда Кадыров появился? Я не понимаю, как ты не можешь давай иметь отношение к Кадырову, давай я тебе объясню. А я должен иметь отношение давай к Путину. я тебе объясню. Объясни, две войны, пожалуйста. две русско-чеченских войны, 94 по 96, потом с 99, ну и примерно по 2007 такой. Вот эти две войны, да, прошли. После этого все, наше сопротивление физически мы не можем дальше. То есть мы уже захвачены, получаемся, вами официально. Вы притащили туда, поставили свою оккупационную систему, провели в 2003 году еще, да, когда партизанское это шло, так называемый референдум. Я, кстати, в этот день, мы там технику вот это, за этим таким диверсионным делом там занимались, там ни одного вообще передвижения в этот день не было. То есть какой-то референдум там еще придумали, фейковый. Вы, короче, пришли, установили нам оккупационную вот эту систему, притащили туда Малику Газимиеву, кумычку, потом нашли другого Ахмата Хаджи, его притащили, его взяли туда, официально поставили в эту оккупационную систему. Потом он вам не понравился вам его вот этот Щесенок, сын старшего, короче, взяли там на стадионе, на бочку с порохом посадили, потом вот этого поставили. То есть ваша вот эта деятельность, ваша система, ваш режим там установлен, понимаешь? Каким боком этот Кадыров относится к чеченскому народу? Мы себе выбирали президента. Джохара Дудаева, Аслана Масхадова. Наш народ себе выбирал президентов, которых вы убили. Теперь вы убили всех, принесли, поставили этого, и ты мне говоришь: а почему это не ваш, а русский президент наш? Вас что, Америка там пришла, захватила, трахнула, вам войну устроила, физически вы перестали уже сопротивляться и взяли вам, насадили туда оккупационный Путин, режим вот этот, что ли? Ты понимаешь, какие сравнения ты здесь проводишь? Я-то понимаю, но только ты не понимаешь никаких сравнений. Можно секундочку, да, Ибраим, с твоего позволения, пожалуйста. Послушайте, Вайсман, когда я употребляю слово «вы», я обращаюсь конкретно к вам, к тебе, ну, к вам, не хочу на «вы» разговаривать. Смотрите, если бы вы во всем этом диалоге сказали бы: я тут вообще ни при чем, как бы, меня это вообще никак не касается, как вы тут сейчас пару раз сказали, как бы, да, но вы это сказали про шутки почему-то. Этот разговор уже закончился бы, конкретно к вам. Как бы все вот эти вот претензии и так далее. Но вы почему-то, конкретно вы,
почему-то решили отвечать за те преступления, которые происходят со стороны России в сторону чеченцев. И поэтому к вам есть эти претензии. Вы сами напрашиваетесь на эти претензии в свою сторону. Вы это понимаете? А ты был здесь с самого начала? Не, с самого начала я здесь не был. Ну так а что ты чешешь, что ты вообще не знаешь? Не. Во-первых, ты послушай меня. А что ты... Я не зашел с тобой ругаться. Я считаю, что ты глупый человек. Ты не слышал разговора с самого начала. Послушай меня, не ругайся. Смотри, я считаю, ты глупый человек. Потом не предъявляй претензий. Ты не находился с самого начала разговора и начинаешь чесать чушь сейчас. Почему ты ругаешься? Подожди, подумай разговаривать. Остановись. Ты потом не предъявляй претензий, потому что к тебе предъявляют претензии. Ну, почему тебе предъявляют претензии? Вайсман, ну перестань ты тоже. Будь умнее. Слушай, ты мог этот разговор, смотри, ты человек, который не присутствовал при начале разговора, поэтому я решил не слышал всех моих слов. Послушай меня. Заходишь сюда и как адвокату ты устраиваешь, как должно быть. А теперь я вижу, что ты не ошибся ни хрена, и ты продолжаешь с этой тематикой. Так что, Вайсман, получай. Получай. Тебя отвечать свои слова. А теперь я закрываю микрофон. Для меня ты глупый человек. И можешь лаять. Давай, продолжай. Для меня ты глупый человек, который не слышал разговора изначально. Какой разговор? Не слышал моих слов. С тобой разговаривать. Заходишь и делаешь какой-то вывод. Потому что ты россиянин, завоевал там чеченцев, оккупировал чеченцев, убивал чеченцев. Ты почему-то на это не реагируешь, а причем я как бы, да. Ну, когда в конце где-то вопрос тебе неудобен, ты говоришь, а причем я? Почему ты изначально не реагируешь, причем я? Почему ты не говоришь, что ты к этому вообще никак не относишься? Изначально. Ты, получается, ты слышал эти слова или нет? Васман, я слышал. Подожди, а ты уверен, что я таких слов не говорил? Васман, успокойся. Даже ты слышал, что я уверен, что я таких слов не говорил? Нет, так еще раз. Пока ты говоришь то, что я слышал. То, что я слышал, мне хватило, чтобы тебе предъявить то, что я тебе предъявляю. Начнем с этого. То, что ты говорил до этого, я не знаю, что говорил. Как бы. Мне хватило того, что ты сказал до сих пор, когда я слышал. Хорошо, что я здесь сказал? Давай. Можешь повторить? Можешь повторить, за что мне можно предъявить претензии? Вайсман, ты русский. Ты можешь еще раз повторить, что я такое сказал? Это тебя не касается. Ты русский, Вайсман. Конечно, я русский. Все, значит, к тебе есть непосредственные претензии, потому что ты, как русский, ты оккупант этого народа, кому ты зашел. Все. Вот сиди и слушай тогда. Значит, ты не Вайсман ни хрена. Какой ты Вайсман? Какого хрена ты вообще ставишь туда такую фамилию? Это тебя не касается. Ну все. Значит, ты маленький тролль. Да Тролль, который устраивает провокации, что против евреев потом думали плохо. Ты маленький тролль. Да что ты верещишь? Так что, Вайсман, сиди и слушай. Нет, так я тебе объяснил только что. Успокойся. Вайсман, успокойся. Ты глупый, тупой человек. Приходишь в конце разговора и делаешь выводы. Вайсман, сиди и слушай. Все, закрыли это. Это не тебе вообще сиди решать. И слушай, Вайсман. Я тебе объясняю, ты глупый, тупой человек. Хорошо, видишь, я тебя хоть раз оскорбил. Я тебя хоть раз переходил на личности. Хоть раз. Я по факту, что ты тупой человек. Я не про личность, не про твою жену, не про твою внешность. Если я сейчас начну тебя определять, интеллект. Ты заплачешь, Вайсман. Честно тебе говорю. Ты сейчас заплачешь. Если я начну тебя определять и тебе предоставлять на это доказательства, обосновать свои слова, ты заплачешь, Вайсман. Так что теперь же все. Я с тобой свою проблему... Я с тобой свою проблему решил. Я понял, кто ты есть. А теперь продолжай разговор. Ты мне больше как человек, ну как homo sapiens, существо разумное, ты мне больше не интересен. Вайсман, продолжай. От того, что ты громче кричишь и выключаешь... Я не кричу, я говорю громко, потому что ты перебиваешь, когда я говорю.
Так что теперь сиди и слушай. Все, мы эту тему закрыли. Ты лично мне ты не интересен. А теперь я иногда буду входить в этот разговор, как бы в этот диалог, который у тебя происходит с этими людьми. И поверь мне, тебе это не понравится. Давай. Алло, здравствуйте. Ибрахим, можно вам вопрос? Сейчас от темы. Да, здравствуйте, можно. Здравствуйте. Вот вы говорите про какие-то извинения. Вот кто должен извиниться? Солдаты конкретно кто? Или все русские Нормальный конкретно? русский должен извиниться, если он себя ассоциирует с русскими, если он любит свою вот эту русскую республику или страну, или там Русь. Он должен извиниться за вот эти вот страдания, горе, которые приносят его соотечественники другим. То есть в идеале должны все извиниться? Ну, кто как бы себя ассоциирует? В идеале все, да, получается? Да. Верно? Хорошо. Про конкретно вы имеете в виду какие страдания? Про войну в Чечне? Ну вот 400 лет на каждом этапе устраиваемые вот эти войны, погромы, геноциды, выселения, как бы все в целом. Ну, в этом ничего удивительного нет. Сильный всегда так поступает со слабым. Не всегда. Везде. Вот логика какая у него. Да, это уже логика, которая хочет оправдать вот это действие и сразу... Я не оправдываю. Ведь это так, верно, сильный всегда убеждает. С двух слов я могу понять, с кем я говорю. Дальше я уже прекрасно знаю, с кем я говорю. Вот это как раз из этой... Вы знаете страны, которые так не делали? Я знаю страны, да, вот, в которые извинились полностью за всю свою имперскую какую-то деятельность, за вот это все, отказались от этого, извинились перед народами, которые порабощают, и отказавшись от этого, и сегодня даже эти народы, которые в свое время они угнетали, они привилегированы в их государствах. То есть вот эти, они отпустили и их, там страны, да, и плюс еще в своей стране у них привилегии, у этих людей, у этих народов, которых они гнобили. Вы про Германию или про какую страну? Я вот могу на Франции, например, вам пример привести, да? Франция. Которая Англия отказалась от империи. Полностью вернула. Вы про колонии? Что вы имеете в виду про колонии? Вы сейчас спросили, о каких странах? Вы про отказов колоний, что ли? Про их колонии в Индии, там, в Африке? Да. Приветствую всех. Визитер. Ты знаешь, что говорили советские прокуроры в Нюрнбергском процессе, когда судили немецкую фашистскую власть? Что они говорили? За все военные преступления над человечеством Германия отвечает весь германский народ. Не знаю, я честно не читал. Он вам для информации сказал, вы можете изучить это. Если вы не знаете, теперь будете знать. Я прочту, конечно, а то можно сказать все, что угодно. Да, вы знаете, вот у нас было в свое время такая кровная месть была. И вот это некий такой во время нестабильности, войн, некий механизм, чтобы сдерживать, да, там, преступления, скажем так, какие-то убийства. Нет, это понятно. Да. И вот эта система, она как бы не всегда исполнялась, да. Вот когда два человека, они в какой-то конфликт могли войти, и один другого, скажем так, превысив там свои какие-то полномочия или там
слишком, переборщив, мог другого человека отправить на тот свет. И потом этого человека могли оставить тоже, да, судя по его характеристике, судя по тому, как, скажем так, какая у этого человека личная, там, скажем так, история. И если этот человек сам в каких-то, скажем так, ситуациях, да, там, это в конфликтах и так далее, проявлял к другим гуманность, то к нему тоже проявляли гуманность в итоге и могли его оставить, да. И вот такая ситуация. Если же этот человек, например, сам в других конфликтных ситуациях настаивал наоборот на жестокость там, и так далее, то его обязательно уже могли, привлечь. То есть я это к чему говорю? Это вот человеческая психология. И вот наш зашел, который сюда, еще один спикер, да, который это сказал, это примерно вот такая же параллель. То есть люди, которые сами хотели привлекать весь народ за преступления, за вот этот нацизм, фашизм, в итоге сами в такой же ситуации, они в аналогичной ситуации. Кстати. Это, если даже это и правда, что какие-то чекисты в Берлине говорили, что весь германский народ отвечает, то это их слова. Это не значит, что... Визитер, что? Извини, я самое главное упустил от этих слов. Они добавили в этом, потому что они выбирали эту власть, и они не остановили ее, когда она совершала военные преступления над человечеством. Теперь понятно? Очень правильно, очень четко все разложено. Амика, приветствую. Марша Войла. Ибрагим. Шалом, Лазик. Я хочу чуть добавить такой конкретики. Если мужчина, который находился до этого, ему объясняли, что Чечня на данный момент находится под колпаком России, и это на самом деле так, но до 18 века Чечня не находилась под властью России. Абсолютно. Абсолютно. Это было до 18 века. Уже после 18 века Российская империя начала укрепляться на территории Северного Кавказа. И уже в 18 году, когда была основана крепость Грозный, как российское укрепление, то есть уже после завершения Кавказско-Чеченской войны они уже начали полностью укреплять свои позиции на территории Грозного и Ингушетии, то есть по берегам именно рек, это Сунджа, это Терек в основном. В том смысле, что да, она взяла полностью под свой контроль Грозный и Чечню. То есть Грозный без России не мог существовать, потому что они уже вошли в состав России. Это первое. Эти станицы больше создавались казаками, то есть выделялись земельные участки, плодородные участки, то есть земли чеченцев и ингушей. И на этой основе происходили стычки между казаками и чеченцами и ингушами. То есть хочу вам сказать, если вы приходите и говорите, что кто-то занял чьи-то земли, вы сперва зайдите, почитайте историю, узнайте, что, где, как написано. Потом заходите и спорьте. Я все сказала, спасибо. Амика, знаешь, в чем проблема? Что он заходит с фамилией Вайсман, фотография приятная мне, тебе. Да, с аватаркой приятная мне и тебе. Понимаешь, в чем дело, да? Лазик, я, знаешь, с полуслова тоже могу понять, что за чувак, с которым я говорю. Потому что уже есть небольшой опыт, да, с людьми, которые... Да.
понимают, о чем ты говоришь, которые там, скажем так, ну, обычные люди, да, которые могут понять разговор, там, какую-то неправоту. И вот этих вот я уже различаю. Так что там от его этих названий там роль не играла вообще. Да, не знаю, нет, не важно, как бы, он может быть даже и 100% как бы поддержит Израиль и все такое, как бы, но разговор идет о другом. Тебе говорят 100 раз, тебе говорят, ты говорит, русский, ты это не опровергаешь. Так скажи, я еврей, и меня это не касается, как бы. Ну, если касается, политически я могу где-то там что-то там это прокомментировать, скажи так. Тебе говорят, тебя обвиняют. Почему ты берешь с фамилией Вайсман и ставишь израильский флаг, как бы, и берешь на себя эту ответственность? Ты кто? Слышь ты? Почему ты за меня берешь такую ответственность? Лазик, сейчас очень много русских, которые родились, всю жизнь жили, выросли в России, сейчас, короче, бегут в Израиль. У них какие-то потомки евреи, понимаешь ли. Как у, то же самое украинцы делают, то же самое украинцы. Как у русских немцев. Покупали в 80-е, 90-е годы у этих киргизских, там, казахстанских немцев данные, приезжали в Германию, лапшу на уши вешали, мол, их дед или бабка были немцами. И они тоже стали немцами теперь. А этот целенаправленно зашел сюда под именем еврей. И специально тут пропаганду гонял. Вот так вот и создаются провокации, Ибрагим. Именно вот так создаются провокации. А потом с этой провокации идут уже разборки и оскорбления. Только так. Вот именно... У меня вот вопрос, можно задать вопрос? У меня вопрос, вы же против оккупации Чечни, да, получается, России? Вы мне задали вопрос? Ну, я вообще, в принципе, всем там чеченцам или там, да. Посмотрите, я еврейка. А ты за, что ли? Не, я против, я против. Смотри. Хорошо, а почему вы за то, что Израиль там оккупировал Палестину, поддерживаете Израиль, там топите за них? Скажите, подождите. Тебя бы искали, как раз тебя искали. Лазик, подожди. Чтобы было дискуссия. Подождите, можно сказать, гендиректор ООН доказал, что был геноцид в Палестине. Вы это как вы одобряете? Где геноцид? Вы вообще понимаете слово геноцид? Да, понимаю. Объясните мне, как вы понимаете слово геноцид? Что в вашем понятии геноцид? Намеренное вырезание народа. Намеренно. Да. То есть израильтяне заходят и намеренно убивают мирное все верно, детей, женщин, все. Арабский народ, арабский народ его убивает. Подождите. Во-первых, я вам скажу, первые пришли именно вот эти палестинцы, которые вырезали мирное население, которые забрали в плен вплоть до маленьких детей. Подождите, вы не будете говорить. Рот закрой. Рот закрой. Это было 7.10.23 года. Когда зашли... А вы знали, что до 23 года мир существовал как бы? Что не существовало? Во-первых, я вам... Мир существовал в том плане, что Израиль до этого совершали геноцид и забирали территории деревни на территории Палестины. Тогда ты ничего не знаешь. Ты знаешь, что я ничего не знаю. Хорошо, а резня Прихайк можно прочитать до 23 года? До 23 года резня Прихайк. Ибрагим, закрой мой Амика, дай его, пожалуйста. Один момент. Ты кто вот по национальности? А какая разница, какая национальность? Он русский. Примерно. Кто ты примерно? Не русский он. Кто ты по национальности? Казах. Не, подождите, мы сейчас говорим вообще о другой теме. Почему я национальность? Еще один. Я просто хочу тебе параллель провести, у тебя все эти вопросы отпадут. Мне примерно нужно знать. Мне параллель не нужна, вы можете прямо ответить на вопросы все? Почему по Израилю можно? У тебя все вопросы по Израилю полностью отпадут, если я... У меня не отпадут. Если отпадут, тогда не знаю, с другим Нет, народом. тебе самому...
тебе Что? самому это прояснится. Ты же из Дагестана, да? Я не из Дагестана. Откуда? Он казах. Казах. С Дагестана, да не, он не казах, с Дагестана Да он в чем там, проблема он там. сказать, откуда ты вообще, какой ты Не-не, национальности? акцент Что ты послушайте. стыдишься своей национальности? В чем проблема? Я просто не вижу смысла. Зачем упоминать это В сейчас? смысле смысла? Ты у что, тебя нет боишься? смысла Евреев своей боишься, народности? что ли? Говори. Евреев боишься или кого ты боишься? Я евреев боюсь, их вырезали 1000 лет, зачем мне их бояться? А кого ты боишься тогда? Я не понимаю. Я никого не, я боюсь Аллаха всего лишь. Бога боюсь. Ты не дуркуй, что тебе, я не пойму. Вот у нас есть там нашим соотечественникам за что бояться, да, потому что там преследования, там могут без вести потерять близких, да, на куда-то в Украину, на джихад закинуть. А вот тебе вот что бояться, я не пойму. А чего-то боишься, сказал, или что, я не понял? Я не пойму, вот ты сам боишься всех вокруг, и кому ты что хочешь сказать? Не, я где сказал, что я непонятно. боюсь? Где я сказал, что я боюсь? Я не понял. А в чем проблема, что ты не говоришь, кто ты? А зачем это говорить? Смысл? Это как-то, типа, оправдает евреев, что ли, или что, я не понял? Ну, я тебя сейчас выкину тогда отсюда, потому что у тебя ты будешь здесь у кого-то что-то спрашивать. А зачем нам отвечать вообще, что такое Палестина или евреи? Зачем Ну нам? так, подожди, Ты тут нам евреи сидят. Ты нам нафиг нужен вообще здесь? Тебе что-то Хорошо, я просто хочу пообщаться, ну это же Нет, эфир для общения. Эфир для убеди общения, ты меня. еврей сидят. Нет, с тобой не для общения. Почему? Я же Убеди нормально, меня. я факты привожу, алло. Убеди меня, вот что ты здесь нужен вообще мне для общения. Ибраим, я могу его понять, как бы, да, понять его как искренне верующего человека, которому придется сейчас, если он скажет свою национальность, и он сгордится, придется пойти к папе, прийти к отцу, как бы, и откусить. В русских верит там, только в России верит. Не, я считаю, что он искренне верующий Кто его человек. отец, Лазик? Если бы он знал еще, кто его отец. Не будем переходить туда, как бы, но вот он как искренне верующий человек, как бы, ему нельзя возгордиться, получается. Придется потом папе пойти откусить какое-то место, как бы. Ему нельзя такие вещи говорить. Ты правильно, да, друг? Окей. Что еще раз? Если ты сейчас скажешь какой-то национальности, тебе придется папе штаны снять, как бы, и прикусить там что-то, правильно? Ну, хорошо, а подожди, а ты своей национальностью гордишься? Так получается. Я еврей, я горжусь тем, что я еврей. Я горжусь. Почему ты горишься? Почему ты гордишься? Мне не надо как бы потом переходить на подожди, я своих говорю, родителей, как бы, да, при этом. Когда я горжусь своей национальности. Почему ты гордишься? Я искренне, смотри, я искренне говорю, что евреям есть вообще другим народам, вот в частности к нашим чеченцам я хочу обратиться, да, у нас есть много чему поучиться у евреев. Евреям есть много чем гордиться, понимаешь? Да, как убивать людей, да? Как я тебе помогу только, что ты понимаешь. Как выживать в этом мире, как вот всех вот этих дебилов, как ты, да, как им всем противостоять, которые вообще не знают. Ты ему пытаешься просто даже объяснить, что ты дебил, что ты вообще, не зная того, там, ходишь на кого-то еще, нападаешь. Тебе пытаются объяснить, и ты даже это не хочешь, чтобы тебе объяснили. Нет, что мне пытался объяснить? Я не понял, что мне в роль дебила вот так готов войти, и вот так просто. Тебе нравится просто, ты как мазохист быть дебилом. Я только что, получается, я тебе, еврей, помог, я дал надежду твоему отцу, что ему там ни хрена не откусишь, понимаешь, в чем дело? Ты вообще и твой папа, передай мои данные своему отцу, скажешь мне спасибо, что ты там ничего ему не откусишь, как бы, да, я вот только за тебя, получается, как бы, да, чтобы ты свой род, ну, как бы, где я говорил, что я горжусь? Куда не надо, да. Так, еще раз, какой ты национальности? Какая разница? Дагестанец он. Не, смотри, у меня вопрос. Глазик, смотри, ты же гордишься, что еврей, да? Ты гордишь своими отцами и так далее, верно? Ну, конечно, горжусь. А как ты можешь гордиться, когда Бог вас унижал? Он вас наказывал, он вас оскорблял. Хорошо, допустим, но вот при всем при этом, то, что ты несешь эту хуйню, ну, извиняюсь, херню, я горжусь тем, кем я являюсь. А ты скажи, кто ты есть. Ам Исраэль Хай. Амен. Кто ты есть? Ты по-другому вопрос поставь. Лазик. Говорите.
Лазик, он спрашивает, до 23-го года что происходило? Ты знаешь, Какой да, 23? что... Подожди. 2005 год. Был план размежевания Израиля. Это делал Ариэль Шарон. В рамках этого плана, ты знаешь, что было, да? Не Или рассказывай, знаешь, да? Амелька, не рассказывай ему, он не поймет это, он не примет это, Амелька. Подожди. Что Израиль вывел все свои войска из Газы, полностью, из сектора Газы. Были эвакуированы 8 тысяч израильских поселенцев из 21 поселения в Газе. То есть наших жителей, 8 тысяч человек, выселили из их домов. Понимаешь? Теперь, что они правильно? сделали? Это и должно было быть так. Это их земля, это не ваши земли. А теперь слушай, рот закрой. Теперь слушай меня. Что они сделали с этими домами и что они сделали с этими землями? Амика, я убираю Куда его в ты сторону. убежал? Амика, я убираю его в сторону. Я честно убираю его в сторону, потому что там это бессмысленно, как бы, да, что-то такое говорить. Я хочу поговорить с тобой, честно, со всем уважением. Ты вот думаешь, вот сколько бы все это озвучивалось здесь на стримах, да? Ты думаешь, что до него это дойдет, до его головы. Сейчас не буду употреблять, как бы, да, вот такие вот. Но опять же, это факт. Это получается, ну, его голова, как бы, ну, там IQ там, да, минус там 15-20, как бы, да, скажем, там, если IQ там плюс там 40, это нормальный человек, который просто ходит и идет на работу. У него там 15-20 минус. А теперь о чем разговор с ним? Что мы пытаемся ему доказать? Кому доказать? Все здесь, все присутствующие здесь внизу, которые нас слышат и слушают, они все это знают, все это прекрасно понимают. Вот он пример тому, что вот есть такие бараны, которыми регулируют, понимаешь? Вот конкретно вот он, вот этот окей. Он написал себе окей, у него все нахрен окей, понимаешь, в чем дело, Амика? Он даже употребил... Да, короче, я уже стал слышать оскорбления, ты можешь по-нормально говорить? Подожди, помолчи. Пожуй травки. И вот он, получается, да, мы просто так берем и спускаемся к ним вниз, как бы. Вот он, допустим, не заслуживает того, чтобы я спустился к нему вниз и ему это объяснял, честно. Вот он не заслуживает. Если есть какой-то стрим, допустим, да, где сидит какой-то там антисемит, который делает это намеренно, и там они сидят, все это обсуждают, мне интересно к ним зайти, как бы, да, и все это им рассказать, как, ну, как, не им рассказать, а рассказать их слушателям, скажем так. Но вот он тупорылый, он пришел оттуда. Я единственное, понимаешь? Я он сейчас их выйду, слушатель. я последнее скажу, Лазик. Это слышно было по его разговору, как бы, и сейчас слышно. И я сейчас выйду, и я последнее скажу. Все, кто говорит, что 7 октября это не было, и это инсценированное, я вам желаю каждому из вас испытать то, что испытала каждая семья, которая потеряла близкого. Не, спасибо, палестинцы уже это испытывают каждый день испытывают. Да, это не интересно, что ты говоришь, закрой рот. Подожди, чтобы в твой дом закрой рот, и евреи разговаривают. Палестинец, Вот закрой свой. этот палестинец, которого ты считаешь мирным, вот этот палестинец, который ты считаешь мирным, и сделал то, что он сделал во всех этих кибуцах, даже с арабами, с мусульманами, что они сделали с мусульманами, что они сделали с мусульманской беременной женщиной, я желаю тебе лично, чтобы в твой дом они пришли. А тебе желаю так, чтобы Цахал с автоматом твоих детей пересылал в Цахал, твоих родителей и всех твоих родных. Я тебе это тоже желаю. Послушай, я горжусь, и чтобы на тебя еще что 10 мой бомб ребенок служил в Цахале. Я горжусь тем, что мой ребенок служил в Цахале. Я горжусь тем, что мои племянники служат в Цахале. Я горжусь этим. Уже тут двойные стандарты, то есть им убивать можно. Вот так. Я горжусь, что мои родные, дети и племянники, которые убивают детей, и служили в Цахале. Гордость, убивают детей. Послушай меня, окей. Я почему за тебя Подожди, беспокоюсь. Лазик. А тебе я желаю, клянусь Богом, пускай меня Бог простит, но чтоб к тебе пришли эти палестинцы
и вырезали так твою семью, как вырезали они 7-го. Амика, не надо. Я тебе этого желаю. Я желаю. Так вы уже это делаете. Так вы уже как бы не то, что отомстили, если даже это и было. Вы не то, что отомстили, вы переотомстили им. И продолжаете это делать. Им надо и предупредили. Отдайте тех людей, которых нет. Убитые вы убили, живых отдайте. Им сказали отдать. Они не отдали, палестинцы. Получили по башке. И правильно получили. Нужно было отдать тех людей, которые выкрали. Которых держали в подземелье, держали. Отдали они? Подожди, отдали они их? Не отдали. Вот за это наказание их Бог наказал. Что ты закончил, да? А теперь, может, кто первый начал? Кто первый пришел, навязал войну? Кто это сделал? Хорошо, давай. Я спущусь к тебе, хорошо. Я вот спустился, вот. Я взял лестницу, Кто, подожди, дай скажу. Хорошо, кто пришел, подожди, можно дать сказать? Палестинцы откуда там появились? Подожди, но если сначала, давай говорить. Как появились там палестинцы? Откуда они появились? Это не их земля, это Израиля земля. Я начнем сначала, ты говоришь, давай. Римляне вас А ты сначала говори, давай начнем. Как они там появились? Давай изначально, кого эта земля была изначально? Изначально это была земля. Тебя не слышно? Это была земля, ты кто ты, мусульманин? Я мусульманин, да. Мусульманин, все. У тебя в Коране все написано. Зайди, открой книжку. Сейчас земля была изначально. По Библии, у тебя по-любому есть... Не по Библии. Не. Подожди, окей, успокойся. У тебя Коран дома... Ты же мусульманин, у тебя по-любому Коран дома есть, правильно? Да. Все, открывай Коран. Не, я Коран у меня в телефоне, то есть могу смотреть. Ну хорошо, зайди в телефон Коран и давай читай его. Ну, что мне надо прочитать? Ну, прочитай историю. Подожди, то, что Аллах дал землю сынам Израилем, которые уверовали в него, нет проблем. Остановись, не гавкай, подожди, не лай. Там, прочти там, где написано об Бане Исраэль. У тебя в Коране написано. Давай. А что, я знаю этот аят? Ты знаешь, что это. Так, чья эта земля была изначально? Не, смотри, этот аят говорит, Не смотри, чья эта земля была изначально. Я тебе объясняю. Я не буду слушать твое говно это. У меня конкретный вопрос, у тебя конкретный ответ. Давай. Чья это земля изначально? Сэр, я тебе отвечаю. Кто здесь жил? Евреи здесь жили изначально? Изначально вообще, если ты говоришь в историческом плане жили хананские племена. Хананские племена. Потом евреев выгнали. Хорошо, ладно, пускай. Давай я здесь с тобой соглашусь. Вы начали их детей убивать, вы начали их женщин убивать. Согласно книге чисел по Библии. Где проживают сегодня хананские племена? Где эти ханане сегодня? Кто это? Ну причем ты же говоришь, кого-то земля была. Почему хорошо изначально. Вы же сами пришли на их землю. Вы их вырезали. Видишь, как я тебе подыгрываю? Ты меня слышишь? Да. Послушай меня. Теперь были ханане, правильно? После них пришли евреи, как ты говоришь, правильно? Да. Хорошо. А после евреев кто пришли? Мусульмане. Какие мусульмане? То есть христиане пришли, римляне, потом христиане, а потом мусульмане в 7 веке. Хорошо. А кто такие палестинцы? Какие палестинцы? О ком ты со мной разговариваешь? Какие палестинцы? Я тебе говорю, палестинцы – этническая группа арабов, которая живет в Палестине. Это ханане? Кто это? Римляне? Кто это? Они имеют связь с хананами. Какая у них историческая принадлежность к этой земле? Историческая принадлежность к этой земле какая у этих палестинцев, о ком ты говоришь? Так они же на этой земле жили. Где жили? Где здесь? Мы только что с тобой обсудили. Я даже с тобой в чем-то соглашался, понимаешь? Ага. Я как твой психиатр сейчас. Я психолог, а психиатр, чтобы ты понимал. И вот сейчас я с тобой в чем-то соглашаюсь и тебе даю рассказать правду. И ты начинаешь рассказывать где-то правду, где неправду. Ну, ты в конце пришли к тому, что евреи здесь всегда жили, земля евреев как бы. Да, изначально они были до арабов. Теперь же, кто такие палестинцы? Объясни мне. Какие палестинцы? Все, объясняйте палестинцы кто это? Ну, кто такие палестинцы? Смотри, арабы пришли в Иерусалим в 7 веке. Они не пришли с войной, потому что Иерусалим, сам Иерусалим, он сдался мусульманам без войны еще. Он сдался нам, подчинился нам, и мы арабы все там жили. Потом вы пришли в 20 веке, устроили резню в Хайфе, в других деревнях, убивали мирных женщин, детей. Выгоняли арабы, правильно? Ты употребил слово арабы. Сегодня сколько арабских стран сегодня? Ну, по миру. Какая разница? Причем тут это вообще не бывает большая разница, давай рассказывай.
Арабы, ну, есть Средняя Африка, арабские племена, которые в Средней Африке, это получается Арабы, Алжир, у арабов Египет. сколько стран вообще на Ближнем Ну, Востоке? около 20-30. 20-30, вот ты идиот. 22 страны, неважно, разговор не об этом. А кто такие палестинцы? Кто такие палестинцы? Ты мне можешь объяснить? Я же тебе объясняю, арабы, которые живущие на территории Палестины. Все, те евреи, которые проживали на территории Палестины, те римляне и так далее, как бы, да, неважно, какое племя там не жило бы, кто они? Они палестинцы тоже, получается? Они не были, конечно. Только арабы стали палестинцами. Ну, потому что, ну, да, это название дали, потому что они в Палестине жили. Они все проживали, получается, вместе, но палестинцами стали только арабы, да, получается? Хорошо, давай уберем слово палестинцы, давай слово арабы возьмем. Которые жили на этой территории всегда, с 7 века. Какой 7 век? Мы сейчас убираем слово палестинцы по какой причине? Мы убираем по причине, потому что ты не понимаешь, что палестинцы это арабы, Я не которые живут на понимаю, территории. потому что ты им говоришь, что ты их обозначаешь по территории, правильно? Но при всем при этом на этой территории проживали и арабы, как ты сказал. Ты мне это рассказываешь, я тебе это рассказываю, ты рассказываешь. На этой территории проживали и арабы, и палестинцы, и так далее, как бы, другие племена. Не, палестинцы это и были арабы. Палестинцы это в современном понимании, это и есть арабы, которые живут там. Правильно? Значит, все получаются палестинцы. По твоей же логике. Че еще раз объясни? Что тебе объяснить? Что ты сейчас сказал? По твоей логике, как ты мне рассказываешь, не я тебе рассказываю, а ты мне рассказываешь. Все люди, проживающие на этой территории, они считаются палестинцами, правильно? Ты это сказал? Не, смотри, я вообще не говорил. Я тебе говорю, что со временем... Я говорю, сегодня в понимании палестинцев это арабы, которые живут на территории Палестины, которая называется страна Палестина. Где эта территория Палестины находится? Ты можешь мне объяснить? Где сегодня осталась территория Палестины? Ну, Ближний Восток, Ближний Восток. Ближний Восток. Так оккупировали, получается, арабы оккупировали территорию Палестины. Иордания оккупировала территорию Палестины. Ливан оккупировал. Почему оккупировали? Так они 7 века. Почему? В 46 году, заметь, открой карту и посмотри. В 46 году у тебя территория Палестины, той Палестины, которую якобы кто-то оккупировал, евреи оккупировали, как ты говоришь, ее оккупировали арабы. Арабы оккупировали территорию. Ты понимаешь, в чем прикол? Арабы в 46 году, и сегодня они прозвались Иордания. Что ты несешь, какая Иордания? Ты что? Смотри, слушай сюда. Ну все. Стоп, подожди. Ты не хочешь даже говорить. Остановись. Теперь я беру лестницу, я поднимаюсь обратно наверх. И... Пошел нахуй. Не, все, честно. Смотри, Ладик, задать вопрос, окей. Я могу тебе... Иудея назвалась Палестиной. Ты это знаешь? Ну, это римляне назвали за то, что унизить иудеев по названию, которое в Библии было филистимляне, которые жили на территории Израиля раньше. Подожди. А почему это было сделано? Ты знаешь? Что я сказал, чтобы унизить иудеев, евреев, да. Нет. Я извиняюсь, Маша, извиняюсь. В 135 году назвал Иудею Палестиной. Почему? После восстания Бар-Кохбы, это было еврейское восстание против Римской империи, после этого, чтобы уменьшить власть евреев над собой и ослабить евреев, он назвал именно вот так вот Палестина. До этого времени не было такого названия Палестина, не было. И, кстати, хочу тебе сказать, палестинцы – это народ собранный из нескольких национальностей. Там и барбари были, там и греки были, там и... Вы для чего так говорите? У меня нет с этим проблем. Я тебе говорю... Один слово бедуины, кочевники, которые бегали... Я тебе говорю. Ты знаешь, как переводится слово палестинец? Плиштим. Завоеватель.
вор. То есть так это переводится. То есть не мы завоеватели, а именно они. Они оккупанты, а не мы. Они оккупировали наши земли, а не мы. Хорошо, вы оправдаете оккупацию, что ли? Нет, это говорится для того, чтобы вы освободили Хасавюртовский район. Смотрите, Амика, вы же согласны, что изначально по Библии даже жили хананские племена, филистимляне жили там, на этой территории. Потом евреи пришли. Если вы почитаете книгу, подождите, давайте сказать. Амика, дайте его чуть-чуть нам. Я знаю свою историю. Я знаю свою историю. Амика, дайте я одно скажу, вы потом ответите и все. Смотрите, Амика, изначально жили филистимляне согласно Библии. Молчи, алло, 29-й, ты помолчи чуть-чуть. Теперь я тебе тоже вопросы задам. Посмотрим, ты за истину, за честность, против оккупации или против кого, или просто балаболить сюда зашел. Ты за то, чтобы чеченцам вернули аух в Дагестане? Вернули аул? Ауховский район, чтобы вернулся к чеченцам. Я согласен, чтобы мусульмане Кавказа объединились и у них были свои территории. Да. Ауховский район должен чеченцам вернуться, и все дома, в которых дагестанцы, аварцы, там, кто еще, лакцы или кто там проживает. Смотри, я же отвечаю, я говорю, что все мусульмане объединились на одну территорию, Кавказ объединились на свою территорию. Сперва верни территории, мы то потом будем уже говорить, объединяться, не объединяться. Сперва нужно вернуть территорию. Это не ваша земля. В смысле не моя земля, я даже в Дагестане не согласен. Ты Казахстан хочешь, чтобы объединился тоже с другими соседями? Ну, именно мусульманскими соседями, конечно, хочу. Ты за Туран, что ли, великий? Я не Туран, я за мусульманский халифат. А ты сам где тогда находишься? Зачем тебе это знать? Не, в мире есть какие-то исламские территории, да, страны исламского мира, где существует шариат. То есть, где, вот, например, в Афганистане, да, сегодня исламское государство. И там нужны мусульмане, которые помогут, скажем так, устанавливать, закреплять, оттуда начинать закреплять халифат. Там нужно строить, там нужно заводы строить, фабрики, там, я не знаю. Да, все верно. После того, когда Россия и США разбомбили их. Все верно, да. То есть христиане. Да, христианский мир. Да, кефиры всех замочили. Теперь афганцам... Не, ну это типа тоже, да, нормально, что хотели оккупировать, это ты типа принимаешь. Подожди, там нужна поддержка, помощь, нужна мусульманская, как бы, потенциал, сила, мощь, чтобы восстанавливаться, строиться. Нужны вот такие правдорубы, правозащитники, такие энергичные люди, как ты. Ты готов, как бы, исламское государство? Да, я готов как бы строить, жить в халифате, в исламское государство, которое на правильных убеждениях. Сами же афганцы, они на правильных убеждениях, они ашариты, матуридиты, которые запрещают Ахлю Сунна валь Джамаа, запрещают книга Ахлю Сунна валь Джамаа. И как я могу там жить, если меня могут посадить в тюрьму за эти книги? Ахлю Сунна Джамаа, дагестанский Ахлю Сунна Джамаа, да? Он только направлять может кого-то. Подожди, я не понял. Ты сейчас же говорил, что их кефиры захватили. Они тогда сами кефиры, что ли? Я не говорю, что они кафир, где ты говорил? Я говорю, что они не на правильных убеждениях, которые соответствуют моим убеждениям. Если не на правильных убеждениях, значит, ты же неверный. Кто неверный? Нет, не обязательно. Он не на правильных убеждениях, он не на верных убеждениях. Не обязательно. Почему? Потому что они не достигли степени куфра. Значит, их убеждениям можно следовать, да, не становляясь неверным. Да, все верно. Все, они тогда не становятся неверным, и можно... Ну, все верно, смотри, я сам как салафит, если поеду в ту страну, то меня посадят только за то, что я как бы салафит, и то, что я распространяю там салафитские книги, например. Подожди, смотри. Они мусульмане, да? Они мусульмане, да, они считаются в целом как мусульмане. Да, они не кефиры, да. Все, значит, нормально, там нужна поддержка твоя.
Ты, значит, можешь... Смотри, если не знал, ты, что Ахлю Сунна смотри, валь Джамаа, они строят не, халифат вокруг подожди, правильных не надо убеждений. мне здесь голову, мозги компасировать. Ты говоришь, что они не совсем, не до конца на истинном пути, так? Все верно, да. Все верно, да. Все, ты, значит же, должен им помочь чуть-чуть поправиться. Там еще чуть-чуть только дожать осталось. Да, я помог бы. Но смотри, если я поеду туда, я же говорю, из-за моих неправильных убеждений, то есть как они считают, они могут посадить в тюрьму, например. Подожди, а где тогда правильное убеждение? Например, хорошо, я тебе объясняю, ну, Саудская Аравия, которая хотя бы хоть какие-то там делает ошибки, там праздники какие-то кафиров, да, празднуют, но все равно они как бы следуют шариату более, чем Афганистан или другие страны. Я готов в Саудию приехать. Ты сейчас оттуда вещаешь? Нет, я же не еду, да, но я, иншаллах, поеду. Не, там жить, иншаллах. Почему ты сейчас не там, например? У меня просто возможности нету сейчас. Какие возможности? У них всегда так. Ну, Вот. естественно. В Дагестане земли отдать он не хочет, получается. Дома отдать он не хочет. Так, нет, никакого не казахстанец. Какие, подожди, не уходи с темы. Какие возможности у тебя не хватает? Ну, в принципе, все. Что тебе? Сходи в Дагестан. Скажи им, что надо освободить дома, что нужно вернуть земли. Что у тебя за проблема? Я не пойму, в чем у тебя проблема? А что, например, финансовые проблемы, хорошо. Вот так тебя устроит? Ты не можешь на билет, что ли? На билет не можешь? Да, мы тебе дадим на билет. В принципе, на жизнь. Там. Какую жизнь? Там же мусульмане. Я хочу, если вы мне соберете вот, $15 тысяч, я могу карту скинуть. Я поеду туда прям завтра. Я не пойму, билет стоит $15 тысяч? Ты туда Ну, не билет, я в принципе говорю ради жизнь. Аллаха. Там жить, чтобы мне спокойно было. Свободнейший, подождите. Ты туда билет хочешь купить за $15 тысяч? Не, билет подешевле, но мне жизнь надо же там кушать, а не запить. Ну там же мусульмане, там же все. Конечно, правильно. братья мусульмане там, альхамдулиллах. Но я же не хочу там приезжать каким-то бедняком, что ли, а не зажить на улице. Как ты будешь на улице жить? Там же мусульмане. В чем проблема, если я могу... В чем проблема? Подожди, в чем проблема, Вот смотри, если я могу через... подожди, алло, смотри, я приехал к кафирам, вообще без ничего, к кафирам в Австрию приехал. Вообще ничего у меня не было, мне люди помогли, вот так, еле-еле там выбрался я, вот каким-то образом сюда я приехал. Сейчас я работаю, там, как такое место жительства у меня есть, какие-то там условия есть, да, там, семья появилась, ну... То есть вот такая ситуация у меня. Я живу среди кефиров вообще полных. А там же у тебя мусульмане, там же ты еще лучше должен жить. Как это, я не пойму. Заряной Вы Ибрагим, не помогаете? Вы не помогаете я же не друг другу? отрицаю. Я же не отрицаю, что я поеду туда. Я же не отрицаю. Я же просто вопрос времени. Через 2 года, через 3 года. Но я же не отрицаю, что я не поеду туда. Подожди. Ты зачем ты 2-3 года где-то среди кафиров? Там же тебе нельзя, во-первых. Ну, как раз вообще целая жизнь впереди. Во-вторых, что за проблема? Почему ты не едешь к мусульманам и там по-мусульмански не помогаешь строить? Я же говорю, что я поеду, я иншаллах туда поеду, буду там жить. Все, я же сказал, все. В чем ты хочешь? Что ты хочешь от меня слышать еще? Просто вопрос времени, когда ты чуть-чуть пока хочешь там куфарнуться, пока туда не поехал. Не, а почему я в своей стране, которая считается мусульманской по причине того, что живут большинство мусульман, я могу спокойно свою религию исповедовать? Кто тебе это сказал? Ахлюсуну можешь исповедовать, не понял я. Подожди. Я не пойму, а с палестинцами какая тогда проблема? А, уже типа тему меняешь, да? Не меняю тему, я хочу просто понять, что у тебя. Это же ты возвращаешься это. Ты хочешь вернуться к этой теме опять, палестинцы? Когда я уже все разъяснил, как вы оккупанты. Я от этой темы никуда не уходил, дебил. Я к этой теме тебя подводил. А по оскорблению... А что, оскорбление по адату чеченскому? Харбат запрещал оскорбление по чеченским адатам. Ты сейчас оскорбляешь. Ну, когда ты общаешься с каким-то этим, там, недостойным, да? Не оскорбление. Это констатация фактов получается.
Подожди, смотри. Я честно не понимаю, о чем они сейчас, которые внизу. Ты сейчас тогда к Палестине, почему вообще лезешь туда? Палестина — внутреннее дело Израиля. Ты какого хрена туда лезешь? Я не пойму. Нет, ну ты же смотри, ты же говоришь про свой народ, который оккупировали Россию, а ты говоришь, что это типа плохо. Почему тогда ты не принимаешь те же стандарты по отношению к Палестине? И то они хуже оккупировали, они убивали женщин, детей, вырезали деревни и так далее. То есть это хуже была оккупация, чем Россия, Чечня, чем Россия, когда оккупировала Чечню. Нет, я тебе это хочу донести, но ты не понимаешь. Ты не принимаешь те же стандарты, понимаешь? Чеченская республика — это вообще другая тема. У нас нет... Какая другая тема? Ну, я тебе перевожу аналогию. Подожди, не уходи с темы, не уходим. Это я тебе не ухожу с темы. Объясню. Да, это я тебе отдельно объясню. Палестину зачем ты лезешь? Палестина — внутреннее дело Израиля, повторяю тебе. Что, я отвечаю? Отвечай. Потому что я вижу бедных детей, женщин, которые подвергаются геноциду со стороны правительства Израиля. Поэтому я говорю, что это плохо, и хочу тебе объяснить тоже. Потому что ты те же стандарты не принимаешь к этому, которые ты применяешь к оккупации России и Чечни. Все, вот, ответьте. Сколько там детей? Ты видел это? Амика, подождите, это специальные такие приемы, да, там, на эмоции кого-то вводить. Ты сколько детей погибло в Палестине? Ну, там разные оценки, но десятки тысяч точно погибли. И на женщины, и дети десятки тысяч, да, погибли. Смотри, в Чеченской республике 42 тысячи детей погибли. Мы тоже, вот, мусульмане, считаемся мусульманским народом. Ну, это плохо. А я что говорю, что это хорошо или что? Я говорю, это прекрасно. Нет, ты хоть один раз высказался по чеченцам. Пойми мою мысль, что для меня и то одинаково плохо, а для тебя это не является плохим. Как одинаково? Если ты ни разу не сказал, ты ни разу я твой голос не слышал за чеченца, я ни разу не слышал твой голос о чеченцах. Я ни разу не слышал твой голос о чеченцах. Ты ни разу не выступил. Я против России, я против оккупации. Ты за палестинцев ходишь здесь, ты за палестинцев ходишь в Азии, что говоришь, а по чеченцам почему ты не слышал? Так я же не говорю, что я мне чеченцев, типа, я говорю, что мне жалко. Типа. Алло, 29-й. Путин убийца? Да, убийца, конечно. Россия убийца? Конечно, убийца. Чертовая страна. Все, кто участвовали в убийстве, 42 тысячи, вот все остальные, кто в России были, они тоже убийцы? Клянусь Аллахом, да, даже если это были дагестанцы, там, того-то какие-то полицейские, я все говорю, что они куфары. И что ты тогда делаешь? Ты где вообще? Ну, я говорю, что ты не принимаешь те же принципы по отношению к Палестине. Ты меня не трогай, я сейчас хочу хоть одну мысль с тобой довести. Вот ты что делаешь, чтобы помочь вот этому всему, вот этой ситуации с Россией? Что я могу делать? Что я могу сделать сейчас? В ситуации с Россией ты что делаешь вообще? Ну, а что я должен делать? Я как один человек выйду, что ли, против своей армии какой-то? Ну, 42 тысячи детей убили, там вот это знаю, все происходит. Плохо это, конечно, плохо. И ты что? И все, что ли? Нет. 60% населения убили в 44-м, 60% населения убили, геноцид устроили чеченцев. Верно. Лохяк. Я порицаю, я ненавижу СССР, Россию, которые делали геноцид кавказских народов. Я ненавижу Израиль, который делал геноцид палестинского народа. Да не, Израиль ничего не делал. Израиль палестинцам нужно было отдать, отпустить надо. Им сказали, отпустить, отдайте людей, которые... Подожди еще раз. 1500 убили там, получается, на фестиваль приехавших людей. Детей, не детей, в коляске лежачих, женщин, которые на машине пытались убежать. Подожди, поубивали. Забрали почти 700 или сколько там, тысяч человек. Забрали в плен туда. Бабушек забрали, которые даже за палестинцев топили. Все говорили, нельзя, надо всех принять на работу. Они забрали этих всех, я не помню, сколько цифр там, но забрали, много людей забрали. Им сказали, верните детей. В первую очередь. Верните людей, которых вы... Подожди, дай до конца сказать я тебе скажу. Верните, которых украли людей. Верните трупы, сказали им. Они вернули их? Не вернули. Когда не вернули... Подожди.
Они должны были выйти и вернуть этих людей, а не палками бить, которых на мотоцикле бабушку везут. Эти, блин, с двух сторон палками бьют эту женщину. У тебя две ошибки. У тебя две лжи. Смотри, у меня не ошибки, у меня ошибок нету. Подожди, выживших отдали Израилю. Хотя Израиль сам по причине их бомбардировки умерли некоторые заложники палестинцев. Подожди, их нужно было вернуть, сразу вернуть. Они Хорошо, так, что они там... Я объясняю, почему не вернут. Вот с ними верните, не верните, переговоры срываются, не срываются. Они что сделали с теми людьми, которые с оружием напали, поубивали людей? Что сделали палестинцы с ними? Они их арестовали? Подожди, они арестовали их? Нет. Фамилии сказали, что вот эти сделали. Их вернули, руководители, которые все это устроили на день рождения Путина. Они их арестовали, вернули? Нет. Путина? Короче, я могу сказать это? Можно я скажу одно И слово? правильно ты нечаянно делаешь. Минутку. А кто финансировал свою бригаду в Палестине, которых как бы Моссад работников на миллиард? Официально известно, $1 миллиард перевел этот черт Сатаняху. За все время спонсировал своих людей, которые разведчиков. Когда документы положат, подожди, документы покажи, потом будем говорить. Они сами говорят это по телевизору, это по этим каналам. Что ты врешь? Какие документы? Что ты врешь? Ты врешь. Официально послушай израильские. Башни не надо, это тебе русские там перевод сделали, ты рассказываешь сказочки. Ага, царя, я алмаш дарьяш мау, ир бит добавка штабир. Джуктеш бой, джуктеш бяхки бубой. Там ахчалуш, та ульфайз бену нохчи мобар кацбал командирш. Ахчалуш, ецаюш, тюрмачур, арабош, хакуш. هر دعوة كجرانيت عاقلش نخ دوختي قام بيخدش إنسان نخ بوتي جبتش يتساعد عشان أخشلوش ليلين دين قام وقت المدات разведчики еврейские там были. Я вопрос задам, а тут насчет этого. Просит يحكل بلا جدشن يحكل ميشا هودينا ميشا حباخ بينا чубах наши удучу. Хажа, Ибраим, официально они признали сами, что евреи, там, которые митингуют против Нетаньяху, они говорят, что около $1 миллиарда спонсировал особую группу палестинских командиров, которые они там сами создали этот Хамас, или как там их, сопротивление создали, чтобы потом обвинить и захватить их земли. Всем это известно. Что вы их защищаете? Рязанский сахар вспоминаем. Рязанский сахар вспоминаем. Я сейчас выкину всех, кто перебивает. Теперь смотри, вот Амика, которая здесь находится, Лазик, там, Майя, вот эти вот евреи, они договорились между собой. Так, сейчас возьмем, заплатим там $1 миллиард каким-то этим индейцам. При чем тут Ибраим, Амика, они? Я тебя тоже слушал. Все вот эти в сговоре евреи, у них уже всемирный заговор, они вот договорились, так, сейчас, короче, возьмем этих, подкупим, короче, арабских палестинцев, они на нас нападут, так, сегодня Амика, тебя можно там убить, завтра Лазика, ну, я как бы никому не желаю этого, вообще имеется в виду, да? Вот ты вот этот там какой-то Сёма, вот тебя там, вас, короче, 1200 это убьют, и где-то 200 вас уведут в заложники. И все, потом мы захватим их землю. Вот так вот договорились, да, там, евреи? Ибраим, смотри, этот фестиваль перенесли с другого района прямо к границе. Это раз. Почему? Отпустили границу, типа праздник был. Мне не интересно, куда его. Это два. Спонсировали. Не ври.
Еще раз повторяю. Вот эти люди, которые с нами сюда, видишь, заходят, они же все евреи, бьюхумш, они все договорились. Нет, Ибраим, смотри. Они все вот сговорились. Это рядовые. Да? Рядовые люди, причем тут они. Еще раз повторяю. Правительство. Еще раз повторяю. Какое правительство? Нетаньяху, Бен-Гвир, другой, этот как его, министр финансов. Вот эти люди решают. А тот, которые сидят в интернете, в ТикТоке, они ничего не решают. Они мелочь, они простой народ. Они просто хотят решают, да? большой как Израиль. У тебя представление, как в России, да, вот когда на Рязанске сахар, вот это вот устраивают. А что, нет, что ли? Так нет? Так ты думаешь, рязанский сахар, они сами придумали? Соборный. А как тогда может быть всемирный еврейский заговор работать, если они же все вместе сговорились? Как он у тебя тогда работает, заговор? Какой все? Весь народ не сговаривается. Это правительство, там человек 10-15 правительств, кто решает, финансами заведует. Они решают, подожди. они делают. Ты, значит, был в каких-то кругах, да, там, политических, на высоком уровне, и там вот оттуда ты черпаешь эту мудрость. Нет, я просто не такой тупой, как вы. И вы не видите это. Они решили на день рождения Путина отметить этот день, да? И Путин тоже с ними, Хабат, в Кремле сидят они. Путин тоже на них. Путин тоже. Так, с ними работает. Договорились. Тоже договорились, что Путин тоже будет в этом участвовать. И вот так вот, короче, 1200 человек. При чем тут участвовать? Да, 1200 человек там, ну, в целом там 1400. А ты знаешь, за неделю до этого сколько человек они забрали, в тюрьму посадили. И за несколько дней до этого в мечеть Алякса 300 человек этих зашли и там свои эти устраивали. До этого, до 7 числа. Вот тут евреи. Да, кстати, на этих событиях произошло. Все верно. Все поэтапно и в один день, когда... Откуда ты эти сведения взял? Тупица, послушай мне. Как ты еврей, он еврей рассказал все. Ты тупица, ты понял? Ты заткнись про фестиваль вообще. Нова. Заткнись ты. Заткнись ты, дура ты такая. Рот закрой, чеченоговорящий. Я настоящий чеченец. Ты членец. Ты членец, а не чеченец. Ты понял? Вы так члены. Рот закрой свой. Про фестиваль Нова вообще замолчи. Ублюдок. Иди ты нахуй, дура, бля. Сейчас ты пойдешь туда. Дорогу покажи. Амика, чтоб ты сдохла, пошла нахер. Я извиняюсь. Он сам Сдохнешь ты. Сдохнешь ты. Так, кто тебя породил? До того. Теперь послушайте меня. Про фестиваль Нова. Про фестиваль Нова. Фестиваль Нова не был никуда перенесен. Он изначально должен был пройти там, именно на том месте. Мне тяжело об этом говорить, мне тяжело вспоминать это. Я почему знаю? Потому что моя племянница погибла на этом фестивале. Вместе со своим женихом. Моя дочка должна была поехать на этот фестиваль. Но, слава Богу, Бог ее сохранил. Мой ребенок туда не попал и остался жив. Здравствуйте. Добрый вечер, мальчики и девочки. Привет, Эмочка. Этот человек, который говорил там про 7 октября, и что-то было до 7 октября, типа того там евреи, сколько нападали, сколько в тюрем сажали, он тут еще? Или он ушел? Выкинули его. Жалко, я ему хотела немножечко истории. Да бесполезно. Я Амика.
Он внизу тапает, сидит, он слышит, если что. Позавчера, когда поднимали тему, что 42 тысячи чеченских детей погибло, когда мы эту тему вели, потому что, чтобы люди знали, чтобы свой народ, подрастающее поколение и другие представители других национальностей, чтобы знали, как я, живущий в Германии, чтобы немцы все это знали, мы работаем. Вот эти люди, они сразу называют, что он чеченцы, но поднимают тему Палестины, про палестинских детей. Мы говорим, если ты чеченец, давай мы сначала начнем про наших дней, про палестинских детей начинает сразу. Не, один говорит, как это... Я говорю, давайте на митинг, нет, там будут фотографировать. Он из-за того, что будут фотографировать, боится на чеченский митинг, но на палестинский же не опасно. Ну, давайте все чеченцы пойдут на палестинский митинг. Там не опасно, там не фотографируют. Но на чеченский митинг ходить опасно. Так что давайте будем про палестинцев говорить, что палестинцев убивают, а что убивают чеченцев, это опасно. Людям домой надо ехать. Представь, ветеран, вот до того их вот этот маразм, вот этот дебил тупоголовый старый, он заходит и говорит, я ему пытаюсь объяснить до его чайника достучаться. Вот представь, вот здесь сидят вот Амика, там другие, они между собой договорились и себя сами грохнули там, вот так что ли? Нет, там есть какие-то высший состав, короче, это они специально, это говорит, а сам потом вот этих людей, которые здесь, да, якобы за которых он беспокоится, из которого высший состав там убивает какой-то, вот этих вот людей с ними враждует, их материт, короче, по всем группам, по всем... Вы что, вообще тупые? Что у вас там вообще в голове, дебилы? Они еще говорят, почему вы евреям даете слово. Вот эти люди, которые здесь, которым мы даем слово и будем давать, они жили на Кавказе, в нашей республике, в соседнем Дагестане. Они еще не забыли. Они теплым словом вспоминают нас. И чеченцы, которые хотят построить государство, им нужна поддержка, помощь. Мы хотим, чтобы евреи построили нам свободное государство. Но арабы нам свободное государство не построят. Помогли, чтобы построить. Чтобы мы помогли. Нам нужна будет поддержка не только от Израиля, от всех цивилизованных стран. Но нет Афганистана, нет Саудовской Аравии, которые так нам не помогут построить свободное демократическое государство. Нам ихняя поддержка, мы какие-то экономические отношения будем с ними. Но ихний шариат нам не нужен. Нам нужна хоть Папуа Новая Гвинея, поддержка надо будет. Нужна будет поддержка. Мы собираем строить государство. Но для этого же, конечно, чья-то поддержка. У нас ни экономики нету, политиков нету, заводов, фабрик. Молодежь у нас вся в медресе, исламских институтах. Нам интеллигенция нужна. Нам инвестиции нужны. Мы обязательно вместе этот ИГИЛ в пух и прах раскидаем полностью. ИГИЛа не будет, запомните. Вообще ни в каком его формате. Рады? Я хочу, чтобы даже построение государства Израиля помогал. Но я знаю, они если помогут, как я обычно говорю, если мы протянем руку, они протянут. Но то, что мы сегодня, наши муллы, что нам говорят, что нам с Израилем надо воевать, со всем христианским миром, там с Россией, навязывают нам врагов. Мы еще там с колен не можем встать. Чем этих мул слушать, лучше будем приглашать умных людей, которые нам могут помочь и помогут. Но надо так сделать, чтобы они захотели помочь. Это от нас зависит, захотят нам люди помочь или нет. Эти тут приходят вот, и начинают вот это вот Палестина. Да нафиг мне ваша Палестина. Мне не интересно. Я знаю, что изначально это было еврейское государство, это было. Римляне их поубивали, кого тут разогнали по всему миру. А эти все вот эти вот палестинцы, это привезенные арабами и заселенные туда люди. Ханааны, нету ханаанов. Покажи, где ханааны. Чеченец, который сидит на бутылке, я извиняюсь за это, который сидит на бутылке, ходит по всем интернет вот этим площадкам, да,
и выбивает арабам 23-ю страну у евреев, там, которые еле-еле там на вот этой территории пытаются, да, там, восстановиться за эти несколько веков, там, гонений и так далее. Вот этот дебил ходит по всем этим площадкам и 23-ю страну хочет выбить. Где ничего не делают, да? На нефти сидят в основном, Надо свои получается. проблемы решать. Надо свои проблемы. Надо сначала с колен встать. Рабскую психологию, избавиться от рабской психологии, которую нам навязывают. Иначе эта рабская психология, рабы государства не построят. Свободное государство рабы не построит. Ветеран, можно я вас спрошу, если кто-то из вас знает арабский язык? Просто есть запись, где Хаминеи, это лидер Хамаса, который уже отправился к Гуриям, он призывал, выступал на телевидении и говорил именно, что для них важно, чтобы погибали женщины, дети и старики. Это как бы, как он сказал правильно, чтобы вам донести, это укрепляет их революционный дух. Это укрепляет их революционный дух. Есть эта запись, есть это выступление. Да. Хамини, ну... Вы лучше скажите, сколько у них на счетах оказалось миллиардов долларов? Откуда они появились у них? У этих руководителей. Стелла, это Хамини, то, что у меня на аккаунте стоит, его выступление. Есть еще одна запись, где один из террористов звонит своей матери, своим родным и хвастается, скольких евреев он убил, что у него в руках телефон убитой женщины, которую он убил. И его мать говорит: как жалко, что я не с тобой. Можно мне? Мы об этом говорим. Они не собирались никого отдавать там. Это специально делалось, получается, на день рождения Путина. Там устроили все это дело. Можно мне сказать? Говорите. Добрый вечер всем. Я говорю, мы живем в маленькой стране. Я просто удивлена тому, как все хотят разодрать эту страну. Сколько у нас врагов оказалось. Почему? Почему мы, евреи, не должны иметь государство, которое мы построили, которое на болотах и на песках построили наши деды, прадеды, наши матери, отцы? Почему мы должны не жить на этой земле? Почему придумали, что мы ее украли? Почему не знают истории евреев, хотят переписать историю? Почему не знают, что 5000 лет на этой земле евреи? Что если все евреи по миру, и все знали, где ихняя земля, это Израиль, смотрели в сторону Иерусалима. Почему придумали, что это святыня третья арабская? Пусть будет, никто не против. В еврейском государстве 3 святыни, и христианская, и еврейская, и мусульманская. И в каком арабском мире есть и синагога, и церковь, и мечеть рядом? О чем вы поете? Вы хотите у евреев, вы пристыдите к морали представить? О чем вы поете? Такие моральные, как евреи, были бы все на земле, и не было бы войн. Евреи ни одну войну евреи не начали. А ну придумайте или вспомните, вы придумываете все про евреев. Сколько наветов на евреев. Что только не придумывали на нас. Как вам не стыдно? Можно я вам отвечу, дорогая? Вот вы спрашиваете, почему они... Вот мы построили эту страну, да, на болотах. Вы все правильно сказали. Вы знаете, я вам расскажу свой личный разговор с моей клиенткой, которая арабка-мусульманка. Да.
Я ей сказала, скажи мне, Сальма, дорогая, вот давай представим ситуацию, да, вот арабы же говорят, мусульмане, это наша территория, вроде война из-за территории, правильно, из-за святой земли. Я говорю, давай представим ситуацию, пофантазируем, давай сказку придумаем, что все евреи взяли, как любят говорить, чемодан, вокзал и ушли отсюда, и поехали, построили Израиль новый, где-то там, я не знаю, в Африке, в Сибири, не знаю, где-то очень-очень далеко. Я говорю, закончится эта война между евреями и мусульманами? Он говорит, нет, они пойдут, арабы, мусульмане, пойдут за евреями туда, где они построят новую страну. Потому что это не проблема территориальная. Я еще даже докажу, почему. Когда Газа хотела... газовчаты хотели, чтобы им помогли, Египет закрыл им полностью, построил, как они на арабском называют, забор позора. Двойной, огромный, бетонный забор. В отличие от границы с Израилем, что там только колючая проволока, и все, там нету даже бетона между Газой и Израилем, который они взломали танком, не танком, а трактором очень легко. Помните, да, эти сюжеты, то, что показывали по телевизору? Да. Вот, то есть эту границу можно просто перепрыгнуть. Вот. И когда я говорила, тут объясняла мусульманам и дискуссировала с ним, я им сказала, так, ребята, у вас же там дети умирают, откройте заборы, освободите, уйдите оттуда, отодвиньтесь из этого города. Там бомбили на тот момент не Газу, а, по-моему... Ой, я не помню, какой город бомбили. Я говорю, освободите это. Я разговаривала с мусульманином, с арабом тут в ТикТоке. Его зовут Хусейн. И он мне сказал такую вещь. Ничего, пусть наши дети умирают. Мы еще нарожаем. То есть им территория, им земля важнее жизни их детей. Понимаете, ребят? Вот это идеология. И поэтому это не территория. Это у них есть ненависть просто... к евреям. У них написано нас уничтожать до последнего. До судного дня джихад. У них до судного дня джихад. Они еще всемирный халифат собираются. Но представьте, джихад это война. Всемирный халифат как можно построить? Только убивая людей. Люди же не примут эту религию. Через трупы. Вот распространяя, делая джихад, строить всемирный халифат как можно? Ну, есть план. Убивая невинных людей, убивая народы, разрушая страны, там и дети будут погибать. Они в этот момент, и вот эти идеологи, они же говорят, что надо, Израиля не должно быть, там Европу надо захватить, весь мир должен быть исламским. Вот эти люди нагло еще про Палестину говорят, что нам дают там, им по морде дают. Они сами собираются по морде давать, всем кровь пустить по всему миру. Они еще жалуют, что нас убивают. Подождите, ветераны, вы никогда не задавались вопросом, вот все время говорят, что мы там держим в угнетении мусульман, а вы никогда не задавались вопросом, почему в Израиле, на территории Израиля есть арабы, мусульмане, а на территории Газы ни одного еврея, или на территории Иудеи и Самарии ни одного еврея, там его уничтожу. Если, не дай бог, еврей перепутает дорогу, и поедет куда-то не так, и заедет куда-то, где там вот эти арабские деревни, просто линч сделают еврею. Ни один еврей не может жить нигде Иудея, Самария и нигде Газа. А почему так? А почему они будут тут жить? Возьмем историю. В 8 веке арабы как появились в Испании? Это ихняя земля, что ли? В Алжире, Мавритании арабы как появились? Что это ихняя земля, но сегодня испанцы-то их выгнали. Дали по морде, выгнали. Мавритании, Алжире, как арабы, что ихняя земля, что ли? Но сегодня, конечно, а как захватили? Убивая, грабя, насилуя, обращая в рабство, забирая чужое имущество. Вот эти люди сегодня говорят, что про Палестину. Ну, в Палестине тоже никогда арабы, в Сирии, Ираке не жили арабы, в Египте не жили. В Ливии трагедия в Медине, что они считают третий город там у них по святой. Там же евреев, 3 поколения евреев вырезали, чтобы завоевать эту страну. Да. Они же построили на крови еврейской эту страну. Вот у них не будет счастья.
забирая у них пальмовые эти рощи, забирая сады там пальмовые, что там. Как они Да, сами, мы знаем еще об раз я этом. повторюсь, как эти у нас проповедники, даже чеченцы, муллы, эти дураки проповедуют так. Были бы умнее, они эти вещи не рассказывают. Как Магомед распространял ислам. Типа говорит, мы будем нападать ночью, потому что если днем нападем, они будут сопротивляться, много крови прольется. А мы лучше ночью. Второй мулла рассказывает. А часть нападет, когда люди трудоспособны пойдут на поле работать. Половина нападает на них, вторая половина нападет на тех людей, которые остались в населенном пункте. Представьте, вот так, нападая, грабя, насилуя, а детей, женщин, обращая рабство, распространялся ислам, так он добрался до Испании. Представьте, вот, мирный ислам. И вот сегодня мирные люди сегодня, эти мирные люди сегодня хотят джихад, который до судного дня. Всемирный халифат. Но когда им дают по морде израильтяне рядом под носом, они жалуются. Наших детей убивают. А вы собираетесь... Придумывали детей. Да, представьте, их детей убивают. А вы что собираетесь? Чужих гладить, что ли? Можно сказать, вот, например, эти тут чечены выступали. Давайте так представим, если чечены зашли бы в другую республику в России, вот такое сотворили с людьми, сколько бы им дали жить на этом свете? Россия. Да мы же ничего не делали, мы свое государство создали, Россия напала на нас. Потом вторую войну взорвали свои дома, россияне, Патрушев руководил этим делом. Нет, в Рязани. я хочу сказать, мы не касаемся к вашей истории. Мы никогда к вам не упрекаем. Не, я ничего не говорю. Посмотрите, я просто... мы ничего не делали, я объясняю, мы ничего не делали. Мы не нападали на Россию. Хорошо, я вам говорю пример. Второй раз напала. Пример привожу вам. Почему Они взорвали сами дома. Почему приходите, чеченцы, нас упрекаете в том, что мы защищаемся? Вдруг... Мы не упрекаем, это религия, кто в религии находится, в этой религии, получается. Они это говорят, заходят. Мы не можем знать, в религии, не в религии. Нам какое дело до этого? Приходят, упрекают нас, которые мы пострадали, и уже 3 года... Россия построила 1600 мечетей у нас дома, и вот это вталкивает эту башку через мул. Объясняю вам. Вы не даете объяснить вам, почему чеченцы. Чеченцы находятся, под оккупацией находятся. Что хотят в России, то и творить там. Эти мечети построены за российские деньги. 1600 мечетей. 40 медресе, 700 медресе построили. Забивают голову этими муллами, платят им зарплаты, Россия платит. Чтобы они мозги компостировали людям. Чтобы не понимали ничего, что творится. Я что скажу, есть сегодня чеченцы, настоящий чеченец, это который уважает свои традиции, чтит своих предков, любит свою землю, свой язык, а не прогибается ни под русских, ни под арабу. А представьте, вот, которые чеченцы настоящие, у нас в традициях что было, даже если кровная месть, детям не мстили, женщинам не мстили, даже смотрели, стоит, не стоит, может, убитый сам был виноват, может, посягал на честь, достоинство, стыдили. Даже если отрывались на женщин, детях, таких выселялись. У нас не было, у нас таких пророков не было, который одобрял, у нас не было пророк, который одобрял нападение на женщин, продажу их, рабство не было, который проповедовал, что мы должны по всему миру какие-то идеи нести, убивая, грабя. Но вот среди чеченцев есть такие, которые следуют этим арабам, они позволяют, им можно и грабить можно, и убивать можно, насиловать, жениться можно на 6-7-летнюю, они одобряют. Есть такие чеченцы. Горе это наше. Горе, из-за них нам приходится стыдиться. Они в первую очередь называют себя чеченцами, но некоторые сейчас мусульман называют, потом я чеченец. Но потом не надо чеченцам, с чеченцем надо быть все время. Ветеран, можно я этой женщине отвечу, которая вышла? Почему нападают на евреев в этих Самарии, там, Газе, туда-сюда? Да не надо отвечать, давно запалил ты уже сегодня, мозги компостируешь, почему нападают. Ты скажи лучше, почему нас 300 тысяч, треть населения убили, из них 42 тысячи детей.
Вот это говори об этом. Вчера тебе говорили, здесь было целый день говорили о убитых 42 тысяч чеченских детей. Ты что-то не появился здесь рассказать. Вы заходили, опять говорить начинали про Палестину. Идиоты. Я этой женщине отвечу мне. Не надо отвечать. Ты вот здесь приходи и говори, когда мы говорим о чеченских детях. Да я, Ибраим. Канал, чтобы не про палестинцев. Есть канал, чеченский канал. Чеченцы говорят свое. Человек, который начал Палестину, давай, иди там, палестинский канал, выйди на палестинский митинг. Вот там будешь, здесь другой канал. Здесь чеченцы говорят о своем. Маршо, доброй ночи, ребятки. Радио Маршо, ты можешь, пожалуйста, мне снять модераторство с того аккаунта? Мне его забанили на некоторое время. Я буду с этого пока заходить к тебе. Я хотела этому Адаму сказать кое-что. Да, я помню то, что ты, Ибрагим, говорил ему, и он совершенно не реагировал. Ему это, видимо, было неинтересно. Свои дети, ему было интересно больше палестинские дети. Он на работе. И второй тоже там представлялся казахом, дагестанец. Он на работе они находятся. Да. Как не зайдет этот Адам, он постоянно о палестинцах говорит, о палестинских детях. Заколебал уже на всех каналах. Ну, потому что его волнуют палестинские дети. Да не, у него на зарплате, он сидит, как эти муллы сидят на зарплате в России. Да. И их вот гоняют тут по этим каналам. Поднять его или нет? Да нет, не надо его поднимать, нафиг он нужен. Он на работе находится. Больше будут переживать, когда их не включают. Пускай переживают. Не надо им слово давать. Это пропагандисты, проплачиваемые пропагандисты, лазят по всем каналам здесь. Мы уже давно знаем, как это. У них одна боль – палестинские дети. Вот, разнарядку спустили им. Где будут про палестинских детей говорить. Вот. Пускай свой отдельный канал вот, собирается и про палестинских детей, про Палестину. Как Чимаев хотел в Палестину поехать, не пустил его Кадыров, может, не знаю. Он хотел так сильно, и деньги были, все, возможности были, но не поехал. Это было в Арабистане. Надо же перед ними тоже как-то, может, лишний миллиончик дадут. Да. Подпизнуться надо арабам. Нет, ему сказали вот это выйти и высказаться вот так. Он и вышел. Россияне, командуют россияне. Кадырову он обращается, он там прилетел, Кадырову он отправит меня там. Я тут занят был. Про то, что 42 тысячи чеченских детей погибло, сказал бы его, чеченцы, никто, думаю, против не сказал. Но дома не понравилось бы. Его хозяину, конечно, не понравилось бы. Вот после этих слов, что русские убили 42 тысячи чеченских детей, он вернулся бы в Чечню, он героем не был бы. Он такие вещи не скажет. Я знаю, что Кадыров, что с ним сделал. Он больше там не выступал бы. Нет, такие вещи нельзя. Про чеченских детей говорить нельзя. А про Палестину можно, потому что Россия такую политику проводит. Я помню, вот 85-й, 3-й, 4-й год. Сегодня в мире международная панорама. Там Бовин, помню, вел. Вот Фарид Сайфуль Мулюк. Вот, я помню. Да. Палестина. Все. В мире и Америку ругали, как там на улицах бомжи живут.
И больше ничего. Про Америку мы ничего не знали, что там бомжи живут только. Другой информации вообще не было. Там страна бомжатников. Потому что Америка совершенно другая. Ну, бомжи живут. Вот что мы знали, а как мы хорошо живем. И только еще палестинцев убивают. Больше ничего в мире мы не знали. И знали еще, что Советский Союз Афганистан и афганскому народу мир несет, помогает. Показывали, как разгружают, мешки раздают. Вот тоже мы знали. И вся информация в мире, представьте... Интернациональный долг выполняли. Интернациональный долг. То же самое это религия. Тебе думать нельзя, другой информации нету. Ты должен верить, что Магомед был очень хороший человек, что весь мир ради него. Тебе сомневаться нельзя. Вот так и живем. Как Северная Корея. Религия, как Северная Корея. Религия ислама, как Северная Корея. Не дай Бог что-нибудь скажешь. Не дай Бог выйдешь из ислама. Не дай Бог Северной Кореи сбежишь, отрывается на всей твоей семье. Из Кореи сбегать нельзя. То же самое, из ислама уходить нельзя. Дай Бог выйдешь. Самая жминная религия. Куда ты пойдешь-то? Моё тентаки Эдам Борштак, она 50 лет. Несколько раз тут мы с ним дискутировали, пытались там его очеловечить. Да не, он на работе. Он и там окей, тоже на работе они. Ну, ему слово давать не надо, потому что пускай комментарий от злости пишет, гадости. Он пишет гадость, пускай пишет гадости. Он будет еще больше, потому что ему не будут давать слово. Не надо слово давать. Пускай гадости пишет, показывает. Он внизу хорошего слова не скажет. Он только гадости пишет. Пускай пишет. Пускай злится. Пускай хозяев задача будет не выполнена. Ему слово другим тоже не давать. Там скажут, они нам слово не дают. Что? А они скажут, сидите, гадости пишите. Что-нибудь пишите такое-нибудь. Только не уходите, пишите гадости. А так, если слово давали бы, это у них хоть наполовину задача выполняется. Пускай гадости пишут. Видят, что это за гады-то? Ветеран, Саджим, всем спикерам такой небольшой лайфхак. Когда человек хочет какую-то мысль донести, перехватывать у него микрофон и потом длительно не отдавать его, это чуть-чуть неправильно, потому что как минимум... Виднее, со стороны виднее, да. Да, раз, когда что-то ты хочешь сказать, потом взять микрофон и не отдавать, длительно его держать. Сейчас здесь вот эта пожилая женщина была, но она по возрасту, я бы с ней вообще не дискутировал бы, не спорил. Она говорила, что вот вы чеченцы, почему вы лезете к нам? Вот примерно то же самое с курдами мы вот здесь, как-то я рассказывал, по-моему, там на митинге где-то пересеклись. И, ну, так, поконтактировать, да. Так-то тут есть знакомые курды, которые интегрированы давно, в стране проживают, а это вот такие свежеприбывшие. И они негативно как-то на нас смотрят, чеченцы, и как бы вражески такую позицию заняли, друг с другом потом начали переговариваться, вон чеченцы там. У нас 3-4 человека, короче, мы с ними наоборот контакт наладить пытаемся. И потом, ну, мы им потом объясняем, мы хотим вот контакт наладить туда-сюда. Потом они поняли уже, что не враждебно к ним, пришли там не драться с ними, да, потому что взрослые люди. И уже чуть-чуть успокоившись, говорят: почему вы, чеченцы, нас убиваете? И вот примерно такая же ситуация, да. Вот. И ты вот тоже объяснить пытаешься людям, что вот то же самое, вот, например, с украинцами, да. Пошли в 2014 году здесь митинги, вот это началось украинское, пошли им солидарность с ними проявить. И долгое время, там, во время этого хождения, марша, там, все настороженно так смотрели, потом бабушку там подослали. Ребята, что это у вас за флаг, бабушка говорит? Чеченский. Ой, а почему вы нас убиваете в Украине, говорят.
И с этой стороны, и с той. И вот такая ситуация, да, и тебе каждый раз приходится доказывать, что ты не верблюд. Из-за вот этих дебилов, которые сейчас сюда зашла, вот это Адам, как его там, дебилка натуральная, старая, тупоголовая, 50 лет прожить вот в этом мире и вообще ничего не научиться, да, не познать ничего, не пользу какую-то, вот там туалет где-то сидел, наполнял и все. Никакой пользы от вот этого. За 50 лет ни ума, ничего, если он не набрался. После этого ты что вообще сделаешь, на что ты будешь вообще полезен, чего ты добьешься. Просто вот потом приходится объяснять, мы сами страдаем от этих людей, то есть эти люди, которые с чеченцами борются, со всем чеченским, хотят вообще чеченец, то есть перешли на вражескую сторону с помощью идеологии, с помощью бабок, с помощью там, я не знаю, из-за того, что на бутылке, с помощью того, что на бутылки сажали и так далее. Вот через все возможные вот эти методы, которые перешли на вот эту сторону, да, на противоположную, скажем так, и тебя пытается твой народ убрать его, и культурно его истребить, короче, и физически, и так далее. То есть вот такая ситуация. Конечно, эта женщина, она не первый раз, она и раньше здесь была, там, долгих лет жизни, здоровья, короче, она же тоже не просто зашла это говорит, потому что вот этот тупоголовый дед 50-летний Адам ходит туда к бабушкам, ко всем, и там проклинает, материт. Вот это, как ведет себя, как тварь какая-то, да, там. И поэтому бабушки все, и они потом говорят, мы чеченцы, у вас вот так, мы чеченцы, понимаешь? Люди, которые, вот сегодня мы крутили запись Джамбулата Сулейманова, который в ПАСЕ даже залез, да, человек, который участвовал в похищении, в терактах там, против нашего государства, человек, который светские суды захватывал, делал из них шариатские исламские. суды, устанавливал. Вот этот куда-то туда заходит, да, в ПАСЕ где-то там лазит, и когда мы вот эту тему сейчас начали расчехлять, ислам сел сюда в интернет и говорит, что пытается очернить, да, там, чеченскую культуру, там, из ислама вот это посасывание грудью, извиняюсь, да, вот эту вот исламскую традицию ее чеченцам хочет прилепить. То есть это он очевидно он борется со всем, то есть хочет запачкать перед исламом, то есть чеченское это грязное, это плохо, а вот ислам, он чисто хороший. И ислам, в котором это посасывание, извиняюсь, уже прописано, да, почему-то мы, чеченцы, вообще, я имею в виду не игильнутые, да, не дебилизированные, а нормальные чеченцы, даже и дебилизированные, как мы видим здесь на площадках, готовы с тобой там конфликтовать, агрессировать, драться за то, что ты им скажешь, за посасывание исламское вот этого. И Они говорят, что не может, сперва говорят, что не может такого быть, а потом ты когда зачитываешь, они сами не читали это, и начинают на нас, что вы там придумали, и евреи придумали это, Бог. Там записано все это. Нет, представь, мы тут там хотим с этим бороться, они вот ходят везде и против нас всех агрессивно настраивают, и там позиционируются мы чеченцы. То есть они с чеченским всем борются, понимаешь, а там где-то на внешних вот этих площадках, где-то там ходят и от имени чеченцев говорят. Да. Ибраим. Ассаламу алейкум. Машо. Дели, Машо. Все говорят, салам, хаячи, хо, рангама,
понизить вирвацию саму. Может, приходи свободным. Ногти, приветствие. Свободно. Специально объясняю. Мерш ногти богш. Объясняю. Салам хайец еще. Ваша. Сохай швой хочу, меня слышно кому-нибудь? Я его перебивать, я тебе объясняю. Выключи микрофон ему. Я тебе объясняю. Я у тебя беру приветствие. Не беру приветствия в таком же формате не из-за того, что ты мой враг, или я с тобой конфликтую, или я тебя ненавижу, или тебе мира не желаю, а из-за принципа того, что ты зашел, чеченец зашел на чеченскую площадку и со мной, чтобы на арабском языке не говорил, чтобы тебе дать понять, что здесь нету ни одного араба. Ты можешь на чеченском говорить. Хотя бы этот салам Машар Хилшун, Белер, там Беркат Хилшун. Хотя бы по-чеченски, чтобы ты это научился говорить. Я не собираюсь с тобой конфликтовать. Я тебе не враждую. Просто специально у нас здесь, скажем так, такие принципы, да, чтобы хоть кто-то должен же вот этот народ, его какие-то традиции, культуру, язык оберегать. Если все будут саламы, теперь тебе, чтобы угодить, я должен чеченский язык нахрен выкинуть и тебе на арабском языке говорить «Ва алейкум ассалам ва рахматуллах». Чтобы тебе угодить, понимаешь? Чтобы ты сказал туда-сюда. Наоборот. Адам хилит ваймасу Адам нохчи хилит верч. Вай нормально хилит верча. Вай пьеч омнешит я хилит верч. Вай ваш мот будет ахает верч. Ишт нохчи мата. Хавивет что истундел. Хюгара машорил. Это вот чеченское приветствие. Если хочешь, можете ходить и арабов миссионерством заниматься и арабам учить чеченское приветствие. Машова. Посмотрите, примут они его или нет. Я вот хоть раз зашел к вам, поздоровался на другом языке, как только на своем родном, правильно? Вот шалом вам, мир вам и все, да? Я ни разу не зашел. Я принимаю ваше приветствие, да, вот, допустим, да, вот как вы здороваетесь, я знаю, что ничего плохого не желаете. А зачем на арабском здороваться? Русскоговорящий, подожди, пожалуйста. В смысле русскоговорящий? Ибраим. Лазик, сейчас. Подожди чуть-чуть. Подожди чуть-чуть. Что ты загавкал там? Да, давай говорите уже. Говорите. Я максимально проявляю уже. Говорите, давайте. Вещайте, да, вещайте. Ибраим. Ладух, шуча. Ты беш бита. Да, все, ладух. Киберш адбити, ваши веселита. كنتي شدين على تخيل شنو باغلو чудно. Милли была и первые два штонса. Второй дом. Ночи кам приватизировать, да и ночи каман, харюш, ночи каман. И ночи каму харбах и бах бохша, ночи комана хумша навязывает мадагараш. Арбонок мадия навязывает он, а арбонок мадиетку навязывает, ах не дацану. Дир дацу, арбоник дир дац, но ограничивать мадия в свободе Бог дусец. Там кочу тадай, харду бог шьюху и целил ваш век шавек егал. Раскинаги арбонок атмун ман навязывает мадия хуна дида сам навязывает. Раской арби яцвен важный ешь. Ван важный дега ночи хамду. Послушай, арабоговорящий. Слышь, послушай меня, арабоговорящий. Подожди. Мы тут кое-что хотим разъяснить, Лазик. Подожди, не вмешивайся. Один момент.
арабоговорящие. Ты не лезь, товарищ. Из Витовиты, вот сунта сконцентрироваться, да, на мне сконцентрируйся. Ибрahim, وي نوخشي دو وي ونادن دو وين арабский культур юбо шукантент еш ду или нохчиш ца балаболш ца нохчи умлар вогерч ца нохчи цао дагайта герч дохш душу и дариас. Разницу очень, понимаешь? Гутен так бошу, хотя только арабский версии. Молодец, мне так попроще. Ну, ты можешь, как бы, тебя принудить никто не может, но ты меня извини, я не собираюсь это чужое привет, когда я уважение, кто заходит, с другими могу, но наш язык, наша культура, наши традиции, наша история, она должна оставаться, как и у всех нормальных, уважающих себя народов. Так, инчин за посвящение Ибрahim, сам как неги. А? Сразу, ишь, хочу, Ибрahim, ладуанцы слов. Ваше ойшу. Он свой шву, свой шву. Все, декрылю. Совения, веня. Амел дурвышим часами. Юх, филир. Инти ночи ком, волка, эцвахи, на хадени, ханани, арабский умсон кочтал маверти ونادين تخناشي داي بو بإكيد عداتس ناشي قوم وقداتي إبراهيم هيك خاتش دو قياج أغمود وخان باتي قناة نوقي والقمال دردو إيش تنضح على أشخاص خياتهم إيش تنضح على أشخاص خياتهم لا دوالسو ديك دو تاق ديك دو хорому шех шоплур модай. Все, так, вопрос. Пятаха. Ага, сободи, шо малуриац. شو ماله رياض اش بولتا تيريو شاندقه Ну, так, да, Он дерес хул дел духва ойл дел отмаларана قاعد ойл дел хайдюзулна масана пайда ойл дерес хул чуарна адик ойл إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فما يضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Шалом вам всем. Маршо. Приходите свободными, как говорится. Я бы хотел, вот, Ибрагим, извините, я не влезаю в это ваше чеченское дело, но, может, вам стоит привести пример, как историю, привести пример, рассказать про историю, куда исчезли народы, которых растворили арабы, чтобы им понять. Потому что крупные мусульманские страны может и сохраняться, а для мелких народов это очень большая опасность. Я просто могу привести народы, которые арабы просто исчезли. Вот приведу пример. Родственные народы евреям, тоже семитские, финикийцы. Они есть, но они перешли на арабский язык. Это Ливан. Потом египтяне, коренной народ. Да. Осталось их 10 миллионов. Поначалу так вроде все хорошо начиналось. Потом я просто приведу семитский народ, который был громадный, но сейчас их осталось 3 миллиона и гоняют. Ассирийцы.
Ну вот я привожу народы, которые... А есть народы просто, которые просто исчезли. Просто вот с карты. Я общался с человеком, который родной язык берберы. Они говорят, мы до прихода ислама жили, берберы, во Франции вот. А у них язык, они вообще к арабскому, они не семиты, вообще к арабскому отношению имеют. Мы потеряли страну, Марокко уже, 30%. Поэтому, может, надо им рассказывать, куда исчезли другие народы, чтобы они понимали. Потому что, ладно, большие страны, как Турция, Индонезия, они там... Нет, а вот мелкие народы, они захотят ассимилировать и растворить. Ну, я это так вижу, я, может, что-то не понимаю, но я просто высказался. Не, все правильно. Вся Северная Африка, они уже второсортные арабы там, получается. Они самобытные, своя культура была. Сейчас нету этого. Я вам расскажу случай. Я пришел на работу, я когда приехал в Израиль, и я пришел арабский еврей с Марокко. Он еврей. И Габи. Я ему говорю, Габи, а ты... Он говорит, ну, какой язык ты знаешь? Я говорю, я учил белорусский в школе, английский хреновый у меня, вот, ну, русский я, понятно, говорю. Наши школы позакрывали в 33-м, идиш я плохо, чуть-чуть понимаю, плохо. Он, хорошо, а ты? Он мне говорит, я знаю французский, я в Марокко, я арабский знаю. Потом он говорит, я берберский знаю, английского нет. Я говорю, а кто такие берберы? Он говорит, это коренные жители до прихода арабов, у них была государственность, и они такие воинственные сами по себе. И вот что, смотрите, что стало. Вот у вас заходит один чеченец, хороший парень такой, Ганнибал он взял просто. Вот государство было целое, Карфаген там. Вы понимаете, как это, куда они все поисчезало? Ну, они просто не задумываются. Вы небольшой народ. И вы хотите сохраниться. А что значит все должны быть в арабской одежде и в арабском? У вас есть своя культура, свои обычаи, свои традиции. Это же прекрасно, когда люди разные. А то все роботы, все должны быть одинаковые. Ну не может быть племя в Африке живет какой-нибудь бушмен, похож на чеченца. Ну у него другая культура, ему там нравится так. У вас выросли так. Почему все должны быть одинаковыми? Это же культура есть какая-то. Ну, вот они навязывают, они пытаются через ислам надавить на вас хитростью. Это мягкая сила называется. Так я это вижу. Куда деться? Вот это очень опасная вещь. Потому что я слышал, что чеченцы, которые жили в Турции, они очень многие смешались и растворились. В России вы как-то уцелели. Геноцид был, да, это не отрицаем. Но уцелели. А в Турции черкесы растворились в Турции. Они растворяют народы. Кто придет побольше, начнут растворить. И ласково через ислам. О, Ибрагим вышел, лифт поднимите его, Ибрагима. Ну, я высказался такое мнение. Может, вашим чеченцам надо рассказывать историю других народов, как растворились. Там, думаешь, сидят люди, которые давайте разберемся сейчас, что правда, что вообще наплевать всем. Крыша едет полностью. Не только у нашего народа, у всего мира едет крыша. Но благо есть хорошие новости. Французы придумали искусственное сердце. Все уже оно работает как настоящее. Японцы придумали метод изъятия генома из ДНК синдрома Дауна. Так, чтобы дети рождались хорошо. Последнее открытие. Маша и Алла. Ну, все равно надо бороться. Вы правильно делаете, лучше бороться. Выхода нет. Хотите сохраниться, будете делать. Вы правильно говорите, мы как раз таки пытаемся и исторически там на чужих примерах это донести. Вот этот вот. Конечно. Говорил Армат, он это несколько эфиров об этом делал, что вот эти народы, они как бы исчезли и превратились вот в такую массу, да, там. Да, и такие методы, и другие как бы вот методы холодного душа, пробуждения, там, попытка прозвона, да, ну, как бы все возможные методы нужно проверять, применять их, потому что если это не делать кому-то, хотя бы хоть кому-то,
что ситуация очень даже неважная, мягко говоря. Я вам расскажу Нам случай. надо миллион, Я... извини, надо миллион нам подписчиков. Вот когда миллион подписчиков будут, вот тогда еще вот какое-то серьезное внимание будет чуть-чуть лучше. У Еще тебя, миллион подписчиков добить. У меня 60К сейчас. Да на тебя все будулаки подписаны. Не, работа хорошо у него идет, нормально, потихоньку разбудовать. Ну, однозначно, короче, все чеченцы меня уже знают. Однозначно, короче, все чеченцы меня уже знают. Узбеки знают, да, сегодня заводил один. Сегодня заводил один. Осетины почти все Как знают. его? Тамерлан хромой заходил сегодня. Да. Бывший Советский Союз, там все знают, по-моему, там даже мусульман, там сколько там, 15%, осетины все знают, не надо. Я был удивлен. Грузины Так кто в знают. жизни меня хочет встретить отец Парматяток? Кто в жизни хочет, ты мне в личку писал, я тебе сказал, Вильнюс, приезжай, буду проверять личку постоянно. За день предупреди, завтра приеду. Нет, сидит мне, листает, номер дай, ну. Говорю, пишу, еще раз лишнее скажешь, я тебе больше не отвечу. Вильнюс вокзал, за день предупреждаешь, не надо лишнюю воду лить. Короче, продолжает воду лить. В общем, на воскресенье, вот этот материал же собираю я там, кто Мухаммеду там внушил, что он пророк. В общем, после всего этого, что мы говорили о его рождении, как язычники пророчествовали, что родится пророк, мои братья язычники, будь они, по башке надо было им дать, короче, какие-то чуть-чуть, не такие язычники, в общем. Сказали, что он родится, потом иудеи сказали, что он в Медине будет жить, и Курайшитов появится, потом христианин вообще, когда ему 40 исполнилось, внушил ему, что он пророк, что он в пещере какой-то мужик, который его душил, был ангелом. Идя дальше, мы натыкаемся, знаете, на что? На очень интересный момент. Есть такой чувак, Абдалла ибн Салам ибн Аль-Харис. Это иудейский священник Медины, раввин, типа. Священнослужитель, они пишут. Вы знаете, как он проверил Мухаммеда и принял его, стал мусульманином? Если я расскажу, вы просто, короче, от смеха умрете, со смеху умрете. В общем, в Сахихе Бухари рассказывается, как он принял ислам, как он проверил Мухаммеда. Там мощное, просто послушайте. Так. В общем, сейчас, секунду. После переселения пророка Мухаммеда в Медину, он узнал в нем того самого пророка, о пришествии которого знал из древних иудейских источников и которого ожидал. Анас ибн Малик так описывал принятие им ислама. Сахих Бухари, 3329. Теперь слушайте внимательно. Пошла жара. Просто вдумайтесь в это. Иудейский священнослужитель принимает ислам
от Мухаммеда, задав ему те вопросы, по которым иудеи узнавали пророка. Просто вдумайтесь, какие вопросы они иудеям приписали. Сообщается, что Анас ибн Малик сказал: узнав о приезде в Медину посланника Аллаха Абдалла ибн Салям, да будет доволен этим ягудам Аллах, пришел к нему и сказал: я хочу спросить тебя о 3 вещах, которые может знать только пророк. То есть иудей приходит к Мухаммеду и говорит ему: я у тебя спрошу 3 вещи, то есть по иудаизму есть некие 3 вещи, по которым иудеи узнают пророка. Итак, что это за 3 вещи? Скажи мне, что станет первым предзнаменованиями часа этого, чего в первую очередь отведают оказавшиеся в раю? И почему ребенок получается похожим на своего отца или на своего дядю со стороны матери? И теперь думайте, великий посланник Аллаха отвечает четко по иудейским критериям правильные ответы. На это посланник Аллаха сказал: обо всем этом мне только недавно сообщил Джибриль, ангел. Абдулла воскликнул: он является единственным врагом из числа ангелов, врагом иудеев из числа ангелов. То есть ангел Гавриил является врагом иудеев. После этого посланник Аллаха говорит ему: что касается первого предзнаменования этого часа, то есть пророчество о приближении судного дня, конца света, то им станет огонь, который погонит людей к месту сбора с востока на запад. Что касается первой еды, которую отведают обитатели рая, то ею станет доля печени кита. Если не ошибаюсь, это кит, на котором покоится наша земля. Что же касается сходства ребенка, вот тут мы приходим к завершению, к триумфу. Что касается сходства ребенка, то здесь дело обстоит так, говорит великий пророк-посланник всего и вся. Если во время полового сношения, то есть секса, мужчина опережает женщину, то есть если мужчина кончает раньше, то ребенок получается похожим на отца. Если же мать кончает раньше, то ребенок становится похожим на нее. И вот этот момент иудей Абдулла воскликнул: свидетельствую, что ты посланник Аллаха. После чего говорит: о посланник Аллаха, поистине иудеи лживые. Представьте просто этого иудея, он принимает ислам на месте, узнав вот эти 3 ответа, которые может знать только пророк. У меня вопрос. Всем привет. Кто меня тут спускает и поднимает, короче. У меня вот вопрос. Бывает такое за вами. Да. У меня вот такой вопрос. Вот я хочу спросить своих евреев. Я хочу спросить своих евреев. Вот лично я не знаю, где у нас написано про печень кита. Вот, может быть, кто-то знает, вот лично я нет. Я перелопатила очень много информации, но не нашла ничего про печень кита. Печень трески, расскажите, пожалуйста, очень интересно. Да, и вот про то, что кто-то черная икра, он по черной икре, по печени трески узнал. Очень интересно, где у нас еще написано про то, кто кончает первым, вот, на того будет похож ребенок, это тоже очень интересно. 1000 извинений, конечно, прошу прощения, возможно, не очень корректно. Придется вам поизучать. И самое интересное, знаете, слишком громко, режущий звук.
Очень жалко этого осла сейчас, которого режут. Объясняю. Когда тут нецензурное что-то выражение, такое наш модератор включает азан. А я что-то сказала неправильно? Я пропустила какой-то мат. Исламофоб, автор, исламофоб, любимая кошечка, оставим. Исламофоб тут автор. И самое интересное, вы тут иудеи сейчас можете говорить, мы не знаем, у нас есть иудаизм, нет такого, вы можете говорить, но нас сразу же Салим, ваш иудей, предупредил сразу на месте, как принял ислам, он говорит дальше: «О посланник Аллаха, поистине иудеи лживы, и если они узнают о том, что я принял ислам до того, как ты спросишь их обо мне, они станут возводить на меня ложь». А потом к пророку пришли иудеи. Что же касается Абдуллаха, то он вошел в дом. Посланник Аллаха спросил этих иудеев: теперь посмотрите, самый лучший из иудеев принял ислам, самый наилучший. Посланник Аллаха спросил их: какое место среди вас занимает этот Абдуллах ибн Салям? Они ответили: он самый знающий из нас и сын самого знающего из нас. И он лучший из нас и сын лучшего из нас. Тогда посланник Аллаха сказал: а что бы вы сказали, если бы Абдуллах принял ислам? В ответ на это они воскликнули: да упасет от этого Аллах! Тогда Абдуллах вышел к ним и сказал: свидетельствую, что нет истинного Бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха. После чего они стали говорить: он худший из нас и сын худшего из нас. Подожди. И продолжали злословить о нем и впредь. Вот, пожалуйста. Вот. Какая замечательная история. Вот вам и доказательство, да? Очень красивая история, мне понравилась. Не знаю, как кому, мне зашло. Согласно с этим иудаизмом, узнали о том, какие бывают пророки, и тут же говорят, что иудеи врут. Так значит, да? Ну, не все иудеи. Получается, кроме него все иудеи лгут. Кстати, Пармат, там еще, по-моему, в сире пророка Мухаммеда написано что-то про звезду, да, если я не ошибаюсь. Вот там что-то вот зашла какая-то звезда, должен был родиться вот. Девчата, нельзя кончать, нет, иначе было будут такое? рождаться впереди своих мужчин, иначе будут девочки. Я не помню. Про звезду что-то Я не там. помню. Я, понимаешь? Я не дочитал еще. Я смотрела фильм, значит, ну как, частично про Мухаммеда. Вот, художественный фильм, по-моему, там снят то ли Эмиратами, то ли Саудовской Аравией, не помню. Вот, и там говорилось, что... да? Точно? Нет, точно нет. Там же Иисуса указали звезды, если не ошибаюсь. Так вот, понимаешь, вот в том-то и дело. Вот. В том-то и дело, что про Мухаммеда в этом фильме художественном, кстати, там его лицо не показывает, только спину, значит, тоже была звезда. Вот зажглась там какая-то звезда, и вот родился, оказывается, человек, пророк какой-то там. Ну вот не помнишь такого? Вот это, я помню это из фильма 100%. Я еще не дочитал Сиру, мы только начали. Я только начал, 40 страниц мы почитали в прошлом эфире. Еле-еле, Зрубабел, короче, на 4 часа 40 страниц затянул. Да, это эпопея, это только начало, ты представляешь, сейчас надо его полностью потом мне интерпретировать это еще красиво, не так, как раньше. Я послушал свой прошлый эфир, там надо серьезно с этим работать, чтобы люди не думали, что это приколки или наговоры всякие. Это профессионально, я буду цитировать, с арабского переводить тоже. И там надо доказывать просто вот это все показывать, что там в Сирате написано, что это именно происхождение амаликитянской веры. Это амалеки, самые настоящие. И мы уже доказали вот это вот в этом разе,
То, что мы сейчас начали только. Там дальше вообще что будет, это... И самое прикольное, бесстыжество вот этих будулаков, которые сюда заходят, они же постоянно это пример приводят. Мол, вот Библии, Бог Библии говорит истребить вон там скотов, детей и всех загеноцидить амаликитян, короче. И прикинь, иудеи же не выполнили этот приказ. Об этом они никогда не говорят, ни разу не говорили об этом. Иудеи же ослушались этого приказа. Не ослушались, они выполнили, но частично. Только те, которые... Они же амаликитяне как? Они по закону нашему... Это мы не просто пришли к ним. Они сделали на нас нападение, и мы... Как бы это была оборонительная война. Они это предполагают, они думают, что эта война, наверное, была просто... Знаешь, как их пророк делал? Сам искал, на кого нападать целыми днями. Там в пути был, короче, кто рядом был, и начинал нападать на них. Это была именно оборонительная. Они напали на народ Израиля. И они напали уже при выходе из Египта в первый раз. Еще народ Израиля даже не успел войти, чтоб ты знал. И именно в этой пустыне, где именно они жили. То есть народ Израиля вышел через... Если бы иудеи выполнили бы приказ, что сегодня, короче, мир не страдает. Это ваша вина, опять же. Во всем виноваты всегда евреи, знаете это. Согласен, но... Да мы знаем. Согласитесь, мой Мы знаем. Мы уже привыкшие на самом деле. Мы в этот раз исполним приказ, мы обязательно... Это, ты же понимаешь, даже если нас всех евреев соберут в один большой космический корабль и отправят на Марс, и через 100-200 лет на Землю, не дай бог, упадет огромный метеорит, скажут, что евреи виноваты. Викуля, доча, ты откуда берешь такие вещи вообще? Я тебе просто скажу. Да, откуда? Я просто это вот придумала только что, понимаешь? Ну, логично, да? Если мы улетим, евреев не останется на земле, а мы будем жить где-нибудь на Марсе. Твоего ума, ты как пророчица просто, я тебе серьезно говорю, ты прям вот... Я еще там пророчество, ты сейчас такое напророчил. Ты сумела посмотреть фильм про Мухаммеда, это просто, ты чудо, я тебе скажу. Да, я ты посмотрела как смотрела фильм про вообще этот фильм? Мухаммеда. Ты видела, что... Тяжело, было очень тяжело, но я справилась с этим заданием. У меня была Сколько цель. недель ты выходила из себя? У меня была цель, я ее достигла. Это шедевр. Зрубабер, пока вы здесь, пока вы евреи, ягоды здесь, у меня вот четко там по Торе, вот я иду на дебаты, и мне мой рассказ там просто не пройдет. И нужно будет источниками, если попросят, источниками, приводить источники и показать. Вот где я могу посмотреть, и где мне лучше всего посмотреть, как иудеи узнают пророка, и какие критерии у них. Вот Машиах, это же уже Машиах, как Мухаммед. Сейчас это дело. Я тебе скажу, как узнаем мы. У нас написано, что пророк, он не пророка, как просто, да, а этого, как его, спасителя, Мессию, да? У вас же все уже, спаситель, Машиах должен был, да? Во времена Мухаммеда. Не, у нас есть критерий, у нас критерий спасителя. Ты знаешь, я тебе даже один сейчас всего лишь этот назову, и ты мне вот просто пойдешь и проверишь сейчас. Ты сейчас проверишь, я говорю правду или говорю неправду. Возьми этот AI, возьми теперь сейчас AI. Сейчас, открыл. Теперь, где говорится, что Мессия, иудейский Мессия, который придет, должен иметь... Смотри, как быстро печатают, профессионально. Свойство узнавать по запаху, виновен человек в грехах, в грехе или не виновен. И какие грехи он совершил, и все его прошлое и будущее. И все его... Что? И все... Да. И при виде Мессии будут люди темнеть, кожа их будет становиться черной. Это что-то новенькое. Да.
И будет... Кожа что? Да, кожа его черная становится. Ну, темная. Темнеть будет. Будет темнеть. Фильм И взор Мессии будет виден от горизонта до горизонта. Все, что в поле его зрения. Все? Да, теперь я это сделал в стиле исламском. Я точно знаю, как это говорится на иврите. Я не стал сейчас конкретно переходить на этот. Это всего лишь один. Как узнать, что наш Мессия? Это я тебе доказываю сейчас, и ты увидишь. Понеслась. А где ты Пошла это массовочка. вычитал? Стесняюсь спросить. Основной источник про запах и определение грехов – это Вавилонский Талмуд, трактат Санхедрин, 93b. Да. Про суд по запаху – это основано на толковании стиха из книги пророка Исаии. «И Дух Господень почиет на нем, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух Это он сейчас заходит видения». в книгу пророков. Это сейчас пока только, как-то говорят... Исайя. Как-то говорят, вот это вот... ну, когда... Толкование? Интерпретация, толкование, это пока сейчас на книгу пророков. Это Талмуд, чтобы ты понимал, это не хадисы. Я тебе еще раз говорю, ты сейчас поймешь, что Талмуд это очень такая серьезная вещь. Талмуд я знаю. Талмуд это, Мидраш и Нагей что-то там было, что это было? Там Нагей. много чего было, там много... Агада. Споры, дискуссии. Гмара, да. Там Гмара, да. Мидраш и Гмара. Мидраш это основополагающая основа, как бы буква закона, а Гмара это уже толкование, споры, аргументации раввинов и так далее. И это существовало... в совокупности это Талмуд. Это устная Тора, она у нас существовала до получения Синайского откровения. То есть она древнее, она идет от Адама. Написано, что Талмуд, первая книга его, книга Разиэль, идет от Адама. Она же является частью Торы нашей. Адам написал первую книгу, называется Сефер Разиэль, книга Разиэля, ангела Разиэля, который обучил его святому языку. Оттуда он начинается. Смотри, теперь вот сейчас вот это то, что ты набрал, зачитай, пожалуйста. Вот сейчас мы послушаем. Санедрин. Да, Дух совета, крепости, видения, благочестия, страхом Господним исполнится и будет судить не по взгляду глаз своих и не по слуху ушей своих. В Талмуде Санхедрин Равва объясняет слово «вахарихо» – наполнится, вдохнет, как «мериач» будет Переводится, судить по запаху. Это читается правильно «ваяриху». Не «вахариху», а «ваяриху». Ваяриху. Тут на латинице, короче, я не знаю. Будет судить по запаху. Мессия, Машиах, сможет духовно чувствовать запах человека и точно определять, виновен ли он в грехе и в чем именно, без необходимости в свидетелях, показаниях или внешних признаках. Это проверяли на Бар-Кохбе. Он объявил себя в России во II веке. И Бар-Кохба он был героем, он освободил Израиль от Рима. И он себя за то, что ему... Я знаю. И даже его, человека-героя, который не был... У него не было этого чувства, поэтому и христиане при Иисусе тоже обманывают. Санедрин уже тогда, по вот этому запаху уже, они просто ставили вот так вот человека, делали такую как загадку. Специально ставили и знали, что он совершил, знали конкретно, что он сделал. Он должен был по запаху определить. Простая элементарная проверка была. Угу. Раввины сказали, если он настоящий Машиах, пусть судит по запаху. Он не смог, и его отвергли. Это классическое место в иудейской традиции. Запах здесь – метафора сверхъестественной духовной проницательности. Прокожа потемнеет, станет черной, и взор от горизонта до горизонта. Я не нашел прямых совпадений с этим описанием в классических иудейских источниках. Танах, Талмуд, основные мидраши, Зогар и так далее. Черная кожа, темнеющая кожа в иудейской литературе иногда встречается описание страдающего Мессии, Машиах бен Йосеф, которого называют прокаженным. Чивра бар Напхли.
Потому что он несет на себе болезни, грехи народа. Связывает с Исаией Знаешь, что 53. произошло? Здесь у тебя AI, когда ты заносил туда вот этот вот, он подумал, что сам Мессия темнеет. А ты напиши теперь это отдельно, и ты увидишь, что человек перед взором Мессии будет темнеть, если он грешит. Можно вопрос, говорю? Можно вопрос? Задавайте. У меня один вопрос. Вот мусульмане верят, что в Аллаха, там, в этого, как, Мухаммед пророк их женился на 9-летней девушке. Почему мусульмане не следуют ему? Они все про него говорят, мы в него верим, что он делал, мы в него... А почему они своих детей в 9 лет не отдают? Мой вопрос. Почему не отдают? Отдают. Это вопрос, знаешь кого? Кто не отдает? Например, в Бангладеш отдают. Отдают, Афганистан Пакистане отдают, Йемен отдают. Йемен отдают. В Индии, конечно. которые мусульмане, там 200 миллионов отдают. Понимаешь? На Мадагаскаре отдают. На всех этих островах, там, в Африке спокойно отдают. По всей Африке отдают. Детей уже начинают 6 лет. Я знаю такие страны, я был там, Узбекистан, Казахстан, они все мусульмане, они вообще... В Египте до сих пор отдают. До сих пор в Египте отдают, по всему Египту. Не знаю. А теперь послушай, где еще отдают. Ты подумаешь, сейчас в этих нефтяных странах, Афганистане тоже отдают. А вот этот вот нефтяных странах, ты думаешь, там не отдают? В Афганистане я был, они там продают детей, они Раньше отдают. точно так же было во всех вот этих, куда халифат пришел, это было во всем Дагестане. Ты думаешь, в Дагестане не отдавали до того, как не пришли туда царь? Не знаю. До того, как был царь, весь Дагестан, вся Чечня были христианами. До того, как туда царь пришел, послушай, там, ты уже знаешь, когда пришел ислам в Дагестан, когда пришел ислам? Когда пришел, ты знаешь? Расскажи. Это как пророк, вот по-ихнему, да? Пророк 1400 лет назад появился. Это уже в 1 столетии, вот это уже его вот эти все начали туда атаковать уже. Попытки атаки. Они уверовали в него и приняли ислам. Это да. Кто уверовал в него? Они их вырезали, они насильно им насажали. Они уничтожили практически всю еврейскую общину вот этого вот Азербайджана, Дагестана, все, что на пути было, Ирана. Они в Машхабе, знаешь, что сделали евреям? Машхаб, такой город есть. Я говорю про мусульман, да, как Мухаммед. Они вывели, как немцы вывели, вот так вот взяли, как немцы вывели евреев на площадь в Машхабе. Машхад, есть такое место в Иране. И начали вот эти вот мухаджиры, мухаджиры были не шииты даже, чтоб ты знал. Это были суфии все, суфии практически вот эти были. Вот этот вот то, что, вот этот салафитский асхаб, вот эти салафиты первые, которые предшественники их все эти. Они просто резали евреев, вот так вывели на площадь и всем срубали голову. Всем. Поэтому их назвали, все ираноязычные их назвали рубители голов. А ты знаешь, как это звучит, рубители голов, на иранском? Сэр-бурра. Так мы их называли всю жизнь там. Все, кто ираноязычные, все, кто там горские евреи в Иране, в Азербайджане, они все называли мусульман сэр-бурра, от рубители голов. Дорогие друзья, на Кавказе не только были христиане. Большая часть Кавказа были огнепоклонники, там вот такие вот. Зороастрийцы, они уже там, они уже все эти племена практически уничтожили. Там они ничего за собой не оставляли. Чем дальше они продвигались, они больше уничтожали. Если бы не хазарский каганат, который 4 раза этих арабские племена оттуда выгонял, они потом просто, они теряли большие силы уже. Они не могли уже продвигаться на север. Я читал письмо, которое они направляли в села, например, да? В этом письме было написано: примите
ислам, и мы оставим вас в покое. Если вы не примете, мы будем убивать вас, пока вы не примете его. Вот такого рода письма приходили в села. Вот как люди принимали это. Поэтому То, там что- и появился вот такой вид ислама, который под ислам мусульман косили специально, чтобы показывать им, типа, вот, у нас там это, у нас там то, у нас там третье, мы, типа, мусульмане. Такие, как тарикатчики появились там. И они туда ставили своих этих наместников, но народ сам, он не шел в ислам. Был у них как бы свой мулла, представитель, вот это, они заставляли арабы ставить своего человека, типа, который от рода их там происходит, там какого-то этого, ставили туда, алима какого-то. Но этот алим потом сам уставал там, потому что народ там был бестолковый, никто не хотел это принимать, все хаха ловили над ними, плевали на этих алимов там всю жизнь, понимаешь? Оттуда зародился вот этот вот вид, вот этих вот шейтанов, которые там вот целыми днями хаха ловят над мусульманами. Понимаешь? А потом это уже сейчас, в наши времена, это стало все порицаемо, это стали... Да. Сейчас эти шейхи, они рассказывают, что они, говорят, прятались в подвалах, там, тут прятались. Говорят, Я когда-то поехал в Афганистан. Я выехал через Таджикистан, я проехал там это все, короче, границу. У меня был паспорт одной страны, которую я не хочу говорить. Я нормально прошел. И у меня там человек уже ждал в Афганистане, который когда-то служил солдатом во время советского времени. И его взяли в плен, а он потом женился. Он женился на местной афганке, принял ислам. И, короче, сидит там, этот человек. И он моим гидом был. Он меня возил куда мне надо. Я там находился практически 3,5 месяца ровно я там находился. Это первый мой визит туда. Это я приехал в центральную столицу, доехал до Кабула, все как надо по северу. Через Панширское ущелье там тоже побывал, смотрел, разговаривал с этими таджиками там. И мне интересно, я ему говорю, слышишь, туда, я ему рассказал, я ему говорю, покажи мне вот этих вот, где Пуштун-Вали там, они все соблюдают, вот это вот, где это, Пуштун-Вали, это закон этих пуштунов, короче, там, эти села. А я знал, они все бывшие иудейские, я для себя уже знал. Он меня туда ведет, потом мы с ним разговаривали, он русскоговорящий, туда-сюда. И он мне говорит, ты знаешь, да, ты, наверное, почему тебя это интересует? Мол, говорит, их не этот. Ты знаешь, что там не просто туда пройти, говорит, они могут там убить человека, короче, если они узнают, что там типа так-то, так-то, короче. Я говорю, не бойся, не убьют. Я говорю, поехали, я договорюсь с ними. И заплатил ему нормально, короче, все. Со мной еще был Игорь, один парнишка, короче, там. И этот Игорь, он уже давно меня знает, короче, много лет. И, короче, он тоже говорит, нет, наверное, давай поменяем, типа, там, направление, не пойдем туда. Пока этот Игорь там начал это туда-сюда, поехали, я хочу это посмотреть. Я ему говорю, вот, возьми вот этого проводника, это его тоже... как бы его жены там короче, ты езжай, тебе нормально, короче, мы поедем с ним. И мы разделились. И мы поехали в такие регионы, которые даже вам, ребята, я просто говорю, вы в шоке будете. Сколько там иудеев сохранилось, которые иудейские законы, все это видишь, этот Пуштун-Вали, этот их закон. Это полностью иудейские законы, все. Вплоть до могил, которые они посещают, иудейские. И все, что там показали мне. И тогда, когда я это увидел в Афганистане, я увидел, как они себя ведут, что такое конспирация, как они под мусульман косят, и как они издеваются над своими муллами там. Все хаха ловят. И как в их вот этих вот ешивах, которые они сидят, они изучают этот вот типа ислам, они шатаются, вот так сидят, точно как евреи. Все их повадки, все их эти. Какие приколы они делают. Я тебя перебью на секундочку. Какие приколы они делают. Я попрощаться, я спущусь вниз. Доброй ночи всем. Куда ты уходишь? Я вниз. Я буду слушать, просто я пойду уже засыпать под вас. Доченька, ты давно не появлялась. Так далеко не уходи от нас, пожалуйста. Я в отпуске просто, я отдыхаю. Вот сейчас время появилось, я зашла. А, ты не на севере? Не-не-не, я не в Штатах. Я сейчас недалеко от вас, я в Греции.
О, как надо. Очень приятно, очень приятно. Так что я с вами в одном часовом поясе. В Салонике увидимся. Давайте, всем доброй ночи. Давайте, давай. Короче, вот этот вот, как они приколы делают над Мухаммедом. Я своими собственными глазами, вот этот, который со мной был мусульманин, русский, который был пленный, который женился на афганке. Вот этот гей. Как прикол делали? Они мусульмане и прикалывались? Он в шоке был. Он был в шоке, этот человек. Сам, который живет в Афганистане. Он... Да не может быть. Так. Послушай сюда, я говорю на афганском языке. Послушай сюда. Я говорю на афганском языке. Я владею иранским, это диалект. Как точки похожи, но дейри мы его называем. Дейри. Афгани дейри. Это называется этот язык. Ты в шоке будешь, если ты увидишь, как пуштуны, которые живут в горах, высоко, вот эти точно пуштун вали, все хранят. Они все светлые, они копия, и вот и ты на них смотришь, вот эти израильтяне сегодняшние, да, вот, это чисто... Ты не Тамида, ты скажи именно, как они чисто издевались. их глаза, они чисто... издевались. Они над пророком делают миллион всяких рассказов у них, анекдотов, приколы. Там сидели... Что за рассказ, например, хоть один? Что за один? Вот разные, где со мной сидели, над пророком сидели, прикалывались над Мухаммедом. Они даже слышать не хотят, когда про него начинают кто-то реально что-то говорить. Я тебе реально говорю пуштуны. Они все вооруженные ходят. Все вооруженные. Я там был в одном селе, они себя называют Ибн Муса. Они Ибн Муса, они себя называют Мусаид, ты понимаешь? Типа, что они от потомков Моше произошли. Ты их рост увидишь, у меня фотографии есть, вот здесь вот, у меня фотографии есть. Я это все здесь евреям показываю. У них кипы, у них такие кипы, ты увидишь их лица, ты увидишь их рост, ты в шоке будешь. Они на древнем акценте, диалекте иврита, некоторые слова они говорят, они помнят молитвы. Вы в шоке будете, сколько их там населения. Они со всех берут долю. Кто внизу живет, ниже этих сел. Они со всех мусульман снимают долю. Все бизнесы платят им долю за то, чтобы их не трогали, короче, там. Они самые сильные, с ними никто там не может разговаривать. Ни пакистанская полиция, ни афганские вот эти пуштуны, которые мусульмане-радикалы. Все ссут их просто, никто не может с ними разговаривать. Они пророка вот так вот сидят с тобой, когда разговаривают, они пророка нахер посылают. И никто ничего сделать не может. Это не мусульмане. Послушай, ты не мусульманин. Я тебе говорю, сейчас рассказываю, что такое, как могут они конспирироваться. То же самое на Кавказе было. То же самое на Кавказе было. Со священным писанием. Ты там был. Послушай, ты на афганском говоришь, Подожди, ты там был. Человек, который пришел Ты сиди утверждай то, что ты где был. Послушай, где ты был лично. И то, что ты видел. Я утверждаю то, что я видел. И то, что я своими глазами там видел. Хотя бы, понятно, да, но это же от любого человека спросить, такой человек не является мусульманином. Теперь сделай ресерч. Послушай, если у тебя не было об этом знания, если ты мне не веришь, очень много есть и видео, которые это подтверждают в интернете. Начинай делать просто для себя. Это огромная информация. И ты увидишь то, что там происходит. То же самое было и на Кавказе. Этих мул на Кавказе, первое время, когда ислам пришел, их ставили там просто как надсмотрщиками. Сам народ, никто над ними не подчинялся. Все над ними прикалывались на Кавказе. То же самое было. Вот это я говорю. Тебе пророк Мухаммед подтвердит. Посмотри сегодня. Вот сегодня Чечня. Там Межиев или Воробей. Что происходит сегодня? Вот Воробей сидит там. Неважно, какого он сейчас масхаба, короче. Посмотри, что творится в интернете. Это не прикалываются? Тебе этого мало доказательств? Шафитский масхаб у него. Какой шафиитский? Какой шафиитский? У обоих шафиитский масхаб. У кого? У обоих. Они тарикатчики, они суфи, да, ну что ты хочешь? Ну, суфи, шафиитский масхаб у них. Да, но это опасный масхаб. Ты знаешь свой корень. Почему? Потому что я тебе говорю. Да. Потому что они ислам на людей типа, потому что там тупые. Что, смотри, как это все зародился, шафиитский этот масхаб. Откуда он появился? Вот эти люди, которые, они были неграмотные. Их даже не обучали самому исламу. Единственное, что некоторые из них могли делать, это наизусть читать намазы.
Для них рассказывал, вот этот мулла приходил, садился, книгу просто вот так вот раскрывал. Я говорю, просто рассказывают люди, как было всегда, испокон веков, и старики тоже. Вот так раскрывал. И говорил, вот он сейчас же говорит на аварском. Типа сидит и трактует типа Коран. И оттуда вот всякие вещи, которые ему по кайфу он говорит, оттуда. Как Мухаммед делал, вот тоже вот так вот. Понимаешь, вот эти вот все, которые с него снисходили. Уже пророк, да? Кажется, да. Вот эти вот лгуны, короче, сидят там и толкают. Вот этот воробей, какие сказки там толкает? Просто включи его канал и посмотри. Этот Межи, что толкает там? Понимаешь? Я этого воробья 15 лет я его мюридом был. 15 лет я был его мюридом. Тебе рай обеспечен, братан, только за то, что ты его 15 лет вытерпел. Ты уже в раю, 15 лет я потратил вот это. Каждый день по 300 раз я должен был, короче, читать таспих там. Если ты у него был, какая самая любимая песня там? Он напой вот эту, которую... Что за песня? Как ее? Ты что, песню не знаешь, самую главную их, мирическую? Асухи вода, что ли? Да. Сделай. Ну да, я знаю, да. Сделай добро для нас. Сделай там туда-сюда, короче. Сделай добро для нас. Да, не, да, сейчас я... Ну ладно, ты же 15 лет был. Дань уважения 15 лет. Ты уже в раю, братан. Тебе уже рай обеспечен. Дай нам тоже, дай нам почувствовать. Звуки произносят там. Ну не ломайся, да, братан, ну честно, да. Ну я тебя прошу очень. Ну сделай, да, для нас тоже одолжение, брат. Там, знаешь, есть категории людей, которые кто как читает. Есть категория, как бабы уже с таким тонким голосом. Нет, с напевом, сделай мне вот этот. Который «Асубху бада мин тал'атихи». «Асубху бада тал'атихи». Вот так читает. Понял, да? Красавчик же ты, 15 лет, братан. А как на тебя потом снизошло на тебя это пробуждение? Как ты в себя пришел, братан? Вот Харбата увидел, прикинь. И представь себе, такое же в Афганистане творится. Я это своими глазами видел. Только в Афганистане вот эти пуштуны, они там более дерзкие, чем кавказцы. Они Мухаммеда конкретно, они такими словами его поносят, клянусь, я тебе говорю. Клянусь никогда они не будут дерзкие, как кавказцы. Ты что? Я тебе говорю, у них там это бача-бази, мужские вещи, что ли? Ты просто там не был, брат. Ты просто там не был. Ты если туда попадешь... Да, никогда они не будут дерзкие. А на самом деле афганцы очень разные. Они очень разные. Ты, братан, очень сильно ошибаешься. Они такие там и есть. Кавказцы в мире, смотри сюда, в мире же кавказцы самые смелые. Это миф. Это миф, который сами любят кавказцы. Это миф, который сами любят. Послушай, брат, я такой же кавказец, как и все здесь, которые... Я тебе отвечаю, самый смелый народ это кавказцы. Послушай сюда, я полон духом человек, я был в разных ситуациях. Ты кавказец или нет? Кавказцы самые смелые на земле. Грубо говоря. Нет. Я видел смелее. Нет, ты не кавказец. Я видел, что самый смелый народ на земле – это ягуды. Я убедился в этом. Ты ягуд. Ты самый настоящий ягуд. Вот эти, которые с пейсами есть, вот они самые смелые, короче. Которые белый гольф. Я тебе отвечаю, вот это, который белый гольф одевает. Я тоже тебе отвечаю, мы поняли, кто ты. Нас не обманешь, ты не прошел. Послушай, кашишки белый. Секунду, Зурбавель, я вам хотела показать, я вам поставила на заставку. Я просто долго искала ответ на вопрос, откуда халяльные яйца. Откуда халяльные яйца? Ты не знаешь Афганистан, братан. Я тебе просто говорю, ты в Афганистан зайдешь, ты в шоке будешь. Алло! Ну как ты, как у тебя язык повернулся, сравнить кавказцев и афганцев? Поздно доходит. У него связь проседает чуть-чуть. Яма, подожди чуть-чуть, тут слово хотела сказать.
Я хотела вам просто показать, наконец-то у меня был вопрос просто на халяльные яйца, да? Там, помните, говорили, откуда халяльные яйца? Петухи мусульманские. Так вот, я нашла наконец-то этих петухов мусульманских. Очень интересный аккаунт. Я зашла, посмотрела, рекомендую вам тоже. Да. Халяльные яйца. Это когда петух и курица сделали никях, получается? Да, в точку попал ты. Прикинь. Я не знаю, сделали они никях или нет, но петухи там точно есть. Вот пророк ты вот как знающий, да, вот ты там, вот скажи мне, после того, как никях сделал, какую надо произнести по обычаю фразу, короче, в мусульмане? Куссуль, знаешь ты куссуль, такую молитву, короче, очищение? После того, как никях сделаешь, салам алейкум, короче, делаешь, что надо произносить? Гусль это большое омоение. Гусль, да, большое гусль. омоение. После того, как ты там Зрубабе. жене сделал брачный. Что В общем, надо что надо произносить? Бисмилля надо. Во имя Аллаха сейчас я тебя буду сандалить, надо сказать. Ну да, Смотри. именно когда ты входишь, прикинь. Короче, при входе салам алейкум, да, называется. Давай, Ты говоришь короче, салам слово. алейкум при входе. Не, я говорил так. Хорошо, что не каждый раз перед входом и выходом это надо говорить. Каждый раз сказать желательно. Это был бы... Извиняюсь. Если бы это было бы после каждого вот этого, короче, как это там... Ну, два в одном, это ж сразу таспих и поминание Аллаха, зикр и... Эффект трения не произошел бы, и мусульмане не рождались бы просто, если бы это было... Зрубабель, смотри. Я, в общем, вернулся, я аж забил. Он говорит, нету такого. Я тщательно проверил Талмуд, основные мидраши, Зогар, связанные тексты прямого упоминания, что человек перед взором Машиаха потемнеет, или кожа его почернеет, потемнеет при взгляде Машиаха. Нет, он говорит. Ты опять, это ты самого Машиаха. А если напишешь человека грешника... Не, сейчас я перед грешника? его взором. Самого грешника. Он говорит по запаху узнает, там все скажешь, но то, что потемнеет при виде Машиаха, Это человек, первый заклад. нету. А слушай, я это миллион раз в этом набирал. Ты просто, наверное, в поиске не так набрал. 100%. Скажи мне дословно, что мне написать. Свойство Машиаха. Напиши Машиаха. По которому его узнают? Свойство Машиаха. Что, допустим, да, свойство Машиаха полностью перечисли, и теперь читай вот это вот просто. Как определить, что он истинный? Да. Мы немножко перейдем сегодня на это дело, чтобы доказать, что Мухаммед, он лжец, и пусть спускается с минарета, этот лжец. Как определяется по иудаизму? Пошла Потом массовочка. Плачущим минаретом что делать потом, если он спустится? Надо Авлия читать, Авлия вот это. Так, что тут? Вот полный и систематизированный список по классическим источникам иудаизма. Танах, Талмуд, Рамбам и другие. Происхождение и личные качества. Потомок царя Давида по мужской линии. А Мухаммед, он потомок царя Давида? Мы же читали Ибн Исхака, сейчас Сират специально читаем, показать, что за потомство это, за Амалек этот, короче. Главное требование Ешаягу. Исайя 11.1. Ирмиягу и Иеремия 23.5. Рамбам. Человек, а не божество, рожден обычным путем, смертный. Глубокое знание Торы, как письменной, так и устной. Соблюдает все заповеди и заставляет других соблюдать. Наделен 6 сверхъестественными духами. Ешаягу 11.2.3. Дух мудрости, дух разума,
проницательности, дух совета, дух силы, мужества, дух знания, дух страха перед Богом. Теперь, Суд по как это, запаху подожди, стоп, сделай стоп. Теперь, как у нас это переводится? Чтобы люди не понимали, что такое слово «Бааль», само слово «Бааль». Оно означает, типа, это какой-то бог, хозяин. Нет, у нас приписывается человеку-праведнику такое вот приставка слово «Бааль Хохма». Бааль Роха Кодыш, допустим, да, Бааль, вот это все, это типа владеющий, переводится, владеющий Святым Духом, владеющий, как это говорят еще, вот этой вот светом мудрости. Вот это все приписывается. И теперь они раньше читали это Бааль, они говорили: ой, бля, евреи, короче, пиздец. Евреи Баалу поклоняются, короче. Это что такое, короче, здесь? А они не понимают, что это владеющий просто. Само слово в иврите Баал Хохма. И вот эти все вещи сейчас, которые ты перечисляешь. Теперь, если можешь, пожалуйста, вот опять мудрости, света мудрости, оттуда и дальше. Суд по запаху способен духовно чувствовать грехи человека без свидетелей и доказательств. Санхедрин 93б на основе Исайя 11.3. Действия, которые подтверждают, что он настоящий Машиах. По Рамбаму, Мишне Тора, Законы царей 11.4. Рамбам дает четкие критерии. Рамбам это кто? Равин, да, какое-то имя? Рамбам, который написал труды, это Игер Тейман, там вот это все эти вещи, это самый, считается, он 500 лет назад был, пришел из Кордовы, короче, приехал сперва в Марокко, из Марокко он переселился в Алжир, в Алжире его хотели казнить, насильственно его заставили принять ислам, потом он приехал в Египет. Я вспомнил, да. В Египет потом приехал, да, и, короче, в Египте ему сам этот царь Египта, он стал врачевателем, главным врачевателем султана Египта. Да. Вот, Рамбам. Предполагаемый Машиах можно считать потенциальным. Происходит из дома Давида, изучает Тору, заставляет весь Израиль вернуться к Торе, ведет войны Бога, защищает народ Израиля. То есть определенный Машиах несомненный. Успешно строит третий храм на его место. Собирает всех изгнанников. Все евреи возвращаются в Эрец Исраэль. Если человек делает часть этого, но погибает или не завершает, он не Машиах. Что сделает Машиах? Основные задачи. Полностью соберет все 12 колен Израиля в землю Израиля. Построит третий храм, установит полное служение в храме, установит истинное царство Давида, приведет мир к всеобщему знанию Бога, все народы признают единого Бога и будут соблюдать 7 заповедей Ноаха. Установит всеобщий мир, не поднимет народ на народ меча, Исайя 2.4. Вернет пророчество и святость в мир, воскрешение мертвых, по большинству мнений в конце дней. Четвертое. Дополнительное описание из источников. Иезекииль, Захария. Будет праведным пастырем. Придет бедный и верхом на осле. Перед ним или с ним появится пророк Ильягу, Малахий, который возвестит о его приходе. А этот Ильягу уже приходил? Илья, он никуда не уходил. Он у нас считается пророк, который может совокупляться в тело, в любое тело любого человека. И может оттуда... Он появляется не везде. совокупляться, У него есть специально... У нас у алтаря в иудейском храме, в любом месте Бет-Кнесете есть специальный стул для него. Понимаешь? И говорят, что когда делают обрезание ребенку, он приходит на каждое обрезание, приобщает к народу Авраама, он приходит туда отметиться. Ну, как в таком этом... как Святой Дух, типа, да? По вере Ильяу вошел в грядущий мир, то есть он вошел живым, он не умирал. Нету тела его, которое вот сгнило. Он вошел, он сумел, говорят, сжимать все свои молекулы, все свои атомы до уровня невидимого, и точно так же он может их расширять, все свои молекулы, говорят. И он может появляться, совокупляться в любом теле.
Это почему Ильяу его назвали Не Ильяу? совокупляться это секс просто, когда между животными говорят. Послушай, я тебе Воплощаться скажи. Да, это воплощаться. Короче, слушай, вот этот вот Ильяу, его настоящее имя, если переворачивать его читают Ягуэль. Ягуэль. А потом я тебе расскажу, как это произошло, как это касается вообще Ханоха. Вот это вот то, что они называют книга Енука, христиане там вот этот вот. Как это связано с Ханохом? Вот этот вот то, что Ханох кто был такой? Помнишь ты? Пророк. Енох, да? Енох, да. Ну, допотопный пророк какой-то. Который тоже, да, он не умер, короче, он тоже стал ангелом, короче, поднялся вот таким вот. Вот это Господь ему дал до конца времен, пока он не возвестит Мессию. Он ему это как и проклятие, и как наказание ему дал, короче. Вот это вот, типа испытание пророку Ильяу. Он пока не возвестит Короче, Мессию. он не умирал, он существует, да? Типа он придет и перед Машиахом скажет, возвестит. И многие его видели, да. И потом он тоже возвещает. Он возвещает, как именно, где родится Мессия. Там уже другие вещи есть. Он знает, где родится Мессия, откуда придет. И он это как Кунтахаджи, да? Как Кунтахаджи, да, Бхарман? Да. Как Кунтахаджи, как Махди, как Аль-Хидир в исламе. Тоже есть такой, который... С этими людьми даже сравнивать не надо пророка Ильяу. Я имею в виду, типа не умер там, постоянно живет, еще вернется, короче. Да, вот такого типа. Теперь смотри. Сейчас вот это дочитай, еще там есть качества, которые ты не дочитал, не успел дочитать. Там какие качества еще? Так, смотри, он пишет Малахия 3.23. Вот четко по Талмуду или по Торе, вот если источник меня попросит про Ильягу, чтобы я прочитал, где я могу прочитать об этом, что ты сказал? Из Талмуда или не толкование там, обратно читать это, когда я буду об этом говорю. Есть и пророки, есть книги пророков, короче, потому что Ильяу является еще и пророк Ильяу, мы его называем, он пророком был, понимаешь, и есть пророк, который возвестит. Он уже был у вас как бы до времен, еще был он, да, у вас? Конечно. Как появился вообще Ильяу? Он сын Пинхаса, короче. Он сын Пинхаса, пророка, который от Моше произошел. Ты что? Это Аарон и все. Он к роду Коэнов тоже относится, понимаешь? А когда он примерно по времени был? После Моисея? Он уже был во времена, когда пустыня была, короче, вот это вот. Уже тогда вот эти вот пророки вот такого этого, которые живем. У нас написано по Торе, запиши, просто вот так вот напиши сейчас, кто вошли, 4, которые вошли в рай живыми. Живыми. И сейчас он тебе напишет, сейчас ты увидишь там вот этот, это Ахер Ибн Хамор, короче, там вот он, ты сейчас увидишь. Пошла. Там Ильяу, я тебе заранее говорю, там Ильяу нет, я тебе потом объясню, почему Ильяу не входит на их уровень. Почему он именно вот таким стал, который как бы в этом мире, он перевоплощается, да, вот то, что вот я говорил, совокупляется, я сказал, ты. В иудаизме нет общепринятого списка именно 4 человек, которые вошли в Ган-Эден, рай живыми. Чаще всего источники, малые трактаты Талмуда, Дерех Эрец Зута и Кала Рабати говорят о 9, иногда 7 праведниках, которые вошли в Ган-Эден, еще при жизни не вкусив смерти. Мидраш есть. Зут это кто-то. Дерех Эрец Зута, это книга, по-моему, да? Не, это не Зута, ты неправильно читаешь. Сута. Эрец Сута, это Сута. Масахет Сута называется. У меня, я Гроком смотрю, он автоматически с английского просто переводит.
Ты просто не знаешь, как произносить. Это не то, что зут у этих, короче, народ зута, короче. Да, там да, это. хорошо. Это сота. Основной сота. список. 9 человек. Ханох, Енох, сын Ереда, Бытие 5.24. И ходил Ханох с Богом, и не стало его, потому что взял его Бог. Ильяху вознесся на огненной колеснице. Малахи цари 2.11. Теперь стоп. Что такое Это же, огненная да, пророк что Илия. Такое, что такое огненная колесница? Что такое огненная колесница? Как это переводится? У нас эта колесница называется на иврите Меркава. Как танк. Вот этот вот есть танк? Меркава, откуда взяли это слово? Послушай. Теперь. Вот эта Меркава, кто владыка Меркавы, кто может ей владеть? Это не обычная колесница. Называется Бааль Амеркава. Кто этот секрет говорит, знает? Вот это кто может управлять этой колесницей? Он может управлять всем миром, делать все, что хочешь в этом мире, практически ему дозволено. Это самая сильная сила, кто владеет вот этот вот Мерковой вот этой вот. Короче. И вот этот вот сейчас про Ильяу здесь говорят. Теперь иди дальше. Секунду. Перед тем, как пойдет дальше, я Бхармату объясню, что слово «зута» это, в принципе, если взять на арамейском, это переводится как «маленькая». Ага. Элиэзер, раб Авраама, тот, кто ездил искать жену для Исхака. Серах бат Ашер, дочь Ашера, внучка Якова. Некоторые мидраши говорят, что она осталась жить очень долго и вошла в Ган-Эден живой. Битья, дочь фараона. Дочь фараона, да. Которая спасла Моше. Хирам, царь Тира в некоторых источниках. Эвед Мелех, эфиопский раб спас Иеремию. Яавец, Машиах, Мессия, он тоже войдет в Ган-Эден живым перед окончательным приходом. Иногда в списках добавляют правнука Раби Егуды Ан-Наси или других. Это тот, кто Раби собрал Иуда, да, Талмуд, Раби Иуда. да? Вот этот вот очень важно, запомни вот этот Раби Иуда Ан-Наси. Я знаю, он собрал Талмуд, да. Теперь, почему Это он он очень же, да? важен? Ему явился Ильяу и предвестил, где родится настоящий Мессия. Машех. Он конкретно... Машех, да. И как он будет, в каком положении, что именно конкретно все эти. Это отдельно оставь сейчас. Теперь дальше продолжай, что там написано. Ты взял немножко там эти христианские, это не касается иудаизма. Я вообще по иудаизму спрашиваю у него все. Да, что ты, но возможно, имел в виду? Многие путают это с другой знаменитой историей. Четверо вошли в Пардес. Хагига 14b. Вот этот я имел в виду. Вот это 4 вошли в Пардес и живыми, да, вот этот вот. Райский сад. Да. Раби Акива. Переводи, что это за слова. Пардес это сад, да, это райский сад, да. Раби Акива бен Азай бен Зома Ахер Элиша бен Ауя. Элиша. Это не физический Ган-Эден, а мистическое восхождение в высшие духовные миры, Миркава. Из 4 только Раби Акива вошел в мире и вышел в мире. Остальные пострадали. Один умер, один сошел с ума, один стал еретиком. Вот от этих прочти теперь, кто сошел с ума, кто умер и кто стал еретиком. И сейчас ты увидишь там Ахер бен Хамор, короче, там будет сейчас бен Хамор. Бавель, а в Ядуте слово «пардес» еще означает другое. Как 4-уровневый мир, да? Там, это пшат, ремес, драж, весот. Пшат, ремес, драж, весот. Это ему пока еще рано. Это рано ему пока еще находится. Кстати, ты знаешь, что «пардес» он идет от персидского слова похожего, да? Там что-то похожее есть. И на английском это называется «paradise». Рай. Да, на английском paradise, да. оно пришло из этого, да, это корень, они взяли из Торы, да, paradise, это из Пардес, правильно ты говоришь, рай. Райский сад они называют История. Paradise. 4 вошли в Пардес, Вавилонский Талмуд, трактат Хагига. Старый Завет. Старый Завет, Ветхий, Да, мы сейчас не об этом. Нет такого понятия Старый Завет или Ветхий Завет, это ругательство. Есть понятие Вечный Завет. Вечный Завет. Вечного Завета нет. Христос пришел
и уничтожил Старый Завет. Послушай сюда, уничтожил Старый Завет. Пока тебя не уничтожили, сиди там тихо, короче. Подождите, иудеи. Ерунду там сидишь, говоришь всякую. Подождите, Павел, народ ты Израиля христианин. жив, будет жить. Подождите, пожалуйста. Такие, как ты, никогда Подождите, пожалуйста, подождите. Господь Израиля хранит нас. Павел, подожди. Ты христианин, у тебя своя вера. И наш завет вера. вечный, понял ты? Он иудей, у него своя вера, я у него спрашиваю. Так что пусть сидит и не упендривается, когда мы работаем. Мы сейчас занимаемся другими делами. Подожди, Зрубабель, ты тоже слишком опять нам жестокий. Яшку подослали. Всю бумагу обосрали, понимаешь, просто взяли и так вот. Подожди. Все испортили. Подождите, я просто, у вас у каждого своя вера, у меня вообще другая вера, свои, в общем, рассказы, истории, сказки и так далее. Теперь Мне читай, вот это смотри, что нужно по нашим для- этим. Ни христианство, не может быть Иисус. Да, мне нужно именно по иудаизму, потому что Мухаммеда пророком сделали, как они сами утверждают, иудеи, которых он ненавидит. Типа подтвердили, Формат, Да, на чем мы поэтому- остановились? Формат. Христианин первый подтвердил, что он пророк. В смысле иудеи? Ну, ребята, давайте с тем, подтвердил, была интересная. да, но... Формат. Да. Подтвердил, да. Он его Но он узнал, критерий. он- Не, здесь говорится Да, о евреи, которые... Но он перекинули критерий на не эту сторону. выдвинул. Да, есть евреи, которые в Медине там... Я считал, помните, Стелла, вы же были здесь, да? Он типа утверждает, пророк говорит, вот смотрите, говорит, что говорит, сейчас вот ваши евреи, вот это он скажет, короче, вот он ваш еврей, вот он ему показывает евреев всем. Это логично, что еврей выдвигал критерии на то, что он как бы пророк, если еврей знает, кто такой пророк, и есть свои Да критерии. пиздоболом мы сейчас вот доказываем это. Вот смотри, что это вот. Смотри, кто это. Что евреи Смотри, что знают, это. если они даже Христа не узнали? Что они могут знать? Павло, подожди, пожалуйста, подожди. Больной человек, мы Проспали сейчас всё, говорим всё про ислам. Проспали, Вопрос ребята. снова, блядь, что вы нас Проснитесь постоянно упрекаете нашим же евреям, я не понимаю. Молитесь на нашего еврея, продолжайте молиться. Хватит, да они сумасшедшие, тоже одержимые, такие же, как мусульмане, короче. Разные бывают. Давайте не будем. Формат, какая контрастная картина сложилась, да? Понимаете, нас 2000 лет преследовали, чтобы мы приняли христианство. Да унизит их Господь Израиля. Не говорите так, Наказание, давайте. секунду, ребята, дайте я кое-что скажу. Христианам вам Бог отправил в наказание мусульман, чтобы вы оставили нас, евреев, в покое. А вы не можете успокоиться. Каких мусульман? Да, Какое они вас наказание? сейчас Мусульмане весь сами себя христианский мир наказали. имеют, понимаете? Так же, как Потому что вы иудеи столько наказали издевались сами над себя. евреями, что вам Бог отправил. Интересная картина. Не добрый. Вы занимаетесь просто словоблудием. Давайте, подождите, пожалуйста. Да. Мог Зубабель, подожди. Мой защитник. У меня есть модерка. И Это спаситель. Яходов надо закрыть сейчас. Подождите, пожалуйста. Защитник и Павло, спаситель Иисус Христос. Павло, подожди, пожалуйста. После него убивать. Стелла, подожди, пожалуйста. Нет, ну, Смотрите, серьезно. у вас у каждого... Он говорит, секунду, он говорит, да я не трогаю христиан, мне все равно, просто пусть они не лезут к нам. Он приходит и Бля, втирает нам, одержимые что какие-то они. Я тебе клянусь, говорю, одержимые. Вот реально вот Зубабель, ты подожди хотя бы, психически больные. Господи, вот. боже мой. сказать, женщина, у меня сейчас нервы, сейчас моча в голову даст. Приходит нам христианин и говорит, что наш раввин был для них христианин, он стал Христосом, да, спасителем, они на него как на Бога молятся. Мы говорим, окей, нет проблем. 2000 лет они нас убивали, наконец-то от нас отстали, к ним пришли мусульмане. И теперь он говорит, Не что говори. он пришел Кто вас спасти. убивал? Как Кто он вас мог, убивал? закрой рот на секунду. Кто вас убивал, я Как? спрашиваю? Как ваш Иисус мог кого-то Инквизиция вас спасти, убивала. если, сука, вы после Английцы смерти вас Иисуса убивали, итальянцы. Евреев уничтожили. вы делали вы делали крестовые походы, Кто убивали делал народ. крестовые походы? Растерзает вас знаете, кто Господь. такие? Вы хотите сказать, что католики это христиане? Последние времена у ваших головы Как будет христиане слетать. говорит Смотри, Аллаху Акбар. Хармат, давай. Наши головы все время слетают. Подождите, давай.
Словом истинных христиан все время слепают. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Посмотрите, давайте опять же не обобщать, у вас у каждого своя вера. И, Павло, ты тоже, у тебя своя вера, если ты хочешь проповедовать Христа, пожалуйста, сейчас подожди, не знаю, тут если группа позволит, потом будешь. Сейчас я иду на дебаты, мне нужно именно по иудаизму. Потому что иудеи, как бы, мусульмане говорят, что иудей узнал пророка, Мусульмане пророка вытянул пиздят, его. что типа вы... Подожди, Зубабел, Господи Бог, тем более материшься тут. Блин. Блин, нужно было пришел, поднимите его, мы же разоблачением занимаемся. Маша дошек масага. Господи, все испортил. Каламег одежду жиктиште bona инхатерштена только пророк мог такого знать, але Да, я читал. Только пророк может знать, на кого похожим бывает ребенок и почему. И Мухаммед ответил, кто первым кончит, на того и бывает. И тогда иудей принял ислам. Сказал, что это только пророк может знать, короче. Я знаю. Аузу бежал. Не включай, это не мат был, это ислам, если что. Азан, не включай, пожалуйста, ради Бога. Ради Аллаха. Короче, Зрубабель ушел. Что мы поняли? Он ушел или его ушли? Я не знаю. Ушел, понимаешь. Это, наверное, Христос так повлиял. Меня модератор убрал, я тебе отвечаю. Вообще, это вообще такое... Я не понимаю этого человека. Ты слишком жестокий, ты обобщаешь. Христиане бывают разные, иудеи бывают разные. Давайте не обобщать из-за одного. Будем конкретно человеку отвечать и без мата. Давай. Можно, я тебе тоже урок потом сделаю специально на эту тему. Короче, подождите, по-моему, сейчас. Элияху, он уже был, он вошел в рай, да, как его, Эден, Ган-Эден, еще при жизни. На Меркаве. То есть это пророк, по-христиански это, короче, пророк Илия, да? Илья, да. Да. Илий. После кого он был, Илия? Смотрите, и если вы читаете Новый Завет, Илий пришел перед Христом в теле Иоанна Крестителя. Подождите, мне не по христианству надо, я иду на дебаты с мусульманином, мне нужно именно по иудаизму. Я понимаю, у христианина своя вера. Его забрала огненная колесница. Давай ты скоро придешь нам и пропагандировать будешь Иисуса скоро, ладно? Подожди секунду, человек сейчас нужно на дебаты готовить. Да, я отвечу, вы мне тут сделали бардак. Ты знаешь, что у шиитов считают Али как Илья. Али? То есть он как бы... Да. Как бы они рассказывают, что Али это тот же Илья, но мы, евреи, знаем и скрываем это. По иудаизму, когда он был последний раз, перед кем он был? Я тебе объясняю, что пророк Илья появился, зародился, вообще его, пока он был человеком и поднялся, где произошло, это было еще пустыня. Да. Это пустыня при Моисее. Сейчас я скажу перед кем. При Моисее, да? Когда народ Израиля был в этот момент в пустыне еще. Ага, все, понял, все. Это оттуда идет Коэнов и Пинхаса. Это идет от Пинхаса, короче. Понимаешь? Короче, с этими четверми, я не знаю, что ты хочешь сказать. Мне они не нужны. Но ты, наверное, что-то хочешь, я прочитаю. 4 ушли Пердес, сад, райский сад. И вот их имена. Бен Азай, Бен Зома, Ахер и Раби Акива. Раби Акива сказал им перед входом: когда вы дойдете до плит чистого мрамора высших мира, не говорите вода, потому что сказано: говорящий ложь не устоит перед глазами моими. И вот что произошло с каждым. Бен Азай глянул и умер.
То есть глянул. Ты понимаешь, глянул о чем на он что? имеет в виду? Ты понимаешь, глянул на что, на кого? Типа на трон Господа, короче, на самого Господа. Понимаешь? Ага, мрамор, войдя в да? Paradise, войдя в Paradise, вот то, что на английском это и есть, сад, Эдемский сад. Ага. Он там Теперь же так. умер, короче, не выдержал, да? Да, теперь вот О нем Писание говорит: дорога в глазах Господа смерть благочестивых его. Бен Зома глянул и повредился в уме, сошел с ума, потерял рассудок. О нем сказано: мед нашел ты, ешь в меру, чтобы не присытиться и не изрыгнуть его. Агер, Элиша бен Ауя, глянул и порубил посадки. Это что значит порубил посадки? Он с ума сошел тоже. Ага, стал еретиком, отступником. Он начал отрицать основные принципы. Он ушел от своих веры, своих праотцов, понимаешь? Принципы иудаизма. Сотрудничал с римлянами и стал одним из самых известных отступников истории Талмуда. После этого его перестали называть по имени и звали просто Ахер, другой. Раби Акива вошел в мир и вышел в мире. А ты знаешь, почему его Ахером? Ты знаешь, почему его Ахером назвали? Ты знаешь, почему его Ахером назвали? Другой. Почему? Почему именно другим его назвали? Потому что он когда вошел в сад, он увидел, что кроме Господа есть еще какой-то верховный ангел. И он его воспринял за Господа. И он говорит: послушай, как такое может быть? Что я изучал, что Господь делал вот так вот и вот так вот, а это вот это вот. А потом Господь ему там пришли и сказали, что это не ангел. И он когда понял, что кроме Господа есть еще всякие верховные вот эти вот, короче, там, типа, вот такие вот, как ты говоришь, короче. Сущности, да. Он, когда это увидел, он сошел с ума, и потом вышел, он не дошел до конца, раскрыв, что Господь, над ними тоже стоит Господь, единый трон. Что он сделал? Он вышел до этого, и тогда он повредил вот эти все саженцы, то есть он вышел, упал с веры, короче, своих праотцов, вот эти саженцы, и детей своих наставлять стал, написано, что говорит, что начал в этом плане. И потом порубил посадки, это типа отрезал свои корни, да? Да, он сказал, что кроме Господа есть еще там, короче, оказывается, я думал, что это единый Господь, а увидел в Пардесе, что там на троне был, там в одном районе один был, потом я прошел дальше, там еще один был. И он, короче, сошел с ума, и он говорит, что этот вернулся обратно, вышел из иудаизма и не прошел до конца, до трона, короче. Испытания не выдержал. Раби Акива вошел в мире и вышел в мире. Это что значит? Вошел в полном здравии и вышел невредимым. Раби Акива, он из семьи эллинов, которые приняли иудаизм, отец и мать, и который он уже в первом поколении, он начал изучать Тору в 43 года. Я признаю. Что? Ты лучший раввин, которого я признаю. Короче, он принял иудаизм 43 года. Он 43 года только начал как бы приобщаться к иудаизму, хотя его родители уже приняли как бы, да, законы иудаизма, они геюр прошли, прозелитами были. И он, вот этот вот первое поколение прозелитов, он до очень такого взрослого возраста не женился. Это в те времена было практически очень зазорно. Думали, что ты голубой, думали, что ты там это, что с тобой, или ненормальный, просто больной там. Это было очень зазорно. А у него он трудяга был такой, все видели, он хорошо работал туда-сюда, он талантливый был, не ленивый. И потом он когда-то пришел работать там в доме одного там этого, там и раввина, да, богослова, то, что говорят. И он увидел его дочь. И вот это завидовали. Вот тогда... Женатики завидовали, блин. И ему условия эта дочь поставила, они там, короче, там, он ее увидел, она красавица была и моложе него. И потом вот так вот она условия поставила: если ты хочешь на мне, мол, жениться, вот моему отцу, да, через отца это все происходило. Вот ты должен быть знатоком Торы, короче. Потому что он был из мудрецов, отец. Она хотела такого же себе, как ее отец-мудрец, такого же богослова, такого же умного мудреца. И он пошел учиться уже в 43 года, ты представляешь, этот вот Раби Акива. И он за несколько лет успевает делать такие вещи и становится Санедрин, ты представляешь, он доходит до уровня Санедрина уже. И становится одним из основателей, основополагателей нашей сегодняшней Торы, которые мы имеем, сегодняшнего иудаизма. Это самая уважаемая личность, которая происходит от неевреев, чтобы ты знал, от неевреев.
которые приняли иудаизм. Понимаешь? Приняли прозелитами, были праведными прозелитами. И сын, который от них рождается, проходит вот такую вот историю. И потом, ты знаешь, как его убивают римляне? Римляне с него живьем сдирают кожу, чтобы он отказался от иудаизма. Живьем кожу с него сдирают, не убивают, а живьем сдирают, потихоньку по кусочкам отрезают от него римляне. И он остается в иудаизме. И он, когда кричит Господу от боли, Господь говорит, если он этому Раби Акива говорит, я не могу вынести этот крик этого праведника, говорит, если еще один раз он крикнет, я уничтожу весь мир. Есть трактат специальный, который описывает в Талмуде. Вот этот процесс тяжелый, который он с Раби Шимоном бар Йохаем, с этими, другими, в тот момент, которые их предали там, эти были, которые кооперировали с римлянами. И как они захватили Санедрин, описывается там. Вот как вот, чтобы все христиане это слышали и знали. Как Санедрин был римлянами подставлены вот эти все марионетки туда, внутрь вот этого суда еврейского. Вытащены были оттуда вот все вот эти вот, которые старые мудрецы, которые против Рима, которые не могли лгать, врать там и все такое. Они все были истреблены. И вот этот был один из Раби Акива, вот эти все. И поставили туда марионеток, просто набрали всяких вот этих лжецов с улицы, которые себя демонстрировали. То есть они пришли, римляне, в наш дом, оккупировали нашу страну, изнасиловали наших граждан, начали резать, убивать. Потом захватили наши вот эти все эти власти наши, Царя поставили Ирода марионетку, который не был, кстати, по матери евреем. Ирод не был по матери евреем. И это он считался полным неевреем. Его народ не считал за царя своего, за Израиля. И, вот эти все писания привели вот этого вот Яшку этого туда, который считался... Не иди туда, пожалуйста. Раскольника привели, понимаешь? Не иди туда, И потом, нас еще обвинили во всем, умыли руки и ушли, а сами стали святыми, Ватикан построили у себя Ватикан, Вот в этом весь ваш ум заключается. Я твой нюх топтал, твой ум дебильный. Зубабель, тебя сейчас опять выкинут, а ты мне нужен. Подожди, пожалуйста. Потом будете рубиться. Хармат, только когда ты будешь в дебатах говорить имена, это не Бен Зона, а Шимон бен Зума. Не, мне они не нужны. Мне нужен именно этот Илья. Ты просто Зона это некрасивое слово, да, как Зина. Просто чтобы ты правильно прочитал. Мне нужен этот Илья, я забил. Нам интересен Илья, когда он жил и как он придет. Чисто по Торе и Талмуду. Пророк Ильяху по Торе и Талмуду. Когда он жил? Согласно книгам царей Млахим в Танахе. Пророк Ильяху жил в 9 веке до нашей эры. Примерно 875-880 года до нашей эры. В Северном Израильском царстве. Он происходил из города Тишбе в Гиладе, в Иордании. Действовал во времена царя Ахава и его жены Езавель, а потом его сына Ахазии. Это был период сильного распространения идолопоклонства, культ Ваала и Ашеры, который насаждала финикийская царица Изавель. Главные события его жизни описаны в 3 и 4 книгах царств. Ключевые события. Возвестил засуху. Он был предшественником Илья, этого Пинхаса, перерождения Пинхаса, сына Аарона. Говорят, что переродился дух Ильяу вот этого Пинхаса. Он сам утверждал об этом, что он бывший Пинхас. Зрубабель, мне Каббала не нужна. Мне нужен Талмуд и Тора. Четко по Торе, чтобы я мог из Талмуда или из Торы привести хадис, или, точнее, стих или вот этот Талмуд. Возвестил засуху на несколько лет как наказание за идолопоклонство. Чудо с мукой и маслом у вдовы в свирепе Сидонской. Воскресил сына вдовы. Состязание с 450 пророками Ваала на горе Кирмель. Огонь сошел с небес на жертву Ильяху, а пророки Ваала были посрамлены и казнены. Бежал от гнева в пустыню, дошел до горы Хорев, Синай. Получил повеление помазать Елисея своим преемником.
Елисей это тоже пророк, да, получается? Да. Да. Обличил Агава за убийство Нафуэя и захват его виноградника. Вознесся на огненной колеснице в вихре. Малахим 2.11. Малахим это что? Это часть Торы? Это книга, это из раздела Дворим, это то, что касается царей, книга царей мы переводим это. Это книга царей. Есть такая. Не умер обычной смертью. Это единственный случай вместе с Ханохом, Енохом, да, в Танахе. Да, Енохом. Как он придет по Торе и Талмуду? Главный источник, последняя глава книги пророка Малахи. В некоторых нумерациях 4, 5, 6. Вот я пошлю к вам пророка Ильяху перед наступлением. Он имеет в виду именно того, кого он забрал, правильно? Да. Перед наступлением Дня Господа Великого и Страшного, и он обратит сердце отцов к детям и сердце детей к отцам их, чтобы я, придя, мы поразил землю проклятием. Мы его называем в этот период Бааль Абсура. Он уже не то, что Бааль Меркава, да, как мы говорили, этот владыка Меркавы, это вот этой вот самой колесницы. Он уже здесь придет как Бааль Абсура, то есть благой вестник, благую весть принесет к нам, короче, вот это вот называется. Вот это. О возвращении этого прихода царя Мессии, короче, вот, давай. Ильяху, предвестник Машиаха, он придет перед приходом Машиаха. Некоторые источники говорят за 3 дня. Его главная задача — возвести о приходе Машиаха, бен Давида, примирить сердце, особенно отцов и детей, восстановить мир в семьях и в народе, решить все спорные алахические вопросы, трудные случаи в еврейском законе, на которые нет окончательного решения, помочь собрать изгнанников и подготовить народ к избавлению. Он появится не как пророк с новыми законами, а как мудрец и вестник. В Талмуде, например, трактат Эдуйот 8.7 говорится: Ильяху придет не для того, чтобы объявить нечистым или чистым, удалить или приблизить, а чтобы установить мир в мире. Дополнительный в традиции на Седер Песах ставят специальный бокал вина для Ильяху и открывают дверь в ожидании, что он может войти именно в эту ночь. На Брит Миле обрезание тоже есть стул Ильяху. Многие мудрецы считают, что Ильяху уже иногда появляется среди людей в образе простого человека. Есть много историй в Талмуде и позже. Короче, понятно, он уже жил в 8-9 веке и придет, в общем, по Талмуду и возвестит. Короче, у меня есть личная знакомая, которая, она обучает женщин, раввин, как раввин. Она его лично видела, вот этого Ильяу, и подтвердили все раввины, вот это, короче, которые в Израиле, которые там, каббалисты, все подтвердили, что она говорит истину. Что она говорит истину, воплощение было в человека, она видела. Я знаю несколько из своего опыта людей, которые это достоверно полностью излагают, что в разговоре у них было, как возвестилось. И, короче, вот эта вот вера в иудаизме того, что он может перевоплотиться в любого человека, вот как бы вот духом войти в него. Вот то, что я до этого сказал, вот перед тем, как ты начал читать, вот это вот я тебе показываю, что это в Торе написано. Просто, да, как бы это сам процесс. Что евреи, они верят в это, что он может вот в любом духе любого человека, короче, может зайти туда Ильяу, и он может Теперь, дальше. Да, в общем, я думаю, это... Матрица. Я думаю, этого достаточно. Там в любом случае же среди этих критериев мы не увидели, что он должен узнать, короче... Даже если шииты говорят, допустим, да, что это Али, это Ильяу, он разве собрал все племена, 12 племен Израиля, на земле Израиля? Кто вот этот вот? Он возвестил, пришел за 3 дня до этого, короче, о приходе вот этого вот мессии еврейского, короче, туда-сюда. То есть это где написано, что, как вообще давай его... По Торе зачитай, Шииты могут сравнивать его, допустим, да, вот с пророком Ильяу, этого Али, по как Торе сказала. зачитай, не по раввинам, а по Торе зачитай, где он и как он должен прийти. Да, это по Торе. Нет, по Торе давай конкретное место Писания. Книга Малахим. Да, книга Малахи. Вот он сейчас и оттуда тоже выводил это. Если он сейчас будет заходить в книгу Малахи конкретно, то там ему откроется именно то, что вот по Малахи идет.
В любом случае, Малахи- тут нету критериев, что он должен узнать, почему ребенок бывает похожим на отца или мать. В любом случае. И что первыми покушают обитатели рая, что Из там чего мы у нас берем? Из чего мы берем, что Мухаммед, когда вот он вот себя таким объявил, ему надо было крикнуть, как суфисты кричат: «Эй, лжец, спускайся с минарета», короче, понимаешь, там все. Да. В общем, спасибо большое. Мог быть арабом. Он из рода Давида, а арабы появились от секс-наложницы Агарь. Вот это сейчас отсюда мы читаем Ассират вот этот весь полностью дает родословную пророка. Почему это важно Ибн Ицхак читать, который перевод вот этого, как его там, который на него делал этот из Ибн Ицхака, как его зовут? Эль-Хишам? Как его зовут? Ибн Хишам? Ибн Хишам, да, Ибн Хишам. Да, Ибн Хишам. Вот этот Ибн Хишама, там полностью дается достоверное происхождение всех племен, и там точно описывается это все. Их племена реальные, вот эта часть родословная, она реальная, от кого они происходят, чтобы ты знал, вот эти племена. Понимаешь, они тоже кинанеи, вот эти все, которые там, вот эти все, потом, там именно конкретно говорится из рода Амалека. Помнишь, мы читали, где упоминают они, род Амалека тоже присоединился, племена амаликитян присоединились. И пророк происходит именно от этих амаликитян. То есть это религия амаликитян. Именно вот этих вот самых, это их вера, которые восстали против Господа. Самые мерзкие, которые являются в глазах Господа Израиля. Которых вам было приказано уничтожить от детей, животных и скота, и вы не выполнили приказ. Который вот этот вот царь Шаул, он не выполнил этот приказ, и царь Давид их бил и изгнал из земли Израиля, написано. Он сумел их изгнать. Я тебе говорю, на севере треть ушла на север, треть ушла на восток, и треть ушла на юг. Короче, вот этот вот южный, вот этот самый... Вот вы не приняли, вы не исполнили приказ, и весь мир страдает из-за вас. Все. И еще говорят, что какая-то часть из них ушла морем, короче. Морем уплыла, короче. Морем они ушли в море и не вернулись. Все, он очистил землю Израиля от амаликитян, Давид. Понимаешь, святую именно то, что вот является от Нила до Ефрата, эту территорию, от Нила до Ефрата. Он еще дальше вышел туда даже, за эту территорию. Эта территория была очищена от амаликитян. Он выполнил как бы частично волю Господа. Хотя бы со святой земли он их изгнал, Давид. И поэтому Господь дал Давиду, сказал, что от тебя придет, и ты докончишь эту работу полностью, потому что не уничтожен Амалик до конца. В последние времена вы его уничтожите в последней битве. Это будет вот это вот Ишмаэлим, когда война с этими, с исмаэлитами, написано, с потомками Ишмаэля. Потому что и потомки Исава, написано, и потомки Ишмаэля, они соединились и создали вот эту вот, то, что называется, вот эту группу вот этих вот мерзких вот этих народов. И эти хананейцы, вот эти все, вот эти, которые вот, они все вот эти, он из потомков и Кинана, и Амалека происходит. То есть у нем есть и исавская кровь, и есть вот эта вот ишмаэльская кровь в этом пророке. Он из этих вот трайбов происходит, которые исповедовали вот это идолопоклонство там, вот этих вот. Там написывается, как Агарь там прожила. Смотри, важный вопрос. Смотри. Вот приход Машиаха, например, 7 век, времена пророка. В этот момент уже все пророки, которые пришли, должны пришли и ожидается только Машиах, или возможно, что будет еще пророк между ними? Не будет, потому что написано, точно написано в Танахе, что после того, как первый храм разрушился, первый храм, сказали, останутся всего лишь несколько пророков, которые родились на территории Израиля во время того, когда храм существовал, но после того, как Навуходоносор разрушил первый храм, который был храм Соломона, мы о нем разговариваем. После этого последними пророками будут Иезекиил, Даниил, короче, все. Это после них пророков не придет. Только Машиах, когда придет в конце времен, Машиах в конце времен. Понимаешь? Вот это из рода Давида. Понимаешь, который придет в конце времен. И будут конкретно описываться, что именно, как мир будет полностью, какие процессы вот так поэтапно, вот как это говорят, цепная последовательность вот это вот вещей, которые будут происходить. И здесь вот ты сейчас правильно зашел в Ильяу, который точно описывает, кто это такой Бен Давид.
свойствами он должен обладать, которые ты сейчас перечислял, я тебе сказал, которых не было и у Мухаммеда, и у никого, даже такого, как Бар Кохбу, который освободил от Рима, понимаешь, народ Израиля, и они полностью получили на этот момент независимость. Даже его, когда начал Раби Акива говорить, я уверен в том, даже сам Раби Акива стал это говорить, что он вполне возможно, он сказал потенциально, что он вполне возможно, что он Мессия. Тогда ему провели тест. И вот на вот этом тесте, который я тебе говорю, он не собрал, во-первых, 12 племен. Ну, сказали, хорошо, ты там какую-то часть евреев из этих, которые там бежали, ты собрал. Давай так скажем. А вот эти где, вот это где, вот это где. И вот на последнем тесте, когда ему сказали, разве ты обладаешь вот этим вот свойством запаха, по запаху ты определяешь конкретное там любое судебное дело, короче, там, любой там который там вот человек совершил. И он не смог вот это сделать, и тогда ему вынесли смертный приговор, потому что он, типа, как бы поставил себя на уровень, короче, возвестил, короче, хотел возвестить себя Мессией, короче, типа, да, там, мол, он собрал, там, уважение его хотели, он не был, начали искать его родословную тоже, потомка Давида. И ты посмотри, уже читая про Бар Кохбу, именно вот про него, являлся, там есть отдельная история, вот в Санедрине уже идет, какие критерии он не попал, этот Бар Кохба. И ты даже увидишь, какие там были серьезные разбирательства насчет его семьи, насчет его происхождения, насчет того, что его действия, попадает ли он в эту категорию, чтобы евреи хотели 100% узнать, что они находятся в то самое время, то есть, что это вот последний, вот, допустим, вот сейчас вот приход будет это, потому что времена были турбулентные, понимаешь, и они тоже начали, вот некоторые начали говорить, да, он был любимцем народа, он был хорошим полководцем, он совершил, как говорится, собрал многие племена, войско собрал, изгнал римлян даже, которые там, понимаешь, они... И после этого, короче, римляне все равно потом вернулись, и потом началось вот это, и потом этого Раби Акиву тоже, и всех этих Санедрин убили. И, короче, доказательство тому, что он даже не являлся по критериям вот этот вот Мессии. А здесь Мухаммед тут вообще... По какому критерию они говорят, что евреи признали этот, короче, за то, что кто первый высунул, короче, тот этот, короче, является мужчиной, короче, там, понимаешь, рождается мужчина. Если ты высунул... В исламе четкие критерии. У вас там вообще что-то там, увидеть грехи какие-то, постоянно эти грехи. Нельзя жить просто, не знаю, в удовольствии постоянно. Да. Эти грехи, короче. Да. В исламе все просто. Ты знаешь, кто родится первый, допустим, да, там, если ты высунул член, понимаешь? А если ты засунул, короче, она кончила... Назад. Да. Не говорите много про ислам. Много про ислам не говорите. Хорошо, все мы поняли. Они ему еще такой вопрос задали. Там у вас один пророк отказался от того молока, которое он сильно любил. И дальше вот не помню, но это тоже они подтвердили. Да, это было такое, что он отказал, запретил себе молоко. У вас есть такое? Когда его отравили, Мухаммеда, он почему-то не знал, что мясо отравленное, да, скушал и умер, короче. Не сумел он это уже другая история. Да? О молоке, да. Короче, вот так вот, да, они там на евреев, короче. Евреи, значит, его признали, короче, потом. Они сейчас теперь тоже, если мусульмане обвиняют, вы его не признали, вот. Ваши евреи признали вот такие. Был у вас среди вас еврей, который признал нашего пророка, которые вот ему пришли, а вы не признали все. Вот они тоже так же. Такая же система, как у христиан. Точно такая же. Давай. Там такие версии, как узнавать, что пророк, короче, глаза спят, сердце не спит. Такие вопросы они там описывают и говорят, только пророк может знать такие вещи. Да, только пророк может знать, когда сунуть, когда высунуть, когда гусль сказать, когда гусль высунуть, когда гусль на гусль. Сейчас азан будет, опять терпеть это азан. На гуслях играть, на гуслях надо играть. После того, как ты сделал половой акт, на гуслях сыграть, и ты ощущаешься просто. Гусли. На арфе, короче, сидеть вот так вот. Играть на гуслях. Хочешь, не хочешь. Они обвиняют вас и христиан
христиане с самого начала. Христиане нас обвиняют, понимаешь? А это, короче... Начиная с Бухара, потом какой-то монах, и потом... Теперь вы понимаете, чеченцы, как мы живем? Точно так же, как вот вы вот так вот в таком положении. Мы только знаешь, сколько лет таком? 2000 лет с этими придурками мы дело имеем. Что с одной, что с другой стороны. А почему ты обзываешь? Потому что вы придурки и есть. Потому что все, что вы придумали, это ересь. А тебе не страшно за эти слова нести ответ? Не, мне не страшно. Я наоборот. Я наоборот это говорю. Ты наоборот вошел не в тот оборот, да? Не. Какой оборот? Я тебе говорю, я наоборот, когда это говорю, я тебе это доказываю. Ты же истории толком ты веришь в то, что ты веришь. Послушай сюда, ты верь в то, что ты веришь. Ты не можешь истории ничего толком зачитать. Ты веришь в то, что ты веришь, верь. Понимаешь, когда придет день Мессии, ты увидишь. Когда придет день Мессии, ты поймешь, что ты заблуждающийся. Вот это вот, я тебе говорю. Поймешь, что ты заблуждающий. Короче, иди там отдохни там, давай, короче, иди отдыхай, короче. Вопрос. Павел, скажи, пожалуйста, Иисус же, он был пророком, он знал, да, что он погибнет за грехи людские, правильно? Он как погибнет? Просто так погибнет или как? Он знал о своей смерти, что его предадут? Да. Знал, да? Да. Когда он пришел к Иуде и сказал ему, сделай то, что ты хотел, то, что ты задумал делать. Нет, он сказал, я дам вам тому, кому я дам, тому, кому я дам мацу, вот этот хлеб, мацу, да, тот и предаст меня, правильно? Он так говорит? Да. Правильно? И подходит он к еще Иуде, ему сказал, к Иуде и дает ему этот кусок и говорит, сделай то, что ты задумал. Правильно? То, что должен. Да. То есть о чем это говорит? Что Иисус знает, что что это должен быть его конец. Он должен отдать свою жизнь за грехи других людей. Да. И он подходит к своему любимому ученику, который любит его, искренне любит. Это описывается, что он его любит. И дает ему мацу. Отсюда ваши кровавые наветы, что мы, иудеи, убили Христа, и в мацу, вот этот хлебушек, который он дал, мы, евреи, положили кровь. И вот отсюда вы делаете то, что мусульмане делают. Они говорят, что Мухаммада не приняли. Вы говорите, что мы Иисуса не приняли. И вечно бегаете за нами. Пацан, он же как бы то, что должен делать, сделал, что я не понимаю. Точно по египетской теории. Мать Мария, вот это Мара. Это как Даджал, которому предписано прийти в конце этого времени. Написано, он рожден на погибель, что не ясно. Самое интересное в этой истории, что они говорят, что он пришел и ушел для того, чтобы убрать все грехи людские, и все будет хорошо, и пришел Новый Завет. Но не надо. Я компот вылил, я компот пролил ради них все всех. крестовые походы, убийства, резня, кровопролитие, понимаешь? Почему вы приписываете Евангелие крестовым походам? Мы приписываем к вам, христианам. Я вас спрашиваю, нет, вы к нам не приписываете христианам. Христиане очень разные, очень. Евангелие – это римское уже создание от апостолов. Я вас спрашиваю, где в Евангелии написано, что можно с кем-то воевать вообще? Ваш Иисус – это придуманная херня, это который еще с Египта. Этот культ идет еще из Древнего Египта. Это ты придуманная херня. Где мать Мария, это царица Аллата. Я тебе говорю, это ты придуманная херня. Точно так же, вот так, с ребенком, короче, это вся эта история повторяется. Египетской веры. Вы христиане, вы египтяне. Вы египетской веры с римской, которые перемешались. Вы египтяне с римской верой. Вы раскольники. Я тебе говорю, вы за это заплатите. В конце времен, когда придет Спаситель из дома Давида, вы заплатите. Вас первых христиан уничтожат. Ты уже пришел из дома Давида. Вас первых христиан уничтожат. Какого Давида рода? Какого рода Давида? Ты дурак. Какого он рода Давида?
Проснись Какого уже. рода Давида? У нас титул передается по отцу. У нас титул передается по отцу. С Христиане какого будут рода вас Давида? судить. С какого рода Давида он, я тебя спрашиваю? У нас титул Последний по отцу. день, я тебе говорю, христиане будут вас Послушай, у судить. нас титул передается по отцу. Титул, там все Какого титулы рода Давида? написаны. Читай Новый С Завет. какого рода от начала Давида? самого. С какого рода Давида? Долбоеб, блядь. Ты чё ругаешься, ты? Ребята, не ругайтесь. Секунду, Павло, мы не должны... Блин, Зрубабель, из-за тебя этот азан терпеть уже задолбал этот азан. Ради этого азана хотя бы успокойся. Что теперь, успокойтесь. Стелла, что ты говоришь? Ибрагим, я знаю, что я тебе хотела сказать. А ты помнишь, в Советском Союзе, если ты хотел кого-то оскорбить и назвать его предателем, его говорили Иуда? Да. Ты понимаешь, откуда это исходит? Как они хитро делали вот эту пропаганду в умы людей, Это не чтобы хитро, показать, вы что вот Евангелие евреи... Прочтите Понимаешь, Евангелие. они... Ничего плохого. Да, секунду, Там нет Павло, почему зависти, ты меня нет перебиваешь? любви. Секунду. Так как вы делаете вот сейчас. Ну, конечно, Вы придумаете нету. У вас просто нету ни какой-то- зависти, ни Вы лжи. Вы придумываете, вы только всех под одну захватывали гребенку берете. чужие народы и отбирали деньги. У вас никакой зависти и лжи нет. Кстати, все крестовые походы, которые делали только потому, что между собой помириться. Потому что вы тогда, на тот момент, друг Не друга вы убивали. тогда, за деньги. я же тебе сказал, не вы тогда. Крестьяне, истинные крестьяне никогда не делали никаких походов. Мгм. И сейчас Ты не можешь это делаете. понять или нет? И сейчас не делаете, правда? И сейчас Скажи, мы не пожалуйста, делали, нам каких отрубывали странах на головы, нас сегодняшний день- убивали. В каких странах на сегодняшний день больше всех убивают евреев? Мусульмане. В каких странах? Ваших. В каких ваших? Христианских. Ой, вы хоть понимаете, что такое христианство? Вы включили терпил, но вы терпилы не за свой счет, а за наш счет, потому что евреев убивают, а вы сидите тихо, молчите. Я говорю, вы понимаете, кто такие вообще христиане? Ладно, человечек добрый наш, будьте здоровы. Мы вас не трогаем. Христиане, это Не надо нам втирать, что нам Что такое нужно в кого-то первоапостольская церковь? Вы И понимаете это поверили или в нет? нашего Друзья, еврея. Верьте на здоровье. давайте Всё равно кого-то- при своем останемся все и не будем это самое. Да, однозначно. Просто Вы же понимаешь, вы изучите что вопрос даже в сначала. Советском Союзе вот эти сказки, что иудеи кушают там кровь христианских детей, не выпускайте их на Песах, они там нальют эту кровь Смотрите, в мацу можно я и что-то съедят. скажу? Вот это все, понимаешь? Я скажу два слова Смотрите, вам как хотя вы бы. делаете. Смотрите, ни один нормальный христианин никогда не обидит ни одного еврея. Да я 2 последних дня слышу от христиан, которые мне говорят, а что это у палестинцев умерло 23 тысячи, а у вас только 63. Это на секундочку говорит парень с Можно? Украины, у которого праотцы убили больше миллиона. А почему я так не говорю? Не знаю, почему Наша ты, но- католическая церковь обеспечивала крысиными ротами, Бабель, крысиными тропами. Ты меня не Весь путай, нацизм. ты меня Весь не путай. нацизм. под роликами, Не надо сейчас где католиков... пишут, какие мы людоеды. Не надо сейчас католиков за христианство выводить. Все вы одно целое. Все разные направления, только вы все вы одно целое, одну цель Я не имеете. католик, это во-первых, я христианин. Не распространяйте Католики- свою ересь а католики среди не евреев. могут быть христианами. Ты что, не Не понимаешь? распространяйте свою ересь среди евреев. Дайте Оставьте нас в слово. покое. Дайте слово. Павел, можно у вас поинтересоваться? Да, немного говорите. христианством? Ничего, вот смотрите, к вам, как к человеку, ничего такого враждебного не имею, ни к верующим людям, не имею. Ну, просто интересны некоторые моменты, да, вот как там в исламе, как в других религиях. Ад существует в христианстве? Конечно, существует. Христос не был из рода Давида, это раз. Вообще никак. Он не попадал, он не собрал народ Израиля. Каббалиста Он не даст. уберите. Он не собрал 12 племен. Каббалиста уберите Зрубабель, просто пока в вот- сторону. Пожалуйста. Так, Павло, смотрите, вот зачем тогда вот Иисус же как бы на Христе, он все грехи человечества искупил или как? Искупил. Прошедший. Не перебивай, не перебивай. Зубовель. Они его считают, что его отец это Бог вообще. Зубовель, не перебивай, дай им сказать. Какой там род Давида? Какой там род Не Давида? перебивай, дай поговорить ему.
Скрытый мусульманин хочет азан постоянно здесь, чтобы включали. Аллах бар, а потом ресторан, а Что вы потом на хотели спрашивать еще? дискотеку. Спрашивайте. Павлов, вот Иисус искупил все грехи на Христе, как я понял. Иисус это доскональная жертва, через которую любой человек, кроме даже еврей, он язычник, любой человек на планете, который он искупил еще задолго до признает христианства. Иисуса Христа, Да. он В имеет Египте, спасение вечное. который римляне потом приняли его, да. Послушай, грубо говоря, греха. мы по иудаизму 2 часа слушали, дай по христианству тоже послушать. Господи, Боже мой. Молодец, вот видишь. Смотри, Иисус все грехи искупил, так, на Христе, человечество, или только христиан? Не, смотрите, написано так. Христос это доскональная жертва, то есть идеальная. Это жертва, которая искупляет от всех грехов, всех человеков, тех, которые вызнают Его как своего Спасителя. Окей, а зачем тогда ад нужен? Он как аксессуар просто прикреплен? Как для чего? Для тех, кто не признает Его. Он говорит, кто не признает Меня перед людьми, того я не признаю перед Отцом Моим Небесным. Павло, у меня вопрос интересный для вас. Вот и все. Стелла. Секунду, Ибрагим, очень важный Я вопрос. закончил просто. Ладно. Извини, говори, хорошо. Не, говори, я... По-моему, там есть еще версии, что вечный ад – это вечное отлучение или вечное соучастие. То есть рай – это когда ты соединяешься с Богом в вечном пребывании. Ад – это ты тоже живешь вечно, но так как ты не подготовился к житию с Богом, то это для тебя это будет адом, как бы. Я не знаю, в каком направлении толкование это. Это слышал такое. Формат ада... Люди много могут чего фантазировать. Смотрите, в его формате какой ад? Он холодный, горячий, там, жгучий или такой? Это без разницы. Вот смотрите, ад есть, да, в христианстве. Потом Иисус искупил все грехи человечества или именно своего джамаата какого-то? Написано. То есть он не может вас искупить от грехов, которых вы даже сами не признаете. Подожди, значит, он искупил грехи только своей уммы, своего джамаата. Остальные, как бы, они в стороне. Воля людей выбрать самому. Вам идет предложение. Вам стоит либо согласиться, либо не согласиться. Либо принять его, либо не принять. И все. Ибрагим, дай, пожалуйста, сделать шах и мат. Давай. Он, по-моему, Павло, ты протестант? Да. Послушайте меня. Шах и мат я сделаю. Четко по ответам, по шейхам и ученым тебе, Ибрагим, нужно спрашивать про этого православного. Потому что это как... Подожди секунду, пожалуйста. Подожди, не тебе я говорю. Ибрагим, они как в христианстве, они как кораниты в исламе, понял? Они у себя там толкуют тексты. Зиндик, короче. Тебе нужен православный со святыми отцами, которые тебе четко и ясно изложат на это. Он тоже подойдет. Подожди секунду, Павло, пожалуйста. Мы живем четко по Евангелию. Я понимаю. Мы пятидесятники. Я понимаю. Павло, подожди секунду, пожалуйста. Я знаю. Чтобы ты понимал, Ибрагим, вот этот Павло и эти... В основном я имею в виду, протестанты, они тоже очень разные. Они в абсолютном большинстве проигрывают даже мусульманам в диспуте. Они не могут обосновать ни Троицу, ни две природы Иисуса. То есть у них нету святых отцов, которые это четко изложили, понимаешь?
Поэтому тебе, по твоим вопросам, по догматике христианства, тебе нужен православный. Не католик, не Нет, кто тебе протестант. сказал, что мы не можем обосновать Троицу? И можешь обосновать Троицу? Смотри, человек, до которому я зашел на канал, которого я смотрю постоянно, любой человек, христианин, который... Ну, вам же 300 раз доказали Троицу, что такое Троица, что такое Сын Божий, что такое Бог, что такое Сын Человеческий, 5-10. Просто вы этого не слышите, вы не хотите этого слышать. Хорошо, тогда ответь мне на один вопрос, пожалуйста. Сын и Дух Святой. Тебе, ну что, это не Троица? Это не Святая Троица? Скажи, пожалуйста, Бог может меняться? Бог меняется у вас? Меняться как меняться? Как меняться? Вообще Бог изменяемый, В твоем изменяется понимании, его. как меняться? Как меняться? Ну, я не знаю, что-то новое он приобретает или чего-то, каких-то качеств лишается, какие-то новые качества приобретает, он изменчив. Ты что хочешь, такую детскую уловку хочешь сделать, да? Я тебе простой вопрос задал. Бог в своей мировоззрении, твоей вероучении, или как это, акиде, Бог изменчив? Ответь на вопрос. Нет, Бог не это меняется. Это вопрос с подвохом. Он это просто Я тебя не спрашиваю, я его спрашиваю. Ты же можешь, вы же можете все обосновать. Мусульманам вы не проигрываете, у вас все там обосновано. Поэтому как мусульман, вот мы с тобой на дебаты, ты пришел к мусульманину, например, на дебаты. Я тебе задаю вопрос. Бог изменчив? Изменяем? Я твой вопрос вообще не понимаю. Как изменяем? Короче, все, Нет, не могу. Простой вопрос. Ты не Бог изменяет. Что ты даже спрашиваешь? Был бы ты православным, ты ответил бы сразу. Конечно же нет. Ты меня не путай к этим еретикам, хорошо? Ты не можешь, все это шах и мат, ты не можешь даже этот вопрос ответить. Нет, я твои вопросы вот такие корявые. Я на их ответ даже давать. У тебя, смотри, я тебе либо одним вопросом поставил шах и мат, либо у тебя должен быть какой-то ответ. Это хорошо, ты себе ответь поставил тогда. шах и мат. Ну хорошо, ответь тогда на вопрос. Ты задай вопрос нормальный. Вот Бог изменяем. В каком Бог смысле изменчив. я тебя спрашиваю? Качество его, он что-то новое подразумеваешь? приобретает. Я тебе, мы что, по кругу будем ходить? Я не понял. Я же Давай. тебе только что Давай, полностью разложил свой вопрос. Давай, разложи, давай. Изменяем. Не да, опять его? В смысле, куда? Приобретает ли он новые качества или лишается ли он своих уже существующих качеств? Он изменчив или нет? Как лишается? Ну, я не могу понять, что ты имеешь в виду, как лишается. Короче, он ты своих понял, качеств? Ибрагим, о Вообще чем я? может лишиться своих качеств. Да. Видите, можно сказать? Как Бог может чего-то лишиться или что-то там себе добавить? Не можно сказать, потому что я жду очереди. Секунду. У меня вопрос к Павлу. Вы Павел, такие интересные. Отвечать современно. Павел, пожалуйста, вы признаете то, что Бог наказал Еву и Адама, да, когда они в Эдомском саду вкушение запретного плода было? Наказали Еву, правильно? Чтобы она в страданиях рожала. Не Бог наказал, а человек сам себя наказал. В смысле? Как в смысле? Что вы читаете? Вы же читаете «Бытие». Пришла Делайте Ева всё, и кроме- вкусила плод, делайте- который нельзя было вкусить. Да, делайте все, кроме одного. Кто ей дал это наказание, что она будет рожать в страданиях? Как кто дал наказание? Человек сам себе вынес приговор. Сам сделал себя человек то, что было наказал. запрещено. Человек сделал то, что запрещено. Я спрашиваю, кто его Да. наказал? Как то? Я тебе еще раз говорю. Человек сам себя Я в шоке. наказал. Человек сам себе дал наказание Да. рожать. Женщина дала себе наказание рожать в страданиях. Господь сказал, и будешь рожать в муках. О, то есть Господь дал это наказание, правильно? Господь сказал, какое последствие уже. Он вынес факт. Он вынес факт того, что уже случилось. Окей, называй как хочешь. Господь сказал, человек сделал не то, что нужно, и получил это наказание, то, что Господь сказал, правильно? И получилось уже то, что получилось. О, молодец, Вот. Павла. Теперь пришел Иисус, искупил все грехи человеческие,
Ну, Не какое все, это чудо! не все, Вот. не все. Вы христиане, которые вы уверовали в Читайте Иисуса. Евангелие, не все грехи, не все грехи. Вы и христиане, которые уверовали в Иисуса. Он должен был забрать все ваши наказания, потому что он исчерпал эти ваши грехи. Но ваши женщины до сих пор рожают в муках. Что же случилось? Вы серьезно? Вот вы сейчас серьезно? Я не для вас, Павла. Вы можете не отвечать. Это был риторический вопрос. Это даже не вопрос, это просто даже не понимание сути ничего. Людей здравомыслящих. Это не понимание. Вы не здравомыслящий человек, если вы такие вопросы задаете. Здравомыслящие. Понимаете? Я вам говорю, как он может простить грехи ваши, если вы его не признаете? Не признаете, вы не каетесь в своем грехе. Как вас можно простить? Не бесите меня, не тупите. Но вы же не мусульманин, черт побери. Включите свой мозг. Но. Вы уверовали в Иисуса. Почему ваши женщины до сих пор в муках рожают? Или они у Потому вас что не чувствуют сказано, до любовь? конца дней будут Нет, до рожать. конца дней, если он искупил ваши До грехи. конца всех дней, до конца всех дней. Короче, вы сами себе противоречите. Есть Господний приговор, который не меняется. Вот в чем проблема. Вы же не читаете, вы же понимаете, вы не читаете. Оставьте Иисуса Христа. Этот еврей мне очень нравится. Пожалуйста, оставьте его. Давайте вернемся к нашим баранам. Смотрите на этот хадис, который я приводил, да? Про этот. Армат, одну секунду. То есть все, кроме протестантов, кефиры будут в аду, да? Нет, они не будут Вы в меня аду. спрашиваете? Нет. Вы меня спрашиваете? Нет, формат. Не, он меня спрашивает. Ад это как, там есть основных два толкования, что такое ад в православии. Основное толкование... Я не про православие. Я про протестанство. То есть, кроме протестантов, все остальные кефиры будут в аду. Ну, не знаю. Это протестанство, это как секта, появившаяся... Все очень просто. Секунду, Смотрите. Подожди, Павло, пожалуйста. Сейчас, секунду, я скажу просто два закончу. слова, и вы себе дальше говорите. Хорошо, давай. Даже прочитав Старый Завет, прочитав Новый Завет, познав Иисуса Христа и все остальное, мы читаем, будет суд, да? И каждый будет судим по делам своим. Я что, дела всех людей знаю? Я там знаю... Дело в том, что ваш Ветхий Завет — это неправильные переводы с греческого. Послушай сюда. Нет Ветхого Завета, есть Вечный Завет. Опять Азан будет. Уберите с Бабеля. Опять Азан будет сейчас. Подожди, смотри. Подожди, пока здесь христианин. Подожди пока. Смотрите, суд проходит, да, вот там, в Яум аль-Кияма, короче, в судный день. Проходит суд. И привели вот этих протестантов. И пришли протестанты. Протестантов всех пропустили, потому что их грехи уже Христос искупил на Христе. А остальных, протестант, если он там прелюбодей, блудница, убийца, я не знаю, там какой-то тиран, там Гитлер, Капут и так далее, их всех пропускают, потому что Христос уже всех грехи отмыл, короче, на Христе. Остальных всех уже по делам их судят. Вот так, да? Ой, Господи, помилуй просто. Пусть Господь вам просто розум даст. Вы же говорите, это что значит? То есть я пришел один раз покаялся, Иисус меня простил, и я пошел дальше рубать людей, да? Это разумно или неразумно? Подождите. Я спрашиваю, это разумно? Подождите. Он же все грехи смыл на Христе. Грехи, когда я пришел к Нему, у меня была жизнь, определенный отрезок жизни. До того я каюсь, Он мне простил грехи. Я что? Он мне простил сегодня грехи, а я дальше пошел грешить, и это я нормальный человек, да? Если вы были Гитлер, Капутом, если вы были каким-то... Нет, написано, даже если я выйду на второй день на улицу, посмотрю на чужую жену и глазами ее вожажду, я уже согрешил, опять.
Ну, а зачем он тогда жертвовал там грехи на Христе? Как зачем? Я вечером прихожу, становлюсь на колени и говорю, я сегодня то, не то, не то, может даже не так на кого-то посмотрел, может даже кого-то обидел словом, прости меня. И опять жертва, кровь Иисуса Христа меня очищает. То есть он умер впустую, он умер, сказал, смывает. Нет, это ты себе так думаешь, что он умер впустую. Смотри, Павлов, смотри, если бы он на Христе не погиб бы за всех, то тогда бы не принимались, да, покаяния, или как? А у меня вопрос, маленький вопрос. До этого спасение имел только израильский народ. Павел, слышь меня, пап, зачем он умер? Чтобы отмыть какие-то грехи, я не понял. Надо Богу умирать, там кому-то умирать, чтобы отмыть грехи? Это что за греческая мифология понеслась здесь? Что за жертвоприношение? Что-то я вообще здесь не понимаю. Ну, это может быть Леон, я тебя обожаю. Вот отсюда и идет антисемитизм, что мы, иудеи, сделали человеческое жертвоприношение своего иудея. Ты понял, откуда это идет? Не, я вообще-то сейчас себе сделал вывод, что вот этот Иуда, он нормальный парень, как и Даджал. Он выполнил то, что ему было предписано. Даджал тоже. Я все время думал, что Даджал это какой-то ублюдок, там, козел, падла, я не знаю, осуждаю. Но в итоге оказалось, что он просто сделает то, что ему предписано, и он не имеет возможности изменить свою сущность, я не знаю, свое предписание. Ибрагим, причем у них в книгах так и написано, что пришел Иисус и дал ему, и сказал, делай поскорее то, что ты хотел. То есть он ему дал это указание. Секундочку. Во-первых, чтобы вы поняли, во время римлян все вокруг это были просто мусор, да? Для них это считалось так и есть. Он хотел, и он это сделал. Понимаете, он жаждал этого, он сделал это. Павел, да, уважение, спокойствие, все. Я рассказываю, давайте немножко уважения. Вот, в это время, то есть для всех были мусор, кроме римлян. И никто не мог прийти, приказать, сказать римлянам что-то делать. О, видите, какое это. Вот. То, что его римляне замочили... Микрофон выключи, да? Не говорит. Да, то, что римляне его замочили, как бы к нам это никакого отношения не имеет. А почему римляне его замочили? Потому что они боялись опять переворота Бар-Кохба. Мало того, опять же, это ваши проблемы. Можете пойти меня проверить, почитать. Это ваше дело, верить, не верить. У нас не написано ничего про Иисуса. То, что написано про Иисуса, есть один, который на Назарете. Вот там было 5 учеников. Он прославился тем, что его готовили быть судьей. И он кое-что натворил, и поэтому он там сделал магию и всякое такое. Поэтому его наказали. Но то время, если вы будете сверять, а у нас написано, кстати, времена, у нас не как это там, был такой-то человек. Если вы будете проверять то время с Иисусом, там разница 100 с чем-то лет. Понимаете? Так что натягивайте всего на глобус. Стелла, Леон, смотрите. Даже Флавию говорит, сейчас, секундочку, даже Флавию говорит, Иисуса, его сподвижники, Леон, вот эти сподвижники Иисуса, они апостолы говорите, апостолы, да. Правильно называйте вещи. Все стал Ферула. Для людей. И смотрите, вот эти вот апостолы, они все евреи или только Иуда евреи? Все евреи, все. Все евреи. Все. Евреи наказывают евреев, понимаешь? Что происходит? Подожди, а где те евреи? Нормальные парни. Ибрагим, смотри. Давай... Спросите, сколько они убили пророков еще до Христа? Ибрагим, тебе... Там гасили. Христа мы тоже убили, да. Причем, я не пойму, он там какой-то я не знаю, там своих каких-то гасит. Читаешь весь Ветхий Завет, читаешь, сколько они убили своих. Это же просто ужас. Вот, слушаю звоночки. Подожди, за то, что они своих гасили, теперь их всех надо загасить, что ли? Я не пойму. Кого мы там замочили? Ты можешь мне объяснить?
Не-не-не, Вот подожди. Это вообще Самое интересно интересное, сейчас. Мы своих загасили, они из тех наших сделали себе богов, и теперь приходят к нам с претензиями. То есть они себя возомнили богами, они пришли нас судить, У нас понимаешь? претензий нет. В смысле нет? Ты только что говорил Нет, претензии. у нас... Нет, я с вами просто общаюсь, но у меня к вам претензий никаких Только нет. что имеешь претензии к нам, что мы кого-то убили. Ну, убил... Я читаю Ветхий Завет. Там постоянно Секунду. убивали, и что? Какое ваше дело, что мы у себя дома делаем со своими? Мы же не вас убивали, в отличие от вас, Ну, которые... правильно. Убивали, Смотри, да убивали. Вы же за это наказаны Это, сейчас. смотри, вы своих там загасили, и теперь вас всех, значит, надо загасить, что ли? Я не пойму. Кстати, Какая-то непонятная если, логика. Вот если кто-то читает и знает, это не мы загасили. Если какой-то король в то время что-то решил сделать, да, Стелла, а не весь Стелла, народ. Смотри, даже если по такой логике, вот кто-то там, например, я не знаю, там где-то в Индии, короче, какая-то это часть там народа или племени, там какие-то преступления между собой совершили, так значит, надо теперь их всех гасить и их всех проклинать, короче. Ох, вы иуды там или как. Непонятно. А если бы вот эти, которых убили, а если бы которых убили бы, смотрите, а если бы те, которых они убили, этих убили бы, то тогда этих надо было всех загасить. Вот так, что ли? Это вы к кому обращаетесь? Я просто хочу логику уловить человеческую. Какую логику? Если вы будете читать Евангелие, вы поймете, что убивать вообще никого нельзя. Ну, смотрите, вот, смотрите, давайте условно возьмем Дагестан, да? Вот в Дагестане дагестанцы. И какие-то аварцы берут, загасили всех кумыков. И теперь нужно за это, короче, весь Дагестан замочить. Значит, отвечать, никого нельзя убивать. Да, полностью осуждаю. Ну, это такой... Смотрите, понять просто логику. Смотрите. А если бы, наоборот, вот эти вот кумыки, они гасанули бы аварцев, то все равно весь Дагестан опять нужно загасить плохое. Ребята, вот смотрите, сейчас идет война России с Украиной, да? Я как украинец, да? Я христианин. Я не могу с ними воевать. Не с своими, не с ними, ни с кем я не могу воевать. Ты баптист? Да, потому что меня Христос учит не убивать, а любить врагов моих, понимаешь? Благословлять их, молиться за них, чтобы они вразумились. Армат сказал, что вы протестант, вы баптист, да? Я же сказал, я пятидесятник. Но вы же этого не понимаете. Вы не разбираетесь в этом. Даже... О, Господи, Боже мой. А что такое пятидесятник? Я не понял. Что это такое вообще? Это капздец. Читайте Евангелию. Там от начала все написано. Что такое апостолы? Какая церковь? Какую церковь они создали? Что такое сотник? Я тоже слышу сотник. Что такое сотник, пятидесятник? Это что такое? Пятидесятники это такие же протестанты, просто чуть-чуть прогрессируют в другую сторону. Ладно, давайте поаккуратнее все-таки, Павел. Я без сарказма не знаю, что это такое. Я вообще там не разбираюсь, не понимаю. Это ваше счастье, кстати. Друзья, вы просто прочитайте Новый Завет. Скажи мне, вот простой вопрос, без сарказма. Просто прочитайте хотя бы. Нет, послушай, без сарказма. Я хочу просто понять, для чего ему надо было умирать, чтобы искупить ваши грехи там и всякое такое. А что, без этого нельзя было никак? Нельзя было, так и написано. Тору читайте. Надо было обязано завалить его? Тору читайте, да, Тору читайте. А что Тору читать? Это не как Смотрите, читайте Тору. В Торе написано, что такое... Какое животное должно было принести за какой грех? Там же написано. Это что-то какое-то идолопоклонство какое-то. У нас написано в Торе. Какое животное должно было принести за какой грех? А при чем, что он животное, что ли? Что, я не понял. Ну, в храме что приносили в жертву? Овечек. Ребята, можно пару слов скажу? Всех приветствую, все молодцы, все горячие.
Овечка, теленок, голубей. Ну вы же все называете, что написано, что в жертву приносилось. Подожди, мы приносили овечек в храме. Вы-то Иисуса зачем? Овечек вы приносили, теленков вы приносили, Чем вы голубей написали вот эту приносили. греческую мифологию? Вы зачем Иисуса привели в жертву? Да. Можно я... Кто вы? Кто вы? А зачем он умер? Леон, оставь мою греческую мифологию, Я пожалуйста. искупление, оправдание грехов. Ну, ребята, вы же просто на одном месте Можно я ходите. скажу пару слов, парни, девчонки? А это такие есть. Да, говорю. Меня слышно? Да, здравствуйте. Понеслась, Всем привет. давай. Формат, тебя приветствую. Спасибо большое тебе Привет. здоровья. Я на твоих роликах начал изучать глубже, ну, как понял, в чем суть ислама. Спасибо большое тебе. Я хотел сказать, смотрите, можно я сжато и в двух словах как бы попробую закинуть размышления на эту тему, почему Богу пришлось прийти и умереть. Вот смотрите, Бог, Он является законодателем и судьей. Да. И законодатель, он не может просто пренебречь своим законом и просто взять и простить всех людей, понимаете? Он не может, потому что он законодатель и он судья. Вот представляете, кто-то приходит домой, а у него семья, например, погибла, и ловит преступника. Я закончу, извиняюсь. Расскажи им, Да, и вот пожалуйста. он ловит преступника и, короче, приводит в суд. А судья говорит, я его отпускаю. Как вы себе это представляете? Вот Бог не может отпустить. Смотрите, Но Бог взял... Еще раз. Подождите, закончу. А Бог взял и нас всех простил. Так кто виноват? Кто теперь должен пострадать? Бог должен пострадать, судья. Но Бог не может умереть, как Бог, вот будучи господином всего. И Он поэтому пришел во плоти и умер за нас. Потому что юридическая часть вопроса должна была исполниться. Он умер, его убили. Он виноват, но он виноват, он отпустил нас, он простил. Он виноват. Подождите, а теперь вы можете такую же логику продлить дальше? Вот вы сейчас очень логично привели пример. Не может же какой-то человек, как бы человека, который совершил преступление, просто так простить, отпустить. Теперь давайте ту же логику применим. А зачем вообще Богу умирать за кого-то? Ну, он простил людей, он виноват, понимаете? Надо умереть, что ли? А что делать? Возмездие за грех — смерть. Возмездие за грех — смерть. Мы все виноваты, и он умер, понимаете? Он нас простил, значит, он умер. И юридический вопрос решился. Подожди, стой. Он умер, чтобы нас спасти. А зачем ему умирать? Он же всемогущий. Я же еще объясняю. Он нас простил, но он законодатель и судья. Но если он нас, преступников, простил... Да, правильно, формат. Он нас отпустил, он отпускает преступников, но он, значит, на себя берет вину. Значит, кто виноват? Судья виноват. Судья не может преступника отпустить. Он должен судить, и мы все должны погибнуть. Я правильно понимаю, что в человеческой плоти Бог отправляет божественную, да? И потом сам себя же приносит жертву за то, что сделали люди. Ну, пусть будет так. То есть его нужно убить, он виноват, понимаете? Он берет на себя вину. То есть Бог Его сам за это себя убили. убивает, я правильно понимаю? Ну, грубо говоря, так. Потому что вы не признаете даже свои грехи. Друзья, там нет логики, если вы хотите логики. Нет логики. Нет, ты просто не уловил. Пути Господни неисповедимы. Какой логикой ты хочешь познать Бога? Дай Бог тебе хороших формат стримов, разрушай их царство. Нужно просто уверовать, и все, значит. Зачем тогда объяснять что-то? Не веришь? Да, нужно уверовать, просто, исследовать морали христианской, и все. Да, исследовать. Бог нас простил, и поэтому Он взял на себя вину. А кто виноват тогда? А кто виноват? Если ты преступника простил, судья, ты на себя его вину взял. И поэтому он пострадал и умер. Замочили Бога. Ну, смотри. Ты же им еще объясняй другую сторону. Если он не признает своего греха и не кается перед ним, как он может его простить?
Бог простил Зачем всех. Бога? Бог простил всех Бог и должен дал, замочить. подарил вечную жизнь. Подожди, Бог вопрос, простил. подожди, ты много говоришь. Зачем Бог должен умереть? Бог, всемогущий Бог, должен прийти умереть, чтобы пройти простить. Это я вот это что-то в детстве Потому что он- потерял тебя. Потому что Что он там какая-то отпустил шизофрения? Адама, не наказав его, а должен был его наказать. Совершено преступление, но наказания нет. Значит, закон рушится, сатана побеждает. И чтобы победить сатану, он сам как бы приносит жертву и отвечает за это преступление. И так спасает. Сатана заберется. То есть на трон, Бог да, и он будет. пришел. Есть установлен закон, Бог не может изменить закону. Бог пришел на землю, подожди, умереть, да, воплотить человека, сам себя убить, чтобы простить грехи. И в то же время христоносцы приходят, убивают других людей силой. Да, я даже сделал ролик, как христиане захватывали Европу. Ну, тут, Леон, ты понимаешь, тут как бы уже... Тут как бы уже люди что совершают, как бы оно все-таки... Ну, не по догматике мы переходим на каких-то людей. Давай по-другому. Понимаешь? Зачем Богу умирать? Зачем Богу умирать? Бог не знал, что люди будут опять грешить. Он сам себя убил и думал, что... Ну, а для чего тогда? Логика. Как для чего? Он умер для того, чтобы меня спасти. Меня, понимаете, меня грешного. Это вообще, это пятидесятник, он вам никогда, он сам свою религию не знает, он еретик по христианству. Он вам не ответит по христианству. Кто еретик? Бог, который... Ты кого еретиком называешь? Ты еретик, ты А ты антихрист, и что? пятидесятник. А ты антихрист, и что? Ну, пускай я буду, я антихрист, а ты еретик. Ну, а ты антихрист. Хорошо, а ты еретик. Я тебе говорю, если Чтобы ты по христианству, не исполняешь чтобы Новый по Завет, христиан, значит ты для меня чтобы по христианству отвечать, здесь нужен христианин, а тут его нету. Тут есть Павло еретик, пятидесятник. Подожди, человечек, как же ты заблуждаешься? Далеко ты забрел своими... Давай я элементарно тебе ИИ зачитаю, что значит прощение, простил. Мне ИИ твое не надо, ИИ принес. каешь. Хорошо, дай мне, Павло, ты говорил, я не мешал. Сейчас дай мне слово на минуту, потом Да. будешь свою веру говорить. Если говорить православно, понимаете, то есть ортодоксально, просто на русском языке это перевели как православие, но оно означает ортодоксия, то есть фундаментальное христианство. Если мы говорим по фундаментальному... О, блин, когда православный... Православие на греческом, православие на русском перевод. Православие, о чем вы говорите вообще? Да, Господи, Боже мой. Вы стартуйте Ты от пока апостола, подожди, а не... еретик, язычник, ты пока подожди внизу, потом подниму, как закончу. Православие, просто ортодоксия, слово греческое, на русский переводит православие, то есть правильно славить. Но правильный его перевод, ну, сам слово говорит, да, ортодоксия, фундаментализм, то есть христианский ваххабизм, салафизм, фундаментальное христианство. Если его брать, то выражение «Христос искупил наши грехи» – это богословский язык, и православные авторы обычно объясняют его не как простую юридическую сделку. Согласно православному учению, после грехопадения, то есть Адам совершил грех и пал, природа его пала, на греховный уровень. Человеческая природа стала смертной, тленной и подверженной греху. Православие обычно не учит, что все люди виновны в грехе Адама. Наследуется не вина, а поврежденная природа. Смертность, страстность, склонность к греху, оторванность от полноты общения с Богом. Христос по православию стал человеком, прожил безгрешную жизнь, умер и воскрес. Смысл искупления заключается в том, что Он вошел в самую глубину человеческого состояния, вплоть до смерти, и победил ее изнутри. Часто это описывают так. Бог соединяется с человеческой природой во Христе. Эта человеческая природа проходит через смерть. Смерть не может удержать безгрешного Христа. Христос воскресает. Через это человеческая природа получает возможность победить смерть и соединиться с Богом.
Это означает не то, что Бог перестал видеть грехи или просто отменил наказание. Уничтожена преграда между человеком и Богом. Человеку снова открыть путь к обожению. То есть через благодать и так далее он присоединяется к сущности Бога. То есть, как этот один, я не помню этого святого отца, как он говорил, Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом. Человеку снова открыть путь к обожению. Побеждены смерть и власть греха. Человек получает возможность реально очиститься от грехов и соединиться с Богом. Христос не столько заплатил штраф за грехи, сколько исцелил человеческую природу и победил последствия греха. Слово «искупление» связано с библейскими образами освобождения пленника за выкуп. Но православные отцы обычно подчеркивали, что это образ, а не буквальная финансовая операция. Например, Григорий Богослов задал и так далее. Короче, в общем. Вот то, что ты здесь рассказываешь, там 1000 вопросов было, которые возникали, и получается так, что... Если я просто скажу тебе, Ибрагим, я не являюсь адвокатом христианства. По моему мнению, только в христианстве и есть логика. Потому что это изобретение греков и римлян, которые и логику саму и изобрели. Ни в одной религии ты логику не найдешь, кроме христианства. Задавай свой вопрос. Пока я не нахожу, к сожалению. Пока вот это... Потому что наверняка ты не встречал христианина настоящего. Ребята, можно я вам скажу об этом? Надо было умереть, грехов вообще. Это вводит логику в том, что Бог спустил себя в качестве человека, убил себя, и потом опять люди начали грешить, это неправильно. Иисус — это Машиах. Его убили судьи. Судьи его убили. Его Иисус — судили. это Сын Божий Машиах Израиля. Если Бог его судили. в теле человека, он Чтоб знал, ты понимал, Ибрагим, эти... то есть он себя принес в жертву. Его же судили. Его же ты понимал, судили. Ибрагим? Он же всезнающий, извините. он же всемогущий. Извините, чтобы ты понимал, Ибрагим, эти вопросы, которые ты задаешь, это как христиане, в основном они как мусульмане, они ничего не знают про христианство, они просто ходят в церковь, там свечку ставят и все. Те, которые этими вопросами владеют и могут им отвечать, которые, ну, скажем так, христиан со своей религией настолько сильно ознакомились, их очень мало, ты их очень редко встретишь. Давайте потому я что вам они скажу, вы их встретили. им прощают, как бы... Огромная часть, она вообще не вникает. Она не знает абсолютно и не занимается этими вопросами, абсолютно. Да, в основном вам никто не расскажет о триединстве, о рождении, почему человек родился. Подожди, я могу понять одну вещь, подожди. Зачем Богу умирать, чтобы простить грехи? Так я тебе ответил. Вот смотри, логика, есть логика. Берем логику. Смотри, Бог установил закон, сказал, не ешьте с этого дерева, ешьте со всего остального. Есть антагонист сатана, который возненавидел это творение Бога и хочет, чтобы Бог его уничтожил. Потому что по Божьему закону, за это установленный закон, за нарушение закона, человек должен быть уничтожен. И сатана собирается... А сатану кто создал? Сатану тоже создал Бог, но он установил закон. Он не может свой закон нарушить. Да, я сейчас рассказываю логику. Логику рассказываю. Не про Бога там. Может, вы как-то смотрите на Бога. Для меня не существует никакой религии истинной. Да. Установлен закон. Бог сам установил закон. Как он потом может там балабольствовать? Он не может балабольствовать. И сатана внушает этому Адаму, этой Еве, съесть этого плода. То есть он их заставляет и внушает нарушить закон. А потом идет к Богу и говорит, вот совершен грех, давай теперь уничтожай свое любимое творение. И Бог их изгоняет вместо этого. Он изгоняет, а потом, так как закон должен быть исполнен,
он там Израилю дает, я по христианству рассказываю, я, конечно, понимаю, иудеи там совсем не согласны со всем, что там рассказывают. Я по христианству, ну, я тоже не эксперт, я вообще не христианин и не эксперт. Но, да, примерно, буквально, ну, поверхностно, что я понял по логике, да, вот он дает закон, устанавливает закон, приносятся жертвы там за грехи, там иудеи приносят жертвы ягненка, овцов и так далее. Но Богу эта жертва как бы нужна идеальная как бы жертва, безгрешная. И он, чтобы исполнить свой закон, то есть вот этот пробел, пустоту оставленную в своем законе, да, он воплощается и сам как бы, ну, там же есть, типа, один человек умер, все человечество как бы умерло. Потому что по его потомки, которые появятся и так далее. То есть от одного человека появились все люди. И, естественно, одна человеческая природа, она отвечает за все грехи всего как бы человека. Человечество как бы едино. Один умер, все человечество как бы умерло, закон исполнен. Все, пробел закрыт. И любой, кто хочет стать Богом, воссоединиться с Богом, принимает Иисуса Христа. Через него есть вот этот путь, короче. Смотри, вот сейчас я тебя покритикую. Ну, тебя, не тебя. Не-не-не, можно я скажу 5 секунд, как христианин? Он правильно говорит про момент. Только не Бог умер. Так, вы пока... Ну, человеческая природа его, да. Один момент. Смотри. То есть Бог установил закон, потом этот закон, этому закону он изменил, то есть он его уже не выполнил. Где? Потому что, ну, там же произошел пробел, да? То есть он за Ну, грех имеется в виду, был... у Бога нету времени, Бог вне времени. Он сразу же исполнится. Не, подожди, смотри. У него был я закон. пробел это, чтобы человеческим языком было понятно, сказал. Нету пробела, Бог вне времени. Смотри, то есть... Хорошо, слушай. Он установил закон, за который... Что должно было быть с Адамом и Евой, если они грех совершат? Наказание. Так он их не наказал. Смерть, по-моему, смерть. Все, подождите, смотрите. Так он их не наказал, а взял и изгнал. Он наказал их сразу на месте. Ну, наказал как бы, как имеется в виду, человечество. От Адама появилось все человечество, он стал человеком. То есть все человечество, то есть Адам умер, а потом воскрес. Подожди. У него был закон наказать. Потом ты сейчас объяснял, говорил, что он, когда этот чувак, змей или иблис кто-то, пришел и сказал, он, видишь, они, короче, давай теперь. И он его не загасил, а куда-то изгнал. А потом, чтобы этот пробел замазать, он превращается в человека. То есть там... Понимаешь ты, да? То есть он изначально уже не выполнил свой и потом Бог почему-то пытается найти какой-то план Б, короче, для этого. И для этого он погибает, когда он может просто... Все равно он уже как бы запорол это. Он может сказать, да нахрен мне там погибать на кресте. Просто Нет, вот так он не может просто простить. Он не может просто простить. Закон должен быть удовлетворен. Бог виноват. Если ты простил преступника, все человечество простил, не уничтожил, то ты виноват. Ты на себя вину берешь. Как ты можешь простить? Судья раз отпускает преступника, на себя берет вину. Подожди. Он уже изменил самому себе, потому что он сразу не гасанул Адама. Да, я же отвечаю. Давай я отвечаю. Логику. У Бога нету времени. У него пробела нету, это я просто вот так сказал, да? Он создает, есть созданное время, как бы, но он сам вне этого времени, он прямо на месте исполняет этот закон, он воплощается, умирает сам. Он и отплачивает за этот закон. Из-за любви к своему творению, вот он идет настолько на такие муки, переживает сам смерть и берет на себя это все. Из-за любви, чтобы не уничтожить, чтобы его творение жило вечно вместе с ним. Он на месте делает. Пробелы это я просто,
человеческим языком говорю. У Бога нету времени, Он прямо на месте, Он вечен. То есть у него такая задумка есть, да? Изначально, что... Да, конечно. Да, конечно. Он во времени, он знает, что будет. Но не, он не по исламу. Не, там никак по исламу. Там есть свобода воли, он дал свободный потом... Знаете, я долго сидел внизу. Я же отвечаю, подожди, Зрубабел, ты не христианин. Подожди, Ибрahim, дай мне ответить. Ты задаешь вопросы, но они не входят в эту логику. Смотри, Зрубабел зашел, потерял сразу мысль. Потерял, понял. Смотри, я просто, пока вспомни, я просто вот хочу понять, раз там был совершен какой-то грех, потом зачем его пробел, как пытаться замазать, короче. Чтобы не уничтожить творение. Не было вообще такого, чтобы убить Адама за это. Зрубабел, подожди, пожалуйста, ты не христианин. От него улетучилась душа. Вот это называется. Он уничтожает творение. Поговори, дай. Потому что он любит свое творение и хочет, чтобы его творение вечно жило вместе с ним. Чтобы оно исправило. Ну, тогда и не живи тогда. Зачем тебе нахрен? Не живи, закон нарушен, не живи. Он сам ты установил же закон, он не может. Ну ты же его не выполнил потом. Я же тебе отвечаю, он сразу на месте его выполнил. Не выполнил, Человек потому умер. что ты должен был человека загасить, а ты пошел понятно, сам вместо него загасился. Нет, цены слой, я не пойму. Да, это идиотизм христианства, это вообще что-то. Не, я никого не ругаю. Я понимаю, и христианство, идиотизм и так далее. Но еще раз повторяю, логика – это изобретение греков. Христианство – это изобретение греков. Только в христианстве, еще раз римлян и повторяю, египтян. только Там в христианстве есть логика. Греков, римлян и египтян – это общее их создание. Они раскольники, пришли расколоть наш народ. Да, 3500 лет, 3500 лет человеческая мысль, споры, диалоги и так далее, это все, воплощено, скажем так, в Иисусе Христе. И только в христианстве есть логика. Хорошо хотя бы то, что христианство себя не ведет вот так по-будулайчески сегодня, да, то есть за 2000 Арман, лет... ты просто иудаизм не изучал, если ты иудаизм будешь изучать, там ты увидишь настоящую логику. Что хочу сказать, мысль. За 2000 лет, вот последние где-то сотню лет все-таки смогли устаканить. До этого, к сожалению, там веков 18, Да, там католики за деньги продавали, билеты в рай, индульгенцию. Да, хотя бы последние пару веков это устаканили. Уже это отличный зачет, что хотя бы сейчас мы с этим. Вот было бы неплохо, если бы с исламом то же самое. Подожди, вот есть Эмма, она знаток в этих вещах. Эмма, я что-то здесь не понимаю. Иисуса, да. Без сарказма. Здравствуйте. Иисус умер, что-то там умер Иисус ради того, чтобы искупить грехи. И тут про Адама идет речь, хотя тоже получили грехи от Адама, он стал смертным. Объясни мне все это дело, зачем Бог умер, для того, чтобы опять искупить вину, почему сатана, здесь что-то понеслась какая-то карусель. Тебя объяснить понимание христиан или объяснить понимание иудеев? И то, да. Где здесь что-то здесь не пляшет. Здесь. Зачем Богу умирать, в моем понимании, да, чтобы искупить вину. Я что-то не понимаю вот это. Я тебя понял, да. На самом деле христиане считают, что Иисус пришел в этот мир, чтобы искупать через, можно сказать, пожертвование физическое, искупать грехи всего мира. Пытаются сказать, что искупать только тех, кто поверил в Него, и тому подобное. На что я постоянно действительно задаюсь вопросом, зачем, хорошо, как сказать,
Будем думать, что действительно он пришел в этот мир, чтобы искупать грехи. Вот. Никак здесь просто не складывается. Просто не складывается. Потому что он, как говорится, пожертвовал, а мир остался на том же уровне, на каком был. Никто не спасся. На вопрос, кто спасся, если можно, пожалуйста, дайте пример, и никто на этот вопрос не может ответить. Ну, что-то вроде этого. А меня слышно? Извиняюсь. Все евреи спаслись. Вы же больше у нас пришел освободить от обвинительного закона Моисея, который заключил в тюрьму все человечество. Моисея закон – это как сталинский режим. Вы больше не под этим режимом сталинским. Давайте не агрессировать. Дэн здесь, Дэн, Вы свободные люди стали. И сейчас у всех народностей есть возможность быть цивилизованными людьми. Иисус сказал, любящий исполнил закон. Будьте людьми просто, любите друг друга. Я тебя не заметила. Оковы Моисея. Ты мне можешь рассказать, какие оковы Моисея были? Да, это был простой политический режим. Законы Моисея были политический режим. Да, и закон Моисея вообще, если быть честным, то иудейство заканчивается там, где оно и началось. Моисей приходит, 10 заповедей приносит, и то, которое в Египте взял. Говорит, не убей, и тут же убивает 3000 людей по его приказу. То есть иудейство уже закончилось, не успев начавшись. Не, мы, вот смотрите, одну тему обсуждаем. То же самое, да? Римляне убили Иисуса, уверовали в Иисуса и пошли убивать. Да, вот этот закон, вся проблема человечества в обвинительном законе. Азан включи, модератор, Азан включи. Смотрите, мы хотели... Маршал, можно, пожалуйста, этот трек мне на телефон в качестве будильника? Блин, что это было? Я не понял. Что они брали законы Моисея? Если там какой-то Подождите. Смотрите. Да, мы все попали в эту ловушку. Опять, видите, даже после Азана не помогло. Смотрите, мы начали одну тему какую-то. Сейчас там у вас вот так, а у этих вот так. Тут как бы не разборка же идет. Мы одну тему, вот я лично хотел понять логику. Да, понять логику вот этого, я не знаю, там, распятия. Смотри, логика. Да, зачем, если там на Христе Бог взял, пришел, короче, и смыл это все? Зачем? А дальше логика, смотри, дальше еще идет, где у христиан есть логика. Моисей Сталин, оказывается, что-то там нарушил. Классическое христианство, подожди, классическое, да, говорит про это искупление и так далее. Нет, а надо смотреть здраво на это все. Вообще Богу не нужны никакие жертвы. Вообще никакие. И это доказывается тем, что, смотри, когда Каин убил Авеля, потом Моисей придумал свою сказку, свой политический режим, надо убивать, там приносить шашлыки суперские, еще чайком запить, тмин, мяту, вот это весь режим такой, чтобы хорошо пожить. Подожди, смотри, когда Каин убил Авеля... Подставляете вторую щеку, и христиане пошли убивать весь мир. Да, подожди, смотри, когда Каин убил Авеля, видите ли, Богу захотелось свежатины, филе миньон ему захотелось. Он не принял помидоры и огурцы. Но почему-то, когда Каин убил Авеля, то Бог не потребовал от Каина не то что одну овечку, а он должен был целое стадо, подожди, не перебивай меня, он должен был целое стадо... Я тебя перебью, потому что вот когда мы какую-то тему открываем, на эти вопросы нужно ответить. Давай про это отвечу тебе. Это дальше идет, Подожди, дайте я объясню, что я имею в виду. Вот один вопрос открыть, его надо закрыть, а не
скажем так, пытаться чью-то другую идеологию или религию, верование, на ней попытаться ее более показать несостоятельно, и вот так вот, ага, значит, короче, мое тоже правильно. Нет, мы не об этом. Просто вопрос, если открыт, на нем вот так вот сконцентрироваться, его закрыть, и все. Сейчас туда-сюда прыгать, несостоятельность кого-то там параллельно показать, и все, значит, мы не одни такие плохие, типа. А я не понял, если плохо для христиан... Ибраим, ответит мне про ад. Сейчас. Вот, я хотел бы опять услышать просто. Да, если тебе нравится закону Моисея, зачем они брали? Хорошо. Секундочку. Дэн, скажи, пожалуйста, а Каин и Авель что, были иудеями? Ой, ушел куда-то. Честно я вам скажу, что Еще куда он ушел? Я не понял, если он говорит, в ловушку попали, если их не устраивает законы Моисея, зачем они брали закон Моисея? Пармат, ответь тогда ты. Где логика? Давай, Пармат, ты нас христиан, одевай это, свою манту, папу. Все, получай. Зря ты это, блин, сказал. Не могу концентрироваться. Смотри. Ребята, мило. Давай по ортодоксии. Смотрите. После окончания суда грешники пребывают в состоянии вечного отлучения от Бога, которое называется адом, гиеной. Это состояние связано со страданием и мучением. Основанием служат слова Христа в Евангелии, например, о вечном огне и вечном наказании. Православное богословие традиционно признает реальность ада и вечность участи тех, кто окончательно отверг Бога. Среди православных авторов существуют различные объяснения природы этих мучений. Например, Исаак Сирин писал, что мучение грешников связано не только с внешним наказанием, сколько с переживанием Божьей любви, то есть эта Божья любовь настолько сильна, что, будучи рядом с Ним и не подготовившись к этой любви, то есть не очистившись от грехов, от страстей и так далее, не способны принять эту любовь они. Его известная мысль состоит в том, что любовь Божия действует на всех, но праведным она приносит радость. А грешники, видя эту любовь, сравнивают свою грешную душу, то есть их грешная душа, увидев вот эту величественную любовь, они страдают то есть у них появилась возможность сравнить еще более с великой любовью. И увидев эту любовь и свою свою греховность, они от этого страдают, от этой любви. Она им не несчастье приносит, а страдания. Так, я вообще, давай дальше. Но праведным, то есть похожий акцент встречается и современный православный богослов у Калис Туэр. Согласно такому подходу, рай и ад – это не два места, где Бог присутствует в одном и отсутствует в другом, а два разных способа переживания одной и той же Божьей реальности. Все. Ребята, мир. Все Позволите, что ничего не понятно. Браво, Падре. Позволите немножко вам Очень пояснить интересно, эти моменты? Например, подожди, Ибрагим, ты когда-нибудь совершал, скажем так, какой-то злой поступок? Совершал. Когда ты этот злой поступок совершал, тебе это приносило тяжесть? Тебе было тяжело перед своей совестью в этот момент, когда ты это делал? Или ты это не осознавая, не понимая, насколько это зло, совершил так себе это зло? По-разному. Кое-что, например, неосознанно. Было же? Да, неосознанно, вот. А когда ты уже стал мудрее или взрослее, или твоя доброта, воспитание, оно как бы воспиталось в тебе, ты уже, помня этот поступок, испытывал от этого боль? Да. Вот то же самое и есть ад.
Ну, это вообще-то его формат мне не так интересен, да, там он может быть, например, племя Азута, короче, на тебя натравить могут воду, могут, короче, там тебя, я не знаю, шашлыки из тебя сделать или наоборот, сосульку. Вообще интересен сам ад, зачем он нужен, если там грехи искупляются, короче. Всех Бог любит одинаково. Как бы все равно вот эти вопросы, они остаются открытыми. Ребята, эти вопросы можно рассматривать по поводу, зачем Богу нужно было приходить в этот мир, решить проблему человечества, и именно почему только таким путем через крест деревянный, а не там через повешение, там еще какие-то. То есть на все это есть ответ. И как сказал вот, человек под ником пророка. Смотрите, вот сам ад, да, как бы наказание за какие-то преступления, пусть даже это после жизненного пути человеческого, хотя в этом мире за преступление наказание проводится для того, чтобы предотвратить это все, да, не чтобы кому-то отомстить за его какой-то проступок или там преступление, а чтобы предотвратить это в дальнейшем человечество, вот эту ответственность, судебную систему, или будь это вендетта, будь это все что угодно. Это кто говорил вообще? Не, свободы. Я просто не знаю ни одних, даже сектантов разных. Армат, да, мысль хочу. То есть неправильно строишь свою мысль, брат. Армат, я доскажу, потом поймешь ты, о чем говорю. То есть в этом мире вот так вот человечество вот так строит эту систему, да? А в ином мире, короче, оно уже после того, как это все совершено, ну, это своего рода возмездие, тоже какую-то логику в этом можно увидеть, да, вообще в аде. То есть, таким образом, ад, его можно как бы вписать в какую-то логику, да, то есть за твое преступление вот кто-то какое-то хорошее дело сделал, а кто-то плохое. Они все-таки не равны же, да, каким-то образом, эти оба человека. Поэтому кому-то за это наказание, кому-то за это поощрение. Как бы человеческая логика подсказывает, что это нормально. А вот когда тебе говорят, что кто-то на кресте, короче, все грехи человечества, их каким-то образом смывает, то там уже смысл ада теряется. Там ад уже что-то непонятное, да, там. Как будто бы он как бы как декорация для красоты, вот для Ибрахим, чего-то. вот давайте попробуй в 2 словах это объяснить, а ты послушай. Ребята, позвольте, пожалуйста. Нет, ты не сможешь объяснить. Поймет. Зря время не тратить. Я понимаю, что... Смотри, Ибрахим, отталкивается от Торы. Смотрите, Алекс, я тут нормально, с уважением могу общаться, поэтому... Да, я слышу, вопросов нет. Я просто пытаюсь вам объяснить, что все то, что вы задаете вопросы, оно связано с Торой. И только с Торой. Потому что оттуда, там все описано, как Господь сотворил мир, первое грехопадение, как человек отступил от Бога, нарушив заповедь, как человек потерял чистоту, как его природа обрела смерть, он стал смертным, он стал разрушенным сам внутри себя, когда думает одно, говорит другое, а делает третье. То есть потерял вот это вот единство внутри себя. И это все результат грехопадения. Вот Библия это называется грехом, что переводится изначально как человек не попал в цель. То есть Бог его задумал с одной целью, но человек промазал. И вот это грех несет это понятие, то есть не попал, то есть мимо стрельнул, скажем так. И вот получается, идет дальше человек. Стрелял чем? Живет, Бог избирает.
Чем стрелял? Можно... Это, Эмма, это условное выражение. То есть Бог, смотри, задумал, чтобы человек был... Объясняю, смотри, Бог задумал, чтобы человек был богоподобным, а человек стал не богоподобным, а падшим творением. То есть он не уподобился Богу в итоге, а уподобился вот этому вот естеству тварному. Понимаешь, что значит не попал в цель? Вот, потому что Бог не задумывал для человека жизнь во грехе. Вот. Я могу вас огорчить. Евреев в Писаниях называют сам Бог и сам Творец богами. Я не о том говорю, даже после Писание повторяется и повторяется и повторяется. Эмма, боги, это значит судьи. Это значит судьи. Это можно объяснить. Не говорите за евреев, я вас очень прошу. Я просто тоже изучаю Тору уже 30 лет, потому я и говорю. Друзья, можно задать вопрос? Смотрите, у нас вот человеку, у которого висит флаг Израиля, можно будет задать вопрос? Было интересно, просто Алекс, мне было интересно, зачем... Вы православный, Алекс? Вы перебили. Да, я православный. Да, вы православный. И мне интересно, в православии зачем нужен ад? Если Иисус, Он на Христе искупил грехи всего человечества или нет? Это не в православии нужен ад. Это Бог сделал место для падших ангелов. Изначально, и сам Иисус об этом говорил в Евангелии от Матфея, сейчас, если не ошибаюсь, что падшие ангелы, то есть сатана и его ангелы, вот это место для них предназначалось изначально, а человек уже попадает туда по собственной воле, потому что Бог предлагает человеку жить, веря и следуя за Иисусом. А человек, отвергая это, сознательно идет в ад за бесами, за демонами и за дьяволом. Алекс, смотрите. Ибрагим, можно задать вопрос? Воплоти вот этого человека, он явился к нам на землю и на Христе пожертвовал за все человечество. Послушайте, я же вам начал отвечать, просто меня перебили. За все человечество, я хочу сейчас понять, сейчас здесь был этот зиндик, как его, еретик, и он говорил, что только за еретиков он это сделал. Нет, за все человечество. Потому что Бог, Он творец всякого человека. Это не творец определенной нации. Он сотворил нас всех. Он заботится, чтобы все нации жили, чтобы все нации существовали. Поэтому только так. И тогда получается, вот Он грехи искупил на Христе, и все-таки, и все еще после этого ад нужен. Сейчас я объясню. Смотри. Таким простым примером. Вот у меня есть торт. И я приглашаю всех, говорю, придите, вкусите этот торт, он очень классный. Смелые подходят, или там те, кто поверили, вкусили и попробовали, что он вкусный. А люди, которые не верующие, говорят, да что ты там мне ерунду рассказываешь, и не пробуют. Скажи, все ли попробовали торт, который я предлагал каждому? Нет. Вот так и Бог предлагает спасение каждому, кто приходит, тот получает. А кто стоит в стороне и говорит, это мне не надо, тот лишается этой благодати. То есть он, значит, Бог искупил грехи условно всего человечества, только тех, кто будет следовать его предписаниям. Нет, не так, не условно. Я вот объясню, друзья мои. Иисус в своем теле, в котором он пришел, он искупил грех. Каким образом? Когда его повесили на крест, на деревянный, а в законе, в Торе написано «проклят всяк, висящий на древе». То есть это проклятие, которое было или полагалось на людей, или так само в Второзаконии 18 глава, там описывается, что если будете исполнять, я вас благословлю, если все это не будете исполнять, что я сказал, то вы будете под наказанием или под проклятием. То есть закон может как благословение нести, будучи добрым, так Второзаконие 18 глава. Что то написано? Алекс, не нервничайте. Просто дискутируем, не нервничайте. Нет, просто может, я не нервничаю, я расскажу просто. Вот смотрите, я закончу. Когда Иисуса распяли на деревянном кресте,
на него лягло все проклятие. Вы же объяснили, сказали, что прописанное в есть законе. закон. Вот четкий закон. Вот человек совершил кражу, да, у него ответственность возникает. Я вам благодарен за то, что вы если Бог хотите справедливый, до меня это донести. Но я с Алексом закончу сначала. Просто я хотел бы, чтобы Алекс довел до меня. Я хочу правильно. Я мысль докажу, и все. Друзья, убиваете, просто чтобы довести мысль до одни и конца. тоже говорят. И вот смотрите, книга Левит, она, когда мы ее читаем, там написано о 7 жертвах. То есть Бог установил жертву там, за грех, жертва благодарения. То есть когда на козла возлагались грехи всего народа и отпускали его туда, в пустыню. Скажем так, дьяволу, я по-христиански это назову. И вот это жертвоприношение, что оно давало людям? Те, которые приносили жертвы животных, которых убивали и кровью там кропили, то таким образом грех израильскому народу отпускался. И это делали каждый год. Первосвященник это делал, это было сразу в Скинии, потом это храм построился, это в храме продолжалось Соломоновом. То есть эта система жертвоприношений была не людьми установлена, а Богом. И вот мы видим тот же самый, например, пример еще такой наведу. Вот, когда израильский народ выходил из Египта, то 10-я казнь, которая была совершена, были убиты все младенцы, первенцы в египетском народе. А для Израиля было сказано: возьмите ягненка, закалите и кровью его помажьте косяки дверей. И вот ангел-губитель, который будет идти, он пройдет мимо. И у ваш вот праздник израильский Песах, он буквально означает, как пройти мимо. Я просто, смотри, закон, ты понимал суть этого всего. Имеет отношение. Имеет. И вот Иисус пришел 2000 лет назад, будучи этим совершенным агнцем, умер, кровь свою пролил, и те, кто омывается его кровью, смерть пройдет мимо. Вот тебе ответ, зачем Христу нужно было умирать. Он взял все проклятие, о котором говорил закон, на себя, то есть всю греховность всего мира, потому что закон проговаривал об этом проклятии. И он, будучи этим совершенным агнцем, которое написано в книге Левит об этих жертвах, в книге Исход описано, как народ исходил, он, будучи совершенным этим акцием, пролил свою кровь и таким образом принес спасение каждому. Смотрите. Еще снова мы пришли к тому, что по вашему сейчас вот этому выводу, или комментарию, да, Иисус, пожертвовал собой на Христе и смыл грехи всего человечества. Прошедший, будущий. Смотрите, он христианин, ты бывший мусульманин. Подождите, Эсфир, пожалуйста. Он христианин, он не понимает, что в твоем понимании грех как этнического мусульманина или действующего мусульманина. Те грехи, о которых ты говоришь, это не тот грех, который у него в христианстве. Вы зря по кругу ходите. Заканчивайте, вы не поймете никогда друг друга. Нет, смотрите, формат, вы правильно сказали, что, допустим, Ибрагим, слушай, если хочешь понять, послушай. Смотрите, человек совершил кражу, да, и в любом законодательном акте, это уголовный, да, кодекс, прописано уже четко, что был порядок принятия этого закона. То есть прописано, вот, допустим, он ответственность 4 года должен отсидеть или еще что-то. Тут не важно, что человек придет с повинной, да, в суде будет говорить: я возмещу этот ущерб. Он скажет: да, я совершил кражу, я знаю, что ответственность, он приходит и просит прощения, да, но это не меняет обстоятельства того, что ждет его по закону. Ибрагим, ты вот это вот понять не можешь. То есть ты предлагаешь поверить в того Бога, который может просто так простить. Это получается несправедливо, потому что закон... Секундочку, минуточку. Ибрагим, я понял, в чем прикол, Ибрагим. Они взяли... Я вам сейчас тоже задам вопрос, очень интересный. Секундочку, Ибрагим. Да. Да. Подожди секунду. Смотрите. Подождите секунду, я Ибрагиму объясню.
Подождите, Ибраим. Что они сделали? Я теперь сейчас понял. Давайте уважение иметь. Во-первых, у нас была красная корова. Да, у нас была красная корова, и то специально надо было ее выбирать. И то там было написано, не выбирайте того-то, 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 не человека, потому что это грех. Слушай внимательно. Выбрать это, потому что есть там необъяснимое, это как бы снимает там типа не грехи, а там много других вещей. Лет написали, сказали, что Иисус как будто и отдал грехи. Теперь я спрашиваю, Бог, зачем Богу, всемогущему, который создал все, и того же дьявола, и прийти человеком, умереть и типа искупить? Он мог совсем по-другому сделать. Но под этой мантрой, которую они даже не знают, которую они сами в ногу стреляют, но не знают иудаизм. И это я оставлю на будущее. Под эти овечки, и вот это они придумали, что Иисус сейчас пришел, умер и искупил вину. Хотя там четко и ясно написано пару других вещей. Я теперь понял, откуда сейчас это все движется. Ничего. И также он не может... Я хотел понять, зачем они взяли, придумали. Если Иисус из какого, зачем Иисус жертвовал? А он тебе не может объяснить это тебе. Он тебя Да не... я же ответил. Или же- Ад был для падших ангелов, Смотри. ребята. Я же ответил. Смотри, Ад для если падших Иисус ангелов и этим дьявола. Христосом своим не искупил никакие грехи, то он это опять зря сделал. Если он их искупил, Ибрагим, и ад все еще есть, то это опять зря Ибрагим, я же получается. объяснил, просто- все те, кто мажут кровью Христа свои косяки сердца, обретает спасение. Я же это привел на Торе. Показал, что это все есть в Торе, только в Торе это прообразы были. А Христос, явившись, стал совершенным образом. И Он исполнил все то, что написано в Торе. Понятно, вообще непонятно. Многое ни о чем. Вообще непонятно. Это наша Ладно, друзья. мезуза. Она Друзья, символизирует смотрите, мезузу. я закрываю свой вопрос. Ответ я не получил. Я просто хотел поинтересоваться так поверхностно хотя бы, что это за вообще логика Христианство вышло от иудеев, поэтому я могу говорить, это наше, Спасибо, это, конечно, Алекс, ваше. Спасибо, я вас абсолютно там с вами не враждую, ничего. Спасибо, что ответили. Короче, всего вам хорошего. И он, будучи Машиахом обещанным, это опять же, конечно, все в еврейских писаниях. И христианство, первые христиане, кто были? Только евреи. Там не было ни одного язычника, тех, кто пошли за Христом изначально. Поэтому христианство, оно вышло из иудаизма. По теме или не по теме, но я скажу. Алекс, смотрите. Все, кто вы считаете, что приняли христианство, были евреями. Они не были просто евреями, они были знатоками, они были, можно сказать, учеными того времени, они были рабаями, они были ученики рабаев. Они не могли думать так, как вы думаете. Это неправда. Петр был простым рыбаком, и другие апостолы это были простые они люди. Все не были они раввинами, не были они, никого они не учили. Их Христос позвал, и они последовали за ним. Они были учениками, они хорошо знали Писание. Изначально они знают, о чем вы говорите. Потому что на самом деле на Христе в те времена почти всех так, это как сказать, как это называется, Дин Мавет, Леон. Как называется Дин Мавет? Наказание смерти, что-то не знаю, как... Наказание смерти. Очень часто делалось это греками. Это не что-то новое. Это то, что уже происходило и до Христа. Кто говорит, что это новое? Я же вам сказал, это все... Вы же говорите, что только вот он является тем символом, который написан у нас в Торе. Ничего общего с этим нет. Смотри, Исаия говорит о рождении младенца. Символ в Египте, кровь на дверях, это Эль-Шадай, это одно из имени Творца. На сегодняшний день у каждого еврея стоит мезуза. Неважно, куда он входит. В дом, в комнату и тому подобное. Это та же символика. И можно там уже более глубокое понимание. Вряд ли сейчас не буду вам объяснять. Но это никак не связано с Христом. Это ответьте на вопрос. Эмма, ответьте на вопрос. Малых пророков, всех Зачем пророков. нужно Богу было устанавливать? Алекс, можно задам вопрос?
Систему жертвоприношения. Смотрите, да. Алекс, подождите. Вот, Эмма, вы принимаете книгу пророков? Давайте вот изучим. Вы в Талмуд верите, устную Тору или какую Тору? Я принимаю все наши книги. Совершенно все. Ну вот, смотрите, в книге Исаии написано, вот это случившийся факт, да, 66-й книге, это его последняя книга, да, вот этим и закрывается. И там написано пророчество о том, что создадится государство Израиль за один день. Это 8 стих. Там Бог четко говорит, где вы, говорит, видели, чтобы за один день основалось государство, говорит. И мы это видим, это исполнилось в 1948 году. Вы не можете от этого убегать. И вот в книге Исаия за 10 глав до того пророчества, которое я ранее сказала, было сказано, что придет, родит дева в чреве. Вот это указано. Вы можете просто смотрите имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Да, Эммануил, вот аналогию, вот просто вы посмотрите, он пришел же, он исполнил, понимаете, исполнилось это все. Даже вот 66 глава книги Исаия тоже исполнилась. Алекс, вы не можете от этого убегать. Вот я не убегаю от этого. Вы воспринимаете это неправильно. Вы не понимаете, о чем Исаия писал. Как это? Элементарно все прописано. Там нет сложного каких-то текстов. Зачем навязываете 53 главу, если они думают, что это народ Израиля? Смотри, Алекс, а как, по-твоему, до распятия Иисуса Христа, до жертвы Иисуса Христа, кто-то... Дайте Эме сказать. Будьте уважения. Подождите секундочку. Давай ему говори. Дай Давиду сказать. Да, все нормально. Алекс, до жертвы Иисуса Христа кто-то попадал в Царствие Божие? Нет, у Лона Авраама написано. Алекс. Да. Лона Авраама. Алекс. Я отвечаю, все шли в подземный мир, который разделялся на лона Авраамова и на место, где пребывали все остальные Смотри, грешники. Алекс, ты противоречишь учению Евангелий Нового Завета. Потому что там у Матфея 17... Подождите, женщина. Алекс, в 17 у Матфея написано, что Иисус спрашивает учеников, за кого меня почитают люди. Каждый говорит свое мнение. Кто-то говорит пророк, кто-то учитель, кто-то Сын Божий. И он говорит, по прошествии 6 дней берет 3 свидетелей, учеников на высокую гору, преображается, и рядом появляется с ним кто? В царстве своем Моисей с Илией, беседующий с ним. Во-первых, не в царстве своем, а они и имели общение с Иисусом. Иисус говорит, есть некто из вас, кто не умрет, и уже увидит Сына Человеческого в царстве своем. Я знаю это. Но смотри, Алекс, открой Библию и процитируй, что там написано. Там говорится в царстве своем. Там не говорится в лона Авраамова. Увидите лона Авраама. Так говорит, в царстве своем. Появляется Моисей с Илией, беседующий с ним. И голос из облака, указывающий на Иисуса. Да, сей сын мой, его слушает. Вот тот голос из облака. Чей голос был? Бога Отца. Бога Творца. Так? Да. Указывающий на Иисуса, как на своего Сына возлюбленного. Сына, конечно. То есть, получается, Иисус не Бог? Нет, получается, что Иисус, находясь на земле, был 100% человеком, так как Он воплотился, родился от женщины, от Марии. Он полностью прожил человеческую жизнь, но по природе своей у него было 2 природы – божественная и человеческая. Да, но Творец остался на небесах, получается. Вначале было Слово. Творец, Иисус назван Творцом в Библии во многих-многих местах. То есть, получается, да, когда... Алекс, процитируйте. Подождите, женщина. Алекс, когда Иисус перед арестом просил Бога, чтобы чаша мимо него, ну да будет воля твоя, получается, все-таки Бог отдал в жертву Иисуса? Конечно, потому что вы сейчас говорите об Иисусе человеке. Вы сейчас говорите об Иисусе человеке. Я знаю, Давид, вы мусульманин. Не-не-не, я не мусульманин, я христианин. Нет?
Просто я читаю ту же книгу, которую вы читаете, но вы ее цитируете из философской греческого видения. А я хочу понимать, как написал Бог Тору и продолжение Торы, Новый Завет, благодаря евреям, потому что благодаря их человечество узнало за единого Бога Авраама, Исаака и Якова. Конечно. И только благодаря то, что они дали своей иудеи, жизни человечеству, апостолы, мы узнали за единого Бога. То есть мои предки оставили идолопоклонничество, оставили вот это мерзкое идолам, богам, дьяволам поклоняться, и поклоняются одному Богу, Аврааму, Исаака и Якову. Но мы, благодаря молодому парню Иисусу Христу, который 30 лет поменял все человечество, то мы это, каждый берет и приватизирует под себя. Греки под себя, римляне под себя, и добавляет каждое свое. А это же все-таки от иудеев пришло. Давид, вот тебе а как ты первый. понимаешь Это слово надо в этом? понимать в духе. Вначале было, говорит, слово. И слово Как было понятно, и слово было Бога. Бога, и слово было Бог. Энархен голос. В 14 стихе говорит, и это А как слово понимать, если воплотилось облако прямо... Подождите. Эсфирь, вы мусульманка? Нет. Кто для вас пророк Мухаммед? Ну, развратник. Еще тут. Развратник, понял. Просто голос очень похож на Коранит. Я просто к тому, что вот, тут же надо... Алекс, вот еще один вопрос, и все, извините, женщина. Смотрите, Алекс, вот я принял... Я благодаря... Смотрите, Эсфирь говорить. Эсфирь, извините. Вот я принял, я поклонялся идолам, был грешником, грабителем, мерзким, а потом узнал, что есть Бог. Открыл книгу, прочитал, нашел его через книгу, и принял заповеди, закон Бога через учение Иисуса Христа. Верю, что это учение от Всевышнего Творца принес Иисус. Все, я покаялся в своих грехах. А дальше через неделю я начинаю опять грешить, грабить и все такое. И умираю. По-твоему, Алекс, я иду в Царствие Божьем или иду за дьяволом в ад? Могу объяснить? Да. Все, послушайте тогда, пожалуйста. Христос, когда установил Евхаристию, когда Он поднял чашу с вином, кстати, мало кто из иудеев может объяснить, зачем на Пасху или на Пейсах, на стол наливалось вино. То есть все объясняется, кроме этого момента. И вот когда Иисус взял это вино и взял хлеб, сказавший, это есть тело мое, за вас ломимое, сие едите мое воспоминание. Потом взял хлеб, благословил его и сказал, вернее, хлеб взял и сказал, это тело мое, потом чашу с вином, это кровь моя Нового Завета, за мной изливаемая. И вот когда мы, следуя за Христом, принимаем участие в Евхаристии, в этом даре, который Иешуа оставил человечеству, таким образом мы соединяемся с Ним и получаем вот эту вот временную помощь для того, чтобы сражаться со страстями. Потому что жизнь христианина – это не просто вера, это постоянная борьба со своими страстями, которые бушуют внутри. Это борьба с ложью, с завистью, с другими страстями, там, с сексуальными тягами и так далее, и так далее. И вот только мы, соединяясь со Христом, обретаем в Нем спасение. Я вам опять, на ваш Алекс, нет, ты не ответил. Творение, и там, говорит, больше не греши. Смотри, Алекс, я это все понимаю, я человек из плоти пока, я вроде, да, рожден свыше, но я понимаю, что Иисус говорит, прелюбодеи, убийцы, пьяницы, Царствие Божие не наследуют. То есть, и говорит, отойдите от меня, делающие беззаконие, те, которые во имя мое изгоняли бесов, чудеса творили. Да, я никогда не знал вас, То есть, понимаете, получается, Иисус к христианам это обращается. Говорит, отойдите от меня. Конечно. Хоть вы моим именем бесов изгоняли когда-то, Да. а потом, значит, вы вернули к своим грехам. Я, если умер грешным, я иду в Царствие Божие. Если я вот в этот день прелюбодействовал, убил кого-то, и я умер в эту ночь и не покаялся, я иду в Царствие Божие по твоей логике. Ты идешь, потому что ты, следуя Как? за Христом, уже не грешник, как ты думаешь. Да, ты уже не грешник, ты, который омылся кровью Иисуса Христа, Господь на тебя через призму Иисуса Христа смотрит как на праведника. И если мы берем Исаию 1 главу, где сказано, что «Омойте руки двоедушные, очиститесь, придите, и тогда рассудим». Если ваши грехи Алекс, как пурпур, я тогда логику твою, смотри, Алекс, по твоей логике, Сейчас, смотри. подожди секунду, да, я закончу. Да ты уже ответил, я уже понял твой ответ.
Ну что ты понял? Вот смотри, ты просто не понял правильно вопрос. Это раз и навсегда. Смотри, Алекс, сатана знал Бога, видел Бога. Он сознательно пошел против Бога, поэтому нет у него прощения. Он вечно проклят, идет в ад. Я как человек еще не видел Бога. Я только верую живу. Да? Но я поверил, значит, я уже вкусил благо Бога, поверил, а потом сознательно возвращаюсь в грех и умираю. Что по-твоему поверил? Чем я лучше атеиста, который не знал про Бога и живет в грехах? Я хуже того атеиста. Вопрос, что значит поверил? Поверил? Ты знаешь разницу между знанием и верой? Смотри. Вера это следование за тем, во что ты веришь. Да. Вот если ты но так меня поверил, то тогда девушка проблем нет. соблазнила и развратила, я стал прелюбодеем. Вот надо мной дух нечистый взял выше, чем моя сила. Я стал грехом жить дальше. Мало христиан, которые вернулись в грехах и умерли Писание что грешными. говорит? Праведник 7 раз упадет, и Господь его 7 раз поднимет. Даже если А что мы еще там говорит? Если ты вкусил святого, и ты вернешься обратно, нет у тебя уже жертвы за грех. Исповедуешься, перед нами сейчас стоишь. Понять не могу. Давид, Почему ты, если смотри, знаешь, ты сейчас что все в кучу. там написано, Я закончу. Просто, не греши. Алекс, не приобщайте жертву за грех Иисуса Христа. Иисус Христос, он же благодаря Него человечество узнало за единого Бога. Если Его бы не убили, смотри, если Иисуса бы не распяли, не воскрес, христианства бы не было. Оно бы не родилось. 100%. Оно бы в Израиле там и осталось, как сектанты, христиане. Благодаря тому, что ученики увидели Иисуса воскресшего, потому что перед этим они же бросили его, испугавшись смерти. А вдруг эти же ученики Иисуса отдали жизнь, уже не боялись смерти ради моих предков, идолопоклонников, гоев, вот вопрос, чужих почему стран. они умирали 300 лет, за что? Вот И все благодаря почему умирали? тому, что Иисус вкусил чашу, которую приготовил Бог, и принял вот это распятие, и вот это унижение, и вот это все издевательство. Бог воскресил его, показал, что да, это и есть тот. Вот есть жизнь вечная, не бойтесь смерти. Вот тогда ученики только когда трогали его раны, убедились, что он воскрес, что Бог воскресил его. Тогда Иисус послал их по всему человечеству. Идите и проповедуйте всем. Вот они дошли, и вот благодаря этих жертв, этих уже других евреев, учеников, я стал христианином, я стал поклонником Богу Авраама, Исаака и Якова. И соблюдая его заповедь, стараюсь служить ему по заповеди учения Иисуса Христа, потому что меня не освобождал Бог через Моисея из рабства египетского. Меня Бог освободил из рабства дьявола. По духу я грешил, был рабом сатане, когда я творил грех. Благодаря через послал Бог Иисуса и научил, как мне жить, освобождаться от дьявола, чтобы я не боялся смерти, что я буду жить вечно с ним, если я буду жить праведно. А если я вдруг споткнусь и начну грешить дальше, то ад меня ждет с дьяволом. Потому что это сознательно... неверная логика. Зачем спрашивать? Давид, неверная логика. Как? Привет. Я Зачем Иван, ты а это спрашивал, Мария. если ты знаешь, что Мы будет? пришли сюда, чтобы пригласить вас поцеловать жопу. Что это было? Это сильный ролик. Привет. Я Иван, а это Мария. Здравствуйте. Мы пришли сюда, чтобы пригласить вас поцеловать жопу Хэнка вместе с нами. Зачем мы смотрим этот ролик? Если Я вы понимаю, что он о поцелуете религии, но Хэнка, он зачем даст сейчас $1 000 нужно? 000. А если откажетесь, он выбьет из вас все дерьмо. Так, я понял. Это какой-то новый способ выбивания денег, да? Нет. Хэнк – миллиардер-филантроп. Он построил этот город, и он может делать все, что пожелает. И он хочет дать вам $1 000 000, но не может этого сделать, пока вы не поцелуете ему жопу. Давид, найди меня, и мы поговорим, если захочешь. Да, тоже. Я ничего не понимаю. Непонятно, к чему Кто это. вы такой, чтобы сомневаться И в подарке вопрос Хэнка? Давида Вы что, не тоже. хотите $1 000 000? Неужели это не стоит маленького поцелуйчика в жопу? Стоп, Тогда пойдемте с нами целовать жопу Хэнка. Так, окей. А вот вы, двое, часто целуете ему жопу? Да, все время. Серьезно? Ну и как, получили $1 000 000? Нет, на самом деле никто не получает денег до тех пор, пока не покинет город. Ну так покиньте город.
нельзя покидать город, пока Хэнк не скажет, иначе вы не получаете денег, и Хэнк выпьет из вас все дерьмо. О май гад. Ну окей, а вы знаете кого-нибудь, кто поцеловал вот эту жопу вашего Хэнка, уехал из города? Моя мать целовала жопу Хэнка много лет подряд. Она покинула город в прошлом году, и я уверен, что она получила эти деньги. И вы с тех пор не общаетесь? Конечно, нет. Хэнк не позволяет. А такой вопрос. А как же вы уверены, что вы получите эти $1 миллион, если, как вы сказали, не знаете никого, кто эти деньги в реале получил, а? Ну, он же дает немножко перед тем, как вы покидаете город. Может быть, вы выиграете в лотерею, может быть, вы получите повышение, может быть, вы найдете эти деньги на улице. Блядь. А Хэнк тут при чем? У Хэнка есть связи. Знаете что, давайте, наверное, попрощаемся, я понял. То есть какой-то... Ну, разве не стоит попытаться? Это же $1 миллион. И запомните, что если вы не поцелуете жопу Хэнка, он выбьет из вас все дерьмо. Считайте, что вы меня заинтересовали. Окей, только у меня встречное предложение. Давайте-ка, наверное, я встречусь с этим вашим Хэнком, узнаю у него все подробности. Никто не видится с Хэнком, никто с ним не разговаривает. Так а как же вы ему жопу-то целуете, а? Ну, иногда мы посылаем воздушный поцелуй, думая о его жопе. А иногда мы целуем жопу Карлу, а уже он передает этот поцелуй Хэнку. Что вы говорите? У нас еще и Карл есть, да? Наш друг. Это он научил нас целовать жопу Хэнка. И все, что от нас требовалось, пару раз увидеться с ним. Пару раз увиделись, да? Еще, получается, увиделись. Он вам навешал лапши по поводу какого-то Хэнка со своей жопой, которую можно целовать и получать за это деньги. И вы хотите... Нет, на самом деле Хэнк много лет назад дал Карлу письмо, где все разъясняется. Вот даже копия. Взгляните. Целуйте Хэнку жопу, и он даст вам $1 миллион, когда вы покинете город. Не злоупотребляйте алкоголем. Выбивайте все дерьмо из людей, если они не похожи на вас. Правильно питайтесь. Этот список продиктован Хэнком. Луна сделана из зеленого сыра. Все, что говорит Хэнк, верно. Помойте руки после того, как вы сходили в туалет. Не пейте. Ешьте копченые колбаски только с булочками и никаких приправ. Ну и, конечно же, целуйте Хэнку жопу, или он выбьет из вас все дерьмо. Какая дрянь, а? Только заметьте, это все написано на бланке Карла. Вы должны Кадырову жопу целовать, предатели, убежали из Чечни. Бумаги не было, да? А мне кажется, что после проверки вот этот почерк окажется почерком Карла. Диктовал, а вы же говорите, что никто не может увидеться с Хэнком. Не теперь, но много лет назад он говорил с некоторыми людьми. Так, забавный поворот. Девушка, вы, по-моему, в самом начале сказали, что Хэнк филантроп, правильно? Вопрос на засыпку. Это какой же филантроп выбивает, как вы говорите, дерьмо из людей только лишь на том основании, что они не такие, как он, а? Так хочет Хэнк, а Хэнк всегда прав. Да с чего вы это взяли? 7-й пункт гласит, все, что говорит Хэнк, верно. Для нас этого вполне достаточно. А мне кажется, что это все придумал ваш друг Карл. Ничего подобного. 5-й пункт гласит, этот список продиктован Хэнком. Во 2-м пункте сказано, не злоупотребляйте алкоголем. В 4-м, правильно питайтесь. А в 8-м, мойте руки после того, как вы сходили в туалет. Ну все знают, что эти пункты верны. Значит, и все остальное тоже правда. Посмотрите внимательно. 9-й пункт. Не пей. Это напрямую противоречит 2-му пункту. Сейчас, значит, вот. А 6-й. Луна сделана из зеленого сыра. Я такого бреда в жизни не слышал. Вы понимаете, в чем дело? 9-й пункт не противоречит 2-му. 9-й пункт просто проясняет 2-й. Ну а 6-й? Вы же не были на Луне. Откуда вам знать? Да, я не был на Луне. А зачем мне там быть, а? Если ученые доказали, что Луна сделана из камня. Ну, ученые, они же не знают, откуда взялся этот камень. Из Луны или из космоса. Поэтому он вполне может оказаться зеленым сыром. Слушайте, я, разумеется, конечно, не эксперт, это да, но в любом случае это бред. Даже если ученые, как вы говорите, не доказали, что Луна сделана из камня. Ага. Вы только что согласились, что ученые могут ошибаться, но мы-то знаем, что Хэнк всегда прав. Конечно, так гласит 5-й пункт. Следуя вашей логике,
Хэнк всегда прав, потому что так гласит список. Список верен, потому что его надиктовал Хэнк. И мы знаем с вами, что его надиктовал Хэнк. Черт бы его разодрал. Да? Но это же замкнутый круг какой-то получается. Нет? Я не прав? Это все равно, что сказать... Хэнк всегда прав, потому что Хэнк сказал, что он всегда прав. Ну, наконец-то. Что наконец-то? Доходит. Так приятно. Ладно. Как там насчет копченых колбасок? Суйте колбаски в булочки и никаких приправ. Так угодно Хэнку. Все остальное плохо. А если у меня нет булочки? Ну, нет колбаски, нет булочки. Колбаска без булочки тоже плохо. Ага. И ни соуса, ни горчицы. Боже мой, не выражайтесь. Приправы любого вида – это плохо. Ну так, насколько я понимаю, о кислой капусте с мелко порубленными колбасками вообще можно... Боже мой, это отвратительно. Такое может есть только какой-нибудь извращенец. Это вкусно. Я ем это каждый день. Если б я знал, что ты один из тех, я бы даже не стал тратить время. Когда Хэнк будет выбивать из тебя дерьмо, я буду сидеть рядом, считать деньги и хохотать. Я поцелую за тебя жопу Хэнку. Ты безбулочный, порубленно-колбасный капустоед. А он не умер, не читал об этом? Так, друзья, давайте на этой позитивной ноте уже, наверное, это самое, на боковую там, кто идет идти. И всем, наверное, всего хорошего. Меня разбудили, Ибраим. Да, ладно, спокойной ночи, Леончик. Да, прикол такой, прикол, да, но там, верование людей, чувства там и так далее, как бы все равно каждому всего хорошего, там, всех позитивных. Ой, из рук Абель поднялся, подожди. Еще один раз меня опустите отсюда с когда-нибудь с эфира, я вас отоварю всех. Отоварю просто, отоварю я. Это Элли? Элли? Нет, кто это? Добрый вечер всем. Можно зачитать один стих? Я Буя, а еще хотел уйти спать. Подожди, радио тоже закрывается, Ибрагим? Или только ты идешь? Да. Азан, слышали, Ибраим? Азан включи, Азан включи вот этот, который был до этого там этот. Павел, если ты не наговорился, открывай эфир, мы придем к тебе. Азан, вот этот включи, не тот, который когда ругаются, а этот, который был там, когда я там был внизу. Вы этот убрали меня. Включите этот это. Модернизированный? Да, новый Азан. Ну давайте тогда под эту позитивную ноту. Давай, я хочу его слушать, давай. Да, под эту позитивную ноту тогда. Да, у каждого свой трек, я понимаю. Всем всего хорошего. Спокойной ночи. Оставайтесь свободными. Да, я понял, что скопировали очень классную тему. И под этот соус еще прилепили Иисуса, чтобы он... Да, еврейской кровью умылись и почистились. Человек хочет идти спать, хватит продолжать общаться, откройте свой эфир и будем там общаться. Поставь Азан, давай, мы это самое сейчас, не надо кричать Стелла. Не поняли, что не кричи здесь, Вы пожалуйста. меня разбудили с Иисусом, теперь придется открывать стрим. А кто откроет стрим? Магас, отцепись от нас, иди, ислам, иди. Скажите, давай, поем уже. Опа, звук. Звук сделайте, звук. Kar kaçtı doydu deyşe
عيشة وعلينا فوقنا مخنا نانا سخلينا ترسمي يشنا صاحم بيرا ضحكنا رامانا لكرشي مارشو يحبينا أغني بوغامير قرى شهرينا Oh